А Зюбоя? Да, за третий храм Ючпакыш. Амайлера, весьма. А я это видео, что это жюкти и шичабаинец на тишь бешбах, ты шварцигаться английский мотаться, а он что ши видео, я нерсу. А са элопцунги, ши дагачу чудуешь, латя ши храмёкцы. Что 2000 лет назад, только ислам дня, хотя 2000 лет назад, хилла бахтуш, но горбусовца гуат и придевшитя. Un deci подтверждать, что покон Коранчу ахалет жуктю хиллабо, что 2000 лет назад сыны Израиля цан Аллаху иштла телирбош, метки лирбош. Вообще ислам подтверждает жуктю, что это как народ существовал тогда, хотя он и не существовал. И что и предъявляешь Богу. Постоянно дючуо, убейда дегиш. И хоть он да колди да истала. Плоскоземельщиков. TikTok, Facebook, где букладу шухают. Це ишер илмшина. Плоский, да, аргуар дудас, я не знаю, плоский дудас тоже не знаю, но с виду Ста плоский. плоский давала, это дючуо, ты кажешь, что о том, что ты. Худый чур. Киге ваша, ну да колди да, истала. Ханга? Киге ваша. Якой что, твардуйца. Да ладно, зазу президент, люди не поймут. Зази, шевек, а ты там хавистала? Вице-президентом ее взял бы. Хую? Жизнь наладилась бы. Худючу, киге вашку, вистал борсон. Пуйца, вистала, ну да колди да, о, киетам на лурбара. Прям ты берешь врасплох, может, я речь составлю. Versus речь составлять. Я сейчас второй скоро оставляется. А минута юмора выставляли. Рета витин хавяч хайта. Да, именно вистал шмауё. Ой, вистал это руха. Роладу. Чувство юмора, як летевое. Уж вистал твоя. Ты как прокурор вопросы задаешь. Я уж мандитин. Пока сон бойна, наверное, киги вашана, то син омер до ялецу. Роладу. Да, это лечо уце. Так, а и речь составит, я ща вистал твой. Так что? Давай, олугмас, олгерч, хамца, югас бадагерч. Мекште, вистал. Моя, не. Анекдот дючу. Здесь мясо анекдот. Ты всю охоту отбил у него. Ну что, язычник, лучше гайдин, аж дгалат, диардарит ешо. Да, докум цедер. И того мясо не анекдот. Ты уйца. Эх, это идти
А интерес слушается, как У вас насчет кражи невесты, ну, у нас же тоже такое практикуется. Э, Тоже не поменяли мышление в плане кражи невесты. Допустим, у нас, у казахов, чтобы невесту украсть, это вообще было, как сказать, ну, получается, пара, если мужчина бедный, девушка там из богатой семьи или это, они обоюдно решали и убегали вместе. Вот. А вот сейчас у вас тоже так же? Не, у нас это- нету так. У нас это приостановили. Это у нас западло считается. По обоюдному еще так себе, а когда девушка реально не хочет, считает, за кого никто не выдает замуж девушку, они только воруют. И это вообще никогда не было чеченским законом, да, потому что Нет. там кого-то на Привнесенные. этом деле пристрелят кого-то, да, в этом акте, то есть это в краже невесты. За него никакой кровная месть, короче, там не облагается, да, скажем так, потому что это вообще не чеченские обычаи. Даже любой, кто это увидит, не обязательно, чтобы девушке родственник был, еще обязан спасти ее. У нас, смотрите, Можете применить оружие. не, А у нас Запад- оружие не принимали, но девушку, допустим, крали. А если из богатой семьи девушка, парень бедный, получается, если девушка порог юрты прошла, а юрта для нас священна, шанрак для нас священен, ну, в казахской культуре, в тенгрианстве для нас священно, мы до сих пор это соблюдаем, как бы. Если девушка порог прошла, то родители тех богатые, они не могут ее забрать, потому что девушка прошла порог священный. То есть по любви они женились. Вот так вот. Да, вчера мы разбирали этот вопрос, откуда это пришло. Мы так поняли, что это как бы тюркских времен, там это обычаи, получается, оттуда пришедшие. Все тут это принято у них, там докопались до истины, откуда это пришло. Но у нас этот вопрос закрытый. Я считаю, это же, я не знаю, я не хочу вашу упекать культуру, но я считаю, что это человечно, когда и пары соединяются и создают союз, а не так, чтобы некоторые... Нет, У нас, никто не понимаете, смотрели раньше, богатый ты, бедный, разницы не было. Ну, девушку воровать такого нет. И шли старики там, договаривались. Воровал, я же говорю, единственное, за кого никто не выдавал там. Ну, беспонтовый чувак. А если простой он человек, не богатый человек, ну, обычный человек? Не было, у нас не смотрели, ты богатый, ты бедный, у нас все равные. Поэтому у нас попроще было с этим. Не поймет. У нас не было ни князей, ни падишахов, поэтому нас богатых, бедных не делили. Все одинаковые, лишь бы мужчина был. Все правильно, да. Это было время, когда ценилась честь, уважение, Нет, вот видите, авторитет. с вами Если поздоровался. девушка согласна посвататься, идут, переговаривают. Если девушка согласна, то это посылает сватов уже, получается. Девушка сама там матери скажет, там, неважно, какой он там, богатый, не богатый, на это не смотрели. Если она
желает, то этот брак состоялся, можно считать. По сословиям, там, таких сословий не было. Богатый, бедный. Там. Ну, мог бы быть богатый, но все были равны. Позволь сказать, брат. Имелось в виду, что вот это культурное воспитание Нохчела и Хонахова и честь и достоинство, оно, слава богу, не определялось состоянием человека, как это делается сегодня. То есть оно не имело отношения друг к другу. Состояние не определяло твое мужество, твой авторитет, твое воспитание, честь и достоинство. Оно было делено. То есть либо оно было в человеке, либо его не было. Ветеран Машуолов. Так, евро-доллар, чувак, что? Евро-доллар, да. Встречайте аплодисментами. Что, ситуация, все родственники, или с мамы стороны, или с отца стороны, поэтому там равны богат, все, скажем так, есть, ну, не миллиардеры, я имею, ну, равность, это и было богатство, душевная родственность, культура, там, все такое. Смотрите, вы сватали, допустим, вот девчонка, девочка, там, 10 лет, там, сватали ее вот через 5 лет или там, через 10 лет, она выйдет замуж за такого человека. Такое я не слышал. С собой Там, если сватали такое, это я знаю, что это как называется, это у нагайцев такое, там, у вас там такое, там, татар там такое. Есть такое, я так слышал. Вчера как раз об этом говорили. Это вот засватать сколько-то там, когда еще маленькая получается, а потом, когда подрастает, там, их ну, как бы женить. Было у вас такое, такое есть, у вас есть, я говорю. У нагайцев это есть. Как бы один народ с нагайцем. Да, есть. Не, ну это я хочу сказать не то, что мы там женщину не уважаем. У нас в нашей традиции женщина это батыр, это воин, герой. Она всегда воевала вместе с нами. Она не могла, ну, кочевная женщина, она, как сказать, она ментально никогда не была рабом. Слово казах это свободный человек. Всех касается. Но я хочу сказать, что она дома не сидела, она также была и воином, и хозяйкой, и хранителем очага была. Те самое, у нас воевала. также воевали женщины, хранительница была. Никто не угнетает, это все ложь. Я не позволил бы свою мать или сестру кому-то обижать, угнетать, правильно? Это, не знаю, почему у нас сложились такие стереотипы, что мы женщин типа чуть ли не на цепях держим дома. Такие же воины, такие же бесстрашные. Из нас воинов делают наши матеря, пока отцы воевали или зарабатывали где-то. Я концепции той всегда соблюдаю, что свободная женщина только может родить свободного человека, потому что она воспитывает свободного человека, мужчину, потому что она придает свои с молоком, отдает ему все, традиции, культуру, эпосы всякие, а не то, что как сейчас в этом исламе, там девушка закутана в мешок, не имеет ни слова, вообще ничего. И вот подмена ценностей какая идет. Культуру стирает вообще. И говорю, только свободная женщина родит только свободного мужчину и свободного человека. Правильно. Тебе больше надо слушать фармата лекции есть, его послушать надо. И начинать работу у себя там надо начинать. Да, я из-за этого...
ведут эту работу, ребята вот слушали вначале, были, заходили, слушали, сейчас там открывают каналы, работают там, которые нашими слушателями выделились. Да, Буквально много там лекций, можно зайти на канал, и слушать надо, и потом... Sen huochudu that they not you want out there. Да, я по Хармату очень уже где-то 3 месяца его слушаю, мне его лекции очень нравятся. Да, наши ребята работают, мы тоже сидим в чатах, в Телеграме, в этом ТикТоке. Там такие у нас баталии страшные идут там вообще. Вам надо возвращаться в ваше тенгрианство. Бросить этот ненужный ислам, арабам отдать его обратно. Послать его арабам надо. Да, я тоже. Садить круто и отправить обратно. Да. Ну, одна у вас ошибка большая была у казахов. Нечего Наполеона выгонять, воевать с ним не надо было. За счет вас вы его выгнали и проблему создали и нам, и всем тут по вашей ошибке. А там же не только это, из-за Тимирлана тоже произошло исламизация у нас, почему мы приняли, там тоже на грани. Плюс еще у нас война была с китайцами, с джунгарами была. У нас 120-летняя война, там, кровопролитная. У нас тоже стирали просто очень страшно. И у нас там есть эпосы, батыры, и женщины-войны, имена есть. Очень много. А вот сейчас спроси вот у молодежи, которая в исламе, они даже всю родословную Будулака расскажут поголовно жесть, а свою историю вообще все забыли. То мы воевали на 3 фронтах, и с Российской Федерацией, и с джунгарами. Это, вы слышали, не слышали? Тюркскую историю вообще практически не рассказывают. Нету в истории мировой. А мы это с китайцами воевали, и с русскими, и на всех фронтах. И как-то удержались. С 3 империями, если я не ошибаюсь, воевали и всю жизнь воюют до сих пор. Да, кстати, я в детстве смотрел вот этот фильм «Чистилище», где вот Нагиев снимается. Тогда страшно было. С мамой, помню, смотрел. 96-й год, по-моему, был. Полное это самое позорище, этот фильм. Не, я не говорю, что это есть правда. В смысле, что война такая вот кровопролитная, жестокая. Невзоров, который полностью поддерживал войну в Чечне, сейчас сидит, осуждает российское правительство и войну, которая сейчас идет в Украине. Маски меняют только так. Свадьба Малиновки, за кино, власть меняется, чья-то кепка, это версию. Да, издав. Просто когда вы, ребята, обсуждаете, там, по-моему, я стрим смотрел где-то неделю назад, там, один нелестно так высказался о тюрках. Ну, типа тюрко-монголы. Тюрки и монголы — это 2 разные вещи вообще. Вместе как-то сопоставлять вообще неправильно. этом не зацикливайся, нормальный человек знает,
дебил, как бы ты сейчас не объяснял, все равно не поймет. Не, брат, ты не принимай это на свой адрес. К казахам у чеченцев очень трепетное отношение. Чеченский народ никогда не забудет, что сделали казахи для нас. 100%. Мы очень благодарны казахам. Мне кажется, это наше общее горе тогда объединяло это. И, как бы сказать, ну, сочувствовали, потому что мы тоже... Угроза расстрела твои бабушки, дедушки, наших бабушек, дедушек прятали, заводили, кормили, сами на полу ложились, наложили на кроватях своих. Мы так что вам пожизненно благодарны и очень ценим ваш народ. Спасибо, ребята. Единственная вот ошибка, что вы допустили, это Наполеона выгнали, который в Москву пришел, завоевал, взяли его, выгнали. С вашей помощью, без вас не смогли бы. Ну, это историческое... Я даже... Когда мы учились, у нас этого не было. Это вот недавно только раскречил. И то французы, типа, когда там проводили... Французы реконструкцию сделали, там, короче, отмечали. Да. Эту дату пригласили, вы и сами-то толком не знали, оказывается. Они раскрыли вам, получается. Вот такой, как думаете, ребята, вот Российская Федерация сейчас войну ведет, война закончится, куда они этих вояк денут? Что с ними будет делать? Приказ Потому что у нас риторика... Палестина, много куда еще. Это от того, что это закончится, войн сколько хочешь после. Придумают, если нету. Очередной раз Афганистан пойдут. По этому поводу они не парятся. Цену на водку снизят, и все, и сами они себя угробят. Посадят, кого убьют, кто сопьется, Я сам умрет. думаю, никуда они больше не пойдут. На России поставили крест, это идет к тому, что ее разделят. Посадят, убьют. Посадят и убьют. Ну, ваш народ тоже в опасности сейчас находится. Им нужна сейчас где-то отвлечь внимание, маленькая победушка нужна. Могут и к вам заскочить. Ну, мы так вот я... предполагаем. Да, и так Скорее вот это всего, мы вел. скорее всего, в Чечню заскочат. Сил на вас не хватит у них. Ну, ваши взяли самолеты, все продали, там, которые были, беги. Может, что-то пообещали им, там, не знаю.
такая не тот человек, который нужен в это время вашему народу. Ему там министром иностранных дел быть. Нормального человека надо было там сейчас вам быть. Как я так думаю, не знаю. Это мое мнение. Вам лучше знать. Нет, я к своему президенту доверяю, потому что в такой ситуации, что сейчас в мире происходит, отрегулировать все эти вопросы тоже большой респект по идее. Только что хотел спросить насчет вашего президента. Вы довольны? Нормально? Да, пока нормально, но, конечно, вопросов тоже много есть, но идти сейчас на рожон, поднимать какое-то недовольствие. Сейчас просто ищут жертву. Я так думаю, где начать войну. Эти империалисты, сейчас кризис происходит во всем мире, новый, как это правильно сказать, новый перелом. Новый мир. Да, Есть новый эти- мир. Так что сейчас, не знаю, Хотят всех перевести, деньги убрать, вообще QR-коды, говорят, будут. вот мы на цифровой деньги тоже переходим. Это тоже очень много грозит, мне кажется. Да, это, блин, так вообще такие оковы уже будут. Человек конкретно полностью почти рабство. Блин. Цифровое рабство, да? Технология, конечно. Смотря кто будет там сидеть, у кого под контролем она будет. Вот от чего будет зависеть. А какая разница, что проводят, что наличными? Смотри, Недавно есть забыл. разница. С какой-то конторы кнопку нажать и обнулить тебя полностью. А из твоего кармана он не сможет забрать. Как можно? Недавно заблокировали карточку у меня. Пошел банк выяснять, в чем дело. Ну, вы делаете, говорит, много операций. Подождите, говорю, покажите мне договор, поднимите наш с вами договор. У меня сколько лимит? Столько-то, столько-то. А все, что я в пределах лимита работаю, да. А на каком основании вы блокируете? Ну, нам нужно знать, говорит, что это за деньги вы туда. Подождите, говорю. Вы вообще-то не налоговая инспекция. С какой-то стати я должен перед вами отчитываться. Ну, карточку восстановили, но им очень не понравилось, конечно, это. То есть уже банк берет на себя обязанности налоговой инспекции Это где? В Европе или в России? в России. Понятно. В Европе такого нету. Она к этому и идет же, делает из-за этого цифровое все, чтобы В блокировать. Европе зато знаете, как это работает? Если вы более 10 тысяч евро, допустим, туда-сюда переводите, даже 10 тысяч один раз достаточно, больше 10 тысяч, то ваши данные уходят в финансамт, в Министерство финансов. Это такая же налоговая. И они садятся на хвост. Так что деньги, финансы контролируются, которые уходят за границу. За границу, которые уходят. Правильно делать. Покажи, сколько хочешь, перечисляй. И кажется, миллион, если ты сделаешь, сразу ФСБ на тебя, короче, уходит. Тут речь больше идет даже не о том, что вы деньги перечислили. Если ты их заработал, так сказать, официально, то тебе никто не имеет права запрещать их переводить куда ты хочешь. Здесь речь не об этом идет. Здесь речь идет о том, что они проверяют, легально эти деньги заработаны или нет. И они еще очень сильно... в общем, эти деньги облагаются налогом. Те деньги, которые вы переводите за границу, в Германии, например, 30% налог с них удерживается. Если вы, допустим, 10 тысяч переводите, то 3 тысячи налог государство забирает у вас, потому что вы деньги выводите из государства, в данном случае Германия. Вы выводите эти деньги из бюджета.
Везде так, и в Я России тоже. заработал эти деньги, я заплатил налоги. 30-35% в Германии там снимают, получается, да? Я заработал эти деньги, я что, не могу их перевести, что ли? Нет, Я могу их Ты переводить можешь перевести. их перевести, ты можешь их переводить куда ты хочешь, об этом и речь. Но деньги, которые ты выводишь из страны, они снова облагаются налогом. Это во всех странах же так, не только в Германии. При тебе 35%, ты вот официально показываешь бумаги, что ты заработал эти деньги. Ты заработал, заплатил с этих денег налоги, заплатил уже. Если ты переводишь куда-то, через чего с меня должны опять удерживать, снимать Смотри, деньги, это я двойное налогообложение. только вот одно я только хочу тебе сказать, я не уверена, что с 10 тысяч они удерживают налог или нет, но с какой-то определенной суммы, которую ты выводишь из страны, они облагаются налогом. И это во всех странах так. И в России также, если ты деньги выводишь из России, они тоже облагаются налогом. Ты платишь налог, когда ты работаешь на эти деньги. Да, 20%, в Германии 19% налог, не 35%. Нет, ты заработал, ты заплатил с них уже налог, правильно? Это у тебя на счет упали эти деньги, они уже чистые у тебя, ты заработал деньги. Если ты уводишь, там нету такого, не может быть такого, чтобы тебя снимали 30%, 35%. Банковский пересчет, перевод. Ты можешь в интернете погуглить и посмотреть с какой-то определенной суммы, я не скажу 10 тысяч это или там 20 тысяч, это, по-моему, с 10 тысяч ты налог все-таки не платишь, но с какой-то определенной суммы, которую ты выводишь, ты платишь налог. В интернете посмотри. Я не знаю, в какой ты стране находишься, но ты можешь посмотреть, как это в вашей стране работает. В Германии 30% налога не снимают. Когда ты границу даже переходишь, если у тебя 10 тысяч долларов есть, ты должен показать, там, сказать, что ли, откуда, почему. Декларацию о налогах ты заполняешь, да. Если у тебя 10 Правильно, и это более всё тысяч честно. рублей на руках. Чтобы коррупции не было, покажи свой, заработал деньги. Воровства не было. Ты вложишь на банковскую карточку, вместе с карточкой выезжаешь, не надо с собой наличку эту тащить. Когда ты в банковской карточке там снимаешь, тебя снимают определенный процент. Там нету и 10%. Нету. И 5% нету. Определенный процент снимают с тебя, и все. Что вы мне рассказываете? А банк, что ты оплатил налоги, они знают это уже там? Банк уже знает, ты положил деньги, если будут вопросы, налоговый придет тебе. Ты это заработали, деньги лежат, ты на карточке. Берешь эту карточку, не с наличкой едешь в кармане, а едешь с банковской карточкой. Приехал ты, например, в какой-то банк, какие-то банки эти совместно, у них обслуживание идет, получается. Ты приезжаешь там в этом банке, ты или автомат там стоит, ты снимаешь эти деньги. Определенный процент с тебя снимают, и все там нету там такого. И даже 5% нету, что с тебя снимали. Ребят, вы не поняли, смотрите. Снимает, да, ну, будет, миллион дала, и так, диадек, ФСБ, ну, сразу, мычер гудолу. В Европе такого нету. Деньги у тебя лежат на банковской карточке в этой стране. Ты поехал в другую страну, там есть банк, который обслуживает этот банк, у которого у тебя лежат деньги. Там снимаешь эти деньги, сколько тебе надо, снимаешь. У тебя нету там ограничений, около ограничений, и я тебе больше. Это чистые твои деньги заработаны. Они просто, типа, проверяют, не то, что ты там, это самое, им отдаешь что-то там или идешь, а какой-то определенный миллион думаю, чукса, а перевести денчук, да, ой, сразу заинтересоваться, доходит Россия. Не, ребят, смотрите, как это делается. Цифровая валюта – это когда, допустим, какие-то недовольствия, допустим, в какой-то стране или какая-то империя будет контролировать ваши потоки, она может вас отключить. Это показало вот у нас, допустим, когда был
Кантар, когда был у нас, когда революция была в 22 году, то есть наличка людей не было, все было только в банках. То это составило большие проблемы внутри Казахстана. То есть контролировать народы через финансовые потоки. В принципе, им это самое, если не QR-код, просто интернет отключить, все, понту не будет от этой карточки, даже QR-код. Да, все, отключи его и все, он ничего не сделает. Твои деньги уже не кодируются. Вот в Китае вы слышали, там цифровой концлагерь, там уже испытывают, там типа будут ставить баллы, короче, можешь ты продукты покупать, обращаться в больницу, в медучреждение. Да, типа, какой ты гражданин хороший, примерный, там, балл, не балл, снижается, короче. Короче, мы с карточками, с налогами разобрались. Так, у кого сейчас деньги, кто куда что переводит, миллионы, 10 тысяч долларов там. Мне кажется, здесь про Китай это чуть-чуть преувеличивают, вроде, наверное, там не так, в телевизоре или интернет посмотришь, ну, аж туда даже не хочется вообще ехать. Нет, открытая страна, дружелюбная, мы с ними граничим, знаем все. И еще вот это типа разгоняет же там насчет уйгуров. Вот у нас есть, да, казахи, которые оттуда приехали, они, и мы спрашиваем, чего вы остальных не привезете. А они говорят, зачем Казахстан? Говорят, у них там сейчас пенсия по $1000. Они не хотят даже. Это лажа, да, насчет уйгуров, вот это, тюрьмы там, концлагеря, там вот это показывают. Это правда. Это правда. Мужика забирают, своего подселяют там, семью, как со своей там, чужой женой, это самое. Это неправда. Да, знаете, это Pardon. Это правда. тут майер вахин, и дючу ялыш, и когда тигр уйгур. Смотрите, Китай, он как делает? Он не захватывает их насилием, он их просто ассимилирует. Когда вот Советский Союз, когда мы, получается, Уйгурстан туда пришел, там есть и наши области, есть Алтайский край, есть такой у нас. Она туда, в Китай ушла. В 50-60-х годах много к нам переехало обратно. Ну, тогда с Голодомора туда убегали многие, перекочевывали наши. И потом обратно вернулись. И тогда она в Китае осталась. И когда она осталась, китайцы более, я не помню, то ли 2 миллиона или миллион человек туда перевели. Ассимилировали их во всех сферах там. Да, виза нужна, паспорт там, все. Не, нам не нужна сейчас. Мы уже сделали, наш туда ездит. Янина, интересно. Тесла Машола. Ладно, ребят, всех еще раз Большое, желаю. большое. Всем до свидания. Спасибо. Желаю успехов. Удачи вам, как у нас говорят. Свободным. Марш войл. Уходите свободным. Приходите свободным. Мы будем рады вас слышать.
Евро-доллар. Там самого Авен. Группа поддержки Мечановой. Все на СВО штурмуют. Евро-доллар мешал. Видите, он серый что говорит. Marshall du masagi moda moksh ay Штурмуют Покровск. Aldı mundu aldı. Yelloy da oye tamam. Sazim yok arıyor mu yatsı? Hiç hoşsa hiç. Бикэшон. Uy, normal. No, diyen başka das vel varsa o da siser hakak no. Adel var mesela bah perisat kavokş, davet yok perisat normal o havokş. Eres bisan yaşni hiç luş şum kulş. Kono sürün. Hakiki so. Yo san premin o chu versiyonu adel var yo. Okker datsel. Sada yeser. Tamam normal. Сианхиса. Интересно, пассажир. Был бяхкар. Полном бэц еще-то. Алды, что бях, видишь? Волнами заходили. Два твои. Два твои. Лучше дича был. Şey bala ama bu ina vasti mu ayşoş mu bat şey bu abiyaş bu şey la miyah bat şey tek şey la miyah vek merş ba deg madar hum aliş şol üç merş nah mu bat دوات بوش وصلوا جوات ديش نابوش ديك دوك ثاني وقع ووتش دوي ثاني حلر الله يخليه اللي يشوتش نوقتي يخليه يشوت ثاني حلر شي قيت محشي لا محوش يقيت منيسي بوش دوي هنيس وي خوش رومان يحشق والويز هنيس واتش هنيس واتش يو ولا ويز شالير وك واش لو تيخي أطيش ديكم هدرش وديد وش لا معناها باتش ده المارشال ده اقتصاد ده نيسني باه بوش Алло. Добрый вечер всем. Приходи свободным. Мир вашему дому всем. Я здесь первый раз. Вот, ну, очень много уже пересмотрел видео. Спасибо админу. Очень грамотно, очень много нового, то, что я не знал. Родился на Кавказе, но многое вообще не понимал. Сейчас вот очень много изучаю. Спасибо за этот канал. Спасибо, что меняете мышление в правильное русло. Дай Бог семье всем блага. Буду дальше смотреть и изучать. Спасибо за хорошие слова. В любое время наши двери открыты, как говорится, для хороших людей. Будет во благо тебе. Взаимно также. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شو ولا برا أما بعد بوسم عباس خوش السلام عليكم. بس حقيقي صحون شو صحيح انبسط. وعليكم السلام. ما شاء الله. وعليكم السلام. Язычник, знаешь, он бусал даже бог. Выявляешь, так заходишь и так раз, предупредил. Да, закидывает. Это сам. Donc, это сезон. هباخ خدوه يتسمى صدق يترد باخ مثلا كازاخستان أحسن. تاع خروجو كان ده طولوا. مكان شو خروجك شو Данная ситуация, наоборот, да, это Бог по альбому куда. Ой, это делал, что сделал? Бартовье, что тебе молодежь, Юрий, любая есть куда молился вместе с Югом Маисас и канал Шудиш, Маис и Чуа. Говорит, согнулся душу, отправят домой 2 счета. И даришь, лишь будешь тебя. И даешь, раз кем будь я лишь. Целая жизнь. Англия. Ой, канал сейчас, Дильди, Чи, Ерева, Жибу, Сапалючу, канал сейчас, там, Чиюч. О, молодежь, пантелыги забивать, я что, канал сейчас, чую, что я гладу, шлет, что ну, а голод бить, царец, я будешь, раз, и собрать, я собрал бы, я будешь, я. Понял. На провокации не ведите, Альбарес. Молодежь, я говорю. Был беший, лишь. У моего сына коллега ему сказала, коллега ему сказала, ich национальность, Bütschrena. Ihr seid die schlimmste лицо. Кто немецкий язык знает, что я говорю. Вы самые плохие лицо, ногчи, самые опасные. Nicht дает он аж дух боевой. Ногчи у Эльч, с Германия так на тебя с опаской смотрят. После этих всех историй во Франции, этих отрезаний голов и прочих движений. Немецкий учитель, бой. Гитлер, да говорит. Немецкий, немки зудю и не знаю я, тут мелханю. Цу элоксек, антик, вы самые опасные элокцу, ногчу. Я ногчу вот эльч. Нет, он работает, он уже взрослый парень, так он по-моему уже. Баладу и бала. Учителем, и дасер, и тайком. Сейчас мало учителем. Так, вы кочершин, бах, вы дах лича, бях были шокер. Осам цабил. Мяут хазлячи и хинт и шегват. Его мяут хазлячи то тахта элуга. Да. Цели лечи, паусали лечи, нормально, долился, бол беш. Стремиться к учебе, там, сахунда вещи, гуцинг, да. Все равно, естественно, много разумных. Хороших русских добавить, хороших скалычка, вот русские наш гусь добавим. О, дождь, ты канал, сейчас.
Масуда Балансия, Европе, они создают эту картинку по приказу центра с Москвы. А что я мою видел? Ердили, вожди, вместе, ердили, вместе, ерду и больше. Вместо Голтора и нет решения. Себя нормально поддерживали, французы поддерживали. А потом это, оказывается, присели на торговлю наркотиками ночью. Выявилось. Ну, жили, конечно, бреду. Не, бачаешь. И вот кварт бях учители Франции. تاع الجيري توات شو فيسبوك شو عيازن خلاص بايمر محمد هم قال كوارت باك بيش بو وي شو عيازن تو نوكشي هر دبل هر عودل مخلا دات вот اشت بطل كات بو قاردوي شيدين قالك تدوتش دوي بوسو على واقع شيدين قالك تدا شينين قالك تدا هو يوتو الجيري تاع إمامي بوش وطلينهم تون قالك دين على تو دينكشن إيش تو شيدين قالك تدش دوي عربوش تدعتري شو إيش إكوات أرديش ليلو بيش بوش Еще раз, году шватом. Тебе 30 раз говорю, алжирцы бях, бац. Бях цунде бях, бу. Сюда волки хагулуши, бахка ночи норба. Вецер эдален белой барбяхти. Что худеш, а что в Европе хочешь ханадак дочь. Аллахан, имушку сич, что худеш, что бош. Иш бар провокатор. Алжирцы, матьят, алжирцы, ватши, дес бош, так царезеро. Жимош, лин, амир, варис бош. Да, оқуыш болса, ден чоқыз, не ясанды, денене олды. بعدش بقى يا До Мекки давигнаме çok sevigni. Совигнешь, Дубая юсица она давигнется, я что-то дом купили. Не знаю, на его имя навряд ли купили там. Поживешь там год-два, там, потом выкинут его. Это станам Ахмат батальоны, наука рух на джихад. Да, да. Продолжать начатое сыном дело, довести до конца. Vamos tegen Yusuf. Vamos bij ons voor Yusuf. Bosgans eerlijk die. Franse afvoer, Bosgans eerst vertellen. Машел, Салях. Пока он целый день волноваться, уезжал. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos bij ons voor Allah geduurd. Denk je dan door? Батальон, Салях. Осман Бадик. Батальон. Не получишь. Конгресс, я за день. Сегодня день тебе не поплатят. Смотри, пробовал. Иншаллах, рахмет говоришь. Конгресс, Абу Салма, Аушка, Салях. Сигарама, что такое. И тем Макол, Башхан вообще не такой. Вообще самый либеральный из всех либералов. Он раздает наших девушек, да, иностранцам. Он полностью против, да, полностью за либерализм, за интернационализм. Либеральный мулла, что ли? Еврей? Да, полностью, короче. Он вообще это, но его вынуждают, например, кто-то говорит ему, кто-то говорит ему, да, значит, выдать какую-то девушку там за какого-то магрибанца, например, или за местного там. И ему приходится, понимаешь, как бы он не ради себя вот старается, там где-то вот, там джамаат какой-то, спрашивает у него про какие-то там харам, халал, про такие вещи, ну он сам вообще не такой, ну ему вот приходится вот так вот им насыха делать. Какой-то не такой, он какой-то голубой был, шмахер, чтобы вот гордиться был, условно. Ну, примерно так.
Allahumma mubarak, that's Allahumma azim. Сам он, короче, не хочет, но вот Жамаат есть там у него, который вычисляет голоса у всех, их первоначально вот этот вид переформатирует. И вот так вот этот Жамаат пытается узнать, кто есть кто, там, людей по голосам. А он вообще не такой, Басхан. Почему мы на него так подумали, это даже интересно. Мы его на нейтральной площадке послушали. Нам хоть Сура 4, аят 24. Кобал душа пилот шабасу. Он сильный парень. Его зовут Рамзан Магомадов под псевдонимом Баскен. Замдиректора электросвязи тоже вообще не такой. Вы вот Аллаху плохо Акбар, думаете. Аллаху Акбар. Да, вы все плохо там думаете, там Шевченко у него спрашивают. Это вы за какой шариат? Это то, что расстрелы там были в 97-м, 8-м, 9-м? Нет, я вообще не такой. Как вы могли подумать? Я против этих вещей, может, нет? А вы тут додумываете. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Для наших последователей без Мухаммада. Просто зачитаю молнии информации, чтобы напоминание. Потому что там говорится и напоминай, ибо напоминание на лучшее благо для мусульман. Там какая-то сура 11, я пока это сейчас не помню, 51. Здесь написано Бисмилляхи рахмани рахим. Бывший мусульманин, утверждающий, что нашего пророка в детстве изнасиловал один из двоюродных братьев, это правда? Вопросительный знак. Тут пишут: Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Меня зовут Заид. Я только что видел видео, в котором бывший мусульманин утверждает, что нашего пророка изнасиловал один из его двоюродных братьев. Из-за этого нашему пророку по просьбе Обны Сальмы было отказано в въезде в Мекку Медину. Ссылка на хадис, который он показал, находится в Аль-Сирахе Ан-Набавия, Сирахе Ибн Хишами, хадис Абу Суфьяне Ибн Харити и Абдуллей бин Убай Уби, который был отказан во входе в Мекку. Пожалуйста, объясните это вот самое. Тут на английском есть еще версия. За последние вот since last 8 months, I am finding each questions answer which are asked by ex-Muslims, and Alhamdulillah, I got most of them. Some of them I need to find out. Please help me for it. Это на англоязычная версия, я просто сейчас на русском вам читаю. За последние 8 месяцев я нахожу ответы на каждый вопрос, который задают бывшие мусульмане. И альхамдулиллах, я получил большинство из них. Некоторые из них мне нужно выяснить. Пожалуйста, помогите мне в этом. Друг отвечает: нет, это неправда. События, на которые вы ссылаетесь, the event you are referring to is recorded in Mustadrak al-Hakim and also in works of Syria. Но тут я читаю на русском. События, на которые вы ссылаетесь, описано в Мустадрак аль-Хаким, а также в работах по Сирраху, таких как Ибн Исхак, и записано Ибн Ишамом, Табари, Ибн Фасиром и другим. Это относится ко времени завоевания Мекки, когда пророк Мухаммад направлялся к ней с мусульманской армией. Мусульманская армия состояла из 7 человек, там, максимум. Наши обиды, театр, селец, лишь мужья.
مش بعمل واحد سنتي أبو هريرة كويس قطوب حقش ده تصير كيسان قصيش некоторые из его родственников пришли навестить его, чтобы получить гарантию. Лама сказал, да, ну хоть как все, это относится к раз Аллаху, Аллаху, Эйлиш Гутилишик, каждый ويخ إليه أربع شهور مدار царь Эйлиш, Лелушец, модер лично. Это относится к времени. Они этим прикрываются, говорят, мекшный бог царь, и это я, отсюда они живут. Примеры говорят, а мы говорим, ага, бог, да, араб говорит, ага, бог, ну, мекшный. Это относится к... непонятно, мы как-то по-своему это смотрим, а арабы по-своему, да? И что Харбусал говорит, это относится к времени завоевания Мекки, когда пророк Мижнахмад направлялся к ней с мусульманской армией. Но мы знаем, какие у него там были армии. Некоторые из его родственников пришли навестить его. Главное, всегда родственники насилуют друг друга у них в арабов. У курейшитов всегда. Шейнан, еще Тавазер куча. Он мог, и они шибаются. Как я вспоминаю сейчас, только что Алда у него полная вот эта вот шариатская недостаточность исламская. Он задал здесь вопрос. А еще их много. Ты что, дебил, что ли? Инцест, боятся, дебил. Ну тут смотрите. Все между родственниками. Некоторые из его родственников пришли навестить его, чтобы получить гарантию безопасности. Среди них был Абу Суфьян ибн Харис, двоюродный брат пророка по отцовской линии. Как по отцовской линии. Пророк Мижнахмад изначально отказался принимать его, объяснив это тем, что Абу Суфьян ибн Харис посягнул на его честь. Смысл этого в том, что Абу Суфьян устно высмеял и оскорбил пророка в своих стихах. Чтобы вы знали, здесь на арабском шадек записано тут предложить перевод, тут у нас искусственный интеллект, и он вот, просто он все переводит здесь. А здесь англоязычная версия. It is regarding the time of the conquest of Mecca, when the Prophet was marching towards it with the Muslim army. На английской версии, вся англоязычная версия, просто, а мы знаем, что англоязычная версия все страны мира берут. Потом, русскоязычные, конечно же, они там выборочно. Что делают? Хайт ваши. Пророк изначально. Вейгар, Сейгар, Хума, Дючтас, Инша Аллах Рахман. Сейгар, Вейгар, Там, Мадат, Шамат. Пророк изначально отказался принимать его. Объяснить это тем, что Абу Суфьян ибн Харис посягнул на его честь. Смысл этого в том, что Абу Суфьян устно высмеял и оскорбил пророка в своих стихах. Какой-то Абу Суфьян ибн Харис. Двоюродный брат. Абу Суфьян был среди тех, кто оскорблял и высмеивал пророка, Мухаммада и мусульман, и Хасан ибн Сабит указал на это в своем знаменитом стихотворении: «Ты высмеял Мухаммада, но я ответил от его имени, и за это Аллах вознаградил». Уза Язин пишет английская версия. Абу Суфьян was among those who had insulted and satirized the Prophet and the Muslims, and Hassan bin Thabit pointed towards this in his famous poem, "You satirized Muhammad, but I replied on his behalf. And there is reward with Allah for this." На английском это. С английским это на русский переводишь. Тут ничего. Это даже не русскоязычный. Некоторые антиисламские полемисты, похоже, искажают это как намек на сексуальное насилие Бога, начинают оправдывать. Однако это необоснованное и ложное обвинение. Такая интерпретация не подтверждается лингвистически и ни в одном. Вот как этот Мило Фурка, как он начинает за слова там цепляться, там, запятая, там, голосовое изменение, там, интонацию. Такая интерпретация не подтверждается лингвистически. И ни в одном другом тексте нет упоминания о подобном событии. В любом случае, Абу Суфьян ибн Харис в конце концов был прощен пророком Мухаммада, он принял ислам и стал хорошим мусульманином. И стал хорошим мусульманином. И он был среди тех, кто остался стойким в битве при Хунайне. Бухари и Муслим это написали хадис. Значит, если они говорят, что эта поэма неправильно, ну, Мухаммад его принял, это двоюродный брат, что? Его принял ислам. Но о нем потом, а когда им выгодно, смотрите, как им сразу ссылку делают. При битве при Хунайне, а вы знаете, какие там были битвы, 2-3 бедуина, там, и вот сразу ссылка на Бухари и Муслима. Смотрите, говорит, это правда. Бухари и Муслима читайте, а вот поэму не читайте. Который написал Аль-Исаба фи Тамиз ас-Сахаба. Тоже. Вот такие дела. Абу Суфьян, Бог царь, Аль-Харид и Абдуллах Аби
Умайя б Аль-Мугира встретил посланника Бога, Аллаха, значит, Ника Аль-Ухабе между Меккой и Мединой. Они хотели побеседовать с посланником Аллаха. И Салама, это жена, значит, Салама, рассказала ему о них, сказав: посланник Аллаха, сын твоего дяди, это значит по отцовской линии, и сын твоей тети по отцовской линии. Ажан какие чувчевал залу, что хожу. Сын твоего дяди по отцовской линии. Машалла. Чичу по отцовской линии. И родственник сказал, и сын твоей тети по отцовской линии. Значит, Шичин, короче, тоже вот двоюродный брат. Ты представляешь? Блин, вообще, это что за безобразие? Сунна тупая. Что это было? Я в шоке. Смотрите, я еще раз читаю. Салама, это жена Мухаммада. Она сказала ему, между Меккой и Мединой: посланник Аллаха, сын твоего дяди по отцовской линии. Ликуя Левич, по отцовской линии. Значит, Дехо Аушичук. То есть мягчу. Дяди по отцовской линии. Дяди, может, девушка, да, черт его. Ну, мягчу. И сын твоей тети по отцовской линии. Значит, Дехо Аушичук. Вещи человек, ага. И родственник по браку. Это как это так понимаете? Значит, отцу нищали не будете, что так? Родственник по браку. Вообще, арчухчул за уши. Он сказал Богу, это Салама: мне не нужны эти двое. Что касается сына моего дяди по отцовской линии, он оскорбил мою честь. Что касается сына моей тети по отцовской линии и моего родственника по браку, он тот, кто сказал то, что сказал мне в Мекке. И что? Ну, это в трудах написано Тарих ат-Табари. А перевод сделал всего этого с арабского на английский Майкл Фишбейн. И что? Дадул с английским это Аль-Сира Аль-Набауя Сирра Ибн Хишам. Reported by Ibn Ishaq, and it was that Abu Sufyan Ibn Halif bin Abdul Muttalib and Abdul Allah bin Ubay Umya bin Al-Maghira had met Prophet of Allah at a place called Naik al-Aqab between Mecca and Medina. So they wanted to enter in his presence. Английский мат, что Джин. Да, я тут почему хочу сказать, что это... Почему это там? Не для того, что там ты что-то там выпендриваться, что написано это на английском, с арабского, на английском, и что весь мир об этом знает, что это не надо там кто-то, чтобы заходил сюда и говорил: Эшегер дючду, рядский мать. Вот перевод Дюшин, это написал труды. Майкл Фишбейн, Мушин, это он перевел. Это арабский труд. Тарих ат-Табари. Арбомата, печмата, дахошлин, да? Да. Я ду свободен бяхмамила, я масана да это ду. Избранные. Это для избранных. Это для избранных. Свободен сагали канал касл, ты лучше шушает. Масана да это ду, и арбомата, бяхмамила, да. Избранные арабы. 10 царь, да, и там дела, логически воинов, да, и там даст выходит. И Билгалу, и он логику Исландия, и оба, что. Тут интересно. Да. Если арбош и да, и там дела, новчиш и да, и там даст автоматически. Даже я так понял. Здесь очень интересно. Смотрите, вот здесь вообще интересно. Бисмилля ир-Рахман ир-Рахим. Мухаммада изнасиловал двоюродный брат. Первый раз хочу выразить свою благодарность мусульманам. Только... Что, читать или не читать? Вам интересно? Аллаху. Первый раз хочу выразить... Конечно, читать. Это же сунна. Да. Да. Интересно. Да, первый раз. Свободится. Ладно. Хорошо. И пока будем амин, точнее, амин будем читать. Аллах. Ладош. Мухаммада изнасиловал двоюродный брат. Первый раз хочу выразить свою благодарность мусульманам. Только с вашей помощью я понял, что Мухаммад был изнасилован. Я внимательно прочитал ваше оправдание. Это же смешно, Богу. Зачем вы это пишете? Вы пытаетесь перевести слово «был изнасилован» словами «опозорил» и «покусился на мою честь». Вы серьезно, Бог? Зачем менять эти слова, если там было написано «изнасиловал»? Мухаммада изнасиловал его двоюродный брат.
Но вы прячете свои глаза от стыда, верещите, что его не изнасиловали, а покусились на его честь. Поэтому он, Муж Махмад, ответил: я не имею ничего общего с этими двумя, чтобы Мала, ишмала, юа, оскорблять будет, Задай, я от себя ничего не говорю. Мама, да, ума, да, тяни, доку ешо, чо, мама, дука, мама, да, ешма, воль, тяни, да, лад, волта, визца, понял, бэб моя, дуня, моя, мама. Не знаю, не знаю. Надеюсь, Мала, ешти, российский закон нарушает, да, боже, предъявлять, ну так, это чувство задевать. Российский закон нарушает, в каком плане нарушает? Господин, что я нарушил? Чувство верующих задевать. Я не нахряцал, так он поклоняется. Элина Пучова. Кого-то Илар, это Лоров Бог, что мовать с голубой. Я ничего не имею против голубых. Но царь Бог голубой. Элина Пучова. Но я же не... Нет, проблем нет. Смотрите, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, алхамдулилля раббил алямин. Я же никого Аллилуйя! Я просто читаю. Аллилуйя, воистину Господь. Аллах. Нет, самое главное, знаете еще, дорогие братья и сестры, я вот от себя, я лично от себя, как человек, как гражданин мира, я ничего от себя не говорю. Я никого не хочу ни унизить, ни принизить, ни оскорбить. Тут это исламские труды, это Муж Махмад. Я же от себя ничего не говорю, тут царь Бог. Я читаю просто, я зачитываю. Причем тут какие-то чувства каких-то людей, верующих. Я же не виноват в том, что они поклоняются какому-то изнасилованному мужику. Я же не виноват. Это их право. Я же не запрещаю, я же не говорю, не поклоняйтесь. Я говорю, поклоняйтесь, да, хорошо, но вы же обвиняете других людей в том, что они какие-то голубые. Вот вам. Подожди, а ты там был? А это что другой вопрос. Почему ты там был? И что, Хатан, зачем мне там быть? Это же 7 век. Как я могу там быть? А что ты так с уверенностью утверждаешь? Нет, тут же главное же труды исламские. Я еще раз говорю, если это их ложь, исламских вот этих ученых. А может, это исламские труды написал такой же, как и ты? Да, нет, смотри, хорошо, ладно, допустим, я же не отрицаю. Почему они тогда ссылаются на этого Абу Суфьяна какого-то, в этих хадисах Бухари и Муслима, когда им выгодно сразу ссылку делают. А это, они говорят, это там выдумано. Ислам выгодно должен, значит, я понимаю, я же ничего не имею против. Я же им говорю тогда, если вы это не принимаете, это принимаете, значит и вы должны это тоже принимать. Doch, dit zelf ogen daar heel staatspoor ogen dat is Я знаете, что хочу сказать? Я абсолютно не против никого ничего. Я за все. Я наоборот, что бусал так ухсун. Сайдак гордаться бусал бин амуш. Мосту аурцу, жизненный путь олца. Вы должны изучать сунну пророка, весь его жизненный путь. Вы должны быть похожи на него. Вот я полностью отдал всю свою жизнь изучению Муж Махмада. Моя жизнь – это изучение Муж Махмада. Его похоти, его воровства, мракобесия, его сказок, его насилия. На искренность тебя. Сколько жен было у Мухаммеда, знаешь? 11. А по другой версии? 9. Откуда я знаю? Не ходил, что ли, туда, блядь, ты смолоть. Я читаю. Да, сколько жен было у араба, жившего в 7 веке, прикинь. Ну смотри, ну я же читаю, я же не утверждаю. Если мне тут скажут, вот смотри, Бог, там 9, я скажу, почитай. Клянусь Аллахом, ты красавчик, бля. Другой приходит, скажет 11. Я почитаю, скажу, да, 11. Что, я же не доказываю ничего обратно. Я же не говорю, что так. Ну что, вам зачитать, как это все происходит? Да, зачитай сейчас этот. Видел ты в Дагестане какой-то такси, типа, исламские вопросы задает? 100% уверен, что вот мы
на все вопросы там ответили бы, все выиграли бы. Ни один мусульманин так Да, исламист. я за весь исламский мир, я за мусульман. Алхамдулилля. Я горжусь, что я мусульман. Бисмилляхи рахмани рахим. Алхамдулилля. Так, зачитывать или не зачитывать? Кому интересно? Если кто, да, дорогие друзья, если кого-то это будет раздражать, подавайте голос, говорите, не надо читать. Я Что буду это читать. Если кому-то интересно, пожалуйста. вы читаете, о великий салаф, салафу солих, талибуль ильм? Я тут же ссылки, я же вам ссылки буду давать. Я же сейчас сразу ссылки не буду давать перед тем, как читать. Я читаю и ссылку даю, читаю и ссылку даю. А Вяпи уже ушел к Сермаку. Сермак, он у Сермака там 5 человек. Вообще мы не знаем, кто такой Сермак, кто такой Вяпи, мы послушаем. Сермак это великий деятель, а он... У него уже 2500 подписчиков, ты представляешь? Ты знал уже сайт? И за один день меня спустили до 890. У Абу Саддама Шишани тоже есть 300 тысяч. Походу, чем больше сподвижет. 5 человек в эфире. А в эфире 5 человек только, это странно, да? Вот? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ну смотри, не так вот. Смотри, это четко, но смотри, под турецкий манер нашего халифа Эрдогана. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. На турецкий манер 4-кратно. Vai atcerēties to, tu atcerēties mūsu tā apšanas bolu. Lēram būs. Я начал, а учбу и нах. А да, ближь. И бог шбалыш. Ты вообще озверел в последнее время. Ты вообще беспощаден антитеррор. Зачем ты так жесткий? Ты вообще озверел, да? İslamlı, modern diyorlar diye şey bakıştan, yaz ayılamlar. Modern bir şey, значит, я modern. İlm diye sabah servoy, masumet diye, ilm am diyor, ilm am diyor, ilm am diye de ta, böyle ola doğuştuk koy imam şey. Derzen de yakan, düştü, bana derzen de yakan. Derzen de yakan, düştü, bana Allahu Ekber, derzen de yakan, düştü. Ну, вам читать? Салаф, о великий салаф, с уважением. Уходили и حدا لوشي حدا واش شادق يشتعدوا يتشينا تاع أسكر بلاد توصل متفوس الشيء مدى دادويش قصتي قاعدوا اليوم دات. Sen mi değilse yapmam söyleyeceksin. Sus, ne o? Sen mi değilse yapmam söyleyeceksin. Ha, iladuş mu? Nah, TikTok çağ, bu sol bu boş. Tanan de soğutu soğuşta, soğuta LGBT şaşiri boş. Ta sada mazahist, ну что ведь худут je, busal na, яжить по специально busal din beata джинч дут je, швабеш. Суни Музмамада, балбеш, можешь? Начитали Суни Музмамада, вот они и занимаются этим делом. Зачитать или нет? Давай, дорогие друзья, зачитаем. Так, поэтому он... Вы серьезно? Музмамада изнасиловал его двоюродный брат? Но вы, пряча свои глаза от стыда, верещите, что его не изнасиловали, а покусились на его честь. Поэтому он, Музмамад, ответил: я не имею ничего общего с этими двумя. Что касается моего двоюродного брата, то он изнасиловал меня. Он сам сказал так, Музмамад. А что касается другого двоюродного брата, он сказал то, что сказал мне в Мекке. Давайте на английской версии почитаем. Вот. In regards to my cousin, he raped me. Окей, мы сейчас прямо вот сразу. Raped me. Окей. А что коза? И да, листьем было. Сухие чуваться одна царь. Дальше, постоянно я за них страдаю. Потому что они заставляют работать. Я же уже нормально все сделал. Самому и не знаю, что изучать, пишет Мусалби. Могу изучать, надо всю жизнь посвятить. Я же так же тоже. Я же их слушаю. Не, ну а на английском, он потом на русский не переводит, неправильно переводит. Хорошо, ладно. Хорошо. Читаем дальше.
Ничего, что сегодня дня. Что касается моего двоюродного брата, то он изнасиловал меня. А что касается другого двоюродного брата, то он сказал то, что сказал мне в Мекке. И там же приводится арабский текст. Хорошо, мы берем сейчас этот арабский текст. Я просто принципиально для вас, братья. Потому что я посвящаю себя науке. Сейчас мы это все переведем. Искусственный интеллект. Мы сейчас можно все. Вот если даже я вру, допустим, если даже вру, то эта машина, она всегда найдет правильный ответ. Посланник Аллаха на английском языке сразу переводим на русский, на арабском языке переводим на русский. Потому что смысловой, искусственный интеллект, прям смысловой перевод. Ну, посланник Аллаха, твой двоюродный брат, сын твоей тети, по отцовской линии и твой зять. Он сказал, они мне не нужны. Что касается моего двоюродного брата, он оскорбил мою честь. Переводит так. Русский язык переводит так. А то, что моего двоюродного брата и моего зятя, то это он сказал мне, что сказал мне. Хорошо, ладно, если переводим на английский. А жалко, как они крутят. Хаскамат. И хаскамат вообще арбой ответвление мясу. Зачем цатер будешь? Сам ты лучше послушай. Иван, когда я смелуюсь, и Невский улицу, он шляпит, а я инженер, он работает. Вот смотрите, на английском тут написано. Я вам серьезно. Даже на английском написано. Я точно. Изнасилование. На английском, на немецком, на любом языке. А они говорят, he said, I have no need for them. As for my cousin, he violated my honor. Он говорит, меня изнасиловали. Тогда как на русском он говорит, мою честь. Видите, как они говорят слова? Алима мерзавец еще. Я швейцар, наказан. Ладно. Доказано. Короче, братья мои мусульмане во Христе, я вам вот официально заявляю, там так и написано, изнасиловали меня. И так, вот это слово на арабском. Смотри, формат. Смотри. Итак, вот это слово на арабском. Смотрите, маджму аль-фатава. 1/243. Я копирую обратно же это слово. Фатак фада арда. И забиваю снова искусственный интеллект. So you violated my honor. Так и написано на английском. Потом переводим на русский язык. Потому что даже тупой дебил, он может работать так. Это показывает наглядно, что любой дебил может работать с интернетом и изучать ислам. Так ты оскорбил мою честь, Бог, хотя на английском это будет violated, это значит, ты меня изнасиловал. А если взять на немецкий, допустим, потому что кто немецкий знает, он поймет. Я просто зачитаю. Кто немецкий знает, он скажет. Правильно я прочитал или нет, я не знаю. Du hast also mein Ehre versetzt. Даже вот смотрите. Вот как он скажет. Я от себя ничего не говорю. Du hast also meine Ehre verletzt. Du hast also meine Ehre verletzt. Смотрите, а на арабском? Смотрите, сейчас давайте на всех языках. Вот смотрите. Смотрите, а на русском он переводит так, смотрите. Смотрите. Так ты оскорбил мою честь. Смотрите, а сейчас на английском, смотрите. So you violated my honor. So you violated my honor. Это значит, ты меня изнасиловал. So you violated my honor. Они меня изнасиловали, вы меня изнасиловали, значит, смотрите. Хорошо, какой вам? Испанский давайте, испанский, хорошо. Сейчас. Вот. Entonces violaste mi honor. Entonces violaste mi honor. Entonces violaste mi honor. Entonces violaste mi honor. Хорошо, какой вам еще язык нужен, чтобы доказать, что это переводится так? Хорошо, какой вам? Давайте еще какой-то. Так, итальянский давайте посмотрим, итальянский. Саляф. Но вот это «Du hast meine Ehre verletzt» это не обязательно означает, что изнасиловали. Это оскорбил был теперь. Ну хорошо, ладно. Да, это чисто ремарка такая. Просто вот этот погрешности перевода, они
Очень важно тут учитывать. На немецком это немножко другое означает даже. Это может и это означать, но это может быть просто и оскорбление. Хорошо. Смотрите, вот если арабофоны есть здесь, смотрите, на арабском это так. Фахатак харди. А тут, смотри, на итальянском. На итальянском. Quindi hai violato il mio onore. Quindi hai violato il mio onore. Хорошо. Смотрите, на арабском. Хорошо. И давайте тогда сейчас, вот мы все проверили, какой еще. А, французский язык давайте посмотрим. Так, мы сейчас на французском посмотрим. Кто французский знает, он переведет. Смотрите, арабское слово. Именно вырезка, вот копия, вот сделана, закинута. Смотрите. Alors tu as violé mon honneur. Alors tu as violé mon honneur. Alors tu as violé mon honneur. Voilà. Так. Собрал, так, собрал. Вот, все. Это мы уже разобрали, да? Мы тут зациклены на этом. Это не мы переводим, это искусственный интеллект. На английском, на французском, на итальянском, на испанском, португальском. Португальский, подождите, мы же португальский. Португальский, да? Португез. Так. Что будет? Кстати, кому интересно, на искусственном интеллекте появился чешский язык. Только с кириллицы там, но переводы жестко ведет. Серьезно я вам говорю. Можете проверить. Так. Португез. Сейчас мы быстренько на португальском и дальше продолжим дочитывать, потому что это очень интересно. Так, прошу прощения. Вот, португез. Вот. Переводим это. Então você violou minha honra. Então você violou minha honra. Então você violou minha honra. Violou minha honra. Então você violou minha honra. Ну, красиво звучит даже не вульгарно, это красиво. Так, хорошо. Фахаттака арди. Смотрите, тут написано Маджму Аль-Фатава 1/243. Это ислам какой-то труд. К такому роду относятся словосочетания. Обратно какое-то здесь словосочетание закидывают. Потому что мы изучаем, нам же все равно же интересно. Аллах, мы не можем просто так все это оставить. Мы должны все это познать. Так. Ага, все хорошо, ладно, это ладно. К такому роду относится словосочетание, тут написано на английском, распределено Богу пророчеств, поэтому в их время не было известно, чтобы использовать клевету на честь для обозначения безнравственности. Скорее они подразумевают под этим то, что указывает язык, то есть правильный перевод. Амма ибн Аби фахаттака ади. Мой двоюродный брат задел мою честь. Они так переводят на русском языке. Мой двоюродный брат задел мою честь, хотя. Перевод вообще-то вот такой, на самом деле, потому что обратно должен вернуться, чтобы люди думали, что мы как бы... Ой, извиняюсь. Фахаттака ади. Потому что это очень важный момент, это словосочетание. Фахаттака ади. Амма. Так. Вы изнасиловали мою честь. Короче, мой двоюродный брат изнасиловал мою честь. Вы затронули мою честь. Типа вот такой вот перевод. На английском языке совсем вот так переводит. Согласен? You violate my cousin's honor. So you violated my honor. Смотрите. هتك العظام عني فهتك عرضي أمه. هتك العظام عني فهتك عرضي أمه. Перевод на английский. You violated my cousin's honor, so you violated my honor. You violated my cousin's honor, so you violated my honor. Вот, это не я говорю, это вообще искусственный. Bush dogs are the world's most interesting wild dog species. Hidden in the tropical forests of South America, these small predators have attracted... Мой двоюродный брат задел мою честь. А русский перевод так, задел мою честь. Конечно, смысловое значение совсем другое уже появляется. Аль-Халиль ибн Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, натянуть завесу и отделить от нее группу или отрезать ее, чтобы из нее явилось то, что за ней. Они говорят, смотрите, арабский труд, Аль-Айн, 3/374.
А если скажут тут арабское слово, ну, тут эти арабские слова, я не буду все это тут сейчас. Он оскорбил честь такого-то. То есть оскорбил его чем-то, что оскорбляет и запинает его честь. И оно попало и в Камус, 359-5. И тут арабские слова полностью. Смотрите, я это сейчас вот принципиально скопируем, закинем вот это вот искусственный интеллект, потому что он очень важно. Ага. Чтобы не было кривотолков, они же любят это. Вот, смотрите. حقق في قاموس تاج العروس 5/359 وهو المكتوب هتك العرض ولطفه يقال مغت عرضه بالشتم. На английском. In the Taj al-Arus dictionary, 5359 and Al-Mughal, the defilement of one's genitals and the smearing of one's genitals. It is said, one has irritated one's genitals by cursing. Я уже больше этим заниматься не буду. Кому интересно, он знает уже, как работать. И аль-махсу хатку аль-эрби опозорить свою честь. Я порочить его. Сказано. Такой-то должен быть оскорблен. Во-вторых, теперь смотрим, как перевел это слово Альфред Гийом, который был британским христианским арабистом, исследователем еврейской Библии, Ветхого Завета и Ислама. Абу Суфьян б аль-Хариф б Абдуль-Муталиб Абдулла б Абу Умайя б Аль-Мугира. То, что я вам читал только что. Met the apostle also in Al-Khul between Mecca and Medina and tried to get... Ну, короче говоря, все понятно. Абу Суфьян ибн Аль-Харис, ибн Абдул-Муталиб и Абдуллах ибн Абу Умайя ибн Аль-Мугира встретили посланника также в Анлику и Ухабе между Меккой и Мединой и пытались поговорить с ним. Салама начал разговор о них, назвав их его двоюродным и его шурином. Он ответил: мне они не нужны. Что касается моего двоюродного брата, то он задел мою гордость, честь, они так переводились. А что касается сына моей тети и моего шурина, то он оскорбительно отзывался обо мне в Мекке. То есть Гийом переводит так. As for my cousin, he has wounded my pride. Wounded — это значит задел, там, ранил. Что же касается моего двоюродного брата, то он задел мою гордость, честь. Также она приводится и в силе пророка мира ему на русском. Абу Суфьян ибн Аль-Харс ибн Абд Аль-Муталиб и Абдаллах ибн Абу Умайя ибн Аль-Мугира тоже встретили посланника Аллаха в местечке под названием Ник Аль-Ухаб между Меккой и Мединой. Сейчас, секунду. Так, прошу прощения. Маленькая. Конечно. Абдуллах ибн Абу Умайя ибн Аль-Мугира тоже встретили посланника Аллаха в местечке под названием Ник Аль-Ухаб между Меккой и Мединой. Они происходят с ним. О них пророку сообщила Салама, это его жена, одна из его жен, говоря: о посланник Аллаха, здесь сын твоего дяди и сын твоей тетки, он же твой шурин. Ответил: не нужны они мне, сын моего дяди меня опозорил, а сын моей тетки, он же мой шурин, обзывал меня в Мекке нехорошими словами. Когда им сообщил ответ Абу Суфьян при заслуженном его маленьком сыне, воскликнул: ей-богу, пусть мне позволено войти, или же я возьму этого выродка и уйду вместе с ним в пустыню, где мы помрем оба от жажды и голода. Когда пророку стало известно об этом, он пожалел их и разрешил войти. Смотрите, исламский труд Сира ибн Хишам, страница 484. Сира ибн Хишам, есть такой исламский труд, страница 484. Третье, смотрим на арабский слайд. Слова автора: Маджма аль-Ваиз. Аль-Айрду — честь, репутация, то, что восхваляется и поносится человеком, будь то в себе самом, или в своем предшественнике, или в том, кто ему обязан. Что касается моего двоюродного брата, то он оскорбил мою честь, а что касается моего двоюродного брата, он рассказал мне то, что сказал в Мекке. Затем дал им разрешение, и они вошли, приняли ислам. Смотрите, главное, чтобы приняли ислам. Вот они приняли ислам, все, они уже хадисы, все нормально. А то, что они его изнасиловали, это ненормально. Это не считают. Они говорят: не считай, ребят, туда не ссылайте, даже если это правда. А вот они приняли ислам и стали как бы его верными рабами. Там хадисы специально. Туда ходите, читайте лучше хадисы, чем то читайте. Главное, это правда, современников пишется, хадисы, мадисы. А то, что там тоже современники пишут, то, что им не подходит, это уже неправда.
и стали свидетелями завоевания Хунейна и Таиф. А что касается моего двоюродного брата, он меня изнасиловал, пророк и его товарищи, пока он не пришел в дар храм, взяв с собой 10 человек, и он слеп к новостям от курайшитов. Поэтому они были в страхе и ожидании, а Абу Суфьян выходил и проверял новости. Итак, он, Хаким бин Хизам и Бадиру бин Барка отправились проверить новости. Аль-Аббас перед этим уехал со своей семьей и иждивенцами, не мусульманскими иммигрантами, поэтому он встретил посланника Бога, Аллаха, Муджмамада, мир ему благословения Аллаха, его в Аль-Джухфе, Абу Суфьян ибн Аль-Харис и Абдулла ибн Аби Умайя, ибн Аль-Уида встретили посланника Аллаха Муджмамада, Таният Аль-Ухабе между Меккой и Мединой, и они попытались войти к нему. Салам обратилась к нему и сказала: «О посланник Бога, Аллаха, значит, твой двоюродный брат, сын твоей тети по отцовской линии, твой зять, он сказал: я не нуждаюсь в них, что касается сына моего дяди, моя честь была уничтожена, а что касается моего двоюродного брата и моего брата зятя. Это он сказал мне в Мекке. То, что он сказал, когда до них дошли новости об этом, и с Абу Суфьяном бин Аль-Харитом, его сыном и мальчиком. Посланник Аль-Муджмамад, или я возьму этого моего сына за руку, и тогда мы будем идти по земле, пока не будет голода. Поэтому, когда он достиг это посланник Божий, и он почувствовал к ним чувство, поэтому они вошли к нему, и Абу Суфьян прочитал ему свои слова. Ты, короче, Абу Суфьян его изнасиловал. Книги «Мой двоюродный брат изнасиловал меня» о своем обращении в ислам и своих извинениях за то, что было для него плохо. Тут на арабском прямо, вот, читать можно на арабском, из арабских этих труды. Переводить даже. Кому интересно это все, он может найти в свободном доступе в англоязычном формате. Все дело, что да, мобили шваховы, ты должен, выдумал, что за тишина? Что за тишина? Хохло. Алло. Тишина, что случилось? Обычно. Сейчас очередь стала. Ламас даушин, да, умадеш. За мусульман. Иду. Sonra çıkıyor bu programımız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Barbatani şart. Sen barbatani şart var hoşçasın. Bu bitti işte. Şu yüzü söz debili. Sürekli bana. Sabah это сумбошно. Сумбошно. Son. Хази нормально, хорошо. Диби,
Молодежь, брат, молодежь, Бермататеш, аж понимаете, вышлять тут тысячами тяготы, амин, боже, Мариса. Это кашмитится уж. Хафет, с одной стороны, два глаз хафет, а с другой стороны, блин, ну какие же все-таки дебилы, блин. А мог шляться отлично. Ja, und hat der Herr Duchton. Allahu Akbar. O temfinamam dur bak. Ceasul lor avem свой Иванюк и Марзу и Безом Мичбана Тягул отец, но интересно, ну. Санчо, Иисус, мощно, да. Хорошо, что это нормально. Хэшон. О, без того, догадок, бийца, так хочу зламать, ну, уже даже, ну, что. Да, обл, да. Хотя, из-за того, что догадок, бийца, пожалуйста, ну, что, вижу, ну, ничего. Рахман, мы даже да, бийца. Бусов, мамат. Перу, иншалла, сом. Самуат. Atsan salaam busula huyo bakawu. Hani FFC son haber kimde bu. Şu yani nasıl bir yüzü. Parte a olan okudin kaçırmadırız. Çayılsın diyor sen bir kod vastin. Ders galiba lek havzıçı çok havzıçı açıklayıyor şu. Huyo. Masters salesman var bak diyor. Eder kan firmonu that's hafka that's host sheet furiyet. Awel ma da diyordu açıga. Hey, tabazer yon siga. İran değil. Devam. İpet borçmuş. Diyeceğim brat. Marshall, душик, это царя. Хажа, işte, çok hazırım. Marshall, думасярга. Царя, işte, театрский борщ, специалист, и тут бацас, кабя был, и кай был зам, тана обозначить инюй, и кинош, да, юч, арш был вол бельчи, я арш бельчи, ну, арш балли, и кай был зам, тана обозначить инюй, скоран чуа, я ходить чуа, тана, так, шел хатер дерсам, и тига, и охранник, обслуживающий персонал ястица, лящ хук тига, да, хоть контролировать деш, и шадо гулкши белгой. Үш цар сучу обниш багар и қинақ дацан белгерма бу и белгой бацу скаби абалга бу и тегри и нагдайса чач бер. Уснах хума дуйшу. Или это не считается? Они там работают. Будучи живыми в раю себя уже чувствуют, да, такой себе цельный мухаш. Ну, да, Флау, вообще абсолютно специализация исламских движений. Я просто даю людям понять, что даже любой человек вот, да, с улицы, он может этот ислам изучить, как вот любит же вот этот Тесла говорит,
программирование для, как он говорит, для дурачков, что ли, не знаю, для новичков. Для, мой, говорится, термин. Для чайников. Чайников. Для чайников. Я хочу просто донести до людей, что вот даже если ты не учился в Аль-Асхаре, там, в Сирии, там, сколько там лет, 20-25, то любой чайник может взять более-менее здравомыслящий. И вот маленький мастер-класс искусственный интеллект, закидываешь эти слова, фразы, читаешь, сверяешь на разных языках, эти языки потом обратно закидываешь, потом обратно переводишь на это. И гуманитарный люди говорят, вот это главная моя мысль. А то, что там Музмау там так встал, Музмау так встал, его там жена так, Абу Салама, вот это хуй, это вообще мне, знаешь, это не как, знаешь, ты как, знаете, как я далек от всего этого. Ну просто я бы этим исламом и не занимался бы, не изучал бы его. То, что меня обязывает его изучать и как бы рассказывать, как есть, в том, что моя нация подверглась просто жесточайшему идеологическому именно уничтожению, именно посредством религии ислам. И то, что наша нация чеченская, она просто духовно, не то, что даже духовно, она просто культурно, этнически, и вообще физиологически, полностью даже генетически уничтожена. Она уничтожена, наша нация, вот посредством ислама. Вот Россия вот просто, она нашла просто термоядерное оружие для чеченцев. И это оружие, которое вот самоуничтожение. Вот пока ислам будет между нами ходить, никакого просвета у нас нет. Просто это вирус, как вот ковид, корона. Вот она самоуничтожение. Вот корона как там на протеин что-то цеплялась, она там, как это, корона, поэтому что она, читайте, молекулы. Я уже забыл там ничего. Но она самоуничтожение, ислам. Вот для нас это самоуничтожение. Для кого-то это что-то хорошее. Что-то объединило какие-то дикие варварские племена, там какие-то нации, это нации, какие-то исламские. Но для нас, оно просто, это просто не то, что бомбой замедленного действия, это просто ядерный взрыв и нафта. Они просто уничтожены все. И Чудер, вот из-за этого я как бы считаю своим долгом, как чеченец, как этнический чеченец, как наследник этой величайшей культуры, цивилизации чеченской. Просто изучать ее, доносить до людей в простой форме, именно в простой, вот для чайников. Беру, читаю, тупо беру суры, аяты, просто беру, тупо читаю суры, аяты. Я даже не спорю, там, это правда или неправда, я не доказываю. Ишну, хазду и даци. Хадисы эти читаю, просто читай как есть. Не стараясь ни изменить, ни подменить, не стараясь ни исказить, ни поэтбочь, просто как есть я читаю. Ну, когда ты как есть читаешь, даже театр, мадеш, осите кричу, иштелла, ну что ты, ща хочу, вот так вот. Арабы не годятся на самом деле, это их культура, это их цель, это их наследие, это их генетический код. Поэтому они этого не стыдятся даже, для них это нормально. Сюда, и что, вот этот там можно почитать, если надо, можно будет лекцию провести полностью. Сказку, что там на гравитации висит, висит, как бы воздух он не висит, тут все сказки, черный камень. Там раньше говорят, хальбейца, зудри, там, да, идошица, мушхёпшица, вот на полые органы, там, гениталии, там, правильно, это же бедуины, на самом деле. Ну, посмотрите, царь Хашиш, вот, царь Цахумшин, Мурилов. Я не говорю, что они плохие люди, обратно же, я же не занимаюсь там каким-то нацизмом, расизмом, ксенофобией. Нет, абсолютно, они имеют право быть, эти арабы, это их земля, это их пустыня, там же заселена должна же быть часть планеты, это земля. Часть этой суши. Вот это бедуины. Ну, знаем, зачем за бедуинами ходить? Это как пойти в Амазонию, взять дикое какое-то племя, сидеть, он там со своими, видишь, там, гениталии, шлястаешь по Амазонии, бегает, и двигается. И мы что, должны все так же, как и они бегать? Это одно и то же, могу сказать. Одно и то же. Просто нас там разделяет океан, а тут нас разделяют горы. Халхумадаци, да. Что он принес? Что он принес? Он только мог грабить, разбойничал, шелгиник, ватайна шелжимот, ницбек собек, чун вистрил гал, вистрил яхточ, утскипер, поэтбоч, так головкис. Чун жудаш сайни, сахлешо, хотак,
Well, Tsariash, is Yelofis, Akwaichu, double knowledge of you. At Hijadalets, Surat Ayadari Nushutsu, про завесу. 33-61, кажется, по памяти. Но если надо, можно почитать. Прям это записано в суре Оране. Цун Эшханаю, что я могу и хочу, мы натуральные швыдуются. Как можно им восхищаться? Как бояться вообще? Не, я не говорю, что он так. Нет. Все для арабов, а так будет война, когда ему надо было, он воят какие-то там, Айшу там, какую-то там, ну это нормально, тоже явление, он старый, она молодая. Наверное, люди привется, они будут чего. Он там с ним не разговаривал, потому что он же туда учил, он гайбот и дальше, сун без обяхи, все догнешься, что Аллаху сун вообще не может. Это сказка, что как это можно верить вообще? Что чуваться нация, зомбированы будут. С одной стороны, я как бы понимаю, там такие средства массовой информации, вот эти вот мулы, все вот эта русская пропаганда. Ну, а с другой стороны, думаю, ну, у тебя же мозг же есть все равно. Вот сколько я себя помню, я никогда в это не верю. Никогда. Сады, вот хотя бы, я даже вот хотел себя заставить поверить, но не мог. Потому что это идиотизм, это же дебилизм. Как можно, как я могу быть больным вот этим? Это же сказки же. Читаешь любые сказки. Люд хоть хоми сказки, что и тюрдыш. И то они достовернее и полезнее, чем вот это. А вообще разврат, ну и похоть. Разврат, похоть, варварство, ксенофобия, вот это вот внутри вахтиева, насилование, шкики бейт, шкики кентри, юари, рабство, именно рабство, это да юахш массу, вот, кэгвэштэ, санадаут, икигзо, халабе, чдать, санагуру, чдать, да, именно икиеха, и би кукли в этом мулю, вельпо, заруду, да, лейлан. Иш духу шеды, специально, да. Госдеп, Миджаев, Госдеп. Ну что, иншаллах, а что? Придет наш Трампушка, все будет нормально. Машу дышинга. Элес, Машу. Тесла. Там как Магадария. Спрашивай. You welcome to ask. И вы резкому там, ну, чеченец был. И Мичер делал, и губов вообще. Это слишком много версий этому есть. И Чечен öyle, кто-то ну и ингуш öyle, Чечен öyle. Из-за Чечен öyle, то есть чеченцы öyle бог. Их шишани öyle, потому что, или когда они говорят, казаки ехать на Нибах, потому что они раньше как бы попали, как беглые на Кавказ, и они говорят, они чеченят, то есть вы камерду ищете. И чедуевы, чебош, чеченят, чеченцы, цердах, Дубах, саму. То есть и пока что однозначно, и даже свон ждать, может, крутой историку, вроде Битисаева, там, или Бакаева, они, может, лучше знают. Но я не слышал только вот несколько версий. Интересно. Ну, что язычник? Язычествуешь, тешишь, двигаешь. А? Иншаллах. Асханя, ой, Дэйби, сегодня Бусубнах Ашбиан начинают, язычник туда-сюда, поклоняются там идолам, там, не знаю, солнцу. Но по факту, если так посмотреть, обожествлять млявиться, но по факту, если смотреть, под определение Бога и Малх, солнце подходит, допустим, если Бог это тот, кто нам жизнь дал, и если Бог, допустим, тот, кто нам плодородие, все это дает, то солнце как раз-таки подходит под это определение Бога для них того времени людей. И по факту сегодня они верят в
в то, что не видят, не могут от него что-то получить. А наши предки верили в то, что видели. Вот солнце, оно приходит, оно жизнь дает. Без солнца не было бы ни людей, ни этой фауны, флоры, ничего бы не было бы. И даже будь оно чуть менее, чуть другим по своему составу, там, по чему-то еще, вот солнце чуть отличайся, оно не было бы и всей этой жизни. И сравнение, и вот это абсолютно, и всемогущий Бог, и Бог Солнца, и сравнить вещи, на самом деле больше под Бога подпадает Солнце. Просто сегодня мы узнали, познали вот Солнце, что это такое. Тут вопрос в том, нужно ли поклоняться этому Богу, либо не нужно. Да. Я про что говорю? В то же время и дает это солнце жизнь, также может убить там от жары. Да, есть такое. И без этого солнца в жизни бы в принципе не было. Просто сознательно бы солнце или бессознательно. Вот это вопрос один уже. Нужно ли нам ему что-то приносить в жертву, либо не нужно, они, вот. Это тоже вопрос один такой. И многобожество и царь уже. Таких солнц в космосе миллионы, там звезд сколько миллионов. И они по факту были в своем многобожестве верными, правыми были, потому что действительно вот таких богов, так скажем, реально их миллиарды, миллиарды по всему космосу. По факту они ближе к истине, чем сегодняшние наши мусульмане, скажем, абсолютно Бог существования, верить жми, царя. Дик логики он хорошо разложил, действительно. Культ Солнца – это самый древний культ у человечества, изначальный культ. Потом Солнце превратилось в человека, то есть очеловечили его. На заре, то есть на закате египетской цивилизации Бог Солнца плавно перешел в Иисуса. Мать Осириса плавно перестала Марией. И вот так, а потом этот человек уже получил такой, скажем так, человек Солнца, получил бэкграунд. Не зря же вот этот Иисус, там сзади у него Солнце. Вот это крест, это тоже Солнце. На самом деле римляне распинали людей не на крестах. Это не из-за этого. Это потом все придумали. Римляне распинали на Т-образной перекладине. Логично это. Чтобы у тебя устойчивая вещь была, ты ее должен на что-то сверху положить. А иштам, там, они гвозди сорвутся, скобы сорвутся. То есть не шаткая конструкция будет. И поэтому римляне, во-первых, на Т-образной перекладине распинали. Или просто на шесте. То есть к шесту привязывали тоже. К столбу, вернее, привязывали. Без этой перекладины. И креста – это вот этот символ Солнца, который у нас тоже есть. Это на самом деле Иисуса под это потом уже художники или рьяные последователи вот так совместили это. И получилось распятие такое. Админ, из-за того, что, наверное, уже давно мах, это крест, и они, наверное, решили его вот так тоже, да? И Малхилан, я до сих пор ним думаю, ним Оли и умеч. Малх, это 3 дня солнцестояния, хоть зимний, потом солнце умирает, снова возрождается. Иисус 3 дня был мертвый, потом возродился. И вот он и Мария, когда появились христианские, вот эти секты, они распространились, они где-то лет 300, пока совсем вот этот культ Осириса не помер, египетский, полностью христианизировался, то поклонники этого египетской
церкви, вот этой последней их редакции, они поклонялись одной и той же статуе, как мать Осириса поклонялись ей, там, или просили благословения. И на другой стороне этой статуи тоже рядом христиане, которые говорят Марию Бог. Вот так, да, странным способом это шло, пока полностью не вымер вот этот египетский культ, который и породил это христианство. На самом деле это не от этих джуктиш. Джукти просто у египтян много чего взяли, и как некая секта жрецов, даже не как народ поначалу появились. Это очень интересная история, вот именно Египта, если изучать. Там реформы же у них очень-очень просто, это же 5000 лет до нашей эры существовать же цивилизация есть. У них очень много из сегодняшних религий, аяхшсаны, там все они берут корни именно у египетских. Даже перерождающийся бог, вот воскрес Яхджи, это же все от них, от Египта. И про создание из глины там, и все остальное, это все от Египта. И евреи, они же, когда там Рамзес еще правил, они же в Торе, по-моему, упоминаются то, что Рамзес немного искаженный, то, что он их пленил, а он там свою столицу делал, но... Вообще от Хайна Хилла Батюш, это через Синайскую пустыню, они вообще Египту никаким боком, Египет их существования и не знал, и не замечал. И в конце, тем более при Рамсесе. Они очень долго пытаются найти вот фараон бог. А какой фараон был? И они вот Рамсес вел первую бог, а версии еще те. Но когда они сами официально раскопки делают, вот в Израиле есть две эти. Одна научная, мировая, связанная, которая истинную историю раскапывает, научные, и их мифологическая, которую они к своей религии привязаны. Вот их нормальная научная история. Она сделала раскопки, выкопала вот этот дворец этого царя Соломона и Давида там. Оказалось, что никакого дворца нет, это была деревня, но довольно большая по тем временам, аж 3000 этих душ. Все. Вот это весь этот царство якобы. То поэтому египтяне, его существование, это какие-то мелкие деревни, 800 километров через пустыню Синайскую, которую пересечь по тем временам, машин же не было, нужно было там, не знаю, месяц на верблюдах туда телепаться. Теперь вообще бала цахилла уснахать. Просто туда вот эти египетские культы, уже последняя их редакция, когда вот солнце уже очеловечивалось, когда вот эти, не бог с крокодильей мордой, а не эти, их вот это наиболее близкая, скажем так, к авраамическому религии версия, через каких-то жрецов попала к ним туда, и все. И они уже ее как бы под себя переписали. Армяне смотрят, все под себя подпишут, короче, эти под себя пишут. Вот тогдашние вот эти уже Римские империи уже к этому моменту они как бы все под себя переписали. И вот этот мелкий народ с манией величия переписал себе все с египтянами, там, сам Бог персонально заботится о них, то есть посылает им пророков, то есть они все под себя. Это просто их маленькая мания величия, вот этого небольшого народа, живущего на стыке этой Синайской пустыни, Гейзри или Лош, аж очень там длиннобитное жилище, деревня большая, скорее всего, которую римляне там, походя, взяли, короче, с одним храмом. Фараон, фараон, Чабеш, Багарбич, короче, никак не попадает, слишком много и не может быть, короче, там, Духобеш, придумать, американцы. Ну что, там очень много могло быть фараонов, хоть тысячи, сотни, и потому что история Египта, она очень длинная. Которые они говорят, они временной вот этот промежуток никак, короче, не могло быть, короче, почетить, да, времена промежутка.
Аккадыш би аккадские цивилизации. От аккадов же семитские маханиц, аккадские цивилизации. А аккадская цивилизация, она очень давно была. Я так думаю, что вот 10 век до нашей эры, тогда евреи как-то могли пересечься с египетской цивилизацией, там где-то их в рабство, может, брали там. Это вполне возможно, там могло быть. Ну, не было вот этого, что в рабстве они были, или там вообще были, это вообще придумано. А рабство в Египте сначала не было, Аяхсон, а потом уже через сотни тысяч лет там появились и Рабство, рабы. а евреев типа не было там. Не само раб, может, рабы там и были рабство, но евреев. Ну, имеет место быть такая теория. Ну. Просто факт в том, что они нападали на другие государства и пленили там людей. Они и в Африку там дальше ходили, из других номов захватывали, пленили. Так что я проблем не вижу просто вот семитские племена там как-то пленить. Кстати, у них с хетской цивилизацией очень хороший такой контакт был. Дружественно отдыхается. До того, как хетская цивилизация пала там, в конце бронзового века. Söyledik hal, az düştük hazi. Хорошо. Дал ты варзин. Собусur bu, satsum hatlu şvorца şok. Хахтер, я учу кертер барыша. Арм бям пош. Хатхен жоп дол могио жоп буду. Айнц, ходилах ты швоя. Вообще веришь ты, что есть Господь, Творец? Дело просто сущностный Бог ви. Познать сущность Бога невозможно, яхас. Вот просто с Галахаураи, там все это комплексно идет, язычество, просто религия, это образ жизни, поэтому правильнее будет меня отнести к язычеству навскому. Ну, а на что ты ссылаешься? Просто желание, вера есть. Там не нужен никакой аргумент, не нужен никакая святая книга не нужна. Просто вера есть. Брат. А имеется в виду, как получается, как будто слепая вера. Часоволец. Вера сама по себе и есть слепая, она и должна быть. Просто если ты следующий религии, вера это уже не вера, ты если аргументированно что-то ищешь, это будет не просто вера, это будет следование каким-то стандартам мица. А когда ты веришь, тебе не нужно ни доказывать, тебе не нужно ни аргументировать, ты просто веришь в это. Вот это уже настоящая вера. А религии там регламентировано священный источник. Там, допустим, если у тебя в священной книге написано, что Земля плоская, даже если она круглая, ты должен, даже если квадратная, признать, что она плоская. Поэтому это религия. А вера это просто слепая вера. Мух тieši viesunā. Katra delegācija tieši Бог. А религия и доказать мудидер мух тieši русна. Не, лучше, да? Есть ли Создатель? Есть ли Создатель? Надеемся, что есть, а то жизнь чакает, а чантал давала мацеледу продолжение грязти. Мы верим, что есть. Вот это что такое. Мы не знаем, есть он или нет. Ну, верим, нам хочется просто верить, что он есть. Что? Это нормально, да, явление есть, нормально, да. Просто
в любом случае, да, есть огромное количество несостыковок, разногласий. Так, несмотря на это, Лерн Халдис Алихец, он в поиске познать, кто же нас в этот мир привел. Сумадях. Лерн Халдис. Алдо, ситуация какая? Наук, амир, полезно, хайкаман, дыньян, дал, вала, велчу, гуру, ваца, ай, то квален, шалаг, я квален, пермондати, то, воуши, лаг, воуши, годие там, развиваться, дия, что, что дуэл. Алдо, тут ситуация такая, что Бусдынди, он тебе не разрешает познавать Бога, сел куаргицна или ищаться, потому что там очень легко удариться и в ширк, и в куфр, там, не знаю, это очень опасно для мусульманина. Поэтому в исламе невозможно вот так познание Бога, про которое ты говоришь, оно невозможно. Вопрос, запретный функция. Хажа, и вопрос, да, вопрос насчет в исламе боштик, мадациястючтик, просто есть ли создатель или нет. Да, стючтик. Вот как? Не, этот вопрос мы уже закрыли, мы просто хотим верить, что он есть или нет. Да, надеемся, что он есть, но не знаем, как и ты. И вопрос, он важен или нет? Нет, я думаю, не важен вообще, в принципе. Так, думаю, не важен. Ну, к примеру, аж важен, да, цбахас, да, ну, конечно, как бы, что гашу делал тишь, да, вообще, то есть, и как-то... Алдо, важный дуи вопрос. Ну, что важно, да, что важно, да, ты дуи, дохода, ты тум дуи, она это. Карам буйнался. Ответ халарда. Сом в любом случае вы адмыштык это такое там уж диста хулша чувелерсом. Только что точно цаха, ну тиеш дел дуа always что. Да, язычник. Вести да, холодается. Что Бог сидишь. К примеру, в любом случае, да, есть разногласия между нами, но несмотря на это, его ногчи язычник Бог, к примеру, в душе он надеется. Это нормальное явление человека. Между нами это кем имеешь в виду, да, помнила. Разногласия между нами. Ну, ты сказал разногласия между нами. Да, между нами, между кем имеешь в виду? Бусур Питагоха, Бусур Басу. Бусал, блин, дойдем. Я просто, где родился, там и пригодился Бусал Во, этнически. На один доуза доиш колбалдин ти осознанно Бусал Псакво. Сей Бусал блин доуза доиш шосен хучил доуза доиш лилошоксо. Айн хучил был куда? Масала со Бусал бас, но со Бусал блин, да? Почти что полностью доискусун айланд сакуял. И что услышала, дешен уял ислам, потому что кавала тула дикуа. Так, что чтобы сахалума даци, не шло, что хабарца дюч. Йолшует он 21 век, интернет, что библиотека, шелома электронного видео доступил. Пиратство и уходил. Цундел Илакес, все волочкинаха, воюб разногласия, несмотря на это, между Аллах дел вошуват. И вопрос,
Ну, хайдин дойш бусо буковый. Хайдин дауда дойш. Сайдин Деуш Усухинсвы и темы рассматривать, ага, мы далеко не пойдем в любом случае. А он и бусо дин мадуя. Он и бусо дин на он дойш до дин. И мичер дел дон, хаде эн дон. Угари халха суал уши кудер хинсхо вообще тиеш вьёз, они тиеш самария, создатель веришь ты? وانا جيكتي سو اولش نو خاطر ندعو خاطر بصدنا شغل постоянно. خاطر دلا حاجة خاطر دلا أصدل دو خاطر نجوع لون دوكو خاطر. Ну, я уже знаю, куда этот разговор приведет, только к спорам. Со гадал ват, я не знаю, куда это приведет. Мне Вопрос 100% будет. Вопрос, интересующий меня, ты можешь ответить на него? Если не можешь, скажи, я не могу, и задай свой вопрос без проблем. Нет, это чисто религиозный вопрос, чисто бусабинах водить, долго, не ты поймешь меня, не я тебя не пойму. Их ардахцу. А буду обсуждать. Бесполезная тема будет. Поймем. Что дүйчүн акыйета кыят мой. Метору. Не, слушай, куда насчет, если создатель... Бусал дин дат, а лелу что? Бусал бубоха? Говори? Бусал. И бусал дин хон, хаденду, мичер дел дон, я дахуя что? И жоптал хол хатар дуй. Ну, алара, свои бусы дин дистал делче, разногласия шхаря. Ага, бо, между нами разногласия. Тут первый сосед хатар, что я стадаван. И разногласия, гундю хаща, и своего разговора выяснилось, что он между нами разногласия из-за ислама. Ислам дин дит улöж разногласия грюба. Тахуйба и ахирю бошел и разногласий. Ой, зо кашука, ой, нохчу чаштуе. Лямнешка. Таца что вахти, что хюш, что тaqel дян, цахом духойга. Он ахганто. وانا غيرني عمو هو كاس دي تحسنو شو قيتر دات سنو شو تيشر دات ألا بوش تحاجة حولو دين سعملي وشتوه سورديت والله وين يقع إيش وستل غردو تا حاجة مو قالوا وين يقع ديلا عيني وين يقع حاجة مو خز أشتر وين تلت از سيدوش يحيوش أوش لارمبوش ليرمبوش يوين يقع حاجة مو خلي بحن ميشر هدوش تتيا هده اندو يهم ميش وغنها حنس قاتا حنس ليلا سيلغن حنس ورها خاطر هدو وحنس ور سيلغن حجواب باها بوصل بتكخلش يلا عتا بوصل بيجيش تاني ورسو تاش بوصل بنينديس نيسيو Som borgerheten zijn oude universiteitsleiter. Is het разногласия. Хлопцы лясом делаешься един до ночью. А един до тому. А что я собусал боня, что ночью я помню. Тунде это обусал выжил, един я хочу это. Алара, يرساهما دات ديلو واتس إدخس خاطر ديلو واتس هون وقع ملو я не знаю, мил завеш онека. Дилах тиеш, А тешен секрелюеш ватига, дейлу ватига гинхаве. Вот их Я хай тешен хелбиеш бойс.
Heinzun, Delginon, Delwon, Tjan, iz tieši, Heinz, eu pasēts tiešā augarota. Iškaldieši. Išdētis haldieši, hins, Dētā, nu, tieši, Latvijas haldieši dētis. Tiešā, tiešā. Syrkontrøstar, ja, tjahontrøstar. I muhustu. Det hinns delar ahudit. Ja, delar tiešā šelīla. Ja, vecā, mikstu tā kā dēla vecā, ja, štāuro. Tā kontrøstar, да. Одним словом, что имеется в виду, что понятие, что мы эти, что делать те, что ты не даст. Вот понятие, мою швала, дела, тieši hoja, bet man bija hata. Ličti humam dözi, šie humam dözi. Dela tieši hoja, tani jau iztulču Nik jākan, elčan velo, pečan velo. Delu uja vec. Svobodega, če imet šikantor vistholš, star elčin visthalir, socak hatan. Dela tieši, tieši, delu uja vec, Superman špats, Jogna špats, Brahman špats, Anuman špats. Епаймар шбац. Да, Епаймар špats. Пайгамаш. Персидский, иранский. Шванг. Пармад. Хатта, неги Альдо Бусуб Мамига, получается, Ахлюс. Собая. Не, Альдо, Хаттер дал говорится, Хаттер дал. Цунглушую. Естественно. Вот я ждал, пока зайдут тут мусульмане тоже. Есть утверждение, мужчина остается мужчиной до тех пор, пока не станцует и не споет. Умаруаз янра сунхатса сподвижник окас. Ханзы вайдей халбауш тухуш танец — это по сути отражение нашей культуры. Так вайдейби, допустим, конкретно хадейби хаесил, они были не мужчинами, получается. Бусу дына мелбаржбица, танц, да. Все не мужчина тот, кто танцует, ахлю сунна идеологиями есть. Еще лучше паттерс. Причем умудается. Инстаграм ол бусал noch чуша богат. Я сам машина времени ехал. 7 век юхпаш. Бусал динда шабош арбойбу. Ну, то она больше бусал диндам дать. Просто что империю царь захват просто. Потом придумать. Но халита бусал динда шабош. Но чебу бусал бош. Бусал диндаш бо арбой Tieši C6 tieši hadēļ neuztusamien ielāvoja hadēlu išaušadušu. I tieši vai noći pusal bāci, ale vai noći zutrišēn hānau dēš. Pusal viņa hānau buk, pusal bočku uzutri. Mērjā balā. Jo tu hēni juhkaš, I tuan bīčbos tu hēn dēl locardar. То хайн зудри хейзи, бацун хайн зудри наложный слайд, микш. Тоже Алдо, сахатер жоп да, цени. Ваш я дали, ау. Ханик патарз эл эмерсон. Да.
имеется в виду, к примеру, Юлин тема, есть создатель или нет, Юлин тема. Мы Это опять вроде понятно, куда-то. это же мы объяснили тебе, Ганс, Азии, Нохчу, язычник, мы же объяснили. Это просто вера, это лично, там кто-то верит, не верит, это... Мы просто хотим верить, что есть Создатель. Это ответ, я думаю. Просто конкретно, ходовой вопрос, да, просто... Если тебе не хочется отвечать, не надо отвечать. Нет, Ажен, Паттерс, что я хочу сказать. Вот у тебя свое убеждение, у меня свое убеждение. Это разногласие. Просто поговорить о том, что имеется в виду, к примеру, во что ты веришь. Это мне интересно было бы. Во что ты веришь? Алдо, это же бесполезный разговор. Почему? Допустим, если мы говорим, есть ли где-то он в космосе, на какой-то планете червяк размером с 3 сантиметра, это нам никакой пользы от этого нет, но мы об этом и можем говорить хоть в вечность. И нет, он там может, не может, жизнь спорить. Это бесполезная тема. Поэтому я считаю, этот бог даже более нематериальная тема, чем тот червяк. Вот видишь, Агон, это твои размышления, и мне это интересно. Интересно, да, смысл. Видишь, что это твой выбор, к этому ты пришел. Это для меня интересно. Поговорить вот именно о твоем, как бы сказать, опыте жизни. Полкас. У меня свой опыт жизни, и я, к примеру, ссылаюсь на то, что Ардуне Цану Куэлна, где-то есть начало. Видите? То есть, к примеру, мы смотрим науку, да, науку, что был взрыв. И что, молодец, ты же тоже ссылаешься на науку, да? Не, я не Не считаю, что обязательно. это просто Не обязательно, если на науку ссылаешься. Взрыв был. Есть и опровергающие теории. Взрыв это лишь теория, Алдо. Я лично считаю, что Вселенная бесконечна и вечна. Вот такая у меня позиция. То есть она всегда была в твоем понимании, да? Да, она и бесконечна, она всегда была, будет. Потому что нет, ничто нет. Интересно. Nohči Есть еще? язычника. Oma ēlētu visu ēlētu mikrofonu inzerīt. Ечки тушсан оюдаимна. интернет оюса пармацо ойл чауса махал висталам гачо дайош халие Захуттарян ли тушсан хулада имна юқоца. Фенегвис тушу аюқочу микрофон луту ечки туш. Ēlēčula ēlēos. совест хылшга залубо асу личи зафуттерен долсан виет консерс со витсуалити Цагиет просто вистушус да ебудус. Да, язычник, хай, микрофон, am skegorsan, ечкшкигорсан, яшимон хайс. Язычник, он цадо, штамшин чаешь там, надацом, ларвеш, гладиош, ашам, что, ногчи вежи бом, чаешь там, пич бом. Махул киет лет, а бокал лиошвуе. Тиеш луш бом, чабеш, тиеш беш бом. Таком мадицер, альдо. Humdat, takarach, humdat, tieši leptu. Da, Eldo, Hatter Dorsovik. Marshall Domas. Šeigā tā kā žēloja elč, tā behko bila fudziema. Šeigā tulla soudolšis tā, dala hadīcī šauja, kigīhoš YouTube, Facebook, TikTok, massučua laduš, kigīhoja budalaiš kietam elč. Tā juātegri san nuskalš san tā. Tā zanavies kello, aso idīca, čuastas, ica aso apšēro aso. Фудзияма, ладу шонсо.
Ты вообще допускаешь, маршал, ну, допускаешь такую возможность, что Вселенная может быть бесконечна и ну, вечной изначально, то есть без начала и конца? Я, знаешь, я ссылаюсь на науку в том плане, что наука доказывает, что Вселенная расширяется, и у нее было начало. Алдо, Понятно. А тогда ты же мусульманин. Да-да-да, я мусульманин. Нет, Ну, нет, зачем ты задаешь этот вопрос? Он уже вылетел из ислама, как выпущенный слова. нет, я имею в виду, он считает себя мусульманином. Но тогда оставим тему Он считает бесконечности себя Вселенной. мусульманином и верит в кефирскую теорию расширения Вселенной. В исламе же нету такого. Он насмотрелся это видео, он вылетел из ислама, Альдо, 100%, мортад. Альдо, вот маршал, есть в исламе Нас закрытый такие вещи в исламе есть, которые, ну, раз ты вот научный такой, так, верящий в науку человек, такие вещи, которые, ну, явно противоречат, только вот ребенок будет в это верить. Прямо таки в Коране, в хадисе это сказано. Вот ты там, небо расширяется, ты говоришь. Это небо может Не-не-не, упасть на землю? подожди, в исламе нормально, логически там вещи есть, там нормально, наука доказывает, там сколько в Коране знаешь вещей, которые там наука подтвердила. Ты подожди, ты не спеши. Ну вот, Альдо, Гарвард, ты можешь сказать, небо может упасть на землю или нет небо? Под словом «небо» мы можем духом воспринимать. Хотите? Да, аллегория, вот я Не-не-не-не-не. тоже, да, аллегория. Ты вот видишь, вот неправильно Не-не. вопрос задаешь. Я это Не-не-не, расслышал. там никакой аллегории там нет. Там имеется в виду конкретно небо. Не, это аллегория, 100% аллегория. Аллах удерживает небо Сейчас ты для того, просто чтобы вот оно не видишь, ты упало. просто кафе придираешься вот сейчас, 100%. Ладно, хорошо, ладно, аллегория. Хорошо, мигрень тогда возьмем, головная боль. Это ветер в голове человека, который бьет его по его жилам. Это достоверный хадис. Несколько Не, сборников, вот тут подтвержденный достоверный хадис. вот тут вот видишь, у нас в исламе есть тоже масхаб коранизма. Мы можем тут перепрыгнуть и сказать там. Это хадис там, Хорошо, нет, есть... там Хорошо, кто тогда, знает, кто-то. допустим, ну, Это такой же, как и ты написал сборник этих хадисов. Ладно, нет проблем, есть другой момент, хорошо. Вот что это сперма, выходящая между грудью и поясницей мужчины. Вот что ты тогда, там не аллегория, что там, да, это скажешь тогда, который образуется Ну, там. Тут не аллегория, Коран, не хадис, Коран, ну, не понял, аллегория. там вот есть тонкости арабского языка. Ты вообще, ты арабский знаешь? Оля арабский, он Не, там То есть конкретно без тонкостей. Все тонкости учтены. العربية. Все тонкости учтены, все тонкости арабского языка учтены, и там эта семенная жидкость уходит между поясницей и грудью мужчины. Да. Худзияма. Легко скажите просто, Альдо, если науку ты используешь, Муртад, welcome to the gym, они welcome to the club. О, принимай. Все боятся, науку. Але вообще докун, науку. Яхца это. Науку ты можешь тошку. Альдо. Ислам dünya и расширение Бога, расширяющий вселенную и ислам dünya. Дела, аж вист халам цвет. Здесь твой дашь нахам губисту, что мало знаем историю. Нахам губисту. И расширяющий Бога, ислам dünya вселенной. Attiešavā. İslam din düşmanı da hazır mı? Hala tieši, что такое?
Бьешуда, Ну, ты практически. хорошо. В любом случае, такое предвзятое отношение. Dajalda täysin nähdüssä busodnaale, dajalda olmaşas tiestol, onna tiestoja jah hirtšama dokumdoda. Sun taas lamācīties, pastāvā vandelā, dītā, haipietam, ainē, bīcūšot, ainditā. Дикарда со арволт, кадали, то больше, дала, мислишь, то арш дойл, особенно хосты пхалиш, хал иман. Šo mīštu da busabnā, afgāņči, pakistanči? Tas ir Лайрвели. To busabnā. Аллегории то уши, да. Вот адвинул, когда принять тенш, лоуца сали. Nie, ja принять tie, ja айламна юбошил салафу салих, я цвога бизски. И первые 3 поколения, я еще тут, я беш бутва, я динёца, течение, вабис, салафизм, оцуна, алусуна, ваджама. И нахва ты бил али, признать, die, айламня, яла бош савца, айламна, боца. Да диалог есть? Сачуа развиться диатнанцы диадеси просто бедуины из 7 века. То там, что он там, максимум и в 4 стенах шивяга, цена описания хамдяху дохцу. Блин, до какого культа он вообще разнесся, просто поражаюсь этому. Там поражаться нечего. Ты просто вырабатываешь свой иммунитет к лжи. Это просто тренажер. И принимай близко к сердцу. Просто тренируйся и все. Там определенная схема паттерн и цари. Рассказывая сначала все хорошее, вот они как чисто арабская тема, буддийскую вот эту часть, буддизм и ислам рассказывай, сирот корми, там, родителям хорошо относись. И параллельно с этим навязывай страх, жесткий, жесточайший страх. Если, и говори, программируй, как мантру, повторяй каждый день. Истина, это истина, истина. Последний пророк, это истина, истина, истина. И параллельно если отвергнешь, что казним, сожжем, то-то, сетко, третье, мучение в могиле и так далее. Вот так навязываешь, и пока это не закрепится. А дальше уже все остальное раскрываешь потихоньку. А куза? Тебя с детства программировали истина, наказание, и, конечно, все остальное он примет, чисто из страха. Фудиам, вот в моменте, вот раб, Аллах, раб, жить, меня удивляет, допустим, с рождения раб Аллаха, там, бидас, раб кого-то еще, у них понятно. Свобода. Почему удивляет? А услышь? Потас, почему это тебя удивляет? Вот арабы, это их религия. Они рабы. Их Аллах создал. Как рабов. Там никакого удивления не должно быть. Просто это ихнее. Это не наше. Я про это удивляюсь, Ахас Пармат. Я с чего удивляюсь? Вы, Дейби, как наши предки приняли это. Понятно, у детей, которые с рождения им называют, сегодня им говорят, с рождения вы рабы Аллаха. А наши предки как это приняли? То, что они рабы Аллаха, там, рабы кого-то. Вот это меня удивляет. Не, вот видишь, вот тут вот ошибка большая. Наши предки не принимали, что они рабы. Наши предки не принимали ислам. Именно понимая менталитет кавказский, там навязывался вообще в основном, распространился в дагестанских народах. Там просто они, арабы там просто данью обложили, там переселили кого-то там куда-то. Именно турки. Вот через турецкий язык, тюркский язык. Вот именно турецкая Османская империя. И она выбрала что? Она не выбрала арабский вот этот
какой есть истинный по хадисам, по Корану, ислам. А суфизм. Особенно он распространился при вот этом итальянце под псевдонимом Шейх Мансур, который христианство, ислам вместе скрестил и сделал свое какое-то учение. Поэтому в суфизме такие прослеживаются такие, вот, как они сегодняшние мусульмане называют, какие-то любовь, уважение. Вот видел там, они противопоставляют к этому суфизму, к этому уважению всему, одухотворенности, аль-валя валь-бара. И это имеет свою основу. Parmat jer momenti imam Шамилви стоится цинцане Амбечхан язычники ж буабежи вот убивали и ингушей, и чеченцев, и остальных язычников. Вот суд спорить, я не знаю, не помню, из нейтрального чата, по-моему. Сначала и у Российской империи, я помню, в одном эфире или в голосовом чате мы с тобой тоже говорили про это. Сначала у чеченцев, ингушей же был договор именно с Российской империей, потому что у нас ни выхода к морю, ничего не было, стратегически важной точки Аркас. И с Российской империей более-менее отношения уже. А потом вот имама Шамиля, по-моему, или шейх Мансура это был, принять, некоторые приняли, народ, ну, тейпы, так скажем, некоторые приняли. И цинтехта, и уже за ислам, за шариат там начали работать, там, воевать за этого Шамиля, там, и убивать язычников там. То, что это была ошибка, момент, Теркас, тоже ты говорил. Вот помнишь про этот? Можешь прояснить его? Ну, война, тупая война, на Цянюк и война нюклеер. Шейх Мурза Акотский ермятся. То и равнение меткшатуш, аскаштаны, что говорит, сейчас служить и дома. Не как князь, там, царь, а чисто как человек, и дальше я, он говорит, там, 500 человек казаков с ним. То есть, ну, казаков, наверное, имеется в виду там солдат, я думаю. Вот он, типа, там, приносит присягу и так далее. И таким образом они там, казаков там посылают русский царь. И потихоньку как бы акинцы, потом чеченцы, ингуши, и так мы расселяемся по равнине. Ну и там же остаются кумыки, но только не как раньше. Ну, их уже начинают именовать как кумыки, тюркоязычные, которые были там на равнине. И потом через этих же тюркоязычных Османская империя, через разного рода своих влиятельных агентов, таких как вот этот шейх Мансур, имам Шамиль, еще каких-то шейхов, мехов. Ну и Российская империя также своих также шейхов использует и начинают нас использовать то в интересах Российской империи против Турецкой, Османской, то в интересах Османской империи против Российской. И это до сих пор продолжается.
Схемка типичных вот имперских схем. Микрофон. Точно, А микрофон bakıyor şu. Vallahi hallettim ben aslında. Patarsa huya. Да, сфера, ну, просто слишком удариться дяс, у нас слишком национализм, и что-то я в этом плане. Типичные схемы империи, вот как они работают, империи, не могут понять яйца. Эта империя с этой стороны, с той стороны, другая империя, там разменные монеты служат обычные люди, малые народы. Понять их ходок многим из нас, как как галгаш, ютесан, я просто не понимаю их. Они слишком много друг друга винят во многом. Нужно понимать, что это все интересы империи было во все времена. И завтра за нас никто не станет. Вала, что ночь, что воевать, что... Не-не-не, встанет, потратишь, ходил, Аллах, мой тянет. Palestinç bu haberin aş. Ve bu sabırcı Palestinç bu. Ой, да, не. Палестинцы ж я думаю, что Украин фулда да Аллах. Аллах, муха думаю, да. Игорь слабого, но послушается. Таймерс. Гриффин, Family Guy с Гриффин, это в моменте Рахтига. Он говорит, как это палестинские будильники, Ирсон, и он там 6:59, 7:00, как наступает, да? Аллах Акбар кричит из будильника, и он взрывается с домом. Посуни без. Чего издеваться до Санта? Это Family Guy и Да, Южный да, парк да. над исламом. Фудзияма, Над кстати, я исламом. тоже смотрю этот Family Guy. Я сейчас сидела, смеялась. Главное, подбирает хорошо Саза, очень прям. Да. Точно И, подбирает. кстати, Симпсон, Симпсон и Family Guy, вот они. Я Южный парк знаю, еще Симпсонс, Южный парк еще есть такой. Да. Саус парк. Там момент был, где он ислам хорошо объясняет хорошо ислам. Тут, смотрите, вы живете в пустыне, вам то нельзя, вам все нельзя. Песок в глазах, песок в другом месте, песок там. И, конечно же, вы будете озлоблены на всех и вся. Да, американцы злоумыш. У них же, они натерпелись от этого ислама, ахлю сунна там. Но всю Прекрасная жизнь... страна была, конечно. Конечно, прекрасная страна была, и запустили и тех, и других, и всяких. Сара, дик в строю латош бушен, они здесь не разбалтаны, сидят тише, воды не Да, я про это. В Европе там очень слабые, просто в Европе больше. А вот в Америке их знают, кто они такие, и их приструнивают так. Америка, Герзе дулелош, и ты можешь self-defense любого кочвена пристрелить. Поэтому у тебя угрозы, угрозы тебе сделали, а угрозы судья, да, все, это работает у них, это не Европа. Сега они, ваххабисты в Америке всегда тише воды, ниже травы сидят. Мочуа сделал ходиться Америки, да. Даже сделал ходиться ходиться, аж не удастся, юху, слышишь? Что думаете, Израиль, Америки, герз свободно обороте модится, каждый что любишь. Я вот замечаю там вообще порядок, демократии там,
свобода слова, там очень хорошо саморегулируется это. Герздом, моти есть. Армас у нас тоже это было. Вот я читал книгу, да, только вот в советское время начали вот запрещать носить кинжал, допустим, да, или какое-то ружье, имя Нохчи. И Орджоникидзе, когда к нему явились Нохчи, без кинжала, когда сказали, он сам, этот осетин, удивился, как чеченцы без кинжала, это же как, я не знаю, без рук или без ног. Сасбои, Россия, цана, сасё племена жи, царь разрешенным и сасё оружие, там, когда соответствует с их национальным. Римский гладиус, и не он ищет. Римский гладиус, но он ищет. Гина, чего бахадую? Меч, который завоевал мир, да? Полмира. Абсолютно, да. Быть говорили, у нас что-то все оружие, все забрали там, хотя вы часть культуры хамдунуса, гезлеудер, шаутлеудер, турлеудер, это же тоже национальная, часть национального костюма даже, его есть, топор, шамажишь, делишь. Но нам не разрешили их носить, а там вот у редких племениц, на севере и на Дальнем Востоке, племена, там разрешена у них какая-то культура, особенности. У них разрешены оружие. Вообще, в принципе, оружие есть, защита слабого от сильного есть, а слабый постоянно население хул. Поэтому это очень хорошее такое оружие против правящего класса доходится по-марксистски. Сюда, да, хочется с населением. А так у нас жизнь была бы просто сахаром, я думаю. Холодное оружие на Кавказе запретили в 1864 году. Уже Кавказский том после этого. У нас милый у чеченцев, я помню, это читал конкретно в 1930-х либо 20-х годах запретили, в начале 20 века. Кинжал. Да. Хотя Шейда колхоза недавно там умер. Постоянно Герзли Ахтацин за шкафом у него постоянно стоял. У нас это относительно недавно так запретили. А вот из Боучхани японский том Боучхан. У них же дивизии там были во время Японской войны, во время Первой мировой войны. Дикие дивизии тот же возьмем там. И оружие у них было. Лилия Тешханица по особым распоряжениям, по-моему. İbrahim Alıkılıç. Admin olup uçağa nikah obo halatıyor. Кого-то включить надо или что? Все, включили. Musulna, Sabiyesha. Собордял Ибраим. Гахар отчеты есть, Аль-Бурак или производство мода Ючу назначают. Сколько изобрели, сколько партий.
Образование. Да, вот это с женской головой бурак, он на всех этих водках. Это я не знаю, как он в Дагестане бы выжил где-то, и вообще, балбус, волшебная цена. Да, да. Сидят она истребительная, эти уж боже. Непонятно. Иш действительно, одни кварты, штахи из одни кварты больше, женские. Фудиана, Не, Будуха Ибраим, Мухаммад Вахт изавлечу специально женский квартал на солнце. А так это аллегория. Это аллегория. Джибрилю аиханы аллегории. Это не там не так. Что притворился, налепил там маску на него женскую. Дело аже. Типа на бурака вот это отделение, да, как бы маску на голову. Да. Мухаммад Вахт, что Гермогеня сразу же там вопрос, чтобы вопрос лишний не задавал, сразу сел на бурака и полетел. Фудиам. Гор ешь муати, гор я сказал, чума поясни, а после этого гор ешь муати, дин та что Цаби забудьте сердце, что я что вершуешь, я что схитрил Аллах, он наилучший из хитрецов. Сказал Джибрилю, налепи там женскую голову на него. Маску надень, он по-любому плюнет. Burak, Gouriok, Verdesis, Versanhandesis. Ишак. Это устрадай, это виргенейшн. Конек-горбунек, юкаска, сивка, бурка, конек-горбунек. Пегас. Пегас, это слишком круто, там такая белая лошадь с крыльями. А Ну, это последний именно раз, сивка, бурка. последний раз их в Сирии видели, что геноцидная съемка. Они самолеты сбивали там, альбураки. Я помню, это в 2017-16 году эти записи были. Не, это еще в 12-м, Цухайна. А син что-то Надо. Ну, я имею в виду, распространялись эти записи, когда именно в 16-15 годах, когда интернет появился. Спек там брат, то хатэ сирка, хатэ син, что да, то пархим мухи, туда-сюда. Сяха яхан духал, я хотел, воздушная альбуракет, накачать. Юх, сначала сюргиш там лог барбош, тецюши, хатэ сиюха воздушная духал теж. Шуна там до конца считаю. Серьезно, цахиеты взял. Я духал тексту, представь 50 шукаешь, ох, согласен. Ибрам, ПВО Бог Бойцен работает. Израильский железный купол Ицу ловить ешь. Я не думаю. Салмахет вопрос задает этот вопрос, потому что ты отвечаешь как бригадир, как главный инженер я производства. как бы специализируюсь на бураках, как бы изучаю. Да, поэтому он так много у нас вопросов возникло. И, надеюсь, мы тебя не напрягли. Последний раз вот в Сирии их наблюдали, еще один там есть бурак, ночью летит, и все бегут. Это какая версия была? А какая версия? Это тоже на Дунае версия тоже. Это миниган есть. Айбра. Е пока эммисик. Фадикаху гецукотиш.
Бурак, ты фото, было? Да. Эффективность только очень. Не, просто шутки шутками, но если эту технологию ее как бы просто так подать, да, ULH, он может через слои атмосферы туда вылететь, сам понимаешь, он не сгорает в слоях атмосферы. Вот эти перья на Да. крыльях у него, свойства их, Да, оно тоже не подгорает. Да, потом по галактике, это как в любом случае, вот Фудияма, он хит макет, у него скорость Эльбурака, она быстрее скорости света. То есть это теория Эйнштейна, она относительности теория, то есть Эйнштейна. Тесла Круто. слышал Тесла. Ислам опровергает теорию относительности Эйнштейна. Чем тебе не знамение? Машаллах. Где опровергает? Бурак, что ли, опровергает? Да, Бурак это входит как раз в теорию вот этой хуис. Плоской земли? Не плоской, плоским, даже хуй вот то, что ты придерживаешься. Эфирные, эфирные. Ну. Хаймарс, я смотрел, резко Хадис Абрим. Не, вистало. Кейн Уаллер, он молчит. Хотел спросить, сколько этих курайшитов, многобожников было в битве при Бадре, тогда он точное количество. Хаймарс. При Бадре? Хаймерс. Да, Да, при Бадре. 140. 70 они убили, 70 взяли. Ага. Очень накост в эфире, а прошлый эфир, а чья 300 против 1000 был, сам чуть волдыр боросом. Это ж сказки, ты знаешь, подари. Богатыри. Не, Я всю жизнь слышал от ваххабистов 300 против 3000. Всю жизнь войнохчищен квартчилан, ваххабищен квартчил и цифры дукцар. Против С 1000. 90-х годов. 1000. Но Нет, 300 человек против 3000 мужиков. 3000. Никогда они 1000 не говорили. Слишком потом мало. Один 1000, трем. нет. Это слишком Потом мало. 1000 ушли на 1000. Да. Снизить терция планк, что-то. Снизить 1000 нельзя, потом, когда уже... но даже если их было 1000 или 3000, там не учитывается, что в битве при Бадре участвовали еще 3000 ангелов. 3000 ангелов, это 3300. Подожди, это что, 3000 ангелов и Мухаммада победили язычники? Не, Ухуде они победили. Да. Да, при уходе. Все так и Ангелов произошло. победили. При Бадре Да. тоже ангелы были. Да, и там ангелы было, Да, только тут... они же приводят, что эти Мухаммада ослушались лучники. Ангелы же не имеют воли ослушаться, они же не ослушались, как их победили. Непонятно. Чем вот эти ангелы сражались? Копья были у них, я не знаю, штурмовые винтовки. На конях, прикинь, на Что? конях были. Джибриль на коне был, прикинь. Тесла, тахын ханцуч, ачу бусу нахи, булует цареск, бех мелду, удунет мелду, беха мардус. Вот ты потом дашхам цара, у них такое оружие было. Наш язык, наше оружие. Тесла сам видите, а чего знаешь, чем вот этот, еще вот этот Абу Садам наш, Решани рассказывал, что вот это, как эта высота называлась, я еще не помню, но в Псковской десанте, когда против них там стычка у них была, якобы эти маджахеды и так далее слышали или чувствовали, что в этом бою участвует кто-то еще помимо них. Там пули летели каким-то странным фантастическим образом. Ангелы были на стороне Псковского десанта, что ли? Нет.
Ангелы. Я слышу это. Эмблема в качестве виде этих крылья ангелов. Это и были. Ну, видишь, вы ушли от темы альбуреков на тему ангелов. А вот Тесла, Ибраим, смотри, ты Хари и Бурака собрать ее в гараже. Ты этот меня этим бураком уже. свободно. Ибраим, мы Вот никуда смотри, не давай ходили. научно Ангела обсудим. летает на бураках. Смотри, научно обсудим, да? Вот может быть, что эти 7 небес, да, где были пророки, где они общались, они допускали, что они в нашей галактике, и Всевышний тоже в нашей галактике, либо он должен быть еще выше. Я не знаю, эта концепция связана с этими древними представлениями, что есть низ, есть верх, то есть небеса вверху. Ну, древние во все времена, Мадуи, Цундел, давай теперь скорость Альбурака определим. Я не могу как-то его на наш трехмерный мир, где небеса повсюду и внизу. Ага, вот в один конец, на какую дальность сейчас может посмотреть Джеймс Уэбб? Ну, 13,5 миллиардов световых лет, да, и 13,4, гинц уже и 27 дуба. То есть на 20 миллиардов он может видеть световых лет. Значит, это все как бы первое небо же получается, 27 миллиардов световых лет и в одну сторону как бы от Земли. Еще больше. Первое небо. Так, чтобы туда, на Альбураке долететь, свет Махето 27 миллиардов световых лет. То есть, если Альбурак достигает скорости света, то он летит 27 миллиардов лет. Это понятно же, да, всем? Не, Ибраим, там самое верхнее небо, трон Аллаха, находится очень близко, потому что и реки текут оттуда, и дождь идет оттуда. Это где-то там над облаками, ты не там ищешь. Не, вообще в этой парадигме небес и земли, что с этой стороны? Туаур 27 лет. Что там находится, Ибраим? Или вверху 27 лет, или внизу 27, или слева, или справа? То есть я имею в виду просто скорость, я хочу рассчитать Аль-Бурака, да? Сколько минут продолжался Мираж? Не знаю, надо, наверное, что-то чашка опрокинутая, не успела, по-моему, вода достигнуть этого земли или вода... Это подтверждает, наоборот, теорию вот это относительности. То есть, значит, он пронзил время. Нет, у них как раз это гиперпространственный прыжок, то есть это теория относительности. Ты там должен лететь очень долго, это не работает. В скорости света, теория относительности нельзя скорость света преодолеть. Это непреодолимый барьер. А тут тебе... Но если ты его преодоляешь, то уже время как бы... То Эйнштейна ты все берешь. Да, Эйнштейна. В квантовой Тесла нейтрино ведь быстрее света, да? Нет, квантовый тоже нейтрино быстрее света. Квантовая физика типа больше связаны, Вселенная, массу частиц больше связаны, если на одного действует, это автоматически точно такой же спин, он как бы в резонансе, частица отзовется, где бы она ни была, в другом конце галактики, мгновенно отзовется. Тесла, а через тротовую нору мог пройти Аль-Бурак? Вот и я про свертку пространства тебе говорю, гиперпространственный прыжок Ешелахцу, он сворачивал пространство и выходил уже возле Аллаха в седьмой этой вселенной или галактике. Не, Тесла, там все, он подходил к небу и стучал по воротам неба. Тук-тук-тук. А кто там, спрашивали? Это Джибриль. Нет, ты опускаешься. У него законно Бурак, двигатель для свертки пространства, и он задавал координаты, Мухаммед, не буду называть его, как называет его Салех. Так он набирал там на табло координаты, там Аллах, седьмое небо, первое небо.
Harmati Murtaza, Dvičolak, Zaheso, Zaheso. Микрофон даете, микрофон даете. Да благословит и приветствует тебя, Муз Мухаммад. Чего ирония? Мне это очень-очень забавляет. Мы подошли к первому небу, постучались в ворота и спросили, кто там. Автоматически ёх с той стороны, короче. Я, кажется, понял. Фудзияма, я, кажется, понял, в чем дело. Вот эти 7 небес – это промежуточные станции. Ты не можешь долгий гиперпространственный прыжок совершить. То есть ты поэтапно его совершаешь. То есть сортировочный, не знаю, пересадочный станции, еще как, короче, он на своем бураке цок-цок-цок заезжает вот этот станцию переброски через гиперпространство, там в раз выходит, там пересаживается, но в следующую станцию заходит в следующий, короче, и вот так 7 раз. Да. Там уже канцелярия Аллаха, там всюду ходят вот эти ангелы с бумагами, секретари и все такое. Короче. А зачем стучать, я не понимаю, как в дверь зачем стучать? Не знаю, может это... Свободно. Идар Фудзияма. Вот мы пораньше здесь тоже разбирали, как вот эти вот пророки, они там живые с мертвыми на этих небесах разгуливают. Пути Господи неисповедимы. Супер, es хранится найкажи новый поколение. А с Тесла, как тебе такая теория? Это прям говорится точно, что когда ты видишь во время сна мертвых людей, то это они на самом деле, это их души, вы в каком-то пространстве там с ним общаетесь. Ему ухитло. Нормально, ты в астральное тело, ты когда засыпаешь, твое астральное тело уходит в астрал, в астральное пространство, ты поднимаешься и там уже начинаешь. Тут уже без бурака. Ты можешь, видимо. Ах, да. Белый нахватишь магинчо, кэшо. Главное, кстати, который много... Фудзияма, для таких вот этих вот путешествий, там, во сне тебе надо немного чакры подкрутить. İşte pятницу я ставлю в пятницу. Да, хаса алдуечtu da belnах болчу. Белнах язычник шунгуш путесон, это каш холцунах страдать ты бьешь пасешь кашчуа. Не должен страдать там, что они со мной тут гуляют, разговаривают во сне. Садолчан, шахадат далин. Не баг, а фича я хочу день, Фудзия. Паттерс и Дагеон, он сигает группы чувак, это как девочка зашла и сказала, аж дельч поехмор висели, аж дельч талалха, хушаш нохчиду эрдуш, вот так думаю, кашчо, хаттер дельч, эрдуш. Зуат. Она не поняла, куда она попала просто. Маш должен. Аллах ярсалам машал. А на самом деле, штачи они амалей, не дачу алыски, понимаешь? Это что ж вечерим сега на входе будет стоять салях и хочу учу. А Муз Мухаммад умтяуи. Прошу. Хаймарс там стоит с молотом, да, целя это лук, не сатер, толли это ужал. Проверяет, молото выхо, веру твою проверяет, молото устойчивый выхо. Тесла, иманчу, эру, А Тесла? Машалла. Эй, ты нож, может, я-то туда-сюда,
قنوش مش دياتاز معي اي كراسك يا قنوش دياد واسن دياد دحون يعني جو Да, да, желтуш. Двойное значение. يقينوش يديك عمل إيمان إشارة لهم ذات والله الله هو إسكتاج سنس أساسا social critic writing ذات يبردومت نيل حاري شو آخر مدر بصوتنا شو خلوي شوي الله اتسا ما يقينوش تقول درهم يلا ديك عمل يقول درهم ذات إيش هاي ويغير ورقم плюс social кредит, не? Allah, вот приколисту. Он там есть Tesla тоже. ahis yok totally салев садишь имеется эррор. Как бы идти там палевно тем дела и чая и ночишь фунту целлаты. Дуктяшки нахсон иш. Için çaz ях богатый. Иш фамилия лишь дуктук. Но не знаю, почему это дается. Jim Canton лучше. Он немножко вариации шхульцон. Я не знаю, вы нормальный цвет, видимо. Не совсем Как бы это. ума дается и цатыльчишь. Да, не знаю, вот возможно, это не чем-то связано, это не знаю. Хуцай, что за имя? Но с этим органом связано. Как соляк. Понятно. Дела и sana прошлый эфир я ناقش شو حوي علاقة مضوي لور سوري من لور توشا ليو هي وليل دم أول ولا عشية إيش حقيقة اللي قاعد تشيء شينا يسب لك وقت تندير أقل عليه وكقليل ندير إيش قالوا يلا شيء تبغى يسليل ما ليو قالوا يلا بو ده أسبوسن صبرني أخوي تيجي نيس نقطة هم نعوضه خديس يقابل ده الليل ده الله تعجم هيتم بينيس نقطة واتو تيجيس الله تعجم ويزبو تعجم كنت كان قوس كنتي باولو تلا يكوشوا عداون سنيسنا اللي проблем كوشر ولا Вся эта исламская бодяга, она бессмысленная с точки зрения хажуючи. Аллах все сотворил, все мысли, все дела, все заранее, все сделал. И, короче, кого-то наказывает, что-то это делается. А вообще, непонятки вообще, совершенно не имеющие абсолютно никакого смысла. Сам сделал, сам наказал, сам заставил его это совершить и сам же наказал. Сам его создал таким, что он так поступит, и сам же его наказал. Вообще, короче, на одной доске шахматы лучше. Ходишь, потом ходишь. За этих и за этих играть. Шу Аллах. И в чем смысл? Вообще, бредятин. Вот этот яцер. Зороастризм, где как бы две сущности борются, добро и зло, там равномощные они. Так, и человек либо с добром союз идет и против зла борется, уменьшает в мире зло, либо со злом злой человек и зло тогда верх одерживает. И да, еще понятно было, короче. Но тут у них и за добро и за зло все это отвечает, еще и создатель всего этого, еще и он знает все, сейчас создавать еще. Вообще там бессмысленный бредятин, вообще первоклассная херня, которая просто такие, не нужно проливать, ее нужно нести, потому что только полная херня, это на самом деле полная. Холсона, и я Иблис у тебя угорчух Тесла. Ухо, что пока сужу целохчина. Он просек там фишку за то, что ты меня сбил с прямого пути в Оксу цвета Иблису. Это еще голбовар монел. Он эту фишку просек там. Да, это он единственный сбунтовался. Не, всемогущий Аллах должен был знать и вешен, что он сбунтуется. То есть, опять-таки, это его работа. Там засады везде. Там и говорят, Тесла, что это был план Аллаха. Так и пишут, план Аллаха. Ну, в чем смысл тогда? Вообще, смысл нет. Ну,
понятно. Там еще момент был в Коране, где я всегда удивлялся, когда читал, вот, типа, якобы этот Моисей вывел евреев из плена, потом Моисей отправился на гору получать Тору, и когда Аллах говорит, типа, а где твой народ? И Моисей, я поспешил к тебе, Господи, чтобы там тебя, чтобы ты был доволен мной. И Аллах такой говорит, я искусил твой народ, он говорит, подверг твой народ там искушению, и они сбились с прямого пути, они начали поклонять лицу. А зачем ты это сделал? Теркудибу, а ты же это сделал. Прикол. Сагмал Ага. По приколу. Я прикол, я дендерер. Я про что говорю, Анс? Пармат. Куран, что, и там в одном месте я говорят, в другом месте мы говорит, в другом месте от третьего лица говорят там он, они там. Как это объясняют сами мусульмане просто? Если он я один, он единственный, он я должен же быть. Они прицепились в объяснении к этому. Есть такое у царей, у королей, множественное монархическое называется. Мы царь такой-то, или мы Типа мы король Николай Англии. II. Да. Это множественная монархическая форма. Но, во-первых, ее тогда не было, она появилась позже. То есть она не могла туда попасть в этом виде. Все вот в римские императорские времена такой формы не было. Да еще она сильно от языка зависящая вещь. Это просто эхкар объяснить, товарищ. Почему она там? Это, скорее всего, Мельшбаруш и Шбатри, сект Яцер, как это называлось, секта, которая была в Сирии, которые считали Иисуса пророком и сбежали туда. И те мадуйца, она его шейхи дуккахум шти иту яхтуна бин мадуй и Коран. Как бы без огласовок я сделал. Забыла их, не арианцы это были, а какие-то эти. Забыла их. Те и, видимо, в этот Коран попадало вот все, что это. Поэтому там мы, там что-то другое значило, но они вот так его огласовок шейхтин, вот эту фразу из него сделали. С мы. И вообще это такое ощущение, что вот эти персидские писари, он вообще в стил арабам языш. Арам мы говорит сам Ничего он только туда не запихивал. Вообще совершенно отношения. Поскольку это халиф, он неграмотный, такой же неграмотный, как и остальные, он же не может. Его главное интересует, чтобы толщина была. То есть вот Тору, том, короче, а мы что, хуже, что ли? Он христиан, вот такая. Евангелие вот такое толстое, мы что, хуже, что ли? Он у нас тоже будет вот требовать. Он его толщину требовал от него. И то, раз тебе надо, и давай, короче. Там у меня какие-то притчи про Соломона из этого Мидраша, сборник сказок еврейских. Там у меня это какие-то научные издания того периода, связанные аристотелевские, там, этого Галена Врача, в то время не так уж много было известных книжек и рукописей, и почти все их знали эти грамотные люди, писари, которых мало было, кстати, в этом месте. И вот получился вот этот странный Коран, который состоит из разных совершенно непонятных вещей. Потом, скорее всего, огласок Шешен, его неоднократно как бы подгоняли. То есть огласок Иштхольш, огласок Иштхольш, то есть подогнали, и наконец-то родилась вот эта нынешняя версия, видимо. Когда она родилась, я точно не знаю. Это даже Армат, наверное, скорее лучше знает. Фудзиам халотта гореатес. Ждут же и теста. В моменте у меня ощущение Милори, Газали, Вори, и Басри, Вори, и суфизм структурировать им был нахуй. Вот отсюн и ворх тига. Издаён эфире Айланда Бючайна. И диакритически знаешь. Это чуть да, блядь.
Это он подгонял, да, под это? Это был, да, 8 век где-то, и там ну, его достоинство, его то есть, типа достижения, труды, там упоминается, что он был одним из там грамматических, там, этих диакритических знаков, Коран туда-сюда. Да, кстати, представь, какая у него была возможность туда это направить или сюда направить. То есть один человек отвечает, как будет это все расставлено. Не один, если бы один был бы, то, наверное, был бы только один Коран, Холдей, а не Берес. 30 чем-то, как сегодня. Там таких вот этих грамматических основ, ну, этих точек расположения шрифтушпеш много было, наверное. А ты в моменте, дудешь, они у меня чувство дежавю там было, как будто я уже слышал. С дежавю чувство и там с научной точки зрения, либо с точки зрения ислама. Честно, заметьте, не, дежавю так, постоянно, да, именно Да, мне часто спрашивают. Да. Ага. Я пару раз отвечал Фатарзия на это. Да, я Сун, слышал, я да, помню. Сун, нормально, короче, странный сахиты, потому что твой мозгу интерпретировать, я ж молиться разно, он же интерпретирует, и вероятность совпадения довольно высокие мои, что мозг это именно вот знакомый елхаца, синаптический, связи еще сложится. Теперь совпадение или что, ты подумаешь, что ты уже это знаешь, это уже слышал, или это где-то там с тобой прошедшем было. Просто и Редксон там довольно простое объяснение. Или если хочешь, в прошлой жизни жизнять, и мухали планировать я будущую жизнь. А хотел мыслять и просто вспомнить свершиться. Это если ты в реинкарнацию веришь, тогда. Не раз вообще четкие теории, потому что науки за жопты, наука, ты за пира. Не, я что говорю, я даже докончил за него яйцо, что хамял. Я знал, что он скажет, типа, впереди, я проверить хотел, может, худо. Как будто я это уже где-то слышал, там, видел, что. Вот и только да, прошлой жизни планировать. Кстати, за запахами это очень сильно связано. Мурт и Даиш микрофон, он с нами разговаривает. Машаллах, машаллах. Мурди есть, дезерцы, микрофон, хатуа есть. Просто не слышно, непонятно, он на фоне разговаривает с кем-то или с нами. Бормочет кто-то. Алла, смотри. Вроде бы ничего не говорит. Алло. فأنا زودري بقى شغل واحد بيقول له بوش عم بالبط لا إيه زودري بالبو إتي زودري بيزنس مستي أشبار بوجريش بقى بان بوش بنا بيزنس بقى بان أشياء يشتروا Свободен možda jaka. Što ga zutvoršić. Boabjašek simja zutrić. Zutbjašul stahul. Так, Не понял. Да. Я вообще не слышал. Бяштаг lekker hondloor, zo duurzaam, orange. İşte opçolder, işte обеспечить яшолдер, а причин yok тига, типа, расходовать яшолдер на семью. Он тратит из своего имущества, Вот так, зуд, если бабяш, ну, на бабяш, там, опшич.
по логике Корана, лекарит, по положению лекархунш, и цахуль. Ну, так бабяш, вот бабяш. Хуль, Саш, что ли? Я потому что вернемся, Хайман, Сорейс, он дуастер, Вовча, Хармати, Мурт, и открытие человек, или с кем ты говоришь, Голцена изудришь влез Божья балдаш ПЦРД, что Божья бизнес, мы работаем, мы их обеспечиваем, Бог, мы торговлей, там бизнес занимаешься. И сумнат маду и рейсом бasti, что я такой супаймарца хала, и что Альфонс и Хадижа лазаряша экзаведовать, даже бизнес вести яш. Сунь лучшего из людей следует. Чекуят, поймали ширя юхтига, ала о хорошо поймали суннат обалдяшек, ала табиош будрибалуш, наложный шлючела, еще атака поймали суннат яка. И трехголовый бог Вацар, Янус, свори, Янус. Некромонгер, что? Уж там, ты не просто можешь на работающую, да, так что состоявшуюся судья с 40 лет и было, и что Марию заяву еще ходать, Волха будет и чисто. Сходи же. Well, еще дитула, бусалдиня. Хантериатон. Фудия. Ах, сходи же, шуга мами ханиха, схани курашейцкий, бай. У меня идея. Ведь этот Гарри мяс и ешь маду, и все это как у них в долгих очень. Ислам для них привлекателен именно тем, что там можно завести себе гарем. Так, может быть, на этим, кто на этом бзикнутый, предложить это им какую-то другую религию, в которой тоже гаремы можно. Какие вы знаете, где гаремы можно? Больше не знаем таких мерзких религий. Нет. Мы можем предложить им, если они хотят, пусть не обманывают себя, вон есть там законы, вот есть эти мормоны, места, где у которых много жен. бордели и так далее. Зачем обманывать лицемерие? Китайским императором они могут пытаться стать Тесла. Я говорю, что современные секты есть мормоны, которые могут много жен, даже жен Швуша тоже. У них своя Библия есть. И в Америке у них там много их. Она наверняка мормонов видела. Чуете? Снегурочка. Наоборот, любовь. Дин духцер, мормонизм это дин, шей писание уж священно. С Богом лучше ни в какой религии не будь и делать все, что хочешь, сколько хочешь, а так, чем искать. Просто, что тебя сразу... И мечтать, что сколько хочешь, что хочешь. Ты ничего не придерживаешься, запрет моя. Тесла с мормоны же ахтаса. Это тайная организация доктор Махети по названию. Не, это тайная организация. Это обычная секта христианская. Если ты ничего не придерживаешься, но что язычники, а никуда. Причем тут я свою религию придумать, я забор Тесла, чтобы они могли жениться. Я тут причем, я тоже решил подхватить и посвятить. К личкам отношения не имеет. Сам да, как угодно называть. И представь, если ты просто ничего не придерживаешься и все равно развел гарем. Тебя сразу обвинят, что это вот ты своим страстям потакаешь, ты такой-то, такой-то ухо.
А когда ты какой-то секты придерживаешься, где это должно быть как условие, то тут ты уже сможешь отмазываться. Говорю, я тут ни при чем, это у нас в религии так полагается больше. Понимаешь? Вроде у бушменов там и амазонских племен можно там, ну, у них бывает много жен обычного вождя. Ты думаешь, я не слышал, потому что там условия жизни просто не дадут тебе. Чтобы много жен было, надо быть состоятельным или каким-то королем, вельможей, чтобы тебя со твоих жен тебя могли содержать. А ты сам охотник волшенхо, ты не получится у тебя много жен содержать. Ты Это супер удачным охотником, стада бизонов, я сразу же целый бизон баш, короче, там они жены твои начнут разделывать, шкуры там скоблить. Понятное дело, но в Амазонке там постоянно жрать что-нибудь ищешь на охоте, там много жен на содержание не получится. Явно много. Где-то в Африке есть, ну, там как раз он рассказал, хочу 9-ю жену, там, коров, ну, бежничца, хуючта, в Африка. Мусульманский Африка, мяцари нахчуились. Может, это была какая-то Нигерия или что-то там. Нет, он уже старый, и он говорит, я хочу, чтобы много сыновей у меня было, чтобы они защищали, типа там опасно, ну, нападают, там воруют коров, там убивают, что. У него уже много жен и детей уже много было, типа охрансан, Есть один австралийский миллионер, который тоже, ну, он как бы, но живет в какой-то вилле, у него там эти модели разные, их штук 15 у него в доме живет. Тоже многоженность такое. И без всякой религии, да. Был что за племя там было, ну, мега шпарфиш, короче, там бежничли его, что они делали. Harcaatsa представь, один раз. Кажется, dünya doğaduyatsa, ядерный взрыв, люди в каком-то улице живут, короче, женщин много нарожалось, но не кушать же. Раньше вопрос решали чем? Амазонские своих баб ели, эти африканцы жрали их. Ну, и что, дикие племена. Они там ты ярзаешь, движение. А, короче, один мужик, там родилось 4 женщины. Надо же куда-то их девать. Голод или продать, или... Понятно, вон в Европе столетняя война. Домояльни, до того мало это мужиков было, что аж Папа Римский специально сдал буллу, что надо, вот, он разрешил на короткое время, там на 20, по-моему, лет или 30 многоженство, чтобы это восполнить вот это убыль населения. И мочь лич правил, того, что... Сейчас же... В христианстве и шиизме эти как бы духовные лидеры, аятолли, тот же, как и Папа Римский, это наместник Бога на земле, они могут очень сильную, иметь свободу вот это, скажем так. То же самое и в суннизме, Тесла, еще ходил суннизм, такая же тема. С комитета Джона Хакулин. Суннизм и фудзиам, там же больше рассредоточено это все. А тут более централизованное. Вот это имеет в виду Тесла. Я рассредоточенный отец. Король ученый приказал, говорит, срочно укартаться, подходящий тац. Это заходит до ходища, чаглдо, и такой фет выдают. И все. Но это сейчас. Ну, это просто похитрее. Не такая схема у них. Это сейчас, когда-то разные. Да, Тесла? Считается как наместник на земле же Папа Римский вроде, да? Да. Даже священник, он грехи отпускает. Он тебе грехи отпускает. Не Бог отпускает, а он тебе отпускает. То есть он может за тебя перед Богом как бы посредник, который твою судьбу решает. Он тебе грехи отпускает. У этих мусульман долго объякачили, это чуруцики хаджа. Так долго еще он отпускает, а тут тебе человек как бы отпускает грехи.
священник, сани священника, которого Папа Римский, его начальник. Ой, да вот, Как это, Тесла. это лишь камень, да вот, Умар Саманди, это лишь камень, я знаю, это хадис, мади, царь. Это всего лишь символ, царь. Да-да, когда-то... Тесла. Это хорошо, что многоженство тогда разрешил. Сегодня бы просто завезли дополнительную партию арабов и африканцев. Да, вот, да тот, в тогдашние времена зуд была сильно зависела от мужчины, то есть поэтому кормили свой, короче, так, дела. Тут хочешь, не хочешь, надо это разрешить надо было. От хорошей жизни, потому что в христианстве это очень строго как бы блюдется вот это один муж, одна жена. Как бы это считается некой, там, не знаю, Мерзость, мерзость. символическим. Сборник Мерзость, да? дичишь. Я имею в виду. Сахыл-махыла шизут. Дел дама, ничтожный, короче. Отвратительной теме. Я не рекомендую. Ну, в одно время, что ли? Ну, явно пахаться в одно время. Я не думаю, что... Не в одно время, имею в виду в одно время, да. Либо Папаич, я думаю, уверен, что в одно время. Думаю, что он имеет в виду браки, как будто в браке женитьба, короче. Полностью. Марили Они будут в Волчах воевать-то не будут. Это, наверное. Им идут так. Конкретно. Например, что там Диня Царч, Джудиалович, как надо брак тогда заключать? Просто давайте, все, мы с тобой муж и жена. Два свидетеля, как у нас было до 90-х годов. Два свидетеля, они становятся, свидетельствуют, что ты взял эту женщину замуж, стал их родственником, женщины твоей жены. Все, и так это было. Где-то кто един более, скажем так, близко лил уж там, кто умки, кто там. Сюлеван, царь, нет, имел его уже конец 80-х, 90-х он уже сильно это уже было, но все там 70-е, 60-е, 50-е, даже бабушка, что вообще дают солдатся, их не читаться. Там вообще мулы нету. Тешелхо, бахпенах. Тешелхо, бахпенах. Все, никаких мул, никаких этих методов. Вопрос. Можно, я не знаю, может, горячо настроен на одну и ту же тему, там, семейную обсуждать. Все равно, чего такая немного, даже смешная тема. Что там про волосы пророка? Что там с ними дальше происходит? Тут они растут. Ханзатяхи. Да, до сих пор. Я не слышал, может, Армат просветит. Я, кстати, вопрос не расслышал. Повтори вопрос, пожалуйста. Про волосы. Пророк. У пророка волосы растут все время, даже велича идут шуматься. Ну, я детально не хочу говорить, короче. Сами понимаете, я не железный. Ну, была тема, что кто-то, у кого-то есть эти волосы. А Вы не и помните? вот у нас, я помню, я когда еще, это еще 10 лет назад, по-моему, было, у нас в село даже привозили вот эти волосы, типа, это волосы пророка Ахмадовичи, и там просто, все ближайшие села, короче, туда приехали, тысячи нахборцевичи, пытались его тронуть через колбу, не знаю, баргу, ртажи, и там какие-то еще смеки, какие-то вещи принесли там. Я помню это. Тарелка, кажется, еще что-то. Да, тарелка там была, что-то еще было. Там
Междик, угала, междик, что там, алтари, будет, что, бама будет, что у нас. Зеленый бил, зеленый был. Я помню, было что-то такое. Ну, генай, корова, айж будет. Я видел еще репортаж именно с Аравии, там, музея, снимать тебя. Там тоже лежали вот эти волосы, но там побольше волос было. Ержи жашта. Дүйч, гайла, междик, я моен тоже Дагестанер, Дагестанер, очередь, Сагыллов, Сатош, Цуган, дуй, Сайдага, Ван, короче, под утро, халта, инжери, очередь, гайла, чуешь, легче бар, хажет целая рула, давай, тот, сачек воксур. Да. Güzel yeri nafçaязычник. Yeri дербентер динди хатsun. Кунт хаджи цин тарел кам мяхарсаш. Типа это хамтар дарис. Поймарум, поймарум, делегация, кадди, и там, такой толстый, короче, кусок, ну, волос, прядь волос, короче, толстая, лежала длинная. Чаба мяцери. Чабе, да, просто, что, хвостик, да, доходишь, смешно, что. Олду тетя Хоус за эти 1000 лет от волос ничего не осталось потом. Пустые. Еще типа они растут, их постоянно отрезают, вот так дарят кому-то, это каждому там, правителю разному. Чтобы они росли, им же нужно, чтобы они где-то в коже находились, чтобы корень где-то у них был живой, и этот корень подпитывался. Конечно, конечно. На конце, где типа отрезано, так, и что, хвостик, так, кожаный, там умереть, типа, точно, не помню, щечек, ну, не знаю. Ну, они типа растут до сих пор, короче, движение. Ага, прикинь. Мне это человеческое не показалось, что это что-то другое. Да ладно, даже шутить боюсь, короче. Нafçaязычник. Че есть? Прядь волос, баргейш, на слезу пробила тебя. О, машаллах, там, не знаю. Ничего не почувствовал. До того, чак вяхтан, чего между чего. Саной вяхтан, я целся. Лерца вишом. Набьешься тоже, да. Мандштац, да. Там Дагестан, Ингушетия, Кабардино, Болгария, Нальчики, ряда доход. Персига, вообще, инжери духом персига, я еще дакциону, вот так в ряд, короче, под стеклянными этими витринами лежали. А не помню, что там, помню волосы только, вот эту тарелку, еще что-то там. Не помню. Да, инзери. Hens примерно мешает уж шиет хинч и меш киреч. Мелдо хуман как бы защищен. Хули?
سيرش تاووشم نغلرو إلى قنوش يردادو وقتها خفون في وتمشي Железный человек, он сам формит ему, только невидимый, что формит его. أسم مش تاووشم نخي رزنك كروتشي جينا ظلم مخلر وتر إلى قنوش يخلر وتر تاك بحي أهو وده من ويتشا كان هو ودلتشا أنا موتوشا تاك بتن خلفه ليبا حون تن بكوشين هم يجتا كولا تتقوية تكشي اشتا ملوح فونكتي بلغة تمشي Он железный человек, формит ему, и что защитить. Hausиш кузай Ричард Гагин дограл del Лирса. И недавно трансляция Хазар Инстаграм Уорца Ричард. Из Амации. Я говорю, прошлую трансляцию за Ричард активно общаться здесь. А я смотрю, здесь еще один Ричард есть. Черепашка ниндзя, кажется. Вот. Нет, тот Ричард 2 был. А, Ричард 2 был. Ричард Львиное сердце Матов. Да, Ричард второй YouTube на самом деле. Меня аж слегка поплохело. Тесла, хуй, айлом так, он хай насчет волос. Never heard it. Никогда не слышал. Парма твой куча. Фудия мама куча. Парма плейхмар мауар как там с волосами, ты должен знать. Мос жёгкий гоняха оценка. Пармати мос жия юзер. Халя меши, например, меш те функции хую, как вот про них сказано, они являются защитой от внешних каких-то угроз там. Хази? Как сакральный сон там, мой, забыл. Два штанга, например, да, плащанина Христа, типа того. Плащаница Ирица. Yok Alan, sakın olsun, naушник şaya dersin. مشيت مثلا голос пророка или что-то. Ладно, как он стоит, мешок, например, чинукаш, полетел 100%, он наука мадается, видишь, он хочет, чин холит хочет. Да. Просто это чин не эти, что он стоит. Надо чинука меш 100%. Все буду. Стага очень нахларо, как бы он там покушение умеч или герствует, или он там пешмет, ведь тунахта, как бы это деши yorочишта. А кел харуах или же так иноши нахларо ши та ирсуличи, короче, та например, вахаган أنا موت غير короче, أنا تيشمخ بويل أنا نخ подставить بويل например, Украине чукай сами чана угуртки вока, да, забавки там за свои интересы. Сюда как бы ценок чух, инах вот. Царя мило функции вот смешиваешь. Ця функція юха волчу доса дійду. Я де штуки не надо. Муга? Юха век гуи смешан таки квартал, чи поема не меши бош, лиш сотише рук, совета рук бош, оуш левлеш. Поема не меш, аз сахорич моя, тиш цаер, цига гоури меши бош. Приет, а сам ицадуется сенца спорный вопрос, ликадыкин, цюнный шукуш чисто коренной, да? Прямо, короче, темчик их. Цюн мешюш, цер функция хую, мичар делла центр, бух мичабу, отсюда эхе голос.
Hadişka bu tat sahab şadaluşdu. Tun kıyık teyitler katın şeç tudat hatırmış. İşte meş şu gaboş iş sahab sol dikum da to dünya çok. O dek dünyada dezde boş. Sahih hadişka du. Ну, Дуно, Дезл, он как бы отвращает от этого, да, там, от всяких внешних угроз, там, либо он улил, да, короче, он Çakırış, aura yutuns, enerji yutuns, kıyık ve ha yutuns. Нет, а уже денно hadishli, эш матаба, эшам, как бы, эш реально, ахлю сунна, по ахлю сунна, моду. Tiga avada smaatson pa monti. Uikuča ahlusuna žoklaš, ča. Sultāti, ocu katrs doti diet. Только Алло. бывший. Муа? Только бывший. Вы хвачуете, азбо, только бывший. Ну куда? Ahimsi tuk bak, из-за тоже, а я что тоже ищет, сюда ищет функцию. И, например, тут я тюанта кусок кефтен, делать ищет она. Жейнды, сюда, лили. Tokšā mūrs čudēki, un sabēš bamam būvē. Как бы так, зеленый дух, он дует полностью. Тадуется. Уэлфиечу. Короче. Харма, хази, хочу ауи. Хочу. Дура, халфия тетин шофтар дура. Auzu bile Allah'ım. Diyor bana, diyor bana. Ma taci bana, Ramza hacı bana. Noçuk omega. Doğru bile. Короче, меш моить, Bu sonlarda bilirsen de получается. Bu sonunda. Да, и фу ما عنده مشيت, как они это интерпретируют, как бы, как бы любое его мешала, это как баракат, да? Adaketne gahülta gılboyna yılıştığı olsun çok mülşkut yeyta cinçli məhsun. Любой высотой да того има yıldoş ya çana üsta gılboyna bu sen yılıştığı ya karuş bast za bu diyaş olsa bu işin karir var. Hatta sali. Ben sovast ya hülta gılboyna bu iş bu dukta. O işi üst yok belki. А черный камень чем отличается тогда?
И собирают, а те защищают Harma тебя. teda hatta da sali. Я слышал, что чин мелдо умрит, а чин, по-моему, ахлу гунаднаги, чин охлуй, мохлуй, тамудуйце. Еще дек типа бергте дуэ. Ну, как бы он ирс фулту, резко, масса чин любой майер, любой хум штуга чин хулик, как бы он ирс дуэ خودي шита. أجنى جرتي Безумно, шейт, ниша, джинша, ларвеш. Ты беркат, ты что, рит, дек, там, шердек. Атул, гуахак, ину, аш, чисто, хави. Дана, خودي أجنى جرتي по-твоему, что там было вообще? بحقيقة Шердок. بحقيقة شو بحقيقة بوش بحقيقة تتحقق وتحقيق شو كروتش فانتان اشتري وعدوش يختي شو فانتان اشتوى شو ديدو ما سارت بوقع اشتري حبيبت بحقيقة اشتغل رودي شون شوخين خرميات بحقيقة كاتس Приехал, химмел, чаун, хамок, шелте, яшду, энергию. Сам говоришь, да, что, не بحقيقة причем это шин денка хинюс Твой лил ваш, как бухти, химолши, там, чувак. вот так из планета Земля تعليل وتقول عليه الشان وين بركة что это или как это там четко цепи Определенное расстояние, понимаете. 70 локтей Ибраим, it's a ласковый батюшка. Я куда язычник, и наину шухайца, опять к шоушьяч. Ибраим, it's a ласковый батюшка, вацу генахар душеница, ехкил кость, не, ехкил за ступня эризм даже, то Захи андой цуте, короче, и цуте олун дерьма шхитам на ёмкость чухидойцу, типа, да, مو شيشن شادو خيتون داعي ناش ندير واحد يوم كاش كروتش وحين اخي غاز شيشن شوتي دا دي بودي اتخين دا شاش يتشور كروتش شيش دو زغير توش идер хуагалац нож нилина гды и чучурат на хи якашвач ожалич поргана ну цари технологии способны лечь мои я технологии лечен был лопуш кстати он цап полностью цанный гихен батюшка чур без эрдуакш уже короче вы способны лечь дядин разно кунг-фу и джинши движение Сидер, короче, халер, чухтар доктор. да так все-таки бузул нах бух в авангарде балш будет суманда Да, тон задавать, как не думаешь. машалла ну курдон Allah ниц будет предел я чуркате безлимитный волшбек мушин Ишь, саут бала, фиетаешь. Что, интересно, видишь? Меши, ши, толк ши, короче. Че, ёбы. Движух, яц. Сюда, му, киет везешь там. Уэлла мегетон. Oilers die hartstikke is gehad, is het vrijwillig de niks dat zo'n oilers hallo oilers is. Джейн Дахкарсон, что Джейн Дахкин, коуч, лил ваш, что, он, видите,
Нагасан иджен треугольный дохш дала, так нормально, ну, но зади кодахкан квадратный даса идженчки ноху забьедоч харчаден кочуахкан. Сердестью жуяцу. Наоборот, квадратный. О, думаю, что... Из двухугольных и Зеленый, бля. двухугольных и лахули жаин барасами. Углыш эзгмелю что дик büyük. Дуй. Эмуали кораматалду идут сега гуч долш. Твой кез гмелка дой и киев дац из твой цене ювелирный бал и бухойцун и гуч сега подчеркиваешь. Hanan sun ali moduk dani James do posten Jimo chana sun hudusa tahui jin shet no sloti sadu wasta bijen sta khubar shet no dobor ta sadu ush ta visto ta Jimo chana ta bal yete tai hui taitin santamu damosuzus samach ihoverksun Hanan ta yude James do as evo Denson dakush jo dostu posten James dostu. Така цец долго доли чучин гала ласа бошица. Ночни ба дулш да это пунду и вот за что распространенный модель халы джинш джинш да са идуч жимуш дун да ну шедеш дуис джин дон джин чуде дон на те Нет, сахи Жинч это уже с новой волной, там, после 90-х, там, Халла, Жинч, как бы, в моде, да, царь, Иш таджинный мод, фу. Ибраим, иш моде это где-то 80-х году или а так до этого до Сибири забахка нах до Джо Дицер и Джин Шунаден Кюкори а Джин Шдер Кош я Чаргалер Вошгалер да мачу энте Кукш Хажвишгалер Кукш у Арберзен Бубас Аутишгалер и каск Шунда Ja, korkso, Kazahstānie cilvēki čārdījuši, gaguši liels darcīgā šeit, jābrizina, holorcer, koks, lauzarks, dorcer, lauzargā topkoš, rasoli, hui, tā dužēni, šīši, tas kas, stuku, īcorks, Kazahstānie cilvēki čārdījuši, cīgā gaguši liels darš būs. Tiger ويدو شمسة ديخنا تير إيش كم تا تردوه تبوش مش ما تسير صديقن تاتيمشن شو تا حزليل شو ما ugur derskin što. Hint muha što, hint ju ovo joku voin solmettia syöstä, ärkuissu, cukrusta, treskiasta, mikrofonia, ärkuissusta, kaikkiin. Ибраим, Аль-Бурак, يوصل ذاك يا داغستاني وجد موديل غير خاطر بس صياش مش اللي يسوي طويل الغاية استنى تصدق عم تصدق انت ولا И вообще страшная тема. Дала последние, короче, тебя. И ничего, тардуется.
Вот Шамиль, имам Шамиль, Маликови, Цермуцу, тахаш, уже мел опасно, вот, Альбуракчан, Киекару. Ama duyuyor sarıya çıkıyor sarıya çıkma taşı var ya. Ибраим, вот и есть твой. Их убог. O şu bu судна хорошие. Ну, вера там есть алгоритм, что там какие-то сверхъестественные силы есть, высшее существо, создатель. Ну, естественно, я к этому склоняюсь, все показывает на то, что лично в моем понимании. Ну, как бы приверженность или никакой из религий приверженность Вацхо. Удаем у вас. Ну, авраамической религии воспевает человек. Маюс Авраам. Не, серьезно, Пак, что у нас? Линкольн, это Серьезно, Пак, что у нас? Понял. Борис Абрамович Ватер Березовский. Авраам Березовский Да, var сюда. да. Из-за Абашква, Абама, тоже войны был. Сунца анавол. Адам духсо. البراكة هي شهر Белла Сарасулам. إيش سنة تيات إرغز إيش أشوق سو يوبال İbrahim, все-таки и Эльбурак, и уези, Хаяхан царь, город, я, в Кавказе, жителька, ночью, хыл на почте, ну, и дирбент, Хаяхан мои царь, врата Кавказа. И Эльбурак, я бахка бахка, да, и сметя, короче, и цыга, бол, Дагестан, бол, и нахбат, и царь, и шугучаю, да, и царь, я, пять вахин, короче, это зень, что все-таки, сметя, куда и на царь. Шварт Хелаш, Цахирлез. Üşüm hud erjin kalırmadı. Zaten Alburak все-таки приламада репродуктивное движение школы мои я Просто когда уже дело дошло, что чужой этот самый репродуктивный аппарат внедрился, ну и все, дальше завод остановился и заводил. إيش دقوا خلاص تا خلاص موسى برا Zainem ainda Ладно, очень настанок шкарейных чухта иду цели. И бессмертно юзя, муешь. Ничего не род, هم خلصية سنة. Так, концерт Карстен Хелгрей, экспериментальный вариант. إحر كروتش تيرلر تو سيرا يق سون هاguش إنت إشوم كيوس تركيم نشتو يوش يو تبيشن تأمل تا البراك توجه إذا يوف شومك تألوك وبوش أربو دايساوش Ибрагим, Аль-Бурак, изучай.
У нас же есть этот испытатель Аль-Бураков, Фотон Малой. Он, может, больше расскажет. صوري تعب يا ميات ما اسمه لقوق وبوكر. Маршвол язычник. Ja, master. Dag blir Moja. Дикю, дикю. На каждого жителя Чечни по одному Аль-Бураку. На каждого Аль-Бураков, на каждого скоро будет по два междик. И ногти Jeltsman was hausel gornisch da lieber boer. Dat is het. Teksto gornisch da echt door. Jeltsman dacht iets duiven. Тхум ногти ел свиньез. Hoe je zei, двигатель внутреннего Where Ali? Но язычник, эти меч подати реактивный мотор, там двигатель внутреннего сгорания, да, саишься. Pollution jau мотор, сега меч датски, и цену мяц, и сега хрищик, Аль-Бурак, Гоур, Эмкол, аса, и те помню, бези, клах меч датс. Дик машинш махах кцар. Ну, ялс манях, меч датс, и заза, обходиня, да, вообще, лог, да, меч датс. Да. Войерса, эрдуни модель, эрдуни, هو دليل مكشدود وتقع تجاه سنة ديز. Ролик генишен sana ой короткий ролик и типа таксист рассказывает, там бусов, короче, имам мала там такси чухай, на музыку, вот он такси чухай. И он ему выключи музыку, короче, нельзя слушать, короче. Почему во времена пророка нельзя было, нельзя музыку слушать. Сацань, у вас он да, что он таксист, И дальше не было объяснения? Не, он ему сказал, выходи, в то время такси не было, типа харам, и он такси. Да. Диком Элла. Ветеран, марш угол, Ганнибал, ты нас покинул. Дели марш Саиш дар хамогу, ветеран. Сагаттахум дат, Жим отлучить Денис, в гости поехал на несколько дней. Давно не ездил, как удался момент, обстоятельства позволили. Я нормально, сел на хаве лирсу. Сел к отдел варбады. Мадикаду. Нормально там, садаш дику. Я там. Нормально. Шо могш ашдуй? Шо мел лирсу, шо мел. Сладух шварсом. Нормально. Кисингат там бош. Шум дац нормально. Дац. Тикбу. Мегарду ладух шум доасак. Шо наш ладух шо. Мегарду. От Собадик Дич против криминала ушун полностью. Но от чури туглачба мегите. Что за лучше нам чухается? А бакалабух или шутка? Да. Sen Isim kuşak haluta ya, mı? tab mu var şu an, huy, kustu diye tuğ diye kuşak şu an, mu var şu de, tuğ. Пармат, хома var işte Aylon tek. İşte çuri leçiç, это корейцы или как? Фудзиямин Хордон. Один или два раза.
Фудзияма, это правда, что Толглачинир сейчас А вопрос, тяжелый дух. Конечно, правда, Со- Свободен лечба мекшбуиз, как вот это рассматривается, например, в нынешней ситуации. Леча бинсуна حابة короче, وين مثلا تحقش наоборот, чего мел хербат. Валлах, хилам, я говорю, его не просто украли, его надвое, на две или три части раскололи, как бы на мобаре. А может быть, он, когда ты его выносишь за пределы Мекки, теряет свое лечебное свойство или свою ценность, и что мамдатствуешь? Ну, я не знаю, я всегда этим вопросом задавался. И Мекке, войско слона послал каких-то птиц с какими-то камнями, забросали камнями. Как от этих камней можно умереть было, я не догонял. Потому что птицы, они могут нести какой-то мелкий камень, вот. Ну, в эту историю. Но почему дальше в других местах это он Каабу не защищал? Столько раз нападение было. Вон в прошлом веке тоже напали там, истребили там, убили людей и так далее. Там Гиган пришлось вызывать, Джижан, французский спецназ. А Аллах сам мутит шует, что-то он постоянно что-то там мутит тайно. Не, свобода там, кефирская, мадить. حاجة يطوب بويوت حاجة يفرنسو اشتجا خلج يكفير اشتجا خلج يشابه منافق اشتجا خلج سير متك عليه خلج انستوتشور يطوب بدأ بين وين مثلا نتي حق تنا وين تنا هو is ميشيت имени Ахмата Хаджи вняденак сердце Чечни, а цучу чубель чдик вахырбат, например, например. Фудзияма, и тут, да, хауза типа, что вот. Там типа свободное падение, как, ну, скорость пули, типа, набираю. С какой высоты они кидали этот камень? Не важно, там, с какой Вот это ветер, во-первых, снесет эти камни на ветру, они куда-то улетят. Во-вторых, постоянно будет крутиться, да, вертеться, да, и от этого скорость замедлится. Если они с космоса кидали, то они сгорят в атмосфере. Там же глиняные, тем более, камни. Может, большие орлы там с размахом 3 метра крыла, короче. Из Хоббита. Да. Они еще и горели, они не просто камни были, они еще и горели. Лута понравилось. Хаймерс, он хорошо. Хаймерс, прием. Угар, чох, камдах, соник духайон в исламе, которому пришлось 3 наказания подряд, даже 4 наказания, как сказать, соединить и 4 раза наказывать их, пока они не все погибли, не хотели умирать. ЛДПР, я, лут племя. И уху за угар, чего ложь ислама. Да? Сначала их ослепили, потом потом их оглушили, был всего лишь возглас, и все они упали замертво, потому что история шухсига, из хадиса. Вот на них этот возглас не подействовал, трубный вот возглас не подействовал. Это второе наказание было. Потом Джибриль поднял город своим крылом вверх, так что жители небес могли слышать крик петухов и лай собак, опрокинул вверх дном этот город, швырнул на землю, и тогда они не все погибли,
И пришлось 4-е наказание – это насылать вот эти камни мелкие. И жена Лута была убита именно этим камнем. Чего дал был? Кончиком крыла. Кончиком всего лишь крыла. Поднял и перевернул. Чего дал был, Аллаш? خاطر فوزيام هنز إتو إشي تامسيني город حل إبن غلط عن خش يعني بتوفيت говоришь да и петухиш из город цени حل إبن لا مو خلي и петухиш لا تعيش город отдельно حل إبن صور مو مستقبل Не-не-не, петухи, они с городом поднялись, но жители неба слышали петухов, которые в этом году, то есть настолько высоко он их поднял, что жители неба слышали, небожители слышали этот крик петухов. Такой непонятный, как в космосе. Петухи, это кто у вас там? Я не помню. Нам. Важная птица. Наверное, там все вместе пели. Tamam, şuna hazırlık. Şunu doku hazır. Azan diye şaka yolu kurulu. Deel one mogezien wat dit Нам не важно птица. Что азан махов наблюдать. Постоянно. Все так. Жалеешь доллары, Юрчка, жалеешь личка за то, что вы смотрите, а то есть без просто. Фудзияма, а что ты знаешь про могилу пророка? Она, это, ее, там же вообще не запускают никого, да, чтобы исследовали. Там пирамиды, например, эти египтологи исследуют. А те говорят, цамеки? Цамек все под запретом, насколько мне известно. Там, наверное, кто-то типа там под землей рыл, хотели украсть, там типа, халиф во сне несколько раз типа увидел, поймали, говорят. Чепуха, я собачья. Кому он сдался этот труп? В те времена тем более. Сейчас я понял бы исследовать, то в те времена на кой черт? Не знаю, типа, шижик ты хылот едет, латвач, короче, подзем, ну, латвала. Валай, мы чего бахш по Египте постоянно, динахиц насар, да, даже религию Аллаха поменяли. Фудзияма, кстати, вот когда настанет когда Гордунен бакала бал, мабебали, мабеулин, ишхули, их же пока оставляют, я херглила, где богш, потому что они не представляют никакой опасности, как питный ургш, будешь здесь для отвлечения это хуяри масс, отвлечения внимания, для запугивания масс. Вот сейчас нас скоро будет, чтобы там не копали какую-то страну, скоро нас атакуют. Бог создавали эти все. И вот когда им это все надоест, Масих доказать, что это брехня. Вот вскроют все вот эти их накидки, выкопают все могилы. Это так будет легко сделать. Идея, это Америка. Если Америке надоест, она просто вторгнется и выкопает, там все раскопает. Верит, так, ну, и все равно будет быдло, которое продолжит в это верить. Да, это быдло, я помню здесь палестинцы, и понтыш, и арж, и чокош дюрен, и архул, лилш, разрисовывали эти памятники этими баллончиками. Потом им по башке как настучали, когда уже надоели, когда они стали перебарщивать. Я думаю, Америка и заходить не будет, скажет, принесите его, это принесут. Да, Боже, храни Америку, Бога.
единственное, вот Нохши Шаббат за хадисер тоже из них сделали вот такое быдло, да, понтовать, дашь, моссу мехта, да, цардяш, вождяш. Ну, как тоже я замечаю, вот Аболка Энтри, как только они вот малейшее по голове получают, и так Оли, за раз оуц, Да, да. быдло и нахцера Вол- кувершляш. Волшебный чапалах. Волшебный чапалах, Матвяна. Отцел голубые лопушь, да, пантичку постоянно. Изменили так. И мужчин, и женщин наших. Я вот не дослушала, Да уж. ох, занятый Ерсо, вот этот эфир, который у Ламан у Флайнга был, там, чем это завершилось? Вот, это, между прочим, очень полезный тон, чтобы девочки слышали, что бывает. Вот. Его ж, Дейла, чем Ел Сейлор обяхом было. Елерхан. Его же, чем завершилось Сахасон, я вообще там одно слово сказал, что ты, как я таким вообще к этому отношусь, к такому явлению, чего его сердать, его учадать, но тем не менее эта девушка пришла, набралась смелости, храбрости, нашла мужество, искренне все рассказала, поэтому как-то к ней все-таки уважительно отнесись. И Лера сега Олшайна. Это одно слово. И второе, Олша чуял мали и хуя сали и чуял кашаху эрду адал халха хапай мармило хэ черди чвожди чхоленник нохчи эрду Эмилию, это кто пришла туда? И спереду аштела герка зут и ей первое слово, да, она включила хилвой женский солидарность, хальес хилвой арбошер гехнага, иштелать ес харда диез вожда диез урбючери сега полноценный, ой нохчи укр халбусил мадуи бог. Буду лачух полноценный. Я хиджаб, да, не носит, да, харавничает, но почему-то навязывает это все другим. И цинка элерас, и сам персонаж, хочу табай, потому что она вот как начала разговаривать, а противный голос сердца, я сразу там понял, и я, и Коча, он, да, и Фатимер, ты вроде что-то не договариваешь, бог Шамшич, ты вот вроде все сказал, что ты говоришь правду, но ты что-то не договариваешь, мы все это поняли, бог. Да Кто эта все? девочка, она запугана со всех сторон. Она даже не знает, чейн ухылаться, дюйч хазирян, что она вот непонятно, бессознательно, непонятно как вышла за него, непонятно как оказалась. С ней надо было наоборот, вот, чтобы она для себя это раскрывала. Вот она говорит, я одела хиджаб не из-за того, что я там что-то какая-то набожность, аламаз, хумадеш, я и начала открыть, вот сун иштритер, я не знаю, ты там был или нет. Ты правильно рассказывала, да. Но уже чувая мали яйца, цогда и оля лерцен коуча, ты не искренне рассказываешь, ты не договариваешь. Мы все это поняли, Бог, я ничего не понял, кто там, кто все. Охун сатырдала цигар шухаял, вы буслу мадуй, вельчу эрда, хархудирда, вош худирда, Бог что это. Эмилию это мали, я что-то не знаю ее. Она вот самая первая, как после того, как эта Фатима закончила говорить, ее первой включили, да, там другим словам дадим, ее первой включили, она этот будулачка эту тему начала нести. Которая с солнышком была-то? Не-не-не, на фото у нее там в очках она без хиджаба была. Ну это да, видно, заходит. Это тоже, видишь, или работает, как вот эта вот девушка, которая в Габле и с этим Антон Нохчи Бедерщах Лилчер по Москве. Это вот прям работают люди, работают, размывают границы. И ойхаздахш, и бехдеш, и везут беш, галдахш. У нас же девочки очень легко, видишь, не то, что у нас, вообще вот в раннем возрасте, вот подростковый, они быстро поддаются, вот холи вот им хочется какой-то защиты, спокойствия, вот эту вот силу чеченской женщины, понимаете, эту силу нашу, они ее
подавляют. Это يقعدوا хазирян, как она вот над ней измывались, они ей мстили за то, что она чеченка, мстит для Шерк и Азербухш. Понимаешь ты, вот прям вот у меня зла не хватало. Царствует Алилин, гумш сардюч. Ну, вот даже Хаймерс, мало ли, я какое-то само видео не видел, даже сами эти будулаки панику поднимают, да, видео, что уж моя царь Шимбата Алила кусарь в аэропорту кидает, их билет покупают и домой отправляет в Оши. И все так у них, у него, считай, жизнь поломана. А трения, они сразу возникают, причем трения возникают на бытовом уровне. Они наши обычаи воспринимают как дурость, понимаешь ты? Они в этом не видят, это настолько вот среди американцев живу, когда они видят наши обычаи, вот казалось бы, да, вот если бы они у нас были дикие, они просто восхищаются. Вот, а это для чего? А почему привстают? А видишь, а у нее как получилось, что они ее считают ненормальной. Мардец, они считают ненормальной. Вот это вот все, это же ихняя ненормальность. Мою для нормальных людей это очень красиво и благородно. Ну, и осознанных девочек, которые вот используют тогда, они по глупости так это совершают, но считать, что у них Потом этот 90%... шантаж детьми. И берешь разменную монет, мою всегда у вот таких вот, понимаешь? Вот берешь, отдит, вот оставь. Дети все равно к матери вернутся. А чем они будут сидеть и смотреть, как унижают ее мать и ненависть в них разжигают. А так она будет от них далеко, и они все равно будут как шейнан, ез, маез, абиран, да, везнана, ез. Царь и бер, шейн дахал, эти дети потом эту бабку живьем закопают, им своя мать все равно нужна. А если мать сидит и терпит все эти вот, ну вот видишь, такая девочка нерешительная, ох, как ей тырксу, мне так ее стало жалко просто. Ну, и Бог, и как бы, тем не менее, я это вообще не принимаю, не приму никогда мое сердце на такие вещи, но тем не менее уважительно относиться Урдабин ворчал, но решила рассказать, даже если так невнятно, да, так не сама она не понимает, но она все-таки рассказала эту историю. Можно хотя бы во время эфира уважительно к ней относиться и задавать вопросы уважительно. Нет, вот это главное. Я думал, мужчина сейчас, коуч моя Харсом, Шорсу. Нет, зашла будулачка, и будулачка начала ее там, и что-то не договариваешь говорить. А при чем тут девочки испорченная судьба, сломанная? И, Губара? И Киевич Коми, Сагича, Мария, она внутренне, наверное, почувствовала, полный навчик, камдача, защит, даярды, она слабо себя. Да. Он дамая лично действительно защит, типа того, ну, официально, скажем так. Полное отчаяние, да. И потом, вообще ука, за слабость принимать, ну, это диезер, дамады, он все равно это диезер, издеваться, дух поэтому, да. Это задвижешь, Поэтому надо работать над тем, чтобы девочкам разъяснять это. Не совершайте эту ошибку. Шейн юхкарор душун и годуй аж цанни дешдачун, оман дешдачун, а шейн дешдон, шей берш дешдон. Но это не потому, что там я против кого-то. Но разные культуры. Ну как вот отец хочет вот так, а мать хочет вот так. Я лично вот ничего не стесняюсь, я против некоторых народов, чтобы они вообще их куда-то пускали, пусть у себя остаются полноценно рабы, африканцы и прочие, да. Но я к тому, что за губовшуся и судбе аудалш
Аудал, ну, есть такие девочки дуры, ну, чё, я не как женский пол, я не оскорбляю, но и там, и мужчину. И их обои, и аудал жим больше, да, их используют, их потом бросают, потом они остаются, да, и все, считай, что в 90% случаев жизни поломаны. Дальше. Тем более, что вот это это лазер, да, арбочунга, кича, гамаря, халлагат, именно айрча, гамаря, халлаг, кичка, у других народов это тоже есть, европейских. Цена Да, дегасхит он. Цена дегасхит, я с французами, с этим, со всеми общался, цара, сейчас это лоц бойхом. Он даях не бог, خيط просто хабин был богато ячат. Хит, Ходаях, шенюка, по умолчанию Бог. И на Самаре яхни царь, а французский лаха не гела. Шает элочат, все, ты уже сама за себя Бог царь. Вишь, охиченга, хайох сахот ех царь, сусу нех, тицу, сахизу, хорда, вожда Богшик. Мабах Богшич по умолчанию, хумда Богшига. Но я к тому, что хоть Хаймерс их там и как-то пытается как-то, ну, как сказать, не оскорблять или так далее, но и если бы это эхцах и тари, я бы этих девушек, которые блогерши, вот эти блогерки, сок, камера, и пропагандируют это. Армин, говорит, богшик, тахаблива, на богш. Елш Москва. Я бы их, я не знаю. Да, пропаганда. У меня в душе просто насчет них мысли трехэтажный мат. Я отцул, нах, я скуш. Охо, да ехни, ахичер. Не порть чужим жизни. Раз у тебя не сну. Заманивать мобиль, Да, не это самое, не расхваливать. Это противоречит логике. Если ты живешь счастливо с кем-то, да, если у тебя все хорошо, то у тебя по природе ты никому этого не будешь рассказывать про это. Вот ты не будешь это именно, навязывать. да. Потому что Счастье любит тишину. даже не так, и это тоже, конечно, но то, что у нас эго не привыкло делиться чем-то хорошим с другими. Это по умолчанию у всех. Эти из всех трупов. Это значит, они хотят, ну, какой-то у них там какая-то травма, какая-то боль, и хотят, чтобы другие тоже этим страдали. Опустить на их уровень остальных. Вот знаешь, Фудзияма, вот к тому, что ты сказал, Ассахам Ирду, к нам заходила одна девочка, я не буду называть ее ник, у нее, в общем, мама чеченка, отец не чеченец. Но она дик ног чемот бьется, она себя ассоциирует с чеченцами, и звучит как чеченка такая, вот все у нее нормально. И вот она говорила, она разведена, подробности мы просто не спрашивали, каждый говорит, что хочет. И ей вот, ну, разведенные, сейчас вот все, потому что все кругом ненормальное, это не вина девушек, это не вина мужчин, это вот какая-то третья сила, и вот хайник, дадехч, иштхулк, вот эти болезни выплывают людские, неуживание друг с другом, вот это все. И вот эта девочка говорит, моя мама мне говорит, выходи замуж, и бусул валахума дахцу, бусул тхальча. А я, говорит, не хочу этого делать. Я хочу только за чеченца. Если я не выйду за чеченца, то я вообще не выйду, Бог. И вот такие девочки есть. Поэтому я ей даже сказала, я говорю, молодец, Сюха, я тобой горжусь. Вот так и надо. И это, молодец. И она, Аллахума дахцун, бусул тхальча, дагу, видишь, вот мать вроде бы старше, должна была как-то мозги по-другому работать. А она дочери родной советует, что я дух ешь мою, ну вот видишь, вот и такие случаи, я просто как пример привела. Валай, дела, чё, дактиш, киетиш, ой, зубеш, сунам киети, инжери, термердоч, два глаз доли, ауди иду цоу, и ролик, шгичда, так и, ну, Язычный. да. Бог, я с тех пор, как, ну, это там массово, год-два это началось, эти ролики, они начали, хоть это и до этого было. И роля Жигин, да, я нормально, я не шучу, только вот редко я засыпаю нормально и просыпаюсь нормально. А видишь, когда у тебя уже, да, после дня, там, после суматохи все мысли уже уходят,
у тебя в голове эти мысли приходят, и когда просыпаешься, да, на чистую голову, опять же эти мысли приходят. Именно, так сказать, ну, болит, ёкает в груди. Да, очень секю он из халдукон. О, там, так, там, хоть взорваться аж до того больно было. Сотун да духовно, حاجة تعالج троллик, я когда вижу, я сразу, ну, стараюсь не смотреть. Инстаграм, чего волшеб, Что WhatsApp, сразу? волшеб. Я Инстаграм даже не завожу в последнее время, так, корорка, Да, что Инстаграм чувалым, что вообще инзали духаю. Что чисто шугладовые, что YouTube часть, познавательный, исторический ролик, там, его там не слог, это юки рассорится, духая хажня, гор, и гич до того уохули. Да, и там макалу, и милу, и там макалу, и там тур пятеро, что и он шлил, вообще долгие, мы я короче, Aido, تعليق بشبه شوي سعر إذا قيد بو تمشي وشوان يزن دودو تيول وموقع بودرشي مهكري وقدايما تأخل بورتور, но горячо я ли буду лачкать, и мали женской солидарность бог, объединять, это дизель бог, и что она и такие, как она, не догоняет. Если, к примеру, женщины в какой-то, так сказать, незначительной степени присутствует, да, там мужская, женская солидарность у нас в обществе. Но если вот, например, женщины будут там 100% или 90% поддерживать друг друга, да, что бы они ни творили, то и другая половина, мужчины, будут делать то же самое. Это просто это как сейчас в некоторых странах женские и мужские общества поделены и просто грызут друг другу глотки. В общем, богяч. Конечно, уже никакого уважения между собой у них нет, и просто друг друга оскорбляют и постоянно поносят. Сейчас просто грязь популярна. Чем ты грязнее и это самое чмошное себя ведешь, тем ты популярный. Ох, жалует уши, храпает. Мусын, загерез душа, прибут. Стах. Храпет, я ждать. И тишина. Эфир. На колесо на себя. I'm not always glad that
Но мусор из Дыгга. Кирхана хват. И сан на несколько ролей поделить цены. Мелчо играет в Генерашн спектакль. Марнани, Нуси, Бери, короче, да? Ёх, приходит. Фигина. И ты сан, да? На несколько ролей разбить цены, куча. Что уж, чуть есть сенса движения есть. Sosai, visto, vai, que esganava. Да, да. Isto uns ar sosai baltēties. Adin dukka jūs ar sovu. Tā voči, duši, bez pašti bildābel sovis. Adin nočisties. Pats dēs vāhu, ēsai, kamilsties. Mēs gāzam no to. Одиночество, моя подружка. Что, и у нас мусор актерский. Качество, жец. Шум, Что, ну, tā, innovācija. Динам Хайдун, внимание. Что интересно, это темшин. Itā, haizošala guļ masēca. Tā līdza mums. Да. Все. Что интересно? Sun džins dukdaučuk, tā 300%. Да, это мерда, вот, чун в его роли войти, да локтун сагарчал, да? Ауэл хуш туда-сюда, боже, что движение. Юх, в жизни ща играть я шел, как бы марна, нет, в эту роль, да, ует. Sun tegi, tā šos nisvēlas, tā ļuš, tā tēmšana, tā hervēl, daudz. Nu, jūs un tā biogrāfija, istorija, o, kreatīvs un baudīgi. Suhain līnās tā nāostot un deluši dīdi. O, tā pēgarot, tā думаю. Что, и мультфильм озвучивать, я ще, короче, за творчески, он нашел сюда. Ищешь, Учитель, уйти, Да. О, хас бюцо, на тома. О, завидовать, да. Знаешь, буду лайк, что حيزوي وتشواف وتعهون هذا أثر قوي تعهون هذا قوي بوش. أتسوي لا تستاد. постоянно дергать веш. О, tad iesūn tā rīlu, tā, dāva, ja varu šo sakt, tam izlošiem, ir labā, tam naudos un pat. Ох, что-то целовалось, по площадке, что интересно. Ишь, أثر عايز وشي разные, каячи, видимо, кучу хача, что дразнить, твируй туда-сюда и матч. По площадке, что целого шаруй, скорее всего. Элаш, тебе хачи, блоки это быстро. Nē, dogdē lecums un nāca. Tā, боится кому-то верить, доверять. Это дебило, я уж ты он сам вообще тоже буду лайкать, чего. Там не вау, ничего. Не, там Антон дит, на что? Дитнаш, вау, дитнам бармах. Да, мадо Мэрил Ос, на сакаринах, короче, он ушли. Да, хуза, да.
Mähtig Baume Boetichen. Wisst du? تامشين هم دو تون كوتشوان تون قريت وتعام الليري هم دينير تون كوتشوان أسديت ديلات تامشين هم لا يوتيوب يا أخي كرم تسجيل ينتون أسديت علي يشرب يبقى هو يهدوك ديلا دوك يا إشتغن أسديت تو مت يشتي تو خل مت دنيا يوش مواتر دنيا هي دانا تعاتخل خل دنيا دو شو تغ أسديت سون فات اتدلق وحال دوكم دوك يغاسقي بركتون مال بيزا نوخشي بوي شايزين بول يبقى بس موستو شوك مت جرتون تون وان كورستو تون داج تارت يحتيوم دي شي يهدوك تغن تون أرس ديتر داتو تون تيحشي يهدو بيقر وي مغوش وات إذا ديغن وقو وات دوحلو ينيت بوشتق وات إذا أمال دنيا نبخات نوخشي يهدوك دالو دنيا دوك دال خير واتر انه نوخش دوك دال نوخش داقر مديتو دوك دنيا ريز خير ولي نوخش دوك داقر تامشي داج دوتش لا دوخش داج دوك تميكسم خيت وقت شو عايز يعني ريت افير شو شي هالديش ديلا ويستخل تخل شو قدو يتشو ديدو وما نيست لا بولي قدو لبوي بيقر قدو تغيو ديلا دينت يتشو ديت ايش مال دقبو اسوج دات بهم دا اتدو نيخم دات اسو ديت بايش ديشتل نو شيهم سمك ازغو من سمكت دواتك نيهنت مالر دنيا هم تنس دلقتون قداتون فهمت اتكاش ديلا ناغن لا دوخش دقخيتي ديلا اتسون تجي قخيتن باتس سونو اتستجي هوديردو تو ديك هوديردو تون قخيتن باتس نا بروت هم يشتغنا تون قاصخيت شموال شو تو ديك هوديردو قخيتن بولشو تون خز دوش اردو تخوچيل داتس جنر خز دوش اشي خزخيت نا بروت تحت تسومش ديت شو قيد وقت دوخردو قخيتن بولشو ديكم دولايات Да, ведь адмиш юqi itahui какой нации, уй, какой веры, уй, мух, уй, хайн, уй. И он да, вообще это дружба народов. ناتم خاتسون ادمح قخيت ويشو دا جالي تتكو يل قخيت شغل ويشو ناتم ديتو دات اقروچون قخيت دي قردوش داتوي رود تا ناتي يات ادم داتي اقروچون تتك دله يا حوز دله قخيت ديش دقوي وندا شو سقوال انهم يدايول شو يدايق شيرات يحيق مشوين بيش بات تا قخيتم الحيق مش بيش بات وين دو تا جينر تا هم شدوتش هر اوليرهم شتي دادو خشتقوين يقيدو تا جينرهم شدوتش دات اخوت تان ليل وديش ادنت موخي لبير ايدو تا تول نشدوتش تا تيلي направленно ديش دوي и хазам дути, но цели направлен бяш бобы. За пропасть даюкш, инзой камоду пропасть дюкш хаза дюч. О хон дюч, а бахш буно до дахаш и конечный результат пропастью херешь. Но когда ты уже близко поведешь пропасть, а что ты оттрошу? Окей, чем бяш. Он дать хо ты уже иммунитет тум херятся, чтобы себя сохранить. А иммунитет даюкш, иммунитет уй гил кулк яхюх уйл. И даяк чуй кам дадел дуй. Вот иммунитет дуй сохранять деш дуй гилк шулкш. Цудер уй дунья те халорш сохранять деш. Вот ач о дуй кам дасер уй. Вот о хуер гилк шулкш. Вот цулат душ дуй хинт иммунитет дуй о хилмш дадохш дуй. Аквой кам хеда. Цундер гилк шулкш дадел де мел вез доц камилш дуй чуах хескеч мел агвар. Цан хилч хазиет имакала вер бол киниш бол. اق اتبقن اسكرخان ورس ديات يخلهمش بدات يغلقوا وجههم نخسخنيات شيقر لدل وتيالي تغير لل وتق غلق سوى غير تره هنتا غير نقلوخي تون كوش يود إز متون هو أودوه قخيتم دابلوه وتي قخيتم بروه وندا غلق دول قخيتم خلر مش دادا وش دقوه ناخ تابول ناخ ترمري عاوز يا ادمشو إن ويتون ده ديلواش مدوين يا أقوي واش يتون دهلو يزروي دهلو ياش يش يوني حيوكش دلقن جيم دهلو وال
الدحل ولا شوختك خليه شو هتوقع فيزيشسكي بعد شيء دكت خليه شو قيتم شو خليه شو يخرت ويو ونقعد شو لكن دحل ولا غير شدوق ناخبات خيتوك شو حقيق دو غال مس يعني كوشك يعني بوخ وناخ ناخ مالك قيرين دعوت بو بو فيتران ناخ قيرين وقيرة ما قيرين نبودو سامو اردو قيرين التني دي نبودو تلوتش ستورن وتدي اشتايست خوالي ات اي بايس انت شي بقغا توتسا مس بعشبو وبكت غاتي تي سجل شات موني مديها تبل ادموني ايه اتخرت دي شنت اما خواتا Ну ты пропадешь сразу, исчезнешь. وتجي Не هو وش аплодировать Боаму. هاي شون ناقوست مخيلاه با شون ناقوست موني مخيلاه انت ايش ايدو يمسهم حقير غالي تشين مالك دا يخشو تيجي سو يوت شوات نو получается يوت شوغ يحقل دوش والد سو عودل وشخل هون داج هون دوش مالك يوت شو ال قي حقل سوالات ياش مالك تيجيوت ال يوت ايه ايتوبن ولاين تيوت شو سو عودل خل شو هون داج سو صعبيوات يرت دا يد ماك دا بيد نتومن ولاين اش ولا تيوت شو سو عودل خل شو اش ولا تياش دا يخش بولنا حقل دوش خل شو روست ايزم هونيس دك دو تشخلشي هوتا بيتخل هون در جدو چو خرچ و لیل و چین ها خرچ و اول شخلش هوتا بيوات كنش نقير ميخ ها روق داور دا تر دات بوخش بش اش دو قوخلتان ها اشت بيتلياج ديل روات وقان هو دير دويتان مش دليل دروي وواش قخيت بيتخلش ديل قخيت بيو دال ويق Нас بابا قخيت превратили в палачей друг друга, понимаешь ты? И вот эти палачи, они نو свое дело делают. ات Стучат. بلاتش زاز ناقواس تخل ديش مداتي وتان دحلو يوالداته ني سو اشت واتشن اسنت الرقص سو اشت واتشن اولي هنداج ايتان بوخشو شاها سكويرتشو ايداتشن اش يلو اشدولشن سوريز واتشن ال دي لقسو كيسوهم سدوال تل نو هو سوريز واتشن الشن ام لوشخلوسو اي سوريز حوريز واتي هايت يا ميمي كي يا تا كوك حالي نا داتا نا Ахан خارتو ой قوبل سوي бурдуки, если бы خايت была какая-то помощь, ветеран, вот если вот говорить сейчас, вот действительно о реалии, вот кто поможет? Ахкюк халэби, улля ля чверк тебя застучит. تاني Улля поможет волчун تاني кешан تاني бац. поможет انت اس اردو خونسو اتس вистрелирсо اي سويديتني قام توجي ويخل زي جرانيتو نتا بيقر وريزي فيزروك بال بيشوري اتخو حقول دين شيني تسو حالي غاتن ويستخل شيني تو با اوجي ارا يوسو اللي مينسترو اشتحوستا ردات اتكانت دوت يو سوسيتا دابي والشين تو اللي باش داتا دوالش خوخل هاوسي وي داوك تسويق مؤني خور دروين هون دا شو اخران شو اخسات الش شاستي بخ ويش بروست ديها بول ات كيرت ارا بول سوتش هدوت ونو سيخ بوي داباي بخ اس بو كودو هداش تساتت خوخل تيخي جي بايس جيم سنجت راسل شاست تساتت ديلا هدوت يال سوم حواي تنو مادت اس بحط جيم دوي بذات وان بيمت باهم خارتون بداك وت مديها قبل مديها مخواتاس خارت دوشنت هوريز وتي خايت حدول سوق شي بايس لو سالمت حدول يا تا كوك اس بوردات تا خارتو هرم بيو خوميو ال تا انول تغوات بيخ وچين مسار شاريز وكون بيو خوميو بوچو كيغاس كوك ارداتس هنداج يبيقر وشتي تش halt هو نيس وتسنت تعذر ديش دوخي شو جس اردات هنداج تنتك بيخ يشولش بايس وشتي تش halدوك سو نيتوكشو عشيتن يوحسن يوح بيو خوميو باخ وتن قداتن قدودي تش ميل قدول تش دوتن قمدوتن تن جيز دينت واليش تن كيرخ دولم سينجتم خيل يال خيريز А вот знаешь, ветеран, вот я ей это не стала говорить, ну вот в общем, почему она даже ее можно оправдать? И гуньягна эс азербухи гмари. Цун нана маяц нохчи.
Вот это все, вот цепь, это все بس звенья одной цепи. لدوانا داتسون حنجيانا تخا نو اي وا ادم دو ايغوسون حنجيان يا داجنيز داس لدوان دات بروش اشي وا اشتحين داش حنجيانا هدو ميلدو تخا نو اسي ادم دو يتون كير خير دك باس بيزشيتني يتون تا اويات بورشتك اول هرم تون يالو الخير در تون تا وريان شيات يوا تا تون ماري غا قيني تون بلوش تخل يخزايا هيقل دوشيا تا اتونج بولشير يلهرم اشتا بلوش خير در بوات يخزا تخل يا اتو تلخنك اشتير ميل قدو انت وليش بايز الدنيا ما سيري تنس دوي اخشي تا فرق نسوي شلون كانش دشي سوديت دون اخي نو ما سيري بات بلوش Надо تدل مثلا искать корень вот этой ситуации. Вот войнохчи дай бой, цадик хули, вот в хороших отношениях, в дружеских, уважительных, вот отцы как-то не приближают к себе дочерей, вот вообще войнохчи айдля, цач, о, хомсер, киош махилла, дас. خير خير Да, ولدك انت يا вот, ну, как бы, когда отец с матерью тебя защищает, ты же на мать как бы и не злишься, но ты видишь, он твоя поддержка. И такие уже вырастают с поддержкой, она уже в себя верит. الداس شيء دعته تخلي بيستأسى خل شيء تعوي عيد لعداتي ناخن حلقة سمك بحستي هم شلي انت تشول انت شي جرجل مو يردو بير ستيل واش تقولك نو ساكم سوتشي يوات دولك ايه تخلي شويك انت شول ميلا يوات هون داتي يوات او زمي شات دو كنت تمشي خاراكتر داوي هنسا نو يوات او زمي شات يعري خاص حياة شليلو كنت ترجل تبو يعري انت دم دوشن اس انت وين يو با انت قومي تا بريستروي تسدني حالير يوني تصدح كادو ويز هون بقات مو يردو شو تنادى ديالت وانت يوني قدو ده دويتي تعجيم усовершенствовать دنتا يقدر да усовершенствовать دي شوب شو دالش دنيا خيتلو شدوهم شدو да ну забер ياتسر تا اتعوش شنو ميجر دوارنو ولي شو تجنا забер ياتسكر ده قدوق من والله مش كساجي قدوق ديكنيجر قدام وعنديكنيجر ديكن ساتوسو دوي Да, مقلة. Ногчи, ему даже не только ногчи, вообще вот во всем мире, сколько вот я вижу, мелмари яхчи, гу ахильчи, этчейден нен еч хулк. Вот у нее всю ее жизнь, вот канто зудиалё, и как-то, ну, тагин хаацало, как-то, конечно, тегри помогают, своих родителей уважают. Но я и гуттер и доглазар шей цахдук и митчи мари яхчи. Это цун и дог дуй цахдуск. زوزو اتعديتر هزيون تاع هو زودي ماري خلا عشان هو شو تاع زوتو هذا دواء اشتغل ملا واغا حيولا بيأسوا ديتسا خزسن ديتسا. وملا وحتى أي دوش كانت دانا حتى لنا يو دانا حتى يوش على يلون حيال نفسنا شو شيء دانا شو دايتنا لعبونا يو وكو يوعي نفسك وكو ماح يكسلك родилась так, кто откроет мне дверь. Вот. Я ам док совок ду
ديردو يعي بيتصلوز دوغ شيدان نان كانتي لوز نو كانتن إشت كورجير متسخة يعتا هنس نان مايو تنخ مخا у женщин больше экстра чувств, чем у мужчин. Вашан короче, еще Вачина вашан ишбай цакарьё, да на юабай цакарьё. Сундир вай юач, о, нохчи айдлях, вай адачка. أي عادة تحقق улас. Вай айдлях и зуд чог лурш махылла, потому что вся надежда бывала на нее. Мужчина это защитник, это охотник, это защитник, добытчик. А зудчунт мелдул хуммаду цундирца يقعد قن خيتم خلر أهينس شيء بي يقعش قن خيتم دعبالله мне так кажется сунцаха. Не обязательно ара нахан юqah хести цах какой-то должен быть больше внимания девочки он канон не хаястор ергмай он день язычник. Еще лары цунц самолош имаур. Так ирхая наслед ялдамели bod. Сон масит садотри бухса зудберш дотри войнохчи ярш. Ищей ваша вах ваха и нацарш. Шиа юиши цак антвутир. И шиа ич о я бохш. Ну вот они рассказывают и Антвич вот наш наследник родился. А гинц ишбахкихил и шиа ю ищей дайна на копшбу ищей ваша копшвуцу царшему. А вначале было, о, я нашел книга, я шелкшен сацита тильна, как я цахалит. Так Антвина. И вот эти две девочки просто работают. Сацита тоита цундер моюва и церш. Все имеет смысл, даже церш тиларк сацита тоита те арду зудбеш, те арду оли. Так цултах кантхларк. Или наоборот, висита бог, да? Типа. Ага, ваха, дук ваха, вуй. И цалгам дук цалах хум да цер. Ибрахим Сум. Ха, ву яхита, яха, ваха, ха, точно. ده عدود الغروة إيماني إسلامي ويشادو إيمان اتنوخش صح دوك إذا مش يرون ده دو يختول تحت السماء يتمنى نجيت вообще. جند الله سيف إسلام. تعني خاي ملكة نوخش تأيي ملكة. Потому что у арабов тоже есть малейк. Малейк. Ангел, типа, малейк. Хасон, ну, у арабов то вай маду малик, маду, а арбуш ли люк, малейк, юк сердце. Абдул Малик, малейк. Вай тягр, хая, что-то такое. Только собой у вас или это такая бардовок, да, инзари аудулунду. Сунам хасхейт это уважение бахкачер, цеях пшмацаху. Те хабар вахак, как бы нормально так. Постойки смирно, лах, только субординация, разговаривать. إبراهيم هو ده يتجاه إنز وقت شنتقى برا الدنيا مصعدة ما ده وشيخ ده أول شو قار أنكل أول شو ده يمش ده شو أول شو دوز но вот он кертел не нусят из-за унижает лишь сам суд котлох, а сам печ омя болчна и варылк дис улвич что на хинзам га ослабится на хало юртер тоюрт аяр заёхста гне юртер из сибиря мариян сибиря заболчна хазаян юртер хаян из юрт мел очень цака бар зучуду лака изом шедан аларам бяшер
Ну, дух бомах, биелер из волка он да, что, как гендах, волк да, что лилоштег. Но все равно это из клички, что из тега верса, юм лилош, дуэш, ногче, на, не из цепич, карина свободы бич, вот его хазалк, что должна аду, любого волка дить еще, а его хазалк, ну, а вот из удушки, да, он маре был, он был удушки, марс, вот это школа бич, да, юм дуэш, из метя уай, или да, это волк на. Da kegi beşi çeşko da jim kan dik jua ne işte. Там дуэ. Эти мелочи, вот как вот пармац, да и циркл недавно, наши гылкш можно как бы, они подлежат реформации. Богзамик хажин, можно было бы там что-то пересмотреть, что-то поменять. То, что они просто эцхейна ишдер, а хинц цаджим хица мекш. И боевые проблемы, я ахтахкам вой. И боевые, я Да, и барка, jim усовершенствовать, стундем барка, Pilsā istorija amhazak isun, и цекабар уqdāca, инz vai Iran švāc cara vai Eliata, nekda, tā kuzvāk jākaču terdu cara vai gara, tā its ляцен набига изудри дующие, ну, инz vai pietku naложничу, lai būš. Tā its nabига cara vai izudri čo amavilš, mabay vai duju charakterilš. Цар Hütren, что божий, они цехобо, цевакуряция, лишь дырыл было, короче, йотах, мел айна ишцигяция караха, изудри юхабах на богу, дырыл туам бен дуйновч. Исметти аш хадия лоқду бог, что там же история хазаsun духе дыни солхулать. Да, хила, майгон. Ама. Неас. Sun чисто taşt. Ой hazlayat. İzut gaguş. Taşe tilçsan karoçe. Erşe gari denen hıylı tam bedenen de taşt. Uşa işte yok. Mesela Nuskalı nesu tam. İtteş bari çab. Чисто ta ой hazlayat. Sun أدلك يشتاش. سونم خسخيت يغلق إبراهيم هنس أبوخش إيوي يتقابر شيء مارسخوش يتقابر غلق سون غوت سخيت هوير هنسي ماري جري بري تير هنسي تير تسياخ لقسيك نقع يستخل ستسار يستخل شخناها أسقاب تسياخ السير Kızım, dur, sun, sen yok şu an, sen ne sürüştürüyorsun? İyi, sataya, ma baklar, sun. Ne, no istaşt individualne, tavolçun, iştul iz, no bela tamah, savahin, sun badik değiştas, mes vasayte yok, şelçta. Нет, вообще-то, не как будто бы, в моей тарелке. Да, Ибраим, ой, морздел долдел, шадерги, ой, морздел, тут разговор, да, сюда. Инзлаской, например, цараши, туннение, короче, там, Мария Ивановна Олкцаринца, имя, отчество Олкцар, или Угургенда, мама Олкцар, да, с Олгергар их ечмена. Инз, цана Кипр, ой, представляется толк, а вот они не могут, инз, тридцать Олкцаршие туннение, новой обращаться, до имя, отчество, в основном ищут. Да, теперь наоборот, мам, вы как туда-сюда, тунна, нет? Мам, как вы туда-сюда? Родной, нейнига, дега, новый духовочек. Вой цадоиза, это не значит, вой был как дух, а просто вой вещь морзделок дулилош. Царь шен амин гулкуду исна глилош. Да, проблема. Ну, буду хин сказала. Глазки, например, щитунне нега, новый обращаться для шуэл, сада хука, ариан, цяцу и руацун, да, улка тушдуиза, но когда керти алин, ну, до خبر ديوتشور إذا ديالين شنا كان خيتم شو عم يالدي شوري ألا تجمع بيريت يحكروا شو تصون صار كوتش كان تيك كان تزاكليش كتير يشكلتها
что бошенс, а культуризм и теахечнах эмоду даса. Исхена, вот на этот момент я обратил внимание, многие не понимают и пункту, и мы Да, вот. И бо, чакеги беши, цалу, хой, Сахилла из истории, камел, культуру, шоушах, например, цана, лоуша, культур, как бы познавать те шоушах, там, ознакомливать, например, кушка, иштмехтишка, да, юх, там, и процедуру там, тоже свадебный, там, и момент, вообще қиетмаса қиетыш. Вот, например, класс, да, у тебя, или группа состоит из людей, там, 10-12, может, национальностей. И ты, когда это говоришь, у них, у всех как-то получается одинаково, у тебя вообще по-другому. А Цундел, они все как бы начинают не вдуплять, грубо говоря, да, и моду спрашивать. И потом приходится им какие-то примеры приводить, вот, например, для какого-то африканца там, Distanт я чую, сен штавы, там, рашта сен шли, ларсон, и нормально, ду, там, например, там, для нужды, короче, увидели, хихуили, там, ну, а для вас это уже неприемлемо, хотя для этого человека это нормально, и там нет никаких границ, то есть, ну, вот в вашей цивилизованной, в нашей общей культуре это как бы не... Типа того, объяснить это по-другому, ну, вот так вот, как бы принято, да, то, что для вас дико является, да, то, что для вас дико аборигенское является, вот так же, как бы, точно по такому же сценарию, вот и у нас. Ибраим, ну, их в пример вообще и ставить не надо. Для них все дико. Все, что связано с человечеством. У других народов это не дико. Они просто слушают и никогда ничего, там вот, что это дико, не дико. Ой, как... Когда уже объясняешь, вот корни, откуда все это идет, вот, почему там привстаете, это уважение. В нашем языке нет слова «вы», ну, как бы уважительного слова. Мы показываем это на действиях. Встает, когда взрослый проходит, молодой останавливается, некцахаду. И другие народы восхищаются этими вещами, поэтому Гаска не пример, у них все. Ой, а это почему? Ой, какие вы дикари! Им лишь бы вот что-то задеть кого-то. Сейчас шум щелдир. Ну, лайк-культура дикари полилма, да, типа, потому что там, наоборот, намного выше у тебя. Такой культурный и такой уровень. Сейчас был хунду там, вон дикан процессе, там, свадебный процесс, там. С чем ты ближе к этим, в Африке, там, каким-то первобытным людям уходишь, там вообще кез сколько умнешь, уже полный, бедарца хулцан, короче, как бы соблюдать, да, шарда диез, ишта диез, хокон вистрел, совез, это хилишу, хилишат, еще гранич размазанный, да и олах уштега. Чем ты ближе, короче, уходишь туда, к цивилизации, там уже как-то более все посложнее, да, расписано, распределено. Так, войны, наоборот, сложно, Это обычная человеческая толерантность. Даже обратите внимание, как на Западе, в цивильных странах относятся к инвалидам. И как в России к ним относятся. Да. Это у американцев же тоже нету, как у нас вы. Нету. У испанцев есть вы, у американцев нету вы. Раз halgen geen del mogelijk we hinzen просто это
А там tagad обращаться даже к небу, улица Олцер, классические книги, заметьте, его свидетельство дома, он слуга, но он, нет, Не-не, они давно уехали, да, у них раньше вообще было круто, как здесь у немцев. У немцев вообще они, даже вы, да, они. Не соизволили бы они, бош. В третьем лице. Да, да. Да, что? Мы Елизавета Потемкин. II, Богш. Они даже о себе, как Потемкин, говорили, в третьем лице. Teikt, вы, не Да, только да. есть, он Еще пока я не женский род, есть он. забыла, язычник, вот это вот мы, вот Гаскадой, вот когда эти императоры, русские цари, сами к себе обращались, мы, Иван там Грозный, там мы, там Екатерина II, у арабов то же самое. Нахну, они говорят, вот этот их кинг Хусейн, нахну, нахну Хусейн Оуэль. Это мы, Хусейн первый. Вот. У них тоже вот это. Коран, да? Перевод. Юшхана. Мы сотворили это, мы сделали то. Ой, это вот и есть, мы да. мудуте. Вот у них в языке это есть, потому что вот где рабство, там всегда есть мы о себе в третьем лице. Нахну Хусейн Оуэль, нахну это, ну вот мы, Хусейн первый, мы там, и вот вставляйте уже слова их этих рабовладельцев, королей Эльчи. Вот у этих двух культур такое обращение. Олар, табочар, соца олар, олар, Не, у нас это другое. Ровно обратный процесс. У нас это как скромность. Да. Это еще наоборот туда. Стакан цаал, вот так вот, цахули от скромности, тхачурник, тхачуркант, тха, мы, ну, наш. Да, и даже цанге халде хуачена, вай худея, что вайга хухалду как бы дацатуя хир сахит, границы разрушаются. Да, наоборот, мы вместе, Бож. Ну и вай лелу, что вай это наоборот, ассоциэлла, как бы изду. А там наоборот тебя возвысить надо, да? Вот, например, немецкий мат, зи, это эсха мата они хулкас. Не соизволили ли они цахуне одинаково, что их величество не хочет ли вот так вот? Да, их превосходительство, преосвященство, их преосвященство, вот это вот все в третьем лице. Фудзияма хугуалвалар, бехкмобила, мы тебя так перебили. И преосвященство мух. Ну, это вот молниш, Бог преосвященства. Да. Теперь как раз Элмагарду там Села, Лубянский, теперь ваше папство. Типа сакральное подразумевается, вот да? Святость. Все. Преосвященство. Святой. Они прям святые. Типа Божья корова, вот к ней когда обращаешься, вот так. Голубая кровь. Проводник между Богом и людьми. Зачем людям нужен проводник? Вот эти вот понавтыкали этих проводников, начиная от священнослужителей, помазанник Божий, Маоцар, они же помазанник Божий. Ну, вот эти вот короли. Секретарь Бога. Цивилизованный мир как-то это свел на нет. У них в церквях только туристы,
священники там между собой, им внимания вообще никакого. Если король какой-то есть, это просто такая вот как декорация, как брошка. Холю иша дабах безрах, что они их трутни этих держат, вообще не понимаю. Что в Англии, что в Испании, что в Швеции. И трутни шкобш. Те сверкают своими алмазами, а народ им хлопает, аплодирует. А вот рабство, я вот давно, я даже вот маленькая была, думала, маудулшбу, зачем они это делают, бог. Сейчас это все понемногу уйдет на нет. Джим-Джим, дует что? Христианство, рабы, дети, дети мои. Нет, рабы Не рабы, Божьи, у да. них тоже. Ведь мадущат, Да? рабы Там у них, Божьи. там у них разные, по-моему, вид читать. Кто-то как бы дети называет, кто-то рабы называет. По-моему, у Иеговых дети, а эти рабы. Там Украинец وحياتن там Украинец وحياتي شو حال وضوء ذات ربي душу يموت, потому что я в интернете читал, у вас рабы называют туда-сюда. Юх чунге эл целу ждать, рабы сайна задуматься, рабы не по теме хит. Ну, ответы держу, цахуш, короче, я там Слухай, вообще... Белоро. Я был тогда. И дочь му придумать длиннотецом корень, уют и рабы. Ибраим, вот вы заметили, язычник, хажа, вот в нашем языке и лейбды, вот для меня, по крайней мере, вот тут ходжим должхана, это было самое большое унижение. Когда вот я обижалась, маленькая, там, 5-6 лет, и лей амл, даях ханчул, и лей амл, и вот исун, и лей цаалит, я над собой работала, чтобы меня не назвали лей амл, юха. И агинц вот солей вусолей бог шлил шбук. In tvoj luhoj bats, okay. Шиле халхет там индери. Салай бог, шуна. Ich tut ihr durch салай хаус до устреда рошишта. И бьюх дош приспособитель. Лей вусо, вусо лей бог, что угы. Да, понимаю, была классика. Кубара? Защитник Палестины и нашел. Муха Мамура. Повтори, что сказал, непонятно. Что там. So, хэшуй. Ричард, Быстро Масера. Да, видел. Ты сказала, свели на нет. Знаешь, почему свели на нет? В 1910 году христианство, вот это вот, они же все в церквах сидели, постоянно ходили на мессы, на воскресные службы и так далее. А почему свели на нет? Кто в курсе? Кого нету? Не поняла. Сюли? Христианство свели на нет в 1910 году. Потому что оно мешало прогрессу. Иудаизм свели на нет. Потому что, знаешь почему? Элементарно. Почему? Запретили опиум. Что, барыжничать? Опиум запретили, да? Опиум народа, Опиум запретили в каждой церкви, когда вот эти лампадки включали, чувствуешь, опиум, кто в церковь шел, чувствовал блаженство. Дыкший кайф, потом шел, исповедовался. Инца дом, брат, инца дом, не только в церкви. Потом шел исповедоваться. Та же Кока-Кола, добавляли туда колу. В 1910 году запретили. Вот и все. Кока, да. Религия. Кока, поэтому... Аромат, чувствуешь, благовонишь. И вот чувствуешь сразу, эйфорию ты ловишь. Инца дом, не во всех, но таких
официальных таких, ну, крутых церковь, Na- скажем так. Наркотикам, işte İslami ayumagin. Я слышала, Фудзияма. Ю, Бакдуй, это подтверди, может. что хаджица бахтига, вот что-то распыляют, я это слышала. Да, цыган, ну, я сбой, и благовольно, щущаешь, он кверху, раз, и парит, и вау, такая, есть блаженство, короче, от этого запсунде, чуешь, дуй, вау, у меня партия. Фудзияма, наркотик, шмагин, да и там. Насчет распыления захасом есть хадисы, куча хадисов, хазахардумасан, ильцай. Трюфель сейчас, рак лечит, глаза лечит, Бог, зрение возвращает Бог. Статья медицина пророка, алевич трюфели. Так вот, этих трюфелей... Трюфель, да? Да, Вот этот трюфель. Да, грибы. Райские грибы, небесные грибы. грибы это, да? Небесный гриб Бог, что и что или поэмарсу. Ходи, что наставили Бухари, мусмахин. Лечитесь им Бог, шил. Это Но эти мусульман, грибы... наверное, да? Нет, трюфель, говорю. Ну, это слишком Но эти... дорогое удовольствие, во-первых, и их мало очень на земле. Это не простые трюфели, которые здесь на Кавказе, а другие. Но я в курсе, Мне кажется, они выращивают их специально в этих инкубаторах. В инкубаторах они не вырастут. Эти трюфели содержат наркотическое вещество, подобное тому, которое содержит в себе марихуана. Вау. Но их только Это аристократы... одна из причин, почему вот собаки так ищут эти трюфели, да, вот их же пускают на поиски этих трюфелей именно. Свиньи лучше ищут. Ну да, и свиньи тоже из-за этого вещества, в общем-то, одна из версий, что вот они их привлекают посредством этого. Прикинь. Да, в любом у нас на Кавказе, зайди в лес, если где-то машкара вот в лесу крутится, просто ничего нету, вот полянка, и где-то крутится, значит там трюфели. Сладкий запах они издают. Вот эту информацию ты сейчас зря сюда закинул. Мадер, свободен, сразу. Да, эту информацию зря сюда закинул. Наши беспонтовые, так что это ерунда это все. Привет, Два слова хотел сказать насчет наркотиков. Была такая секта, называлась Ассасины. Их называли гашишины. И глава этой секты был Хасан ибн Сабах. И он, короче говоря, вот эта секта, она была, ее солдаты были в рядах там римской армии, Наемные убийцы. в Ватикане, ну, везде, короче, они были, даже в Европе, короче, они были. И вот, короче, он перед тем, как посвятить этих людей, он им давал, короче, наркотические вещества. Но мы не знаем, что это было. Я, например, когда в университете учился, мы проходили это, там, профессора нам объясняли, там, военные, прокуроры, криминалисты. Они объясняли нам, вот, короче, принцип вот этого Хасана ибн Сабаха. И, короче, он их как бы накуривал. Я не знаю, что он им там показывал, либо рай, короче, либо ад. Но у него был специальный такой сад и место, куда он заводил своих вот этих неофитов. Ну, на неофиты, это, короче, люди, которые только пришли в веру. И после этого, короче, они становились фанатиками и выполняли его приказы. Даже вот этот Салахуддин, он его боялся, как этого Хасана ибн Сабаха, очень сильно, потому что эти люди, короче, они могли 10-15 лет тебе служить, а потом взять и выполнить приказ Хасана ибн Сабаха отрубить тебе башку, когда ты спал. Это есть исторические факты. Например, Салахуддину ему пригрозили так. И он, когда проснулся, увидел, что вот эти два его охранника, которые ему служили 15 лет, короче, они там ему что-то под подушку или на голову положили и исчезли. Ну и он понял, что они 15 лет служили ему, а на самом деле были грешишинами. Да, что типа райского на сада он испанском что-то значит сделал там, их убийца. вырубал, там ложил сначала, они просыпались, там красивые девочки, типа Не, гули это никто точно туда-сюда. не знает. Там говорят так, но
У меня как бы своя Не, теория я как есть. слышал, Но как я слышал, я говорю, это там типа, нам в университете говорили, что там есть 3 теории. Ну, короче, это точно никто не знает, можно гадать, но в любом случае, как бы, ну, лучше этим не заниматься. А насчет того, потом, что потом обратно их вырубал и выносил оттуда, короче. почему ассасины, вот это слово, даже в глагол ассасин во многих европейских языках значит убийца. И как Это испанское это слово не только «ассасино», это испанское, это, значит «убийца». это все романские языковая группа, германские языки, вот это слово означает убийца. Да, настолько они, В английском не в означает английском тоже убийца, означает, ассасин. они настолько запугали всю Европу, то, короче, они такой прям панический страх внушали, как, грубо говоря, как КГБ, даже еще больше. Но с ними расправились обычные монголы, которые не понимали их язык, которые не позволяли в свои племена. Короче, они межнациональные браки не прокатывали, религию им было пофигу, и, короче, они их просто всех зачистили. Именно монголы их уничтожили, потому что к монголам нельзя было проникнуть, так как они проникали в другие общества. Тебя по глазам бы спалили там, да, среди монголов. Не, там просто не прокатывало ничего. В плане того, что религии им по барабану, ты мусульманин, христианин, ну а межнациональный брак не прокатывал. Поэтому с ними расправили. Ну и плюс они осадили эту крепость. Это, по-моему, крепость Аламут называлась. Короче, это где-то, по-моему, то ли в Сирии, то ли в Иране. Короче, где-то на границе Ирана или Сирии вроде бы. Аламут. В Там они Персии. А как звали еще раз? Не, это не Хасан Аламут ибн был. Сабах. Не Хасан ибн Аламут это. Сабах, окей. Это в Персии было, и они относились Персии к на этим тот момент уже не существовало. исмаилитам, они относились. Есть шииты, есть исмаилиты, вот эти самые такие воинствующие. Персия на тот момент и была Аламутом. Я вроде Персийский, так ты то, было. что называешь Персией, это такого уже, ее никто так не называл в те годы уже. Ну, в те годы, это, кажется, Аламут назывался. Да-да-да, ну, точнее, может быть, это город или крепость Аламут назывался. Крепость это Да. была В у те них годы ее отдельная как там. раз называли Персией. Это во времена сына Аль-Аслана Малик Шаха. Да, принц Персии кино генетик. Чувак, yok на Аламут, нападение yok, это Персия был. Что глупо? Этот Хасан Сабах был послом, ну, при Сельджуках служил, потом он убил этого предшественника этих ассасинов, потом стал сам этим главарем всех сектантов. Ассасины это самоубийцы по приказу, они саможертвовали где надо. И в европейских языках это самоубийство, ассасине это самоубийство обозначает. Ассаси, думаешь, бог, да? На чеченский ладно переведешь. Если, Или кстати, кому интересно, ну, типа, ладно, это перебить, ты молчишь. короче говоря, просто я учился, и много вот этой всякой бредятины мы проходили в университете. Кому интересно, например, была такая секта, ее называли душители. Ну, это вообще самые обезбашенные люди, которые я вообще когда-либо читал в плане вот именно в религии. Короче, эти люди, они жили в Индии, и они поклонялись богине Кали. И душители их называли, потому что у них в их вероисповедании, короче, когда они убивали кого-то, они должны были убить так, чтобы не протекала кровь.
То есть они Кали это приносили который со змеями у них? Ясунам Сахай, там со змеями, с тиграми. Вообще не задавай Не, этот ну вопрос, вот не эта знаю. статуя сама, я поэтому душит, раздушит, как змея душит. Нет, это не связано с этим. Там богиня, короче, Кали, то она... Это очень сложная вот эта религия. Там есть произведение, по-моему, Драхматрама, как это называется. Там 10 миллионов стихотворений. Поэтому в этом можно вообще голову сломать. Но суть в том, что, короче, они как делали, допустим, идет какая-то группа путешественников, они к ним присоединялись, потом платками их душили. Вот. И, короче, примерно они задушили там, ну, не знаю, короче, их поборола именно английская вот эта колониальная политика. Был, я уже не помню, по-моему, Монгомери, короче, как-то его там звали, он еле-еле там он их всех вычистил. Но суть в том, что в год там один, по-моему, английский криминолог посчитал, они в год убивали по 45 тысяч человек. Это примерные цифры. И суть в том, что в этой секте были и чернь, и даже раджи, которые были, ну, которые работали на колониальную систему. И вот они, короче, вот такие вот жертвы приносили. Именно душили женщин, детей, вообще всех. Но фишка была в том, чтобы убить человека таким образом, чтобы не пролить кровь. Потому что богиня Кали, короче, она там перерождалась. Именно Типа это... просто так, ни за что ли, душили его? Нет, это просто было жертвоприношение именно богини Кали. Ну, я имею в виду, человек там ни в чем не виноват, просто жертву, да, приносили? Да, без всякой разницы, короче, неважно, какой у тебя статус был, вообще неважно там, просто душили и все. Ты не мог от этого никак А, защититься, если ты, конечно, сам 45 там... тысяч в год бы. Немало людей они ей в год жертву приносили, ничего себе. И фильм про это есть, кстати, как они вот Кади Дуи сворачивают, дают монеты, тяжелые монеты, что еще дохте, и раскручивают, и хаты увидят, и хатлес дой, он и лекел, халот, потом хауза дой, второй держит за ногу, и этот тебя душит. Мизба, именно так и было. Да, все точно, именно так. До мелочи какие, Да, 120 человек в признак день. будешь. Англичане, кстати, еще до этого, в 19 веке, в начале еще отучили их и зуды багби. Марвельч дин зуд марцан ягуш махалица. Та англичанш и хом запретить. Так тут и востане я кам дохал бойл иш англичанш, короче. Дойтер дачаш ял, короче. Картум ты хацандик. Даже представьте, они воевали даже, чтобы это обычаи, а мы даже английский вот полковник, зато на это наши цауни один качуха, ваши не ваши, мне короче, он бьет отец, а зуды бой и требачу, короче, у нас англичан не принято смотреть, как убивает женщин. Царь отучить Минбушу на это. Но Типа это не до Мервель, конца, кстати. Сунтани, Яго, Шалахали, Да, Дин Олшаха. он и... Но это не до конца, кстати, вот эта секта душителей, она, грубо говоря, она потом со временем она перевоплотилась там у них в другие вещи. То есть на самом деле эта секта, она по сей день существует. То есть нельзя сказать, что она была полностью уничтожена. А мне кажется, и ассасины есть. Ну, ассасины, грубо говоря, это вот сегодняшняя Хезболла и Хамас. Ну, это финишем, это совсем другие. В Персии, в Иране, в горах в Иране живут, чувак. К тому времени монголы их уничтожили. Еще при Кубалай-хане, по-моему. Ну, Они Хезболла полностью, и с что ли, Хамасом, даже их если сравнивать с ассасинами, Мило приводит только тем, что они употребляют гашиш и наркотики. Да. Ну, а ты зря смеешься, кстати. Вот эти
допустим, в Сирии вот Башар Асад и его вот эти армии, офицеры рядовые, они используют каптагон, например, наркотик. Они его вполне, то есть у них там в воинском уставе, грубо говоря, это никак не противоречит. То есть им разрешено употреблять каптагон, который лишь Это помогает что такое? преодолевать страх. Это таблетки? Что он Или делает это- со страхом? Что он делает, Приват? Ну, на самом деле, вот эти дополнительные, вот эти медицинские вещества, они присутствовали всегда в армии. Например, в сирийской армии разрешено употреблять каптагон, наркотик такой есть. А допустим, в том же в Третьем Что он рейхе, делает? Не, ну, он как бы дает... что делает Слушай, каптагон? я не употреблял, но, грубо говоря, его задача основная — это чтобы не было, грубо говоря, вот этого паники и страха. Например, у немцев, Мандраж, да, короче, ну, Немцы мандраж. грубо говоря, первитин мандраж, да. использовали, У а немцев, советский например, спирт использовали, блин. Это, блин, отморозка делает человек. Первитин таблеток наглотается. Или сидит снайпер первитин, и он сидит сутками, блин. Вообще не двигается. А газ шпирт молошхалла. Это везде во все времена было. Лекарство от страха. Опиум. вот эти в Иране видели, наверное, вот эти всякие, там есть такая толпа, они там в черное одеваются, они танцуют и бьют там себя иногда бывают. Они тоже, кстати, многие употребляют. У них даже есть вот эти рейв-пати, музыкальные фестивали, где типа под современный лад идет религиозное песнопение, и они вот на этих рейв-пати употребляют наркотики. И в таком как бы экстазе, типа зикр. И в такой экстаз впадают и слушают вот эти религиозные песнопения. Но если со стороны, если ты трезвый вот это смотришь, это вообще у тебя кровь в жилах. Ну, это даже страшно вот это смотреть со стороны на них, как они себя ведут. Я видел вот эти движухи, коустер, чем отцу головой. Ходу лил руатом боду. Хочешь, такой лет хопих, палки его Основная составляющая кадеин. Бодряк дает на время, а потом человеку может поломаться. Вот и все. депрессняк, панические атаки, вообще. Там Заза говорила про поведение, как бы то, что родители на людях детей как бы не ласкают, ну и не, ну, грубо говоря, не ласкают там туда-сюда, не нянькаются с ними. На самом деле это не только в Норче. Даже вот если взять благородные семьи в Англии, то у них считалось это неприемлемо, допустим, детей там ласкательными именами называть, показывать свои эмоции на людях. То есть это не только свойственно чеченцам. То есть это было у многих народов. Мне кажется, они и к детям на «вы», да, разговаривают Не, у них нету «вы» постоянно. вообще в английском языке. Нет, да? Har Audulshan объяснение приват нахилс нахиясер, и обычно это, в общем-то, по большей части женщины возникает насчет этого. И ласкать, он меги вож, он меги бож. И говоришь им это когда объясни, что это качество благородных людей, Ну, достойных. кстати, вот Фудзияма, я недавно вот там с одним Раской разговаривал, и я ему, например, рассказывал то, что у Нохчи, например, нельзя вот это делать. И вот он мне сам даже сказал то, что вот он едет в метро, и перед ним там Алчхаздач, ну там целуются, например, да, и он говорит, мне, говорит, неприятно это, то, что люди едут там на эскалаторе и целуются, например. Он говорит, ну это просто, я, говорит, сзади них, ну, типа, то, что вот так они себя ведут. И он, например, наоборот сказал то, что это признак высокой морали и высокой
как бы высоких отношений между людьми, когда люди не показывают свои эмоции. Потому что, по сути, когда мы выходим в люди, мы это некрасиво показывать на самом деле. То есть мы выходим в люди там решать какие-то задачи, и тут мы там детей ласкаем, там жен обнимаем, но это неправильно вообще. Ну, мне так кажется. И вот даже этому Мугайский показал, что в этом есть своя красота, вот в таких традициях. Hazdun, например, эра берхас, инца семеш хух берца уж духуца, и не получается он, типа, егуаш там, ну, из-за думаю, чуксо цвела, наверное, по-любому, егца там, доктор дуоцу. Например, даже у германцев, у скандинавов это считалось некрасиво и зазорно, такое поведение. Даже в 80-х, вот уже в 80-х годах, там уже ближе к 90-м это начало исчезать, такая культура, но в 80-е годы считалось вообще нормально. То, что вот эмоции не показывать на людях, грубо говоря, вот эти лишние эмоции. Когда когда популяция биологическая начинает именно ограничивать себя какими-то законами и границами, и какими-то дурными, именно такими исламскими, да, дебильный закон, что босса, а именно такими высоконравственно, высокодуховными, то эта популяция, то есть начинает развиваться, возникает цивилизация, какие-то правила, законы. Ну, в любом случае, когда мы себя в чем-то ограничиваем, даже вот я по себе сужу, когда в чем-то себя ограничиваю, там, в сладком, там, в еде и в прочем, допустим, когда занимаюсь бегом на длинные дистанции, там, сахар, такие вещи не стоит есть, то ты становишься дисциплинированнее. И, допустим, и это тебе даже помогает в обучении. То есть вот эта дисциплина, вот это ограничивание, оно помогает тебе там в Мгм. изучении языков и Да-да-да. каких-то фундаментальных вещей. Это просто научный факт на самом деле. Ой, нохча, да, и мелдук, так, какие трудности, да, и все равно никто не жалуется, да, спокойно это переносит, все эти трудности, арча, да, мы переносили, хоть и были, и находимся, и были в униженном положении, да, и, несомненно, и язык, и традиции, и все это пострадало, безусловно, но вот эта дисциплина, она, ну, адам духса, дуарх психически, да, и ломались люди. Э, И вот это, ты говоришь, вот в благородных аристократических семьях это ограничение, такое поведение всегда было и приветствовалось. И вот если сравнить, тогда в Европе было классовое общество, классовое деление. Если сравнить, что произвели вот эти аристократы, культура, искусство, наука, все это же их труд, плоды их труда. И посмотреть, что произвели те, которые не ограничили его себя, то вот этот сброд, челядь, то становится ясно и понятно, да, что, кстати, это хорошо или плохо вообще такое ограничение и дисциплина. Фудзияма, вот 2 слова только по этому поводу хочу сказать. Вот если ты возьмешь, например, современную Англию, то ее сегодняшнее ВВП, оно скоро будет отставать от польского. Сегодня Польша, вот там пройдет буквально лет 5-6, Польша будет самым экономически развитым государством в Европе. И, например, Англия при Маргарет Тэтчер, там, когда Маргарет Тэтчер, грубо говоря, там начала проводить реформы, она жесткая женщина была. Грубо говоря, вот те годы, когда действительно были аристократы и благородные люди, Англия была страной номер, ну, грубо говоря, номер один, ну, пусть не номер один, там номер два. И вот мы видим вот это поколение, которое позволило там буквально все, мы видим, насколько эта Да, страна да. деградировала. И, например, если ты возьмешь съемки Сейчас сброд 80-х, там, один сброд. если ты возьмешь съемки 80-х годов
там, ну, если ты владеешь европейскими языками, там, Франции, Англии, Германии, вот, ну, ладно, Германия здесь плохой, наверное, пример. Вот Франция, Бельгия, Англия, и ты спросишь, допустим, и там услышишь, как репортеры спрашивают людей о иммигрантах, о межнациональных браках, ты увидишь полное неприятие этого. Там полное неприятие каких-то вещей, которые, в принципе, ну, нам, например, они неприемлемы, да. Не только там межнациональные браки, я просто недавно смотрел это видео. И люди категорически говорят там какие-то даже жесткие вещи по сравнению. Вот если сегодня они это скажут, они могут в тюрьму загреметь. Вот в Европе скажешь, там, на Западе, в тюрьму загремишь. Раньше люди, короче, они вот, грубо говоря, да, та Англия и сегодняшняя Англия — это 2 большие разницы. И ты абсолютно прав, кстати, в этом. Но если кстати, так дело пойдет и дальше, безусловно, очень, да, в яму будем падать, то, мне кажется, все вот такие, как сказать, духовно, в душе аристократические люди, Нохчебела, Ханишвела, ну, белые имеется, начнут объединяться, ну, уже какую-то другую, общую такую национальность какую-то создадут против всей этой челяди. И вот, кстати, вот Яма, ты знаешь, там, например, в современной Англии, и не только в ней, например, гордиться именно своим, люди часто, короче, например, если ты послушал бы первую речь этого нового премьер-министра в Англии, он там выставлял на показ то, что он как бы из простых людей. Причем никогда ни он, ни его там родители на самом деле не были простыми людьми. То есть сегодня, например, в современной Англии это Да-да-да, не престижно, когда ты принято говориться, говоришь. Это не что ты принято. простой. Правильно, да, да, типа не принято это. Представьте, что до какого уровня люди опустились, что они врут. Вообще вранье, любое вранье, оно разрушает личность. Это тоже, грубо говоря, я не хочу тут лекцию читать по этому поводу, но это плохо влияет на психосоматику человека. В общем, они врут то, что они из простых. Или вот, допустим, вот недавно, не знаю, может, видел, не видел, там жена Бекхэма там говорила то, что вот, типа, я из простой Да-да-да-да-да-да. семьи, а ее муж открывает дверь и говорит: что ты врешь, ты ездила с персональным водителем в свою школу, зачем ты обманываешь? То есть сегодня это даже признак, тебе должно быть стыдно, если ты там слушаешь классическую музыку, если у тебя там в крови есть хоть какой-то там маленький аристократ, все, тебе уже должно быть там стыдно за это. Мне кажется, вообще этот Бекхэм, он из аристократической семьи Бекхэм сам, не жена, а Нет, он. нет, его жена. Ну да, насколько я уточняю. Вот это Бекхэм, вот это то, что на его свадьбу вообще пришли какие-то короли, аристократы, это вообще для меня, я считаю, это позором этих аристократов, потому что пришли на свадьбу какого-то игрока, который гоняет мяч по полю, даже если он Фудзияма, богатый. это все началось с Голливуда, кстати, вот и Канпуй, Private, что он сказал, да, с Голливуда они начали. Вот Ричард Гир работал кассиром, я сейчас так преувеличиваю. Вот. Каждый вот этот вот начал подавать пример, но мне кажется, Фудзияма, вот как ты думаешь, вот эти аристократов сейчас начинают разоблачать, чем они все занимаются, это аристократия. И, ну вот, начиная вот с британского двора, там ее сына поймали с этим Эпштейн, потом выясняется, что вот эти все высшие заведения, там Гарвард и Максо Гумьюй, ихние дети там специально обучаются, в общем, что при власти, при аристократии случайных людей не бывает. Вот сейчас начинает все всплывать, и Угар, Бюх, Лилин, Гумш, это же вот аристократия. Кто такие аристократы? Это рабовладельцы, просто переименованные в аристократию. Вот
Тебе не кажется, вот, что все это связано с этим? Они начали принижать, чтобы уйти в тень. Именно вот, что это не так, что мы простые. Там вылазит Дешмаду, из-за таланта вышел этот Джастин Бибер, а там никаких талантов, там просто ими пользовались, проталкивали их чьи-то дети, а тот, кто с улицы пришел с унижениями, вот это вот я имею в виду, Фудзияма, как ты думаешь? Ну, насчет аристократов нужно уточнить, что есть аристократы, а есть, ну, говорю, как сказать, аристократы, но все еще в душе остались быдлом. Ну, насчет рабовладельческого его строя и так далее, его уже давно нет, но то, чем занимаются они, некоторые из них точнее, ну, не знаю, не скажу. Потому что этими же вещами занимаются и простые люди. Это же Дити, вот это быдло-рэпер. Его Джияма, спонсировали. Ага, что? насчет этого Ричарда Гира просто маленькая ремарка. Кстати, это был первый голливудский актер, который заступался за Ичкерию, за Нохчи, чтобы вы знали. М, м, Это было первое имя, так вот, random name, я просто вот, Ну, что касательно вот всплыло. этих... Ну, смотрите, то, что якобы простак может продвинуться куда-то и в Голливуде и так далее. Но не могут ведь, надо пройти ведь что-то, да? Какой-то этап, с кем-то договориться, может быть, надо под кого-то там, м, кому-то подлизаться, под кого-то лечь и так далее. Там же это все присутствует, вне всяких сомнений. Э, Ну вот сейчас это всплывает все, что там случайных людей не бывает. И они Да-да-да. заранее себе готовили вот эту тень, в теневую эту уйти, что они Белла Хадид, они ни через что не проходили. Они просто с одной витрины перешли на другую. А вот манекенщицы, там, супермодели, которые с улицы, им приходилось проходить через ад, через наркотики. Это же все уже сейчас всплывает. И альянсу. Ну, Заза, ты смотри, знаешь, сам этот Голливуд сейчас вообще, это же даже не искусство, это не культура. Больше спродано, видите, да, и Но песни, и она все остальное. Это диктовала вообще... людям вкус и настроение. Да. Это же Да. Так диктовало, но имеется в виду такой массовая нахрясь, обычные люди, которые просто люди. И то, что им нравится, бум-бум-бум, вот эта музыка и всякие фильмы, сериалы. Тупеют от этого люди и, конечно же, не зарабатывают на этом, безусловно. И массовый такой обман, в кавычках, в Голливуд сейчас такой полноценный. там двойная выгода диктовать новые законы через фильмы, через Голливуд, через придуманные эти истории Золушки, которая из грязи в князи как бы перешла. Там не бывает таких вот Заза, там знаешь, в чем случайностей. проблема? Там в том, что ты знаешь, ты не думаешь, что, как сказать, там нет никакого, как тебе сказать, м, когда, короче, Голливуд Теории зарождался в 30... заговора. Нет, я хочу сказать, что когда Голливуд зарождался в 30-е годы, грубо говоря, в Америке была, грубо говоря, 30% это были связи, а 70% это была меритократия. Вот если ты хороший актер, ты попадал в кино, там неважно, кто ты был, там ирландец, там или англичанин, или у тебя там англосаксонская какая-то кровь была, грубо говоря, или француз. Ты хороший актер, ты попадал в кино. Но вообще это проблема любой системы. Например, я как человек, работавший в каких-то системах, даже в офисах, я понимаю, как это работает. Со временем складываются мафиозная структура, но не в Все, том что плане. зарождается, оно зарождается с благими намерениями. Потом эти благие намерения используют против. Нет, я не это я хотел сказать. Я хотел сказать то, что, например, вот ты, например, работаешь где-то в полиции или в армии, у тебя погибает солдат, или ты, допустим, застрелил кого-то. Я просто на своем примере знаю, как это работает. Дальше ты живешь в определенном городке, и там жены офицеров,
ты, грубо говоря, твои коллеги, тоже офицеры, ты их встречаешь, допустим, они даже знают, что ты кого-то застрелил. И вот эта проблема вот таких закрытых систем, что они начинают складываться мафиозные структуры. То есть ты хочешь этого или не хочешь, рано или поздно вы становитесь как семья. То есть мафия — это в переводе семья, значит. Проблема Голливуда в том, что вот когда он начался в 30-е годы, это был пик экономического развития в США, и сегодня, грубо говоря, уже есть целые фамилии, целые кланы, которые просто, ну, они пихают там своих детей, родственников. В этом ничего такого нету. Здесь просто это любая проблема любой закрытой системы. И даже если ты в офисе работала, допустим, ты должна знать, как там бывает. Кто-то один не понравился, весь офис уже начинает его грызть, и он сам уволится. То есть это проблема в любой закрытой системе, любого Но в такого любом случае все субкультуры. эти индустрии, они вводили вкус, ввели в моду этих сухощавых скелетов двухметровых. Ну, как бы они все равно смогли продиктовать. Это вообще недостаток иметь рост телеграфного столба и фигуру, как у подростка 12-летнего. А вот кто-то свою дочку решил как бы протолкнуть и вот такую моду ввел. Сколько из этого потом вытекающие последствия, девочки начали болеть анорексией, там, Зағат, проблемы. материал, знаешь, есть, грубо говоря, маркеры, например, есть даже специальная наука. Например, есть целые маркеры, которые предвещают, допустим, войну. Если ты возьмешь, допустим, моду, допустим, есть определенные цвета, фасоны, которые говорят о состоянии общества. То есть, грубо говоря, если человек, допустим, хорошо понимает там 2-3 науки смежные, он может понять, что это, например, нация или это общество находится перед войной по определенным цветам и женским фасонам. То есть там широкие брюки могут означать то-то, то-то, зеленый или бежевый цвет означает то-то. Просто я не хочу это, что я хочу видеть все это. Но, грубо говоря, иногда это все бессознательно. То есть ты все это делаешь, там, допустим, ты режиссер или, допустим, стилист, ты что-то делаешь, но это у тебя может быть даже на бессознательном уровне. Понимаешь, что я хочу сказать? Да, Тесла, марш в угол. Что ты скажешь по этому поводу? Тесла. Маша, насчет чего? Ну вот все, что мы говорим, ты ничего не слышал. Я слышал про какие-то брюки аристократов, которые рабов держат и все такое. Но Разбей вдребезги наши теории заговора. не понял ничего я. Нет, я просто не фурычу в этом. Что-то у вас узкоспециализированная тема какая-то. Ну, не фурычишь. Почему не фурычишь? То же самое научное сообщество прекрасно сейчас продвигает нужные именно леваческому этому движению, леваческому крылу правящих партий, там, запрещает расовые исследования, да, в генетике, в микробиологии, Ну да, говорю. то, что странная вещь. Я вот меня удивило в последнее время, значит, недавно. От обезьяны общий предок Мацхил выяснить, да еще таки примерное время, когда это разделились. Скажем так, примат какой-то. Да. Горсаги ее 50-60 там мутантный ген, ее на одно поколение 50-60 разных генов. То есть ты берешь обезьяны гены и человеческие и сравниваешь 20 лет мое там поколение, 20 примерно. И можно, и сколько ген изменилось из этих 3 миллиардов по 60. Да поделить, ты примерно можешь выяснить, что раз у нас разница 98%, значит 12 или 14 миллионов лет назад, примерно мало, то у нас был какой-то общий предок. Примерно определить еще. То есть, беря эту же самую технологию, эти же ученые должны были точно определить, когда расы разделились.
Но они это почему-то не публикуют, не говорят, что странно. Ну, потому А что новая есть просто повестка, да. колоссальные именно в расах, именно в расах. Тот же вот этот черный, или же бушмены, или же арабы и так далее, но уже кластеры там Не генетические о разделили. различиях речь Фудзияма Цакитхо. Не о Я различиях, а понял. о времени, Там, когда они разделились. Вот это, ну, потому что по официально, различиям ведь, по чтобы различиям ведь это официально, делают. ну различия или так, они может хорошие различия, они может умнее. Дело не именно время, и что если мы 100 тысяч лет назад разделились, то между нами получается пропасть. И толерантному этому левачеству это это не хорошее. Им надо говорить, что вот, мол, 2000 лет назад все были черные, они внезапно начали белеть, процесс закончился при Риме, больше это ясно, это иду. генетическое исследование. Да. Храните есть, короче. А тут тебе Ну, генетика с математической точностью подсказывает, когда разделились черные, вот эти, когда вот эти отделились. Но именно и вот амелчо лиха информация. Хотя это всего лишь нужно пара, посчитать. это небольшой программе на компьютере, она посчитает это все, короче, когда кто от кого отделился. А вот та разница, по которой высчитывают это Тесла, когда разделились расы, да, появились там вообще либо видовая, либо подвидовая разница. Даже некоторые говорят видовая. Мы знаем именно то, что эти данные как бы не исследуют или не публикуют, я не знаю. Мы это не знаем, но, видимо, она там довольно большая. То есть там может быть Не, между эти белыми. данные есть Тесла. Тесла данные есть просто несовременные. Уже раньше, когда в прошлом Да, веке делали, до генетической эпохи лишь это а там я понятно. говорю, нет, я говорю генетическую эпоху Тесла именно, когда еще не было так жестко вот это левачество и так далее. Вот в конце прошлого, ну, либо во второй половине прошлого века эти данные есть, присутствуют. И там уже подвидовая, видовая разница между черными, например, и белыми. Но не Меня именно публикуют. время интересует. Именно время. 100 тысяч лет назад разделились, 150 тысяч, или, как говорят, 40 тысяч Но лет назад. это я тоже не замечал, кстати. Этого я тоже не замечал. 40 тысяч лет назад, по официальной истории, как бы еще до генетических до открытия этих генома Язнил, еще и с тех пор Хайок еще в школах изучать еще в истории, мы все как бы кроманьонцы, и появились мы где-то там 40 с чем-то тысяч лет назад, 44 тысячи лет назад. Там еще там существовали неандертальцы с нами одновременно, то есть современный человек появился, вот этот кроманьонец, и что мы все кроманьонцы, типа, эти 40 тысяч заветных лет все еще там примерно определить потенциал. Как эти 6 тысяч лет назад Земля создана, Библия создана. И по теории, как только появился вот этот генетический анализ, сразу должны были все побежать, так будто этот китаец, Чукча, Хару, всех посмотреть, сколько им тем же любопытно, когда они разделились, когда у них общий предок был. Хажиш моя? Тесла, А. вообще, вот я просто в этой теме вообще не шарю, но мне интересно твое мнение вообще. Может ли быть, ты допускаешь хоть малейшую возможность того, что, грубо говоря, все расы являются, то есть у них были, вообще не было одного предка, я тебе, к примеру, скажу, допустим, человек Денисова, которого был найден там, грубо говоря, от него произошли славяне, там, или вот так вот. То есть ты допускаешь такую теорию, или то, что я говорю, это бред? То есть это невозможно. Нет, я же только что сказал, что мы можем точно отделить, вернее, точно посчитать, когда мы разошлись с шимпанзе, когда мы разошлись с гориллами, с этими хвостатыми обезьянами, точно рассчитать. Там, конечно, миллионы лет, там 9 миллионов, 12 миллионов, 14, может, все дальше, чем дальше, тем более хвостатые обезьяны будут у тебя предков, там до лемура доберешься. Но если мы точно знаем, поэтому ты никак тебе не удастся каких-то других обезьян придумать, там, с белыми обезьянами, и
Белые люди, предки были с черными обезьянами, черные узкоглазые были вовсе, не получится. Другое дело, Нет, что кое-что этот другое процесс... может быть получиться, этот приват. То, что вообще именно от этого примата, либо же промежуточной какой-то стадии, да, начали, то есть одни и тот же примат, да, промежуточная стадия, не общий предок, это промежуточная стадия, общий примат, такой предок промежуточный, в разных частях от него начали образовываться разные такие дальнейшие звенья. Например, неандерталец, кроманьонец, Homo erectus и так далее. Эта теория Да, присутствует. нет, но не 14 миллионов лет, это слишком большой Ну период. Они, я имею... они все изучают, вот этот Денисов человек, вот этот австропилотек, там 2 миллиона лет назад, там даже 600 тысяч лет назад. Это все изучается, там все цепочка выстроена, недостающие там какие-то, конечно, есть, но черепа, все это есть, короче. Тут у нас интересно именно вот наши, короче. Почему... Самый-самый. Да, самый смак, короче, когда у нас вот это появились вот эта азиатская раса, когда вот эти появились, когда вот эти австралийские аборигены туда попали, когда. Кстати, эту Тебе самую не Австралию кажется, открыли. Тесла делала систему. А тебе не кажется, что это расы появились путем адаптации к местности, да, и к Конечно, генетической? конечно. Как еще они? Тесла, Об этом и речь. допустим, Просто я говорю, что когда, да, при помощи адаптации, но когда у них был общий предок спокойно ха или шмой, потому что мы знаем, что от 40 до 60 мутантных генов есть на поколение. То есть посчитал, сколько я и сколько там какой-то другой человек, точно 4 ген, 3 миллиарда, а сколько у нас ген одинаковых, сколько у нас мутантных. И вот эти мутанты мы можем примерно узнать, что мы там, например, 50 тысяч лет назад у нас был один предок, или 100 тысяч лет назад, или 200 тысяч лет назад. Проблема отсутствия. Но я что-то не вижу это. Интересно, да? кстати, Тесла, Заза, английский мафуш, моя речь, есть тоже, я вижу, тебе интересно, есть, ну, так скомканно, конечно, но очень, так сказать, компактно, но достаточной, так сказать, форме книга есть. Erectus Walks Amongst Us, книга такая есть на английском, можешь ее найти, купить. В 2008 году еще издательство. Пришли мне в личку название Хорошо. Хондхолдата. Тесла, по поводу, кстати, наук. Это не единственная наука, где они не разрешают проводить исследования. Просто лично встречал такие вещи. Есть табу даже в судебной, короче, в криминологии даже есть, например, табу. Есть даже, скажем, в криминальной сексологии есть табу. То есть, как бы не разрешают проводить даже не то что исследования, статистику, тебе просто не дадут деньги, если ты просто напишешь, допустим, требуется, допустим, исследование в такой-то, такой-то сфере, тебе не дадут, и это, короче, тенденция, она идет с 90-х годов уже. То есть там есть определенные, то есть это некоторые науки, они не эволюционировали с 90-х годов. Им не разрешают эволюционировать. Не разрешают, не гранты не дают на исследования такие. Да. Это обычно университеты, институты, там научные эти учреждения, они запрашивают, делают проект, запрашивают на него деньги, и уже администрация решает, короче, кому что дать. Вот эти администраторы и управляют нынешней наукой. Не ученые какой-то там вдохновением он решил, короче, свои эти открытия сделал, а именно вот это бюрократическая, алчная, скажем так, администрация, она полностью держит свой контроль в своих руках, контроль над этим держит. И она решает, кому деньги выделить. Вот этим методом, кому выделить деньги или кого печатать в научных журналах, можно полностью взять это под контроль. То есть ты будешь решать, что такое наука, что какие теории нужно верить и считать их научными, какие нельзя, кого можно приблизить, кого можно выпихнуть там, или выкинуть.
Обычный человеческий вещь, которая не имеет конкуренции, она становится, начинает гнить и коррумпированной становиться. Потому что... Ярослав, а есть вообще вот, я так понял, ты хорошо понимаешь в этом, в космосе, вот в таких вещах. Есть хоть одна, грубо говоря, причина или возможность допускать то, что жизнь произошла именно, как по-русски, экстратерриториально. То есть, или как, ну я не знаю, как по-русски сказать, Даже есть. именно Да-да, из-за... очень даже есть, и- почему? Очень даже есть. Вот все эти 20 этих аминокислот, то есть органических молекул, из которых вся органика на Земле состоит, живая, они в космосе Тодом, да? наблюдают. Тодом. Да, Тодом, кстати, как это совпадает, да, Ибрahim? Просто чудовищное совпадение. Они, кстати, в космосе наблюдаются, поскольку можно вот этими телескопами, спектрографами как посмотреть, как каждая молекула она будет на определенных частотах поглощать вот это электромагнитное излучение. И можно там наблюдать, в космосе полно вот этих молекул летает. То есть явно они залетели нам. Но даже можно еще дальше пойти и вот эту знаменитую гипотезу панспермии, что нас сюда какие-то инопланетяне засеяли вот нашу планету этим первичным Вот я это имел в виду молекулярным больше. бульоном. Да. Я вполне это допускаю, ничего такого в этом. Мне даже удивительно, что у нас есть спутник, диаметр которого точно совпадает с диаметром Солнца. Словно его туда помещали, чтобы от вспышки нас защищать солнечной. То есть он идеально как диск будет нас прикрывать, да еще одной стороной повернут. То есть специально для этого. То есть вот такие совпадения действительно намекают на то, что плюс еще вот эти разные там ситуации. Вот эта комета Холла, которая в 2007 году там ярче, чем это сгорело Солнце, взорвалась, горела. Что там взорвалось, что на комете может, не знаю, несколько раз. По-моему, в 400 раз его светимость превышала. То есть и вот эти дроны, которые вот американские, как это называется, американские летчики замечают, до сих пор замечают вот эти самые афарби, дроны, которые летают. То есть я вполне допускаю, что жизнь на Земле была засеяна, и что у нас есть какие-то в Солнечной системе дроны, которые за всем этим наблюдают. Не инопланетяне, конечно. Это естественно. Тесла, а вот что ты можешь сказать против того, что вот ты знаешь, что да, что там между там, чтобы прилететь там на Марс, нужно лететь с такой-то скоростью, там, грубо говоря, там, прилетишь стариком. Ну, я понимаю, что на Марс мы не прилетим стариком, но на самую, допустим, крайнюю точку Солнечной системы, там, пока мы долетим, станем стариками. Вот что ты можешь сказать вот против того, что на каких принципах может работать вот объект, построенный, грубо говоря, людьми или другой, там, не знаю, цивилизацией, на каких принципах он может работать, чтобы передвигаться на супер долгие, далекие, пардон, расстояния? Да, я понял, что ты имеешь в виду. И я не могу свой движитель тебе раскрывать. Это я вот считаю, что я вот придумал кое-что, что может. Но вот что в науке я могу рассказать, что вот эти химические реакции, которые мы знаем, она дает 3 километра в секунду. То есть если ты вот, не знаю, пару водород и кислород свяжешь, они начнут вот это оксидироваться, гореть, в общем. И вот скорость истечения газа будет примерно 3 километра в секунду. То есть ты не сможешь больше. Это самое мощное, скажем так, из всех. Там пара керосин кислород дает, по-моему, меньше. Пара вот этот метан, где этот Илон Маск делает кислород, метан, тоже получше уже, но все равно хуже, чем водород, кислород. То есть и ты делаешь ракету из нескольких этих секций, чтобы вот первая тебя разгоняет 3 километра в секунду, но чтобы выйти это за пределы, тебе нужно больше, 11, скажем, километров в секунду, допустим.
То есть и каждый раз, каждый вот это участок, вот, отделяемая ступень дает тебе 3, 3, 3, и уже 9 ты получишь. Трехступенчатая ракета. Каждая ступень по 3. Это химический способ. Есть таким химическим способом, как ты только что сказал, лететь до Марса примерно, когда он находится ближе всего к нам, по-моему, 40 миллионов километров. Лететь примерно 9 месяцев или 6 месяцев, по-моему, да. Когда он ближе всего. Когда он далеко, то уже, по-моему, 9 или 11 месяцев. До этого Плутона лететь, да, действительно, там, наверное, 10-15 лет, наверное, уйдет на химической ракете, если разогнаться, чтобы лететь до Плутона, может, 20 лет. В общем, даже довольно далеко. Есть вот этот электрический двигатель, то есть когда ты берешь какой-нибудь газ, ионизируешь его, то есть как в микроволновке, да, примерно так, как в микроволновке, магнитроном, вот этот газ ты его нагреваешь, у него все электроны срываются, эти протоны становятся ионами, вот этот ионизированный газ, он магнетизируется. Обычно газ не магнетизируется. Если ты зальешь какой-нибудь, я не знаю, аргон, ксенон в бутылку и поднесешь к нему магнит, с ним ничего не случится. То есть он не реагирует, он нейтральный к магниту. Но если ты его ионизируешь, то есть превратишь в плазму, скажем так, вот эти электроны все сорвутся, негативные заряды сорвутся с этого, и он приобретет вот это, его может магнитить. Вот этот эффект они используют вот этими ионными двигателями. Они ионизируют газ вот этими высокочастотными импульсами, а потом сзади помещается анод, катод помещается на такой вытянутой раме. И вот они, вот этот самый, с этого катода срывается, уже разогнанный, там уже не 3 километра в секунду, ионные двигатели могут там 50 километров в секунду. То есть с такой скоростью срываться могут эти ионизированные частицы какого-нибудь там, обычно ксенон они используют, потому что этот газ тяжелый. Чем тяжелее, тем больше тебе импульс дает, когда ты от чего-то отталкиваешься. Если я, скажем, например, гирю 10 килограмм, стану на роликовой коньки и кину гирю 10 килограмм, то примерно, я не знаю, со скоростью, может, 3 километра в час я обратно направление отлечу. Но если я кину гирю в 32 килограмма, то я еще быстрее отлечу. То есть, чем тяжелее масса, которую ты отбрасываешь, тем ты быстрее летишь. Вот таким способом можно ионными двигателями достичь такой скорости. У нас уже есть вот этот New Horizon автоматическая станция, которая уже довольно далеко отлетела, используя именно вот эти ионные двигатели. Там, по-моему, 16 километров в секунду со скоростью, она, кажется, летит. Самый быстрый объект, рукотворный объект человечества считается. Есть еще вот эти ядерные двигатели, термоядерные, там, гусарда двигатели есть. То есть их напридумано огромное количество. Там, можно просто ядерный двигатель использовать и тот же плазменный двигатель делать. То есть такие сверхпроводимые магниты на трубу какую-нибудь навесить, там, длиной, например, 100 метров. И вот разгонять там эту самую нагретую плазму ионизированную. И она будет выстреливаться, допустим, со скоростью 100 километров в секунду будет выстреливаться. Естественно, ты потихоньку наберешь эту скорость. То есть в обратную сторону со скоростью 100 километров в секунду вылетишь и прибудешь к Плутону не через 15-20 лет, а, скажем, через 3 года. То есть это тоже, скажем так, не очень хороший способ летать. Что используют инопланетяне? Есть даже научные такие, скажем так, догадки, обоснования, которые даже в серьезных журналах пишут. Вот здесь, чтобы тебе полететь, тебе нужно отбрасывать массу. Какой бы корабль у тебя не был, если ты не знаешь каких-то новых принципов, я не знаю, если выяснится, что там мы действительно находимся в эфире, и энергию эфира можно использовать, чтобы в нем передвигаться. Пока что нам известными способами
чтобы куда-то полететь, нужно отбросить, массу отбросить. То есть у тебя есть тело, которое весит, например, 20 килограмм, и если оно отбросит 10 килограмм со скоростью километр в секунду в одну сторону, то другая часть этого тела со скоростью, скажем так, полкилометра в секунду в эту сторону отлетит. То есть у них будет у этого полкилометра в секунду, они поделят эту скорость. Это туда отлетит, и этот полкилометра туда отлетит. Вот так работает вот эта химическая ракета. Она отбрасывает массу. Чтобы добраться до самого этого Марса, химической ракете нужно 90% массы своей отбросить. То есть ты туда пошлешь корабль, 100-тонный корабль, долетит примерно 10 его процентов. Тогда еще тебе проблема, тебе нужно будет тормозить там, потому что одно дело разогнаться, тебе надо будет еще 10% массы отбросить и в общем там затормозить у орбиты 1 тонна. То есть это всегда проблема вот с этим отбрасыванием массы. Поэтому, вот, когда вот эти ученые наблюдали, они странные явления в космосе видят. Вот очень большой пучок направленной энергии, просто чудовищный, прям невероятно. Это считается, что какой-то там космический джет выстреливает, вот эта черная дыра, там они всякие это говорят, но некоторые ученые, там, кто посмелее, предполагают, что это они используют вот из-за того, что нужно отбрасывать массу, мы можем поступить проще. Возьмем наш корабль, вот этот 100-тонный, и просто с Земли, где у нас есть большие возможности, в хвост ему ударим вот таким микроволновым излучением. И вот так разгоним его по этому лучу. То есть в результате у нас к Марсу прилетит прямо эти самые 100 тонн. Потому что энергия доставлялась вот этим лучом, а не сама эта ракета делала. И они говорят, что вот... Подожди, Тесло, интервалыш, чем они будут выстреливать именно с Земли? Каким устройством? Микроволновое устройство, например, или лазер какой-нибудь, или пучок энергии какой-то, не знаю, плазму какую-то разогнать в этом, как в этом большом коллайдере и ударить ему сзади. Ты слышал про Орион? Знаешь, что это такое? Орион, что именно? Про что слышал, но что это имеешь в виду? Ядерная ракета. Делали прототипы для этих моделей даже в 50-е, 60-е годы. Десант. Орион — это такая ракета, которая ядерные бомбы взрывает. У него есть такой демпфер, большая такая плита, и там вот эти, видел, как рессоры автомобиля, цилиндры, и вверху ракета. Через дырку вот в этой плите, там открывается специальная задвижка, маленькая ядерная бомба, там, тактическая, например, она в эту дырку выбрасывается, и она под плитой взрывается и толкает ударной волной эту плиту. Вот эти, скажем, рессоры какие, вот эти, они гасят вот эту его энергию, и ракета поднимается. Потом следующая бомба, и опять вот на таких бомбах собирались сделать очень большой космический корабль. Ну, просто там чудовищно большой. Он мог за несколько недель до Юпитера долететь. Не 10 лет, как сейчас лететь, там, не 7, не 8, а именно за несколько недель. То есть еще в 50-х годах у человечества в руках была достижимая технология, которую можно было всю Солнечную систему освоить там за месяц долетать до Юпитера, там, за неделю до Марса, там, даже до Плутона долетать, если надо. И вот несколько проектов было, вот эти Орион ракеты. Можешь посмотреть в Ютубе, там даже есть как вот они просто обычной взрывчаткой модель сделали, и она вот так подскакивает, взлетает. Короче. Потом подписали вот этот договор, что нельзя делать воздушные ядерные взрывы на Земле. То есть все стали их делать подземными, и этот проект закрыли, потому что это, представь, взлетая вот эта ракета, которая весит там 1000 тонн, как она сильно загрязнит радиацией. Там они хотели из Антарктиды ее запускать, там были у них планы, еще какие-то. То есть точно по той же схеме, только, конечно, без ядерной ракеты, ты можешь в ракете сзади какой-нибудь экран с абелирующими, не знаю, свойствами, чтобы там специально, чтобы ударив в него вот этот супермощный луч, он его толкнет
и будет разгонять его до самого там, надо будет его, конечно, целить в него, чтобы попасть. Вот таким способом считается, что вот эти самые инопланетяне, по некоторым, конечно, спекулятивным выкладкам, что вот они вот так передвигаются, потому что это единственный способ сохранить массу, которую ты доставляешь туда, разгоняя ракету или космическую. Тесла, этот хотел добавить, Дукан очень arī, я не знаю насчет именно скорости, конечно, но и раз придется, если не додумаются или не сможем перемещаться так быстро, да, и придется несколько лет или месяцев ждать, пока долетим до какой-то планеты, то вот они исследовали, как мыши, что помогает летучим мышам впадать в спячку. И какой-то там они сейчас, я не помню точно название, нашли какой-то механизм, точнее, элемент химический, который они Анабиоз выбрасывают в кровь. нельзя. Ну, анабиоз, это будет очень... Анабиоз, вы про гибернацию, гипербиоз. Анабиоз Да, это да. жидкий азот или в геле жидкий и полностью заморали. Гипобиоз это замедление твоего сердца и обмена веществ. Там, Да, вот. вот. Вот эта спячка, она по данным может помочь в будущем легко переносить и психически даже, и физически, и психически вот эти перемещения на большие расстояния в космосе. Даже не надо даже думать до этих, как сказать, до планет. До планет даже не надо думать. Даже сейчас это, скорее всего, могут использовать для полета в космос, хотя бы на орбиту, либо на какие-то станции. Главное, чтобы как в фильме «Пандорум» не произошло. Что там было? Тесла, посмотри, да, фильм «Пандорум». Холодно. Я хотел вопрос задать по поводу вот этих... Евронохта Латвия. Диктута. Да, Златово. Евронохчи, welcome to club. Ира Латова, это тоже наш человек. Так, еще. Чарльз. Тесла, помнишь, немцы создали длинноствольную пушку, которая била на 150 километров, ну, прицельно там, короче, 0 был. 120, ты про Дору, которая еще первую... 120, ну до 150 долетала. Да, не Париж обстреливали. Но у них не стояла цель там почему-то попасть, лишь бы по городу там куда-то ударить. Нужно было менять каждые, по-моему, если меня не ошибает память, там 20-30 выстрелов ты уже создал. Мне когда-то вот по Теслу. Они ее консервировали, вот эту самую Дору, куда-то ее заныкали. Потом, когда Вторая мировая война началась, собрали и Ленинград обстреливали этой пушкой. Тесла, по поводу вот этой ракеты. Почему у Раска не получается сделать вот этот, может, ты знаешь название? Я не могу вспомнить. Последнее испытание провалилось у него. Оно на ядерном как бы двигателе. Почему у них не получается? Ракеты. Сармат, Ютя, 10-тонная жидкостная ракета, которая там 10 тонн. Сармат, Ютя, которая было, у них был взрыв и погибли ученые, у них было обучение год назад. Они на ядерном топливе. Я не помню название. Ядерную крылатую ракету, которую они хотели сделать, ядерный прямоточный двигатель, что тоже проект. И чего? Я сейчас загуглю, тебе скажу, потому что вообще не помню. Посейдон она называется. Аварий очень много было. Посейдон, да, Посейдон. Посейдон и ракет Ятсон. Посейдон это типа подводный дрон. Да, подводный дрон. Да, Америка придет, там под водой взорвется и Нью-Йорк зальет, стеной воды высотой там 60 метров и так далее и тому подобное.
Посейдон, Яцунц, а что-то другое название было, я в голове Тогда вертит. Ярс. Ярс, это у него стоит на дежурстве комплекс Ярс, это еще советский. Они хотят сделать Тесла. вот эти летающие... Буревестник, это не буревестник Буревестник, Тесла. и он. Да. Они хотят сделать прямоточную атмосферу, для загаживать те же радиации, но зато можно сразу очень быстро сделать термоядерный двигатель ракету. Американцы тоже это хотели делать когда-то в 60-х годах. Этот самолет, бомбардировщик, который может за полгода в воздухе летать, проблем вообще. Такое можно вполне реально сделать, кстати, такой самолет. Но они этот проект закрыли, потому что он не нужен стал. И заправки воздушные, когда она появилась, то никакой необходимости вот этим морскому ведомству США, которое это финансировало, оно абсолютно оказалось не нужно. То есть дозаправка в воздухе решила проблему вот этого самолетов, которые могут долго в воздухе находиться. Агент операции еще. Поэтому проект это закрыли. Бомбардировщик, который может условно бесконечно в воздухе находиться. Тесла, у тебя вообще как бы свое видение есть по поводу то, как появилась жизнь, грубо говоря, на Земле? Я спекулировать могу только я. Никаких данных у меня же нет. Я считаю, что жизнь занесли к нам, скорее всего. Как в фильме помнишь, это Ридли Скотта, Чужой Ютя, да. который Трилогия последняя, «Чужой». предпоследняя часть. Да, вообще мне понравилось. Завет и Ковчег. Büyüklük kurması. Как в фильме, но по-видимому, вот это дело нам засеивали здесь. И Раз про теория фильмы, растущей земли, скорее всего, правда. раз про фильмы, Хайсон, я говорю, раз про фильмы речь зашла, то есть Удовенер, Тесла, про ракеты и так далее. Вот. Я пятый элемент вспомнил, там, Шоу Вилли Нирсоцу, этот Будулак, который в начале, там, он в самом начале фильма, это когда два ученых что-то там раскрывают, узнают, и он такой: о, Всевышний, они узнали правду, Оля. Ну, потом... Но он и Будулак, и инопланетянам служит одновременно. Вот у муслимов, которые современные, у них вот то же самое в голове полноценно. А Тесла, что ты, если ты смотрел вот или читал книгу про Ковача Холсмана, углеводород, видоизмененный углерод, как ты считаешь, это вообще технически возможно? То, как они переносили, грубо говоря, человеческий разум и человеческие души, Да, в кавычках? наверное, можно. То есть на это нужны какие-то... Я, когда вот мне нужно было книжки о душе, создать вот виртуальный девайс, как он в матрице был, там сзади тебе дырку, он соединен с твоими нервами, и туда суешь вот эту штуку, и она тебе генерирует эти, электрические импульсы генерирует, что ты обманываешься и полное погружение. Мне это не понравилось, потому что это как-то я хотел более научно например, с идеей. И я вот пришел к выводу, что для такого дела нужны специальные микроорганизмы. Сейчас какие-то наноботы специальные, которые через кровь попадут в мозг, то есть кровью омывается мозг, попадут в мозг, закрепятся там где-то на нейронах, и уже внешний сигнал сейчас, как антенны какие-то, например, принимать те же самые, они будут обманывать эти нейроны, считывать с них информацию или туда давать них информацию. И если их будет достаточное количество, то можно тебя полностью записывать, кто ты. Не факт, что это ты же будешь, чтобы и видоизмененный углерод. Там, конечно, довольно колхозное допущение. Человек не профессионал, который это писал, он писатель-фантаст, он
не обыватель, он не технарь вообще в этих делах, тем более не физиологии, что-то. Он просто там его там какая-то круглая дисковидная штука, которая почему-то туда попадает твоя личность, потом ты можешь снова клонировать тело и оттуда снова туда впихнуть. Но там вообще нету, как это, даже намеком, как это получается. Ну, если у тебя в этой в затылке вшита эта штука, но как и что она действует, там вообще ничего нет. То есть вся информация улучшается. Если говорить вот эти наноборы, как человека можно было бы оцифровать или, скажем, бессмертным сделать, мозг кибергизовать, то вот по такой же схеме и ты запускаешь наноботы или специальные клетки искусственные, синтетические, которые потихоньку заменяют твою личность в голове. То есть ты используешь какой-то синапс для чего-то, ты его раз на искусственно заменил, ты же не заметил. От этого ты не перестал быть ты. Но потихоньку, если ты их каждый менять будешь там, в течение, допустим, 10 лет, то потихоньку ты полностью переселишься в синтетическое и даже, наверное, не заметишь этого. Как ты волосы стригешь или ногти? Ты это имеешь в виду? Да. Ну, а когда ты ногу поменял себе, там, не знаю, поставил, кибергизовал себя, роботизированную ногу. И потихоньку меняешь. Даже утверждается, что клетки сейчас, они же не те же, что были, когда тебе было 10 лет. У тебя их и больше, и это совсем другой, ты совсем другой, чем ты был 10 лет назад. Точно так же тебя можно кибергизовать, и мозг твой, наверное, можно достаточно продвинуть. Это как с кораблем, да, Тесла? Да, Это постепенно доску. Да, этого Уолтона Хайдер и аналог. Забыл. Я забыл. Философ это был. Пираты Карибского моря, что ли? Нет, был греческий философ, который идею вот этот Вейшин Бющел представил, это современная хай-тек супер фьючер хомдуи, но о таких вещах даже еще греческие философы на удивление думали. То есть если взять корабль и поменять ему какую-то доску, скажем так, Да, и потихоньку, когда ты все доски поменяешь, все части корабля поменяешь, то это же будет уже не тот корабль, а совершенно другой корабль Дуи, он задается этим вопросом. Здесь то же самое, когда ты полностью поменяешь на синтетические клетки, там, на наноботы, станешь там супер, я не знаю, Avengers, каким-то суперменом кибергизованным, то будешь ли это ты? Вот это вопрос философский, он задается. Там есть еще момент, Тесла, вот эти наноботы или нанотехнологии будут и обладать таким же потенциалом, как и живые клетки, потому что там у тебя могут мутации, все это возникать. Тесла, Будет тот же потенциал у них. Наших клетки, они же эволюционным путем появились, поэтому они имеют недостатки. Например, когда мы делимся, когда наша клетка делится, она же может даже что-то получить. Ядро яйцем, да, с этим кодом генетическим, он, значит, творяется, и яйца потом на два разделяться без шансов, у него есть шанс, что он ошибку совершит. Тогда как у нас в животном мире есть клетки, которые вот это не делают, и они там ошибок у них, не знаю, в миллион раз меньше. То есть даже такие. А когда мы направленно будем создавать какие-то вот эти наноботы, они будут почти идеально работать, там у них будут дублирующие механизмы. То есть то, что создано разумом, оно будет на порядке мощнее, и надежнее, и все такое там должно быть по теории. Поэтому там нет проблем с этим. Другое дело, создать вот эти организмы, или, скажем, синтетические, чтобы твой мозг бессмертным сделать, чтобы клетки не умирали. Тесла, это вопрос каких примерно 10 лет, 15 лет, 20 лет? Какой промежуток времени? Ага. Кибергизация мозга – это дело далекого будущего, скорее всего. 100-200 лет по-любому. А то, что бессмертный, вообще бессмертный вещь, чтобы тебя омолаживать, то это, скорее всего, скоро, но тоже не 10 лет. Я думаю, я предполагал, что где-то 50, может, 30 лет. Но люди, которые будут бессмертными в будущем, уже родились. В этом я уверен 100%.
Ну, то есть у меня есть шанс. Если ты достаточно молод, ты можешь дарить. У меня, скорее всего, нету. Но вот у молодежи, которая вокруг меня ходит, там, в школу ходит, у них очень хороший шанс. Тем более искусственный интеллект. Тесла, То, все криогенную вот эти... заморозку мы тебе сделаем, Самгатила. В Витруас. фильме, как проснешься, как в фильме К «Идиократия». сожалению, к сожалению, криогенная заморозка не может сразу мгновенно тебя заморозить. Из-за этого вот, едой она шахующая, она разорвет живые клетки, и я буду уже не ремонтоспособен. Ну, возможно, будущими технологиями, возможно, это будет сделать, но нормальной заморозки пока не придумали. Она все еще несовершенная. Мне приходила в голову идея и проблема. Вы жидкий азот или кого-то что-то засунуть, то он внутри его и по щелу будет постепенно только вовнутрь попадать. То есть тепло будет убираться только постепенно. А надо придумать какой-то способ, чтобы он сразу заморозить его. То есть прежде чем клетки будут шабуй лед разорвет живые клетки, то надо сразу заморозить. Если способ какой-то, если был бы сразу человека заморозить, не знаю, какие-то длинные нити, там серебристые или медные, запускать тебе, чтобы изнутри сразу тоже тебя заморозить. А Не, технология. смотри, Тесла, знаешь, что можно Тесла использовать? Вот этот как я забыл, как ты назвал его, это спячка. Вот можно сначала это применить. Это гипобиоз. Можно гибернацию, вот это можно применить. Это Подождать, скоро пока будет, температура... да. Здесь будет прорыв точно, потому что мы много чего знаем. Мы даже знаем, так какое-то вещество есть, его можно вколоть тебе. Да, и температура помогает снизится. Это тебе помогает тебе заморозиться. Да, есть такие исследования. А потом уже применить вот эту криогенную заморозку, она намного быстрее тогда пройдет, потому что там уже не 36,6 градусов. Самым идеальным стазис у школы фантастики встречается. То есть Тесла у Клопа надо спросить, он 300 лет замороженный лежал. У кого? У кого? У Клопа. Клоп-то это совсем другое. Уже давно лягушку заморозить, разморозить, очень нормально она себя чувствует. То есть холоднокровные насекомые, к сожалению, к теплокровным не относятся. Теплокровные животные, к которым мы относимся, мемелш, они это, когда их организм начинает охлаждать, они активно сопротивляются. То есть пытается выработать больше тепла, чтобы противостоять холоду. Тогда как рептилии, вот эти холоднокровные и насекомые, от окружающей температуры зависит температура их тела. Вышло солнце, они быстро начали там летать активно. Стало холодно, они замедляют свой образ, обмен веществ замедляется. Еще холодно, они в спячку впадают, пока снова с местами тепло. Поэтому гипобиоза, анабиоза вполне достижима. Можно отдел мозга, который отвечает за это, Тесла, тоже его можно временно замедлить, либо отключить температуру, на которой гипоталамусе. Насколько я помню, гипоталамус. Да, гипоталамус регулирует. Да, можно его отключить временно. И там гибернация мирью обязательно. Этим делом туда откладываются деньги, там вот НАСА занимается этим гибернацией. Рано или поздно наверное, животные придут на животных, потом на первого добровольца. Когда это будет, я не знаю, но будет. Анабиоз это уже будущее, далекое, взвешенный анабиоз. Это, да, вот эти проблемы. Скорее всего, yok магнит, магнитной какой-то установки, раз يدرك и двигаться для чего молекул в теле каким-то мощным полем их раз остановить. Так стазис окна. Вот стазис хоть вечно держать. Но как достичь вот этого стазиса, это тоже никем пока не придуманная технология, она только в фантастике есть. Кстати, Тесла, интересно, да, когда еще
будулаком был, да, меня очень увлекали вот эти моменты, да, бессмертия, там, анабиоз, путешествия звездные и так далее. Но в исламе же этого якобы никогда не будет, вот скоро судный день и так далее, бессмертным человек не может стать и так далее. Что-то я подавлял себе все эти вещи. Да. Тесла, Tesla, вопрос. Hezishun, Хуэри, Цам, Шворса, Хуэри. И добро, и зло, и это ислам, чур. Хайн цадиза, хай бузал, пшвещина, цадизи, хайла бошлик. А там ты сазудри карабехан, короче, изнасиловать бояч, табусал бошкальч. Уква. Так, сон сацвайт лордецер, асагара сацву цавезел, адук вези, короче. Ишду и добро, и зло, Да, это обсуждать там, да, даже опускаться до этого уровня, с ними спорить об этих глупых вещах, к сожалению, приходится. Цер и демагогия, и цер способ применить мои языки, короче. А му определить тут добро и зло. Ишду, а има вольчуно, бождец. Это они все прекрасно знают, что шкаф будет. Понятное дело, что цель Зомби искренне. шиш, зомби. Сразу Воуз искренне. Это моментально видно становится, как будто у него, я не знаю, красная сигнализация на голове. Изам и цауш мовати, ца боктарти, эдмик, астлой цауш моватиш. Просто болтать, я короче. Высмеивать только, вот таких только высмеивать. Ахцана, он серьезный, твердый, швыч. Он придуривается, а ты ему серьезные аргументы. Честно, да, приход ту. Приват. Вот приват привел этот Гашиш Вечерка, это что, этот Хасан бин Саба. То же самое, кстати, и религия, это про полноценные наркоманы и зомби, потому что я сейчас не помню, какое вещество, вот этот мозг рассчитан на наименьшее энергозатратное действие, да, а мышление это мыслить, думать, это прям жесткая энергия там тратится. И вот Этот, эти знаешь, простые вещи, простые объяснения, вот эти религиозные, они мозг, если ты так в таком направлении думаешь, живешь и мыслишь, мозг тебя вознаграждает и вырабатывает, я сейчас не помню название, но химическое вещество вырабатывается, и как наркотики на это ты подсаживаешься. Вещество, которое дофамин, короче, и так далее. Зомбищи полноценные, там нужен какой-то реальный шок, шоковое состояние, либо жизненный урок, чтобы они вышли из этого. к сожалению, Фудзияма там, ну, там не так вот по поводу жизненного урока. Короче, профессор Савельев написал много книг по этой тематике. И я сам по себе, когда читал эти книги, я сам себя там узнавал в этих книгах. То, что ты говоришь по поводу развития. Например, ты что-то учишь, что-то сложное, сел за стол, все приготовил, и тебе хочется, знаешь, пойти что-то поесть, либо даже что-то убраться в комнате, но только не делать это. И это не прокрастинация вовсе. Вот эти Да, процессы он описывает. Это у него, я знаю. у него много книг по поводу вот, мозга и интеллекта. Но я Мление. Я знаю. хотел спросить у Теслы, такой вопрос задать, который меня давно волнует. Тесла, ты знаешь, наверное, то, что... Это был тот народ, который был на грани выживания. То есть, условно говоря, Мурт, у тебя вот очень забрать весь день сегодня микрофон барахлит. Что угас оно? Тесла, Приват, приват. да, Волвали, как раз таки я это и Савельев тоже про это говорил, что религия это как наркотик. Савельев четкий тип, конечно, в плане, вот мне очень понравилась его теория. Вообще, знаешь, вот эту теорию нужно применять именно, если когда-нибудь будет там будущее Чечня, нужно применить вот эту его теорию. Помнишь, аутсорсинг, церебральный аутсорсинг, если помнишь? Фудзияма, ты помнишь? Его вот этот церебральный аутсорсинг. Вот это надо применить у нас дома. Да, знаю. Но чтобы применить там нужны деньги, бюджет, это очень затратно. Сразу не получится это сделать. Но видишь, все страны от этого бегут и не хотят это, грубо говоря, делать. Хотя он многим государствам предлагал это
проэкспериментировать. Мы должны быть первыми, да? Ну, по-любому, по-любому. Но харам дуи, короче, джуктиш диней, по-любому нам не разрешат и не дадут. Наша тупая биомасса. Тесла, Ну, у нас всегда так было. Люди по ремеслу работали, да, из поколения в поколение. Каждый человек работал по ремеслу, которое он всю жизнь изучал, и он был мастером в этом деле. Так, вопрос хотел Тесле задать. Тесла, возможно ли создание какого-то аппарата, который будет вместо женщины держать плод ребенка? Не держать, как это по-русски, блин? Короче, растить, вынашивать плод Инкубатор, человека. инкубатор. Типа, да? Инкубатор. Возможно ли, грубо говоря, белая раса, допустим, чтобы вот в Нигерии через 15 лет будет, сколько там, 140 миллионов сейчас, будет 300 там или 250 миллионов. Через там 30-50 лет будет, это будет страна, которая будет по населению сопоставима с Индией. Грубо говоря, белая раса, там, европейцы, могут ли или японцы создать подобные инкубаторы, чтобы детей вынашивать? И второй вопрос, как их потом воспитывать? И кто их будет воспитывать? Так, книги есть мой чудный дивный мир, по-моему, он на русском называется. Олдос Хаксли, Юся. Ой, тебя что интересно, ты что он еще такие? Насчет технологий, только проблемы довольно легко это, ну, легко гадать. Искусственные матки вполне реально проблемы. Я не вижу в этом никаких. Что касается проблем, скорее всего, нас ждет такой дистопический мир, где вот эти продвинутые расы или продвинутые страны, они там будут жить как на островах, скажем так, где полностью они будут робот-шоу там, и омолаживание, и как в этом Элизиум, кино ясно, но на космической орбите живут эти избранные. Ну, вот этот самый Нигерия. Внизу. Да. Им, скорее всего, хотел, что Кстати, у Михаила Веллера такая же теория, как вот то, что по ты моим сказал. прикидкам, да. Ну, это просто такие какие-то bound to happen, destined to be. Английский. Да. Destined to be, короче, я не вижу, что, потому что разнобой, слишком большой разнобой, эти еще не достигли уровня этого, плюс еще эти плодящиеся идиоты под видом ислама. То есть, еще бахкош. Кармату селхан магайтер. То есть, это случится, скорее всего. Но да, не факт, что нигерийцы будут так плодиться дальше. Как только у них появится достаточно жертвы, и не нужно будет работать, то они как бы переходят в класс чем богатеют люди, тем меньше они рожают. И еще не факт, что они будут плодиться в следующие 30 лет такой же скоростью. Кстати, Тесла, хоть они плодиться могут и не быть, но это уже пока что генетически у них вот это чрезмерная высокая либидо, не эволюционирование до этого. Они могут хоть и, так сказать, для развлечения этим заниматься и, так сказать, по залету у что отца. Ты не знаешь, что их забрасывают этими презервативами, целыми ящиками уже? Да, но это не работает уже, Тесла. Он озаботился этим. Не, это Тесла, то, что Аюштик, это уже не работает там с 90 какого-то года. Вот эти левые твари, они поставили препоны для вот этой программы, то, что Аюштик. Что одна семья, один ребенок и пал в его. То есть, ты хочешь сказать, что технически это будет возможно там какое-то ближайшее время? Да, конечно. В ближайшем смысле, да, там 10, 20, 30 лет. Да, возможно, что там такого. А смотри,
Помнишь, эксперимент нацисты поставили, когда они детей новорожденных оставляли в таких типа люльках и не позволяли прикасаться другим людям к ним. И вот все эти дети умирали из-за того, что к ним не прикасались. То есть ребенку важно, чтобы его там трогали, обнимали и держали рядом с собой родитель. Как они эту проблему поборят? И кто будет воспитывать? И Багдадсон, я не верю в это. Где это, кстати, исследования какие-то. Может, просто придумали специально, чтобы... Победители обычно навешивают на побежденных все плохое, что им придет в голову. Это Там, я знаю. Я имею в виду то, что я такое читал, но это я не утверждаю, просто это вопрос. Багдуйдац, это уже ты скажи вообще. не думаю, что это правда. Скорее всего, Багдадсон. Это ты, наверное, посмотрел фильм The Last, как там, «Последняя битва за Европу», да? Нет, не видел. Нет. Не, есть такой фильм, там 12 частей, он Ага. запрещенный. Я его смотрел, этот фильм, и так как я очень сильно увлекаюсь Второй мировой войной, я там все факты в плане там войн, отступлений, там, это я ну, это там с подросткового возраста уже знаю, это, грубо говоря, там правда. И они там, их проблема в том, что они разбирают именно вот эти ярлыки, которые навешали на немцев, и в Холокост. Но это запрещенный фильм, если что-то. Как называется, Приват? Называется «Последняя битва за Европу», 12 частей. Там каждая часть по часу примерно идет. Я слышал, примерно не смотрел, но я осведомлен без фильма. Я думаю, очень хорошо. Кстати, тот же «Пятый элемент», это же французский фильм. Там, когда к археологу вначале эти пришельцы пришли, он сразу сказал: «Вы немцы?» Тесла, Захар, долетишь, Саша, почему никто не допускает такую мысль, что вирусы и есть вот это наноботы? Ну, потому что геометрические формы есть, а в природе нет геометрии вообще никакой и прямых линий. А вы, выходит, за там разуму и выпустите умщуты бали, что животное вирус. Нет, это... Кстати, ты прав насчет того, что именно вирус Санхерюева и нанобоч омолаживают дешево и умеют. То есть мы должны какие-то вирусы придумать искусственные, которые будут вот эти недостатки клетки встроиться в его эту систему и недостатки его устранять. То есть чтобы клетка дольше жила, не умирала. То есть через вирусы идешь ходу, и тут ты попал в яблочко, скорее всего, какие-то искусственные синтетики. Но вирусов очень огромное количество, и вирус это просто отрезок неживой РНК. То есть какой-то кусок ДНК, например, какой-нибудь, возьми его, и внутрь клетки она попадается не потому, что у нее там ноги есть, плавник есть, и она так туда попадает. То есть у него этого ничего нету. Это просто такой клубок вот этих молекул с этими ДНК-шных или РНК-шных, скажем так. Клубок молекул. И вот из-за осмотического разницы, осмотического давления и оболочки клетки, например, внутри клетки меньше соли, а снаружи в крови или там жидкости снаружи соли больше, например, более соленый раствор. Из-за этого возникнет осмотическое давление, и соляной области и липидной оболочки раздвигать те, что он и холестерин. Раздвигать, и вирус просто его туда затащит, вовнутрь клетки, оболочку его. То есть, пройдя оболочку и попав вовнутрь, он автоматически попадает в этот завод по производству протеинов, белков, протеинов, энзимов. И он там, не знаю, 10 тысяч раз, например, или, не знаю, 1 миллион раз дальше, и ты попадает вот этот самый ДНК, копировать еще. И разорвать, из-за того, что молекулы друг с другом соединяются. Если место подходящее геометрических форм, теней слой, они в уши раз, как замок вставляется, раз,
И он туда раз Лам. вставляется, и копировать лишь машина автоматически его тоже копирует. И она копирует уже она не нормальную клетку, а клетку, которая ДНК строен вот этот вирус. Естественно, она вирус копирует. Скопировав этот вирус, внутри этой клетки станет много вот этих вирусов. Там каждый раз машина даст копировать те же мушвы, состоящие из этого генома. Даст и копировать ее. И когда их много станет, там, не знаю, 100 штук, то, естественно, уже осмотическое давление же поменялось, то есть снаружи уже меньше соли, внутри клетки уже больше соли. И они вот через оболочку обратно в кровь там следующая клетка, они ее заразят, короче. И вот так цукры больше. Их экспонально ты будешь, короче, чихать, кашлять, и тысячи и миллион твоих клеток будет вот так заражаться этим вирусом. Сам по себе он не живой, он вообще ничто. Ну, ни ног нет, ни какой-то разумной программы. Это просто осколок ДНК. Разумная программа, скажем. Не программа просто, скажем так. Тесла. Наоборот, надо привести пример бактериофаг. Это же тоже вирус, но это бактерия, у него есть аппарат для движения даже. Это тоже вирус, но вирусы бактерий. Бактерии, ДНК, он может сам собой размножаться. Вирус сам размножаться не может. Бактерия может благополучно, среда макачней, разделиться на две бактерии. Не, я имею в виду бактериофаг, это вирусы, которые заражают бактерии. Он тоже добре. имеет своеобразное. Бактериофаг это защитный вот этот механизм наш. Я перепутал. Бактерии, раз. Бактериофаг это тот, который защищает нас от этих от бактерий, короче, от чужеродных белков вообще проникших в кровь. То есть обволакивает их и пожирает их. Фагоциты, бактериофаги. Не, бактериофаг ВОЗ, Тесла, который не в нашем организме находится, а конкретный отдельный вирус. Ну, бактерия просто скажи, по-моему, потому что фаг уже это означает, это что-то с нашей иммунной системой, по-моему, связано. Ну, просто забей, и там как раз-таки он, ну, по крайней мере, по представлениям научным, имеет вот эту геометрическую форму. Ну, наверное. Это генерия, он чухал генесунец. Я пытаюсь вспомнить, чей этот документальный фильм был, по-моему, и Эрик Ван Денихен, Улахайца, царь Цаурин, Мухагула. Древние боты, короче, название уж видео, я веза. Вот именно вот это наноботы, которые реально, короче, в человеческих организмах вам показывают, когда какие-то малюсенькие вот эти, короче, наночастицы с пропеллером сзади, вот этот хвост крутился как пропеллер. И он, вся человек, что ли, Карлсон, вися. Солнце, так вот это давно было, лет 15 назад, этот я ролик видел, как минимум. Того, что вы инопланетяне, занесли, жизнь, да, вполне может. И то, что даже вот эта религия шумеров может быть правда, что там действительно они контролировать прилетели, там научили металлы обрабатывать, пшеницу выращивать, и улетели. И остались нам эти, из-за этого возникли религии о каких-то богах. Вполне это может быть, но пока что там данышем даст никакой суммы. Освещал мяч, Тесла, до сих пор в людях вот этот нанобот живет. Ну, они говорили, что вот эта штучка очень маленькая, ее не все эти микроскопы ловят, короче, там вот это хвост показывали и так далее, там. Это реально механический умер, Не знаю, не слышал. Тесла, можешь объяснить одну вещь? Вот что ты думаешь? Почему, например, когда вот ковид начался, вот у меня первая мысль какая была: зачем вывозить своих сограждан из Китая, грубо говоря, в свои страны, если их можно, грубо говоря, оставить в Китае, перевести на их деньги, там, на их счета деньги, там, снять им жилье, грубо говоря, но не тащить их в свои страны, чтобы не разносить эту болезнь. Почему все страны, они приняли такие безумные
вещи, то есть с точки зрения логики, они старались вытаскивать своих сограждан в свои страны. То есть тебе не кажется, что это достаточно глупо было с их стороны? Нет, все страны доверились Китаю как члену этой Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения отвечает за все эпидемии, за все. Все туда платят взносы, все страны и их правительства там всегда на связи с ними, они автоматически консультируются с ними. Но у нас получилась ситуация, которую я однажды уже рассказывал, по-моему, что китайцы, коммунистический Китай, он занимается нехорошими вещами, потому что это мерзкая страна. В смысле правительство у них мерзкое, коммунистическое. Они голосование, да? У них вот эти птичьи гриппы, свиной гриппы, палмобритие, чтобы эти нехорошие слухи как-то проконтролировать, они решили эту Всемирную организацию здравоохранения купить. Ну, как этот FIFA, я, Эмирэч, взятка или Исанна, это махинация, короче, чтобы свои люди у них сидели в этой самой Всемирной организации здравоохранения, если повторится опять этот свиной грипп и прочее, чтобы Китай не мог экономические какие-то эти преференции свои сохранять мог. В том деле, они взяли всех этих бедные страны Африки, Латинской Америки, там диктаторство, всякие островные государства, и при голосовании ООН, вот этой Всемирной организации здравоохранения, директор Хоршен, цен взятки, шейца преференции, там давление, всякие, умолил, царя шейта гваттина. Какого-то негра они протащили и поставили прямо такие под мудрым руководством коммунистической партии, он начал возглавлять Всемирную организацию здравоохранения. И как раз у нас получилась ситуация, как будто и этого точно ждать совершенно. Тайванец, который не является государством, не считается, ее не признают, и она не является членом ВОЗ, Китая, материкового Китая, они, когда случилась вот эта эпидемия, я не буду рассказывать, как она случилась, это тоже известно, кстати. Случилась эта эпидемия, они сразу же связались, сказали, там, Китай, Ухана, эпидемию, бейте в это в набат, и, короче, изоляции, карантин, из Китая принимать мои. ВОЗ, конечно же, есть, там сидит прокитайский вот этот негр, директор, он их отчебучил, дважды они на него выходили, а он не вообще китайские хозяева сами это все, а китайцы пытались это все скрыть. Поняв, что они ничего не смогут остановить, что сейчас эпидемия разойдется, китайцы поступили очень хитрожопо, закрыли этот самый провинцию, этот Вухань полностью, но аэропорт оставили открытым международным. То есть из Вухани можно было в аэропорт вылететь в Италию, можно было вылететь, я не знаю, в Англию, в Америку, куда хочешь. Но вот в соседнюю деревню на границе это уже нельзя было поехать. Там стояли войска и вот эти санитарные кордоны. Из-за Диноцара, зачем они это сделали? Они это сделали очень просто. Во-первых, Китай – это мировая фабрика всякого этого ширпотреба. Если бы они тут же все закрыли бы, то никакая эпидемия никуда не пошла бы. Она бы ни в Италию не пошла бы, ни в Европу, осталась бы в Китае. Но Китай за эпидемию, любая вещь, которая оттуда покупается, это она может быть заразная, автоматически вся промышленность Китая легла бы. То есть не Европа запретила бы оттуда товары покупать, Америка запретила бы, Австралия, все просто. Этого китайская экономика не могла себе допустить. Вторая причина, почему китайцы решили своим вирусом поделиться со всем миром и всех утащить с собой, то есть это то, что они знают, что в Европе очень мощная медицина исследовательская, и в Америке очень мощная исследовательская, и что они обязательно найдут какую-то вакцину, быстро найдут, и у них расчет был на это. Китайские не скоро они это сделают, понятно было. В том деле, подумал, хорошо, китайская
коммунистическая партия решила заразить весь мир, чтобы не убить свою экономику, и чтобы умные европейцы или умные японцы им взяли и придумали вакцину от ковида. Все, и они что они и сделали. Прямо их посол, ему прямо спрашивают, журналисты, я сам своими глазами вижу, он спрашивает, почему вы аэропорт не закрыли? Ну, он мялся, он так и не смог ответить на этот вопрос. Как будулак у нас на сковородке. То есть я понял, то есть ты имеешь в виду, что, грубо говоря, вот эти правительства там, президенты и премьер-министры западных стран, то есть теперь бах-бац, то, что они позволяли людям приезжать. Ты это имеешь в виду? Это в Да, том они числе. вот спрашивали, что как президент США ты будешь делать? Ты обратишься в организацию, которую ты каждый год 90 миллионов долларов взносов платишь, чтобы они вот за этим делом следили. У них есть доступ ко всем мировым этим эпидемиологическим станциям, со всем этим, со всеми правительствами. Ты туда обратишься. Они обратились, вот что там, да ничего там, просто китайцы там какие-то, не знаю, насморком заболели 10 китайцев, все нормально. То есть они-то вообще ни при чем. Это китайское правительство все это допустило. Значит, Трамп был абсолютно прав, когда говорил то, что там сидят бандиты, коррупционеры и коммунисты, потому что ты упоминал вот этого. Теперь и убийцы. Кстати, эту бабу, которая там возглавляла Уханя, центр Яц, который из Америки переехал в Китай, она побежала сразу же в Гонконг, из Гонконга в американское правительство. Ее американцы вывезли еще при Трампе, она надала он инициативу. Это как бы козырной туз против Китая американцев. Байден его этот туз не использует, потому что Байден и конца китайский коррупцию замешанный. Вот он делает, Байден ничего не понимает. А вот Трамп он на китайцев злой, и китайцам ничего не должен. Короче, он делает эту бабу, он, скорее всего, снова может вытащить. Хотя не факт, конечно. Он, кстати, вот этот... Америка, выгоду пустить, молодцы, не упустят выгоду. Эфиопец, про которого ты говорил, он, кстати, состоял в социалистической партии, который глава ВОЗ. Вообще ООН и вообще этот ВОЗ давно себя уже дискриминировали. И большинство государств диктаторами дискриминировали, извиняюсь, дискредитировали, перепутал слово. Если большинство государств нету демократии, управляется диктаторами, монархами и прочими там коррупционными этими, как это голосование таких государств может приводить к чему-то хорошему друзьям? Конечно, эти все эти организации, они на кой черт он пустили африканские страны, арабские страны? Они даже, Тесла правильно говорит, вот эти люди понятия не имеют, что такое демократия, да, голосование, они что-то там голосуют, решают. Они подкупят, кого-то подкупят, да, кого-то там напугают, припугают, кого-то убьют, сместят и так далее. Это их знакомые. Тесла, вопрос такой вот. Не кажется ли тебе то, что, грубо говоря, прямая демократия, не репрезентативная демократия, которая сегодня на Западе, а вот именно такая кондовая прямая демократия, она свойственна только, грубо говоря, именно белым людям, именно выходцам из западной культуры, и не свойственна, грубо говоря, другим народам и расам в силу их происхождения, биологии, темперамента, ментальности, даже, не знаю, там, их психики и прочего. Не знаю, но, конечно, если ты глянешь на эту карту распределения IQ, то она четко показывает, где высокий IQ, там демократия обычно, где низкий IQ, там, то, возможно, это связано с если дурное население, то, конечно, какие-то проходимцы будут там
руководители там не устроят. Ну, вполне может быть это, но, но, например, если Северную и Южную Корею сравнить, то там, ну, посмотри, какие разные это. То есть это недалеко не однозначно это все. Но Тесла, хозяин, на что уж ему. Майот нет, допустим, французский департамент заморский под Мадагаскаром, Индийский океан. Царь тяга моей, Франции моей. Ну, у них до сих пор проблемы вот с этими тягама бэши, это местные будула акшбах, они как бы население мусульманское, и тягаха типа что совет старейшины, шсан это самое, которые вообще в корне не хотят соблюдать типа закон. И они не могут понять, как бы это урегулировать, это бесконфликтно. Документалка Хажирхса недавно на французские передачи насчет этого. То, что образно они там всю инфраструктуру, все фактически, дороги, недороги, законы, те же самые, ну, фактически Франция управляет. Но до конца они так и не могут навязать эту демократию, да, все равно вот эти вот местные знахари какие-то или местные вот эти вот будулаки, они им через них проходит все. В исламских странах демократии мешает ислам, насколько я знаю. В других мешает, в азиатских некоторых мешает коммунистическая идеология, которая там крепко вросла. То есть в каждом месте свои причины. Азиаты, они китайцы, корейцы, японцы, они на 10, на 5-10 пунктов умнее, чем европейцы в среднем. И то коммунистическая идеология их зомбирует и дебилизует. Ислам точно так же их зомбировал и дебилизовал. То есть все-таки ислам цахилля. Там, возможно, были бы демократии. Ну, может быть, где-то в Центральной Африке там все еще не было бы демократии. Даже там уже играет значение вот этот груз их недавнего пребывания на пальмах. Не могу его включить. Включаю, он не включается. Он как раз, видимо, Анабио спал. Диама, увидимся в 2114 году. Фудзияма, как говоришь? Даже в целом плохо, я об этом говорю. Раз 10 его попробовал включить, не включается. Evet, Кюаби зарыта, сахардацу. Диама, выйди, зайди снова. Тесла, Может, тут говорили, например, про Майот, вот. Ну и насчет того, что там проблема, то, что они, эти французы, они не могут их как бы э, уравнять, грубо говоря, чтобы по умолчанию, грубо говоря, было так же, как там в материковой части. Смотри, твое вообще видение вот этой проблемы, которую создали с вот этими, ну, грубо говоря, в Европе с анклавами мигрантскими. Я не знаю, читал ли ты Мишеля Ульбека «Подчинение» книгу? нет, не читал. Очень интересная книга именно о приходе исламистов, во Франции, да, о приходе их к власти. Это там хрестоматийный образ того, как они придут к власти. Вообще, твое видение какое? Как это вообще будет все происходить? Именно самые инфицированные страны, у которым это грозит, это Бельгия, Франция, скоро будет, наверное, Испания,
Англия, Голландия, Германия. Вот что ты думаешь, будущее какое будет? Я не знаю, успеют ли они их переварить, прежде чем они их вот, нанесут им критические повреждения, я не знаю. Ну, дукан будешь действительно, то есть этой сирийской войны очень много. Европа не просто подавится, не сможет это все съесть. Меришь принять, чтобы эту идеологию запретить. Ну, буквально прямо, если они ислам не запретят, то автоматически они проиграют. А ислам они не будут запрещать, потому что они это как религию воспринимают. И Ну, реверансы в сторону там саудитов этого делают дальше. Они тоже возмутятся, если ислам запретит. То есть они, скажем, очень... Ну, может быть, скоро мы на роботов перейдем, то есть работать будут роботы, и никакие там рабочие руки в виде иммигрантских не нужны будут. Так автоматически оторвать, так автоматически можно будет там в Африке завод, пусть там они варятся Бог. То есть они же из-за материальных благ сюда едут, в Европу, не из-за чего-то другого. Если эти материальные блага там же будут производиться и бесплатно раздаваться, то никакого стимула ехать в Европе им не будет. Тесла, у тебя, кстати, была очень важная оговорка. Ты сказал то, что рабочие руки. Это, кстати, большое заблуждение. Есть официальная, в принципе, статистика, и многие статисты на немецком и на других европейских языках, я просто сам я в теме в этой, я сам ощупал, грубо говоря, эти данные. Ты знаешь, что количество неработающих среди иммигрантов, оно в процентном соотношении во всех странах, оно выше, чем тех, кто являются выходцами, ну, аборигенами этих стран. То есть это уже давно, лет 40 уже не работает. То есть вот то, что типа они рабочие, это неправда вообще. То есть, Да, Приват, я согласен с тобой насчет этого. Сам лично сталкивался с такими работниками. Я считаю, лучше 1,5 раза, а порой даже и в 2 раза больше заплатить европейскому человеку, чем какому-то, ну, там, образно, африканцу или арабчонку какому-нибудь, потому что это тебе в 2 раза дороже обходится. По моим понятиям, да, я считаю то, что Европа как бы, она сама подписку этому всему делает, именно в плане социального плана, да, ну, то, что они социал выплачивают, все дела. Из-за этого вот эти люди, которые и так всю жизнь жили экономя, как бы, да, на себе, там, на семье, на детях, они когда приезжают сюда, вот это то, что им дают деньги, которые им дают на пропитание, им это по горло достаточно. Из-за этого они сидят, экономя на еде, на все дела, на том, они зарабатывают себе деньги. И поэтому и не работают. Они говорят, это достаточно. Есть в некоторых странах образно, ты не работаешь образно, на семью ты получаешь, ну там, 1300 евро. Пошел на работу, ты там получаешь 1400 евро, из-за этих 1400 евро, типа из-за разницы в 100 евро я не хочу работать, все сваливает. смотри, у тебя есть две, как бы все, ну, Как я бы, со многим я не знаю, согласен, но у может быть, тебя саму систему нужно реформировать. есть знаешь, у тебя есть два утверждения, но они, к сожалению, ну, они как бы, они, как это по-русски, они, короче, разные по смыслу. Смотри, то, что проблема в том, что люди, которые, допустим, приезжают на Запад, они хотят жить и работать, зарабатывать, некоторые из них, как, допустим, в фильмах 80-х и 90-х жили американцы. Грубо говоря, ну, американцы, и по их мнению, так живут и жили европейцы. Но сегодняшние европейцы, у них нет идеологии, могу неправильно называть это слово, короче, консюрматизм, по-моему, называется по-русски. Короче, этого употребления. Короче, культура того, что типа новая мебель, новая машина. То есть у европейцев современных этого уже давно нет. То есть для них типа это мавитон. Некоторые, допустим, если ты посмотришь стиль сегодняшних западных молодежи, они любят одеваться в секонд-хендах и в винтажных магазинах.
это типа такой умеренное потребление. Типа умеренное и умное потребление. На русский я перевожу, халдусом это переводить. Ну, Эм, потребительство, он Да, потребитель. вот, а у тех, кто приезжает, если ты заметил, у восточных народов, они любят тонны краски, женщины на себя набухивать, какие-нибудь бухи Том Форд летом себя пшикать так, что от них, блин, пахнет этим за километр. То есть здесь проблема в том, что те люди, которые разрабатывали все эти программы по миграции, они не учли одного, что европейцы уже насытились, грубо говоря, потреблением, и они перешли к минимализму. Люди, которых они принимают, они как бы голодные до потребления. И здесь происходит не то, что даже столкновение религии и цивилизации, но здесь происходит именно столкновение именно даже в бытовом смысле. То есть здесь даже в быту это идет расхождение. Вот что я хотел сказать. То есть эти хотят потреблять, а эти хотят социализма, типа коммунизма. То есть это не сходится. Я не знаю, я лично этим, когда с французами диалог возникает, ну, когда мы начинаем обсуждать проблемы Франции, там, Сирия и тому подобное, я говорю, вот образно, вот эти острова, как Майот, там, да, вот там еще у вас есть говорю, заморские вот такие вот островки, вы все равно никогда европейцев не сделаете, говорю, постройте там огромные фирмы, говорю, там лето круглый год, короче, они никуда не свалят, и еще местным людям, которые там будут жить, говорю, для них рабочие места создадите. И всех этих арабчат туда, говорю, депортируйте, хай там в тюрьме отсиживают, короче. И насчет Майота у меня только вот как бы они смеются, говорят, слушай, это резон, говорю. Я говорю, раз играете в империю, говорю, да, то в империи иногда права человека, говорю, ну, нужно нарушать. Просто вопрос в другом, кого вы за людей считаете. Блин. Я лично их за людей вообще не считаю. Это только не на Майоте, ты, наверное, хотел сказать. Знаешь, там есть Гвинея, по-моему, я точно не знаю, принадлежит ли она Франции, но раньше, по крайней мере, вроде бы она была там в имперские времена. Да, И там вот французская видео, да. Вот, если она сейчас принадлежит, например, если ты читал, вот книга называется «Папион», по-русски называется, короче, «Папион» — это бабочка. Ну, книга называется по-русски Бабочка, да, «Папион». популяр. Вот. Угу. И, короче, если, не знаю, с Дастином Хоффманом еще был старый фильм про вот этого парня. И вот они там сидели в тюрьмах в Гвиане. И у Франции там раньше были тюрьмы, и они туда сплавляли весь брод всякий, там, со всей Франции, там, в том числе из Франции, Африка, которая принадлежала. Но видишь, проблема в том, что просто ни во Франции, ни в Англии, я просто знаю эту тему, я сам в ней, никто не будет это делать, потому что нет такой задачи, чтобы бороться с преступностью. Если бы вы знали, сколько изнасилований происходит в определенных городах, например, я знаю, сколько в количестве там происходит, вы бы просто посидели бы. И причем и многие государственные служащие, они знают, какое количество изнасилований происходит. И у меня всегда вопрос там и у моих знакомых, друзей, которые тоже в этой теме, вот, то есть, а если они это знают, но они не предпринимают никаких мер, они делают это специально, значит, у них есть какой-то план. Если, ну, тут либо одно, либо другое. То есть я вот сколько пытаюсь решить эту головоломку, я не могу это понять. Ну, я не знаю, там, смотри, раз ты принял, и ты хочешь как бы избавиться, ну, остается один вопрос, нужно их депортировать как-то, правильно? Это, наверное, деньги стоит. Он как этот самый французский один политик говорит, типа, все говорят, давайте депортируем, депортируем, а кто будет кошелек открывать, говорит. Типа, депортация одного человека стоит, там, чтобы не соврать, по-моему, 8 тысяч евро, что ли, или 9 тысяч евро, потому что они-то депорт вместе с органами власти, да, осуществляют это. Там с авиакомпанией, наверное, надо договориться, все дела, и типа, кто за это будет платить, одним словом? Раз приняли, уже все, короче. Надо, ну, типа, перевоспитать человека. По-моему, Меланшон об этом говорил. Меланшон об этом говорил. Ереги, короче, это тоже не ответ, потому что этот вопрос решается
легко, как Трамп, допустим, предлагал. Если они, допустим, у тебя 6 тысяч заключенных в тюрьме, ты просто блокируешь все денежные переводы, допустим, я не знаю, откуда, ну, допустим, в России, например, в средние азиаты переводят деньги в свои страны. Допустим, во Франции, там, я не знаю, какое направление, но, грубо говоря, блокируешь все переводы, и вот эти 6 тысяч в расчете в сутки на человека выставляешь счет в посольство. И это так решается. Но это легко решается, но проблема в том, что либо они не хотят решать, либо они не понимают важность этой проблемы и спихивают ее просто как незначительно. Либо они просто, это их планы, и они идут по своему плану. Ну, а на твой взгляд, какой у них план может быть? Бля, что вот примерно Но ты думал? Вот смотри, какой допустим, абстрактный такой план, блин, они могут придумать? Я тоже думал об этом, но я просто не вижу пользы от этих людей, я не знаю, меня более ненависть закрывает мой разум к ним, понимаешь? смотри, допустим, вот ты разговариваешь там, я не хочу просто в подробностях рассказывать, но, допустим, ты разговариваешь там с государственным человеком, скажем так, и ты ему объясняешь в подробностях, как происходило, допустим, изнасилование, да, там, не знаю, за какое-то число, за какое-то время и личность преступника. И ты ему, грубо говоря, все это рассказываешь, сколько там жертва мучилась, какие переломы она получила, ам, описываешь, что, допустим, то-то, то-то, это можно было, грубо говоря, совершить это изнасилование, не принося таких травм. Ты вот это все рассказываешь, описываешь, ну, это еще плюс письменно, и понимаешь, что от этого человек, которому ты это рассказываешь, потом выносит решение вообще несоизмеримо тому, что он натворил, это вообще просто несоизмеримо. Короче говоря, у тебя происходит какой-то диссонанс, ты думаешь, либо ты сумасшедший, либо вокруг тебя все сумасшедшие. Понимаешь? То есть в какой-то момент ты понимаешь, что, может быть, ты сумасшедший, и ты дебил. Может, так и надо поступать, грубо говоря, с этими людьми. То есть тут нету, знаешь, вот, вопрос-ответ тут не работает. Здесь вообще за гранью какой-то логики. Потому что люди, которые все каждый день через себя пропускают, которые вышестоящие, они принимают решения, которые неадекватно этому преступлению. И как это объяснить? И это не знаю, это либо деградация уже нации, элит, э, ну, там, либо они там зажрались, потому что зарплата у этих людей намного выше, чем у обычного рядового человека. Там по $7 000, по $8 000. Ну, не знаю, короче, это вообще просто если сказать, что это, допустим, такой-то план специально, чтобы дестабилизировать и угробить общество, понимаешь, это уже как теория заговора. Я не вижу здесь логики, зачем это надо, допустим, этим людям, которые вроде бы относятся к этому народу и являются гражданами этой страны. Да. Ну, просто насчет, я не знаю, может, персонально для каждого человека, как он видит ну, наказание за насилие, и они как бы золотую середину выбрали, поэтому это шокирует. В своем понимании это может быть, надо было грубее, да, ну, жестче наказать человека за то или иное преступление. Я понимаю, о чем ты говоришь, что образно, как в России, да, если возьмешь, просто пойдешь, преследуешь человека, тебе 6 лет дают. Если ты ему чуть-чуть прикладом по голове настучал, то уже 9 лет дают, короче, ну, как насильственное добавляют. Типа такого ты имеешь в виду? Ну, Я, тут, понимаешь, тут даже хуже, чем, например, я-то знаком вообще со всеми странами СНГ, как там все проходит. Но там это более адекватно. Там все намного более адекватно. Я имею в виду не в плане того, что там уже жуткие вещи творятся. Жуткая коррупция там и прочее. Но в плане того, что
даже если полицейский совершает изнасилование или еще что-то, чаще всего это наказуемо бывает, если у него нет какой-то супер крыши в госбезопасности. Но, как правило, даже и крыша госбезопасности может не помочь. То есть, да, человека сажают, и там будет ему не сладко. Вот. Грубо говоря, да, ты прав, что я имею в виду, но даже тут трудно вот соизмерить неадекватность. Да. Знаешь, еще я о чем думал насчет проблемы иммиграции. А вообще вот ну, измеримость адекватности, как бы это разные понятия. И что я хотел сказать, и вот, допустим, то, что там, в глубокой Африке, да, какой-нибудь, то, что для них это нормально, да, или там в мусульманских странах, что нормально, вот, допустим, они в Европу приезжают, еще нормально как бы не интегрировались и даже не пытаются этого делать. И вот они, вот то, что у них нормально, они пытаются творить вот здесь вот уже в той стране, где это ненормально. Это знаешь, на что похоже? Вон есть, допустим, примеры у нас, да? Я вот все равно склонен к тому, то, что мы, люди, мы как бы больно от животных не отличаемся. Ну, ты понимаешь, да, в плане инстинктов мы от них совершенно как бы не отличаемся. И к чему я это вел все, блин, мысль вылетает уже. Они, короче, помнишь, когда европейцы основывали там всю землю, там земли разные, то ли испанцы, не помню, то ли португальцы, на какой-то остров завезли свиней, которые там не должны быть вообще, короче. И эти свиньи взяли, они там уничтожили практически всю эту фауну, там такие виды птиц каких-то померли, там, не знаю, животные какие-то померли. Я вот тоже ссылаюсь, знаешь, к этой теории, то, что вот, допустим, африканцы должны находиться в Африке, да, вот, арабчата должны находиться на своей арабейской территории, хай со своим вот этим адатом живут там, да, со своим хукман арабия, блин. Европейцы должны жить образом своей Европе. Вот. Ну, короче, к этому это и сходится, то, что где я родился, там и пригодился. И законы, и ментальность, и понимание, что для тебя как бы нормальным в том или ином, или в той или иной категории людей, или в том или ином регионе, это будет приемлемо. А из-за того, что они вот так берут сейчас, из Ишака пытаются лошадь сделать, привезя этих иммигрантов сюда, потом типа интегрируя их, это вообще не работает, как по мне. И поэтому у нас вот такие вот шокирующие, короче, а мы вот удивляемся, да, я думаю, почему это так, почему это так. Да, это Не чисто по знаю, ну приколу. ты, наверное, понимаешь, да, о чем я Я говорил, да. понял, знаешь, это Я немного расист в этом плане, короче. Насчет И того, почему арабов они усиляют там, свои арабские страны, я вот считаю, что не дело там ни в деньгах, ни в чем, а в плане того, как отреагирует мир на это и как отреагируют вот остальные арабские, вот мусульманские страны на этот поступок. Скорее всего, они боятся, что вот если они так поступят, эм, то, ну, вот эти ваххабистские, вот эти организации, вот эти теракты, все это случится, что, ну, они, короче, думаю, боятся терактов и врагов в лице этих террористических организаций. Скорее всего, дело в этом, а не в деньгах. у вас, кстати, есть вот большое заблуждение. Вот, не, то, что ты говоришь, это имеет место быть. Но есть одно заблуждение по этому поводу. Если вы в интернете есть, например, даже интервью одного арабского шейха, который говорит то, что вы в Европе приняли весь мусор, а теперь, а мы вас предупреждали, типа, что этот мусор примите, типа, и вам будет, они будут вам устраивать то же самое, что у нас устраивали. Но он там, тот человек, который это говорит, он именно относится там к Кувейту, либо Оману, либо к другим странам.
Но есть, например, такие страны, как Марокко, Алжир и прочие страны, с ними это так не работает. То есть, я чему я, что я хотел именно сказать, то, что тут это теория, ну, то, что ты говоришь, что они там боятся терактов, эти теракты происходят у них каждый день. Но смотри, что мы называем терактом, это тоже очень интересно. Сейчас многие криминологи, они, например, тоже задаются этим вопросом. То, что мы называем именно терактом, то, что, допустим, там по религиозным убеждениям он там, крича вот эти два слова на арабском, кого-то убил. Но мы не говорим о тех убийствах, которые происходят, например, из-за косого взгляда. Вот ты косо посмотрел на него, на араба какого-нибудь, или там на африканца, или на пакистанца, или на афганца. Он взял нож и зарезал тебя. Таких случаев тысячи. И не говорите мне, что этого нету, потому что это смешно. Их десятки тысяч происходит в год убийств, Подожди, которые... ты ссылаешься на одного араба и вот опровергаешь на всех. Также можно и ссылаться на одного еще араба, который вот говорил, что вот мы, муслимы, езжаем вот в европейские страны, и вот специально там наши жены рожают много детей, мы специально распространяемся у вас, чтобы захватывать. Это у нас такой вот, как это сказать, короче, Том Бубарцу, Шашлилош, Бегов, и Тома в плане вещь, держи, по чуть-чуть захватывать Терхам. Также мы можем на эти слова тоже ссылаться, если ты ссылаешься на одного араба. Смотри, да, ты прав, то, что это не репрезентативно ссылаться на одного человека, но смотри, в одном государстве есть есть элита и есть антиэлита. Грубо говоря, вот элите ей невыгодно подобные. Элиты тоже разные бывают. Муаммар Каддафи, он, например, тоже терроризмом занимался. Владимир Путин, например, тоже там занимается. Запикай. решил. No, sucuktivu. Жиктиво. Sen cuktivu. متى بعرف يا يوريت Ne, hens jeder, hens radio ist richtig schön sein, Aschus oder. Listoš, Ašu. No, zabordi, ja sam noću interval. A hena ušlo, Laskija ušlo, Evropija ušlo. Пока что حخزر да, أضمن أبو шо мясо. Хотя я недолго слушаю, 1,5 часа, пока أضمن أول. Видишь, там целаться. Сам, наверное, ответят. Привет, слышишь? Вопрос тебе он задал. У меня что-то проблема в одно время постоянно именно проблемы с интернетом, поэтому сон дикция хазар. Короче, вот то, что ты сказал именно по поводу Арбой, я думаю, то, что здесь как бы ты и прав, с одной стороны, с другой стороны, как бы я с этим и не согласен, но твоя доля истины тоже тут есть, то, что есть вот эта антиэлита, грубо говоря, религиозная, которая вот это все поддерживает. Но я не думаю, что это именно из-за терактов, что они этого боятся. То есть у них и так теракты происходят, там, например, в Европе. Но ты согласись, вот теракты, связанные с вот каким-то обычным муслимом, которого там Аллаху Акбар сказал и там убил кафира, это одно, а когда вот целые террористические организации против уже страны, это же совсем другое небо и земля, можно сказать. Это очень большая опасность. Они же воспримут это не высылкой арабов, а высылкой именно мусульман. Понимаешь? И плюс, хоть в Америке, хоть в Германии тоже, вот, хоть немцы тоже есть мусульмане, также и американцы мусульмане. Что ты им скажешь поделать? Тоже высылку организуешь.
Смотри, помнишь, когда Раста убили, не Раста, Раста убили там какого-то, они Нохчи какого-то зарезали, но там был именно Нохчи, который, как кадыровец, в кавычках говоря, вот это слово произнесем, он зарезал какого-то Нохчи в какой-то европейской стране. Короче, я следил за тем, как они ловили того, кто зарезал. Грубо говоря, это было вообще неадекватно, то, что они делали, как они ловили его. В итоге он убежал в Россию, когда он убил какого-то нохчи-блогера, какого-то, я не знаю, не помню уже кого. Короче говоря, нужно именно, чтобы судить по системе, нужно судить по ее реакции на что-либо. То есть то, как они среагировали на убийство этого чеченца и как они ловили другого убийцу, так это не делается. Это вообще это детский сад был, то, что они делали. Поэтому я не думаю, что именно они даже боятся там какого... Не знаю, короче, я не думаю, что они там боятся именно терактов. Лично сами они персонально не могут ничего бояться, потому что власть имущие защищены. Перед народом они не отвечают. Потому что одни и те же партии, если ты посмотришь, они выигрывают все выборы в Европе с 65-го года во всех практически европейских странах. Одна и та же партия все время властвует, просто меняет название. И редко-редко приходит какая-то другая партия, но, как правило, эта партия делает ровно то же самое, что делала эта же партия, которая управляет этой страной там, с 70-х годов. Ну, вот, к примеру, что народ за народ они не отвечают, но все, ну это что же неправильно, они же как-никак платят налоги, они вот если почувствуют, что их власть их не защищает, что этой власти наплевать на них, они же такой бунт устроят, но это же тоже неправильно. Если сейчас пример, например, да, может, это не хороший пример. Вот помнишь, в Англии убил какой-то, я не помню национальность, зарезал прохожих и убил еще депутата парламента. В Англии это было. Сильно ты... И это был один случай, а другие годы взрывали автобусы несколько раз. Было много нападений с ножом. Много ты видел людей, которые вышли против правительства после вот этих терактов? Я тебе хочу сказать то, что пропаганда в этих странах, она работает так же, как и в той же Российской Федерации. То есть, Там, где есть свобода слова, я вот знаю, что там люди восстанут, там будет вот это восстание народа, где вот попытаются свернуть верхушку. В этом я не сомневаюсь. В той же Америке, к примеру. Там не один народ, там их разные народы, разные сорта, разные расы с разным характером, которые будут друг друга впитывать эту агрессию против власти и в итоге восстанут. Это тебе не чеченцы, не русские, которые вот начнут и сразу заднюю дадут. Теперь уже из-за течевого газа. Те же темнокожие вот, впереди будут. Даже если вот самая большая опасность будут, они вообще молодцы в этом плане. Они уже натерпелись вот этого всего позора. ну, Америка, видишь, там, это не очень хороший пример, потому что в Америке люди, там есть вторая или первая статья о праве на оружие. То есть там население вооруженное. Если помнишь, ковид когда был, помнишь, как людей избивали, например, в Австралии? Там вообще людей просто долбили, просто вот эти демонстрантов били, избивали, калечили. С ними вообще не считались.
То есть резко все права на свободу, они исчезли. А, например, в Америке, во Флориде, например, я знаю, там ничего подобного не было. Ну, ты Насилие. согласись, если сзади вот эти муслимы, которые вот массово будут резать, теракты совершать, ну, что они еще поделают? Они задние в этом случае уже не кинут. Ты сравниваешь вот такие вот масштабные, огромные ситуации, когда вот люди, семьянины, у которых дома дети, которых нужно защищать, но при этом их власть разрешает вот этим террористам все это делать, конечно, они будут даже свои жизни отдавать, лишь бы свою семью, свой народ защитить. Собрдач, давайте сейчас, пока темы не ушли, насчет Фриман говорил же, они боятся, может быть, их депортировать, да, или вообще не принимать их, или депортировать их. То, что якобы терроризма боятся, все дела. Может быть, я вот подумал сейчас, может быть, они просто общественного мнения боятся, общественного осуждения, Ну как бы, да, потому что, допустим, это я потому что образно изначально то, говорил. что для тебя проблема, может быть, для соседней страны не проблема, но юридический договор о соблюдении прав человека подписывали оба. И как бы, понимаешь, да, о чем я говорю? Может быть, это должно быть какой-то массовый характер иметь. Вот получается, если бы я бы, допустим, не знаю, был бы в руководстве Франции, и вот я хотел бы решить такую проблему, я же понимаю, потому что здесь уже фактически из пяти, допустим, возьмем даже ту же Францию, из 5 французов один это уже иммигрант, а второй француз, это уже он имеет иммигрантские корни, как бы, да, и вот если бы я хотел бы долбануть эту систему, мне надо было бы тогда в соседних странах тоже разжечь этот конфликт, чтобы это несло какой-то массовый характер, да. Потому что как бы мы сейчас не говорили об идеях, да, там, какого-то заговора, там, вот эти вот, если идеи будем рассматривать, то то, что типа люди ничего не решают, все элита решает, правительство решает. Если мы с такой стороны смотрим на это все, ну тогда вопрос в другом, тогда почему они так печатся об общественном мнении? И вот, Вы к понимаете, примеру, да, они сначала обрабатывают, они сначала обрабатывают население, как бы, да, они сначала людей обрабатывают, они сначала сразу фронты раскидывают, так, ты, значит, с этой стороны будете, вы с этой стороны будете, вот. Две стороны медали показывают, как бы пропаганду навязывают, подменяют это общественное мнение под то, которое им нужно. И потом, а зачем тогда это, если образно народ ничего не решает? Зачем столько энергии, зачем столько сил тратить? Что веришь? Ираклий, я вот хороший пример приведу. Вот знаешь, что случится, если вот выселять их будут? А, Ты же видишь картину в Палестине, ты же видишь, как они вот подставные видео делают, всю эту грязь там. Вот людям внушить, как им плохо, что люди умирают, что все страны мира обратили на это внимание и были против евреев, к примеру. Вот те же наш народ, наши чеченцы, они вот как безумные вот смотрят на эти видео, вот плачут, думают реально, что там вот дети, которых они усыпили, вот нагремили, наши люди реально думают, что вот эти манекены, голову, все это дети, люди умирают, то все, вот эти пацаны, там люди. Да, я не отрицаю, что там люди умирают, я это не отрицаю. Вот, ну, вот многие же видео вот эти подставные. И вот смотря на эти видео, вот смотря на это горе, а, уже ассоциация у людей бывает, что вот евреи воюют против не обычного народа, а против, можно сказать, ислам, против мусульман, можно сказать. И вот весь мир, как и наши люди, наши чеченцы, они за Палестину из-за того, что вот увидели эти видео. Но они же давно уже, можно сказать, воюют между собой.
И в то время, когда особо не было вот этого интернета, вот этих искусственного интеллекта, всего, ты же понимаешь, нашему народу до них было до лампочек. Мы их даже особо не знали. Там редко кто знал, кто изучает ислам. И вот люди особо их не знали. Вот из-за этих видео, как они манипуляции устраивают, это всего. Вот я уверен, если их будут усилять, они вот такие видео будут создавать, там, будто бы их избивают, подставные будут между собой снимать. Вот, к примеру, до них еще не дошли, к примеру, до их выселка района, к примеру, и они заранее будут снимать видео подставные, как их бьют, избивают, кровь, все. Ну, короче, вот разные манипуляции, там, все эти же разные сорта арабов, можно сказать. Вот как и палестинцы, они же умеют это делать вот специально, чтобы весь мир был за них. Они, скорее всего, боятся вот этого всего, там, можно сказать, грязного, что они устроят и что повлечет это за собой. Те же наши люди будут против, к примеру, Америки или Германии, если они выселят людей. Вот те же вот чеченцы, которые убежали, к примеру, в Германию, вот им придется обратно на родину или куда-то уехать, там, вовлекут опасность их. Плюс вот, можно сказать, весь мусульманский народ, тот же наш, ингуш, Дагестан, все там из России мусульманские люди, будут все против Америки, бойкоты, вот не пользуйтесь этим, то все, короче, ну, можно сказать, огромный, масштабная вот информационная война будет. И поэтому, я думаю, поэтому они и терпят это все и не делают. Там не дело не в деньгах, дело не то, что у них нет времени, а дело в информационной войне. Как ты вот подметил, чтобы вот такое совершить, нужно не одному это сделать, а вот договориться с соседними странами, Германия, Франция, вот, Англия, Америка, вот эти разные страны, вот они должны масштабно это все массово сделать, чтобы не было критики в одну сторону и чтобы не вовлечь еще больше проблем в одну страну со стороны террористических вот этих организаций. Рима, эш высу. Хорошо. Свои крыла, милую, свои куй, милую, никого. Да, приватный, своиш kuba sāsum. Приватный, motivācija, своиш Богу царь. Софьетеру, бастет. Бог. Ногчу, Софьетеру, ногчу была, уже гости силма, да? Вистала Аллах Бог, паник. Этот Швейк, короче говоря, солдат Швейк из рассказов «Похождение бравого солдата Швейка». Ну, это одна из моих любимых книг. Авиадо, софт. Чего? Браво, солдат, уховый. Ну, он одновременно был идиотом, слабоумным, если ты, если ты читал. Не, это читать не надо, ну, я так мимолетно ознакомлен. Hadon öyle uyuyor, bir çuvalı dört, nok çuvalı, çuvalı, nok çuvalı, panel deş mi oluyor onu çok.
Просто var استفيدتم بحشوين في الموضوع ده والله هاي حاجة دي هذه تشتا قوس هندوش يقول نورا ليش ولا وين ويش ولي عاودين Сунем целым надо вещь. То есть мосты 1,5 часа назад тестицание, ну, космический, и я вещь. У меня же космос, мне тоже интересно. У меня друг был с детства, ну, он сейчас еще Шуй. У него дядя Дэва Шварцис, он чуть-чуть, короче, у него проблемы с головой были. Ну, психические отклонения отсюда. Он сам по образованию математик был, сильнейший математик, был жесткий, в школе работал. Примеры, которые мы там по 15-20 минут решали, разбирали, он там буквально нам за 30 секунд, короче, выдавал решение и показывал, как это делать. И вот у него, кстати, тоже остались, он работал над какими-то трудами своими, тоже насчет космической, там, даже он алфавит какой-то космический придумал, короче, цифровой. У него есть это все. Но он умер уже, и нам оставил, и Дэйва Шварцис. Но его труды остались. А вот все равно вот хочу... Вот я подумал, когда домой поеду, если что, я на вас скажу, давайте скажу, отцифруем это. Через искусственный интеллект пропустим, хотя бы. Может быть, там... И все равно это же какая-то теория человека. Потому что, возможно, когда был вопрос, возможно ли жизнь на Марсе, Саналас Дэйва Шуэ, он до еще того, как это явно огласили, то, что возможно, она там возможно быть, короче, там, он уже это знал. Кому она важна? Кому она важна? Жизнь на Марсе? Да. Я не знаю, я бы туда сводил бы, наверное. İşte onu şurum bu. Да, свобода Я из момент шилом хуром, но тем не менее, это как бы мы с тобой не выкручивались, короче, туда долететь, туда с тобой энергии не хватит, я так думаю. Харвей, чуен, хаш вас? Кстати, да, действительно. Щит, а название его смогу, собрал солдат. Короче... Войну победили вообще. Как он Человек просто хочет узнать, как ты появился вообще. Да, просто интересно, как он тут очутился. Как ты нашел эту группу? Или это, если есть вариант. Если можно. Ну, это же несложно найти эту группу. Арма же закидывает себе на канал. Арма многие знают через... Прямо Хайгер и импровизирует модель. И туда все как-то вдохнул, брат. Не, просто... Да. Загадки шош. Разгадывать. Да, загадки. Сенгервейну, мукачо. Браво, солдат. Меня отправил Джамбетов Хусейн. Не джамбокс случайно? Да, хотел сказать, Сабада, хайдагайся, просто разбандаться реша. Нормально, модель. Вон ее. Ну что, доглаш. Модель, Да, это я просто... Ну, ищу просто геймерсон ролик особо.
секрет, да? Никакого секрета. Просто ролики смотрел, так слушал. В принципе, как бы то, что там Пармат рассказывает, как бы это я уже, так, не знаю, лет 6-7 назад для себя это уже понял, все это. И во мне Sabadi, как бы... совсем, Sabadi, совсем нового что-то, ну, Ага, за что? с нуля цовар вообще-то, а вообще ржавчине его. Ну, в этой в Радио. нашей компании ты новый был, Андрюха. Не, я, Да, а я вообще, слушал, нет, я просто слушал молча. сколько слушал? Год где-то примерно. Ничего себе, терпение у вас что Да, нормально. равно. Ты видел этот мем, когда индус какой-то курит и смотрит на поле, где играют в футбол? Sabadi, футбол, конечно, молодец, вот вчера. Вообще футбол, да, я ешь вот тут дальше. Уже пошел, почему? Не, Вчера был на футбол, ешь, аж уехал, что? я чисто слушал, чтобы как человек, скажем, своей учебой и профессией, я просто слушал и пытался понять, спроектировать будущее, что ждет народ. Потому что определенный есть срез, слой народа. Например, антитеррора здесь, ТДП и те, кто сюда приходит. То есть если ты слушаешь, как-то слышишь, что люди говорят, ты должен понимать, что ждет народ. То есть меня просто это интересует, будущее народа. И все. О, хорошо тогда, давай хороший анализ, даст, предложения, пожелания. Да, кстати, приват, ты изучал наш народ? Чукча не писатель, Чукча читатель. Понял? Да. Окей. Sabadi, юла, Чукча, говорю, не писатель, Чукча, он читатель. Не, я как-то слышал то, что Тесла, я кто для просто... него пишет? Кто для него пишет? Не, вы пишете, вот, вы пишете. В смысле Тесла как-то... мы пишем? Не, Тесла, Sabadi, он... кто выбирает для него читать, что ему читать лучше? Ладно, мы пишем, кто для него самый дает читать. О. Кто ему предоставляет информацию, Чукча? Да. Мы-то пишем, хорошо, ладно. Спасибо. Я как человек просто, скажем, как бы, чтоб как это, это слово уже, оно не в правильной теме рассматривать. Человек своей ориентации, я смотрю именно на то, что как бы вы говорите, что вы обсуждаете. Соответственно, по этим вещам можно понять, в какой ситуации находится народ, какие его стремления и какое его будущее. Естественно, я, будучи Так, не хорошо, таким... что интересно, анализ, я считаю, молодые, да, суна, эти анализы, маха, суман анализы, штвахаин. هو هيلاقي مع ليو شوها ويتعنيس بواحد ليو شوها يا ليو كان الشبق ودوغلش ليو شويتيا. Конечно, до ГОСа, естественно, это же я не по заданию какой-то службы здесь. Чисто тут, знаешь, здесь есть шкурный интерес.
вот элементарно шкурный интерес. Например, вот ты живешь где-нибудь в Европе, откладываешь деньги и хочешь построить себе дом дома. Как человек, Где дома? который будет, захочет Где дома? тратить, ну, noch чумака. Ничего. Ночью чуари. А, Harma Ночью. Timur حيزمة فيه маршвогы. Дерешь, حيزمة فيه. حيزمة شوات В просто наших звук рядах нету. пополнения маршвогы. Да, да. маршвогы. Очень умный, кстати, Волзы. парень. Я его сегодня слушаю весь вечер. Молодец. Да, очень интересно. Тоже. Да, объях мобила, лошадь. Принтервала. Маршал, дома Сага, тут пропускается главное, какие выводы у нашего гостя, приват Швейка. Мой вывод, что, надеюсь, не печальный. Вот. Игин قراءة بالبس قراءة. Сильно, что договор открыл для Бариса. Выводы такие, короче, не хотелось бы видеть наш народ в исторических некрологах. Рядом с мамонтами Бога, на одной странице Да, с конечно. мамонтами, динозаврами. Вот. Есть вот. такая песня, ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Да. А ты, в общем, согласен, то, что когда берлак рано мешает? У нас Швейк. это, Да, конечно, Хазино, главная мой проблема. вопрос. Да, Хазарсон, Да. это, конечно, у нас главная проблема. И нам еще, знаешь, географически не повезло, к сожалению. Наоборот, нам очень повезло, просто соседи не те. Да, я это хотел сказать. Просто ты правильно сказала сейчас. Нет, нам геологически очень повезло просто. У нас руки в наручниках, чтобы ижмассо сецо и дуваих дагнар. Но ничего, все оковы, всем оковам приходит конец. Да, Алмуква. Шульметик хырмадят. Гусульдин халядат, оши карташнир доғыч көрмадешін. Ой, я уже искала, кого заблокировать. Ирагы. Так, проблема, что бачки Швейк, тебя отмывало. Я по этой теме, знаешь, могу рассказать. Недавно был случай. Короче, разговариваю с одним наркотом, который там кое-что сделал, и я ему говорю, так, в разговор зашел, я говорю, зачем тебе женщина, вот, ну, ты там общаешься с женщиной, и я говорю, зачем тебе женщина, то есть там, он говорит, типа, я говорю, ты же наркоман, типа, ты наркоман, там, туда-сюда, он говорит, зато когда ребенок родится, он автоматически будет мусульманином. Представь, какой ответ он зарядил ответ. В квадрате. Да. Ашхаду анна и так далее. Маршал Душку Масарга. Ирагы. Маршал. Капец у тебя пародировать получается. Прям мощно. Сом сетелер, кто сюда прорвался без ведома? Я тоже подумал, какой-то другой человек. А слушай, меня дука изучать, блин, вот. Чтобы вот так вот их пародировать, тебе надо вот чуть-чуть челюсть вот так вперед отдать, да, и как будто у тебя картошка во рту. Но это один персонаж там. Горячая картошка. Субханаллах.
Короче, Димош, ты только изучать бы надо, слушай. У тебя очень хорошо получается, я тебе скажу. Сами понимаете. Тебя можно как этого Штирлица засылать, Ирана. Не, я когда маленький был, реально, с Балбакса джимолшая нога, у меня никогда не было вот такого вот ведером, вот это вот гортанного, да, акцента, ну, вы понимаете, да, короче, гурдабайского акцента у меня не было никогда, и уже настолько вокруг еще и нормальных людей нету, как бы. Ну, было время, когда вот я попал в один момент, года 3 мне пришлось там пожить, юрта. И гунала, короче, да, с кем бы можно было поговорить, и я уже себя считал уже, рта выйти, может, это со мной что-то не так, может, я вот так, как они, должен разговаривать. Но я не мог себя это выдать, да? Я садалорх сегодня не слово. И вот я вот как бы наблюдал за ними, да, смотрел, изучал. Как вот бывает, как этот самый Тесла говорит, вот методом 13-го воина. Вот так вот я этот 13-й воин там был. Так смотрел и наблюдал за ними. Ievēroji, čuvienu, privātu mīlu, džeiku mīlu, sveiku, tām šīm vajadzām. Умер, бесплатно, Ист ins Адвичо, тех ецу и на вас, и вы название сянгарялицам. Интересно, да, сам Приват, Слышь, швейки. Швейк, короче, солдат, солдат это. Короче, это чешский писатель. Написал эту книгу. Ярослав Гашек, Дюценце. Жил он в Праге. Эта книга, она про солдата слабоумного, но с одной стороны умного. Короче, умный дурак. Это типа прототип идиота, что ли, этого? Не, это не прототип идиота. Ну, Это, короче, да, он умный был, да, но умел как бы валировать человеческими душами, точнее их, по факту, идиот, крутой написанный роман по факту. Там именно, знаешь, вот я вот люблю, как он... Вообще, он куда где обязательно, просто интересно, да, хочу об этом, нашло, что. да, вызов. Да просто я поставил. Почему-то. Потому что нравится книга. Книга или сам персонаж? Не, сам персонаж, он гениальный. И сама книга, она очень интересная. Там как бы и трагедия, Первая мировая война. И вот этот солдат, который как бы не унывает, но попадает в сложные ситуации. Такие очевидности, ты понимаешь, прям попадает прям в лунку. Как-то так сразу не должно быть. С моей стороны, я тебе скажу, Швейк, то, что вот я сторонник того, то, что вот как человек образно свой никнейм поставил, да, вот это хоть как-то охарактеризует его личность, как бы, понимаешь, о чем я тебе говорю? Вот, и обычно здесь вот люди, мы часто не меняем никнеймы, вот как мы презентовали себя впервые, мы оставляем обычно этот никнейм, понимаешь? И как бы уже у аудитории, которые здесь находятся, у них какой-то психологический портрет уже образовывается под этим ником. Единственный, кто у нас меняет никнеймы, это многоликий, многогранный, многоцелевой, короче, посланник добра и нравственности Саляф. Да, всемогущий, да. Это Саляф у нас. Ну, у человека такой репертуар, это его фактически
Это его работа такая, да, в этом обществе нашем. Ира, Я ну просто... понимаешь, заявка такая серьезная, так скажем, с каким-то, понимаешь, и просто интересно было, зачем вот такая заявка. Может просто зайти там, с точкой. Вот я тебе объясню, Швейк, почему я Ерага себе поставил. Очевидные факты, да, мы вот сколько вот все в Чечне жили, вот когда мы слышали там человека по имени Ерага, да, мы всегда вот так вот, понимаешь, ну вот наподобие, короче. Я, наверное, сейчас всех разбудил в чате. Это самое, ну, примерно вот такая ассоциация у нас. Забуде, bu zabıde yarar, yarar, забуде, biz de adı. По-братски, в шоке, хожу. В общем, И мастер, понимаешь, забуде, что никнейм, она сразу, и что интересно, никнейм, ну, переводили, где-то, и что переводишь, вообще, sen görüyorlar diye anlamazlar. Düşünüyorsun, işte объяснить то куда говорю, что никнейм Леню Пивен, что заявить дешь, вистуладеш в Италии. Не баш, хамовини, я джинсак. Вистула года скундал, что. не, в действительности, он был там Işte интересно, да, вы мудуешь, так ты пиздешь, да ты хилешь, мудуешь. İşte هيقل самота эрш إذا حالة فيديو سبب بقضي وشوشة وش تسوي بارتو يرى هما يدرسوا це ви обично там отцогат. Ну вот, привет, привет, говорит уже. Привет, Швейк. Ира, английскому, а ты к Махамту названишь, ага. Приват Швейк, английским сунца. Привет, Швейк, марш вора, брат. Валдо. Да, вижу. Я зовут. Ты шуя уже. Да, вижу, один раз. Точно. Nasıl kış? Ha, dik düz maaş var, dik düz. Kış var işte, da. Nasıl kıyma da скуда, что вы не прямо уё. Прямо дывишь, я здесь Саш, мы дывишь. Вы забыли киш руку, что ведь цветян, ведь гаму, юлши, хамилу, кукши, ведь это, حقيقة شما دست. Просто حسن تيت ناقش بطل ليش شنو تعمل برك شنو ليشنا. Команда. Главное то, что появился такой человек, как антитеррор, который, ну, неважно, как мы к нему можем относиться, важно то, что он делает хорошую работу, что он показал, что есть люди в нашем обществе, которые думают по-другому на будущее нашего народа и видят его именно в национальном, а не в религиозном аспекте наше будущее. Я думаю, вот это самое важное. Что он заявил, что есть такая, знаешь, как Ленин говорил, такая партия будет. Он сказал, есть такая партия. Ну, про себя говоря. Вот антитеррор сказал, что есть такая партия. Да, тут он нашел единомышленников. Он просто сказал,
А мы тут. Значит, кто-то в свое время иногда не мог сказать, что есть Я такое. думаю, то, что, знаешь, сама эпоха, само время, сам народ, он родил антитеррор, скажем, да, потому что он часть народа. То есть само время, оно потребовало такого человека. Кстати, да, я тоже об Да-да-да, этом думал, я согласен с тобой полностью. потому В что этом уже, как бы, плане, знаешь, наигрались будулакством, да, и давайте, хватит, короче, время нам такое говорит, ну хватит уже. Я знаешь еще что думал, я сейчас я просто вам сейчас образно пищу, может быть, кину еще для обсуждения, да. Проблема в том, то, что, Швейк, у нас Нохчи на данное поколение, я ж почему тебя спросил, ты изучал наш народ или нет? А, Одна категория, которая себя более-менее просвещенной считает, они думают то, что цивилизация зародилась с приходом ислама. Другая вот наша категория, более такие дегенераты, да, они думают вообще то, что чеченцы появились, когда появился ислам на Кавказе. И ты понимаешь, какой парадокс, да, получается во всей этой каше? Это обезличивание нашего народа, просто его Да. обезличивание. И в-третьих, знаешь, еще то, что образно никаких исторических таких нам не оставили, все уничтожили, наше историческое наследие, из-за этого мы как бы в такой вот, знаешь, чужеземной пропасти находимся. Потому что это мое личное мнение, я считаю вообще то, что вот эти шариаты, вот такие вот государственные как бы образования, да, это только для империи. Но чтобы построить национальное государство, нужно именно поднять как бы умеренный национализм у людей. Ну, для таких национально убежденных, ну, понимаешь, да, о чем я тебе говорю. Одноименное название, которое носит эта нация. Вот это и должна быть страна. Допустим, если будет огромная страна шариатская, как она будет называться? Я вот Будулаки? смотри, Айраги, смотри. Пиза. Закай, выстрел так. Брат, я Собради поняла. Закаев, Хайра, интересно, да, Хадица. Я Ну вот, поняла. знаешь, я Закаева слушал, ну, как бы я к нему относился раньше, как бы более или менее уважительно, но мне не нравилась вот эта религиозная риторика, вот это, когда каждый ролик он вначале вот эту абракадабру говорил, вот эти разные религиозные, вот это мне не нравилось. Но так, в принципе, как он себя подавал, он все-таки актер, он умел вот это себя привлечь, как бы, ну, я думаю, что он нравился людям, которые более или менее умеренные были в плане религии. Но когда ты говоришь, например, вот, возвращаясь, ну, вот к Закаеву я сейчас вернусь, когда вот эту конфедерацию народов Кавказа и типа на религиозной системе, тогда сразу стоит вопрос, кто более обучен религии? Конечно, Дагестан. Значит, и они будут рулить в этой империи, грубо говоря, конфедерация народов. Да? Но эта религия не катит там вообще никак. То есть это мы будем ходить по кругу. Вообще, ты считаешь насчет его личности, а, он большую часть игру ведет или у него какое-то политическое сознание в одном каком-то векторе направления, да? Будь то демократия, шариат или еще что-то. Или он Я думаю, варьирует, или играет. знаешь, я думаю то, что, возможно, он просто видит, что в нашем обществе есть вот эта молодежь, вот эта дебильная молодежь, которая погружена вот в этот в религии, живет религией, говорит только о религии, вся жизнь у них религия. И, грубо говоря, он, наверное, он пытался как-то заигрывать с этим. Но вот эти заигрывания,
они опасны. Что мне нравится, то, что сделал Парма, он просто это взял, знаешь, как Александр Македонский разрубил Гордиев узел, который никто не мог распутать. Он его просто взял меч и разрубил. То есть он сразу как бы э, обозначил. Понимаешь, это тоже вот возвращаясь к Ленину, фразу я точно не помню, как по-русски это звучит, но он сказал то, что время объединяться и время как бы разъединяться, грубо говоря. И вот в плане того, что Tabii bir делает hotel bir şey var. Sen kavur. Меча, Minimum hotel bir şey var. Sen kavur. Mustafa hazır. Последние 2 года где ты Последние был, 2 говорит. года. Дома был. Ладно, вяжись. Давид, Швейк, слышишь, мы обязательно обсудим это. Да, я не Наконец-то знаю тебе, более... что ответить. Да, Суны Войс Швац, Дамулуlan. Ираги, Суны как бы Войс Швац, я не знаю его лично. Я не Ну, могу Алей, судить. ну все равно ты наблюдал за ним. Ты наблюдал за его психопортретом, за его повадками, за его манерами, подачей разговоров. Он будешь молодой, не лукавь. Yenare. Шарвешта доля. Хамул, брат. Бесполый. Вообще. Коллегу Балфира, он засуицидился, умер. Иргал. Инскан Лерин, он ануксу, чтобы Инскан и давал тебя хилдуй. Завтра. Сунда чувагна саджим набца, да, чуть не поспать надо, иначе завтра я вообще не смогу стоять на ногах. Ладно, вежи, Суар Волчур, Швейк, обязательно поговорим еще как-нибудь с тобой насчет этого. Понаблюдай за ним, а. Я хотел бы, чтобы ты чуть-чуть там посмотри на интервью, на его риторику именно. Может, у меня такое ощущение, то, что он есть моменты, где он лукавит много, да. Он думает то, что он сможет играть, но он сам в Да, яму я кидает такого же общество, мнения. понимаешь? Я такого же мнения, то, что ты сейчас сказал. Заигрывать пытается. Да, он заигрывает, очень сильно заигрывает. Он типа как бы стороны хочет применить, да, там и радикалистов, и более ну, те, кто демократического общества придерживается. Он их как бы вот варьирует между ними, но он сам не понимает то, что он хуже этим делает, не говоря правду в лицо, короче. Ладно, потом поговорим. Да, без Давайте. договора. Aynen. Marş. Сделали. Вот у нашего народа почему-то нет желания именно учиться и понимать что-то новое, развиваться. Соответственно, вот этот... Откуда такое отсутствие желания? А вот у твоего поколения оно было. У другого, вот уже которое поколение чуть новее твоего, у них, у них, у нас уже его нету. А почему он пропал? В чем отсутствие стимула? Кто вам выключил? Как это было? Ну, нам чисто понять, как бы это исправить. Может, из-за того, что не у всех были полные семьи. Наверное, потому что это послевоенное и послевоенное время, и многие семьи рушились. Мне кажется, вот надо проблему искать именно в семьях. Именно в этом виноваты именно наши родители, то, что может мать одна воспитывала, может чаще всего, кстати, мать воспитывает без отца. Такое тоже может быть. Везде по-разному. Надо именно брать процентное соотношение, но у нас нету, видишь, цифр. Это мы можем только гадать, а цифр у нас нету. Ну, и бело кигде мунду. Амела жима уй. Номер карты прислать тебе? Номер карты.
Это личный вопрос. Давай молчи. Лично он собрался, что просто тяжкий речь. Ой, такой дышит, такие хумштаться, чудо да хаста, дизел тахли, тахли, куда цикер чада, геоды, цики, ряд. За общего мела, за грамотных и персоналистов обмела, что их ували, что он тащил лично мела амбицию. Смотри, вот у тебя отец был, отец, У меня есть. Адахали? Ну ты Да, да. да, Это вот, хорошо. Да, Маршал Дорсон. Смотри, вот если ты, не знаю, если отец у тебя, ну вот, воспитывал отец, он наверняка тебе говорил, там, учиться, читать туда-сюда, вот эти движения. А я, например, многих нохчи, которых знал, у которых, которые погибли уже, которые погибли насильственным путем, которые были примерно моего возраста, мы учились в одних университетах, в одних школах и воспитывались в одних дворах. Вот многие из них уже погибли. У многих из них, например, не было отцов. Просто это я такое замечание еще в те времена я заметил это. У многих никакого кругозора в жизни не было. Многие не любили читать. Многие не путешествовали. Они не видели другой мир. То есть, видишь, тут целое, как сказать, целые пласты проблем. После проблем. Хапу проблем, речане, вообще проблем, я твой. У тебя какой пласт проблемы? Ногчи у проблемы. Хай умно долго. Сектор اللون يغودو يدكتو اشتقاء تصدقوا في سنغ اللون قلة دو عماتي قادو حبيجيبو حيجيبو طبعا دول شكون باهو نصر قدع هنشو حاو حديث اللي شي روتانيست اللي شي شديتي شيات سو انترس دويم سنده بو Религиозный фанатизм, он не появляется. Религиозный фанатизм моей страны, инсаба дела, из моей страны, вообще вот около дела, да, мулман, то самый первый чистых чулка, да, чулка, главный отца, да, то, и чулка, да, моей страны, религиозный вообще, и да, что видите, свой ногчи, видите, ногчи там, да. Что интересно, да, где оно, как он мячует. انت اقل ده هو بتاع فورما خد ده تعمل ترجع وتبين شنشتا ده حنيوكن يستوشن صوت وقتن صوم ما يتنوش نيوكي ونوشي ولا هو ولا تعمل придумывать داشي حاجة تعمش تقدر يكشي هما ليه ويجيش تاس عمور غلش يعني بس شافيروه بس هو انترس دول ساتوهم حافظ لصوص تحا فكا شاكين تقيتهم Diese heilig, ishig, doce de haititum, hai interes, nofchu on, muhu giza hiton. Дол хау мухиton. Шадик в негативном свете голый хайшен до. Тато, ну, крет мега дубал, где
дикумш, кехаш на дикумш, докмат, или кахсон дерехиду, из-за дела, если так пагубно, как кажется на первый взгляд, Эдеркос. İşte Şveycarsın. Это Петрова, Эльчин. Asım ilk Şveycarsın bağırasım. Абсолютно ходили, а беглеца, ой, я там цу, пляжимчик, короче, море, за черных, темных тонах, гощин, и вот цу, секретаря. Ишду, швейк, в темных тонах гонш, это на прицел тяжна, цауло, короче, кнес крестом, те, цахерду, мало ли что. Более дичь, غزوة نهار شرماستي هو الخيط هتطلع حداش خير يتصيصو بحنا بالله يقرأ İşte Aysus Kvartelsam, я вот хата шитер лирсейса, худут ешер алудёвчи изон, тона тяхиз. Ецхиш хундала хатер Квартелла. Армата дючен веза вола. Питдала, ожадала ашта, налаца. Умхилма дизи. Войли выргнлот адата, лот нистата, ванты хватищиаца. Худу милду войнистата, войнистина таумдама дизилы. Дизде цатунное мышление, яла, и мышление должно расширить, а живет, что сын угорхал сын был. Что если, допустим, то он... Вот новый терпяец алмазный гранкою. Новый терпяец, когда ты туннель расширить, цавьезку, по-любому. ويتساعد تساعد دوك بيزر دوك ما ابو ديك درش لا волчу йоду دوك расширить дагать волчу дать так до кресте حاجه ده سنايبر وطالع جدينا كريشو متشكا دوك نحكي عربور شيء مكشلت شيء بيش قواش ديش دوشيش حاولوا دوخشكا ده لا كريست هنا ودوسونسا Шин Хуадукон дала Саши определенный взгляд, исходя из своих каких-то жизненных опытов, взглядов, пятое, десятое. Если он исходит, то интересно вот послушать, какие там у него видения, мировоззрение какое у него. То же самое, как и тебе, допустим, Харвард. Интересно, да, когда висом загульца, висол швац, выши восы. Вот, что бубе, что дер, дуй, вышли, дуй, был, что, если раскладиться, давать мнению, бубе, что, в интернете, он уже 30-40 лет, как и существует интернет для узнавания, для информации. Не все же такие отбитые, что даже в интернет смотрят только Аллаху Акбар и Аллах Ажирмен. Значит, надается и в любом случае, да, что. Aslan вы келчуян, вы вашму, вы хаш, да, вы вашму, ну, открывает. Хелен, сам ты вашел, сам ты молодец. Интересно, да, что он слушает. Дитя уже холдала. Мулыш, а это бэг, наша, бокалдил свой ватсо. برش بالحار وين تدي إن ظلم خرق داتر تير برش يوتش هم وين تدي للمندو в этом же вся проблема. Да, я улыбаюсь. Да, إشي حيري زدري سسموغ بير بتسخوش. Цант дедина на наших святых женщин накинули то, что накидывают на этих ишсацу.
самый преданный, мух преданных нохчизут. Вен гудаешь и духаш от кого-то закрывать. У нас и мужчины цен ойл не шел, что он дервы и цахла мадат. Ищешь и бежишь бош, баты, за куч мишван, я лопстек. Иш букаш. Кайгую хорер церам халх и куч миш хла, наверное, и куч миш не было халх. И шерш лятху, и чан халатош. Лил швок. Представляете, как они садились в седло? У них, наверное, были женские седла. Кочах, вамуху, говорите. Такие дамские, капризные, такие. Коч, седло, сейчас вот так вот боком, чтобы сесть, кучить, ваха, и шмая. Вы представлять материнские, вообще говоря, вы вообще представлять не надо, ваша хол представить, малыш. Мужские брюки, это же придуманы в тех народах, где были мужчины, которые были всадники, наездники. А горш это шей эмкалт вскарабкаться до шей бергалшс. Вот так вот коч ваху и щекок сложить ей, как девушка. Зас так у них лошадей и не было, только верблюды. А на верблюда-то седло не оденешь. Седло мичерхало. Какое седло? Хватит, маршрут. Деус, Маршал. Шо до мусор маршал. Знаешь, представить на собой с вегом барисом. Kanka штахл бедиш, ролик штахл бедиш. Ваш мухл бедиш. Я знаете, что помню, Пармати Мурт, когда вот мы маленькие были, дедушка всегда нас ругал, когда бывали же там, братишку там оденешь платок, ёлт эдюхче, или просто посмеяться там, кочт эдюхче. Он один раз это увидел, и на всю жизнь он так сильно ругался. У нас, оказывается, даже примерять платок на голову нельзя было ребенку, мальчику. И вот это платье даже примерять нельзя было. То есть само ощущение, он должен понимать для себя, что он никогда не может одеть этот платок и вот это платье, чтобы с детства у него это было. А у них что происходит? Они рождаются в этих платьях и умирают в этих платьях. О каких мужских гормонах там вообще может идти речь? И потом их и хоронят в этих почти Не тех же. говори. Да, в этих же платьях хоронят. Что такие нормально? Флэри. Вот и ты знаешь, и что анализировать, поэтому он хейл кажется. И один раз очень сильно... Люди представить пытался. И один раз я тоже помню, вот дедушка очень сильно ругался, я вот так пошутила, и кортер, шапка на голове у братишки младшего была, я вот так ударила, типа куй вахбак, чё да удирцос он. И он тогда мне объяснил, что за такое, то, что вот я сделала, типа кортер бохкор, типа из-за этого голову отрезали, я на всю жизнь это себе запомнила. Вот это тоже У момент. нас головы не отрезали, там, наверное, что-то другое было. Нет, нет, он приводил пример, что можно, типа, отрезать голову за такое, типа, что это унижение. Я не в плане того, что за это происходило, и это отрезали. Не, ну просто к слову, да. Ну, корт хабакар. Да, как корт хабакар. У нас все, шалт тогар даже, своя культура была, и шалт мух тогар, там все такое щадящее было даже на поле боя. А и корт хабакари это все газ, кашкар, арбушкар, хады и он. Это он сразу устрашающий, сразу доходный на искусство. Бахадона,
все равно наши старики очень мудрые даже были. В каждом слове была мудрость. Да. Булат, сен войтеш. Да, Дукан, я Булат, Кызылсуым. У них же со связью все плохо. Они мучаются, бедные. Оффлайн, в чате, админу перезагрузить еще дойти общаться. Мертвую душу, я думаю, половина больше. Хадиша. Марш وغل Булат, أريد كيل. Марша, могуш Вид двух, смотри, хоть телефон ты Булат. инзре там табус связь. Большое Булат, Валдовига. Дико, раво, Эресха. Güç laça dayı telefon evi eliyle aşkosu açan bari yok Allah diye dagot et asxayı çulla taşı vist halus luş vallahi ve vist hal İhaya madik hedrale öyle da Берг фрау. Маш Волод Булат. Иди кела, Зазуль. أريد كيل. Сунам, гинти просто онлайн тебя, наверное, нету, богш. Мугю. Ничего, нормально, Маша, думаю, я чуть позже выйду на связь. Да. Ури. Астаган цукиниш эц. Чугул цанаин. Начинила их. И вот сижу сейчас, довариваю. Инчу массу хейгдей асигу. Да, еще прям с утра пошли когда солнышко. Как типа ишцейор гуюиш. Не тефтели, а перцы болгарский перец яс, чу джижги саджим дугатях. Вот таким образом только тукини шьются, джимниш, такие маленькие, с ладошку, даже в пол ладошки. Их начинила хаз чусарм сех билиндик. Да. С Америки, кажется, того не убийство. Домашний, да, у меня вот это чудово смотрю. Да, ведь шундая эти щеллеры, ёк стол и что вот так каждому вот так выдвигаться. Да. Представь, я домашний, я высоты сошли. А вижу, нормально, я у меня полевые условия, да, даю сейчас, да, махапы. Да, именно, в полевых условиях, что такое? Да, иду постоянно. Сомали, а вы гоцы, в принципе, что шуэльба. Some sales, it's out, look all the actual.
Enää sivulle boyumna. Joo, oli dedom mähellere jo vejustiga lojen Kazastan. Hatta yer nili. Моя мамазя умёрту любовь мали. Роза варен юрту хорбус чуарга любой а ke чуа Dolčun Hasan Bardon. мацакетим. Dolčun Hasan Bardon. Şey почти ахже şey мацален души. Колончная тендика любовь. Ne amo zamu humun. Одик адамдар, ха. И елчхана. Больница ел отравление. Да, Шилковского. Отравление, что легко массово, ну, Шилковский район, Гребенского чела. Что, я больница, все очень ценный больнича, говоришь, аж. Уже метьте, не почти капельничек, так и рисован, я точно чувствую. Уже почти кан-кан, больница. Да, доктор, бог. Захуй, вахен, трашим, бюшем, дистуш. Хилаш, хилуш, дюч, туаш. Та мечта, ерцон, ше, пядо беш, дек, нукш, беш. Танстол, де халагул, бен, штаех, стол, да. Я он шмазы, дарбош, штайшен, диош. Акоп, дош, бюшен, туаш. Ах, чё, тажим, седаёшем, дадирёш. Нику, бля, даиш, ваиш, тин, вахен, мэнг, сун, цан. Мгновение напрягти сун. Напрягти, тымшин, дихчу, шило, чакрё, мо. Резком самого, ну, машина, да, тевец, бабушки, сун, уже, виден ашахин, понял я, дуюсь резком. Хотя не осознавал еще, но мой мозг уже как-то понял. А тевец, да, дел, да, ела ее, ела, альшук, конечно. Da evo löven. Da gestern. Ja, dela går på kamelbanan. Ja, det oldu. Бабушка, я очень дик дуем гасом, дик бабушка очень только бабушка. Чайо бабушкам, тесты чего. Ja loš, varum predstav babuš, prababuš, erči šagina sun. Сон шайл бабушки, мама атарсайник, санаш добро, джиму. Штакини, ишта добрый, оцо гинша, скады нирсу мухири, бабушка, она тесты, цахул оцки якурамовы. Да, бабушка. Бабушкина, лоши, саундук, что. Чебер, лачох, е чебер, беру. صعبة الله دندي تصورها باقية باس نوفش قوما абсолютно сыштетом бук что Анцло, научила
Студέλок тишкуйба, студέλок тишкуна, но именно Аллах, он се тишаба, срыгая, он спасянца тиш. Кырмада. هنس أوي تغني جدينا أوي دغدينيا شع دق دي يخشدات قيمة هو أدمن تو خانق دل دي يشتق وي مرد قيتو أوي دل دي يشتق شاديش دغدينيا شع يقشل خان كيزك خانق سيحال ديوت شو صحيو أصلا ما ديونيها سيحال دوزي شو صحيو ديلق تيشحو وسو سبنيمانيس مود دغدينيا شع يقشل خان هيتس عيري وي خان الله ديل خلرن создатель خلرن استيشل ديش دهون ياتش وقون عند الهم وديغي حاج وشديز ويقولن خلر он ياتش билгла наук но будет шума датсвен то есть в плане того что только теория что как-то произошло случайно произошло а как вместо дуса просто генный рост аляс чувство может всех волонсо то есть теории цидыша дерга акего вольгача никто не знает, как ген произошел, духовно, что представляешь. Имеется в виду, на основе всего... Mesela pek bon uçak yavaş nelsiz pardon. Zaten biz işte basın uçak. Çıkmalı bu da Hasan Nakşi bon. İşte o şirket mi tahkiye şu akşam hadis Muhammed Hasan. عندك سؤال غير تكون هينزوي سيقية بيتشوسو سيقية صوتية رياحة нормальный, разумный того, любой логический или шундок, если вот так шант один шаша, один шауша, он хёнати, что он винати. Więc делах те шуаха из-за соуважения хует сунди, а что то есть не то, что уважаю, я уважаю всех людей, он без разницы, так он даже наоборот тахин соса бусубуба, сон кехетом хет. Особо дается отвлекаться, версия. سؤال تقول هو تكسلارم ب نجاسن شو خارجنا حق تسمى ده الدنيا شو ح واخا خلوده я признаю он дальше огромное количество разногласий с которым ты будешь не согласен таган харж что халда الدنيا شو харж сехал дует что за может как я вижу эту всю ситуацию имеется в виду тага к примеру о религии харжнер и кетом чуавацер в жестком плане бях бок шкорт бах без алцовал ишта радикальное отношение с Адам. Он даже пытается понять человека. يغالانسا كانت ثقيلة نوصل أمشنا. اسم حو مور حخيل يعني ده حقيقة حيقول ده ولا اشتا حيقوم سجد تشريع سد موضوع شو عشرة ده ده عشرة بس هم سجد تشوفه سويرة ده في شريعة سهم بيخ بات تلو سؤال غير تكودا مرد حاجة حين примеру وي دال قلنا هردين قلنацу шадол ума قلنацу но валер قلنацу то есть мы видим явный признак того что смерть ожидает каждого из нас то есть к примеру она сколько длится 50 60 70 лет 50 60 70 лет ну в наше время когда что ешь так инфаркт инсульт что Адам лишь думаю سؤال غير تكودا смерть она неизбежна так стоит ли нам вот твое решение, может, вот твое решение, что ты не придерживаешься этого пути, потому что это мне не подходит, и моему народу не подходит, к примеру, вот хайне непрес, асбо, куда эта жизнь, короткая жизнь, она из-за му ягон из вот хажлани, а дунья ча йокшила коротких не чаха, то хоттин йол правилит, то хоттин дол низмц, до юц хенчуах вахар голи хитсон. Третьего я придерживаюсь из-за того, что я знаю, что Создатель есть, и Он прислал мне посланника, может, я не верю в Троицу, я не верю в природу, в том плане, что
какие-то божества там в плане солнца, наше божество. Нет, оно не живое, оно не дает ничего. То есть да, оно дает свет, оно дает, у каждого есть какое-то определение. Но Создатель, который сотворил это все, он обладает мудростью, третьего, который сотворил нас. А этот человек, то есть этот Создатель, он поставил правила. И правила я вижу в религии. Да, ты не принимаешь асбах. Я это обещаю. И правила шции, да, они сложны. Я должен молиться где-то какие-то ограничения есть. Я лучше проживу эти 50, 60, 70 лет. بداية المشرقية نحصل بالدياي سوية المسلمين سوية الدياي المشرقية يا ما بالله Hinza, зависит от минула, цифр есть, вот душ да, цель минуется. Hinza, к примеру говоря, ицо алар баган худа. Hinza, к примеру говоря, в любом случае Аллах делал нас признавать что во всех отношениях, что Он есть, и Он контролирует за этим миром. То есть 100% я уверен в этом. Hinza, к примеру, вот почему я решил это выбрать. Hinza, почему? ترسودا المشرقية نحون So Deutsch, что Hinza, стант это логично, что се выбрать, يعني. Hinza, вая хаждо كورة نتا إيسا نتا سيش كورة كالان سو دايتنا المشرقية نحون سو دايتنا коротко, укхармадасы, попытаюсь быстро. Сура 4, аят 24, деши. А деши вообще чаптер хадайтен. Дешо у нас. Сура 4, аят 24, хадагот иля ци. Ах, обал денис. Ас уранчо, ша дик теляться пас. Ах, куза адам дас, нохч илоч дасумис. А нохчу дог дегуй, илоч дас, арбош илаца негон. Арбош илаца негон. Милон говоря, Делир зуал. Сура 4, аят 24, адьяша, адьяла. Кагейна саворши, дегга дица саворши. Сура 4, аят 23, деш. Ши дешаем, ши. Он делир дуй. هذا استراحة داخل ديش نخيل حد يشا حد يلا نجمي لك نبكو تبع تليفون حد يلا ايش عليك تيش تسوي ناس лекции ешь шват, садюч, так شيخ بيشوش كسيول وين مخم غايت شي دق حالة شوال ده عاصفة وش هو بدي إذا حين خشوش هم اللي يسوع يحتاج يشنا ده ساعي يتهم يقول شق ولا واتسا هم خوفي في هم بدانو بوشتا كزيون هذا سون راقة خزر نفسي شو بدانو بوشتا كزيون خزر شو دينك قبل جشوية تلو شوية وإذا من أطول الصراحة بس صراحة مو بس بدي جا دير دوتي صراحة وحرام تعجزي ما دويتك دمك شدويتك مش هذا هي زنا مش هذا سورة 4 آيات 24 بوحي جوا إشارة سورة 4 آيات 24 وش مثلا دير يسحون خلا مخيدي سأتلو ثلاثة عشان يجي اشتاق الدنيا شخانة يا شارك عليه النهبوط أحسن دابريان واحد دابريان يلا تبون حسن وساعد قلنا دابريان يلا ما دابريان تريلا يوم تيله شق ده بيش عليه النهبوط شو
وين Объяснял, حيخو يا تيتا بروبلم يا تويش هاي سوي أما وي بروبلم خوي غاهم وي دوهم دوي وي دوهم بتحاربوا يخوش وين قيدة وي هم هذوك شو وين حتى وي حزدوك وي زودي حزدوك وي بوجي حزدوك زدش ثاني مرد حاجة إنس إيال إدال غور إنس سؤال غير تكودون إنس ويلر إيوال كانت ويدست خوشوا دروي سؤال غير تكودا السيدين خاجر بحندو تشورسو السيدين خاجر إنت بيرك يبيخ مشوي حوش حوشة وبيرك بيخ مش حوشة تبتر دوستوش موسى عيسى بيغمر وتقرا أس بريمير محمد خاجنا هون دي أشت سوديل صعب بوش قيقن والديل حاجة يعني سؤال غير تكودا مرد حاجة إنسا إيمن الدين خاجر أسرق مقالرة وتديني دال خوتين правила شو دنيا شعبول нах амнишен эл خوتين правила что да быть может я где-то с чем-то может быть где мне не согласен я с чем-то может быть но сунгар создатель ва цу خوتين правила что это амор сун дел я их принимаю вас Цингалю мичергаон исправил, я опять же говоришь, мичерхиан хуны цингалю исправил. وحون شو اخواتي قال هنت اصبحوا وما حون مو خائي حون ميشل دل اي حون تشوز حون سنجون سونا مغينة ايش هذا يا حسن يا سونا شق الموس حاجة مرد حاجة مرد وي к примеру говоря к примеру к примеру ол خديش ليلي نقليلور داس وبيلقى حيديش ليلو شو دعوة واحد موخة أردعون تا هو دات يعونا هو دات سونا هو دات وات إدقي باجن إما ديز بيتو حواد دات مو تبتر دات فور فيازي داس فور دو در عداس حون عدل غش سندا سنجدل دو سندا سنجدل دو إشتخا توي شو سيتواسيون اشتغلوا داتس بيلاوشا تو هو سون خاصون يعني تعهم تو غاش قوي سندال تعهم وي ما داش تعيشنا سينس ما هادين دو شي هادين هادين دوزا جيم شادين دا نحكي عنده ودش دين وين دش الناس كويس وين Şimdi sadece kuada söyleyerek sadece söylerler dinle ve adıştan doğuştu ve aydın doğuştu stres ve hayatı sürücüm çarpı üstünde. Asıl aydın tanesi hukuk tanesi iştihadeni لا تحت حتى نشدين قاش اشتحدوا شينها قلت حزبه قلت حزبه يا شادق تون نشدينها سقوم لا دا وقت الله وقت بوش وقيمة ايش لو سقام حلاوش يلدو سقومنا تانا اشتادت واشتادت مصر كيفر كروش الشيء كيفر حشو ديتش هسه تجيم دو أما قطر أو دو دقة طبعا لا مش لمتجن هوش مش أنكر خيتين هوش كأولي أشتغل يعني ميكش بوشة إشت الدنيا حباش بو صدق قام دو إشت حباش بفيش مرد تورسع خليه خلا Турция получила шей национальный туркоши шей латуш эти он обычай еще да держится о них. سو вообще только سيج حشة سو عبارة دولة ساعة خمسة هي вообще Somor ديرك يشري شادق سقم مولين سنة ديرك يشري وصون عدنا شقام دينا ده
Может, соца пример алу герцо. Он тяча, ажен шейн дейш лелин глелош бахш уш б сабеш. Ажлане инсу алгерта кудон цери правление, секуляризм бог, правление они внедрили. То есть религия отделяется от, короче говоря, от государства. И они внедрили, и после мы сейчас видим плоды этого секуляризма. Ну да, ценно, что обычаи сейчас у них процветает гомосексуализм и публичные дома. Влияние того, что они отошли от религии. Хотя они могли соблюдать и религии, и обычаи, и жить этим. Но они отделились. То есть плоды может эти, он что, яхни плоды. Минус это, он даже когда у тебя нет текста. هذا سيوش جين ده سيوش سورة 4 آيات 23 حد الله أختوتا سورة 4 следующая آيات 24 حد الله أقوم دوي دال دايتن دوما بوغاز он дает не цара но дал дает до богаз قصة قرآن شو دقة بوك أنا دقة بوك حد الله بوك سورة 4 آيات 23 вам дозволены ваши недозволены ваши матери и сестры алду он лица дает не хук шварцервойс арбошен сау шелаунис юхаланца хуй юхаланца вам недозволены ваши матери и сестры сура 4 аят 23 смысловой перевод я тебе говорю вам недозволено ваши матери и сестры и он садает не хук шварцерис арбошен сау шелаунис они были дозволены, и сестры, и матери были дозволены для них. Сандает андуй. Сура 4, аят 23 бой. Сега я зинага, если он сметте кюк кергини он, не зуд. Вот или вот или على سنة получается сон Мария Дину я бихкан ахшла سماروي كاتبش بيان نخل سون باي سلوكي بول أصعب شاتين بحكم ده مارو دين بوسير مجنيتون إيش سمجنيش عشان سمعت دقوتي سوتش شون مجن بو الله أبايغ مرويس أبايغ مرو ديس المدوي دك حلو تيجتو دك سورة 4 آيات 24 توحد المدوي ميجر ديال ساسون ميل جبرائيل دينيتون хуй лицун, я не знаю, я их не видел. А эти вот чдуй, а Будана обл вешал. Значит, ты опасен. Значит, хавает, юхривает, это мегарвольфвац. Тебе разрешены твои двоюродные сестры. Ах, комет кирмиу. Вот она юзучу юхривает, это мегарвольфвац, юхривает. Чувай, тем более мегарвольфвац, а их обл вешала. А кобал держу, мы бовел. Чуть бегает от вас, а? Да, юхит она, не то, что чует, юхи вид мегарвольф, вас. И он нашел соглас, юхи вид мегшуй. Ну, что это, вас, а вы, حقل вообще, شو حقيقة. تحكي وي ليلي نقداس وي ليلي مليو وي نو وي عادك وي закон ждох дуй около хздуй ердуй аурана сагила соена иметь большая редкость идешь хук что гilla وي бакина وي чур дайна вой бокмали хадиса дискас штя халки المدوي وي тоже оцел ердуй оцел хздуй ермет паймар свашивает няр وي худи идут со ашли бош осметьте шо ердинер шо месте лейшло دقر بحثا وشتنا في جو حوايتا نول ليل شيز عجين كعبتا أخنش قولا دين أخشى دوش بول بين أخشى ديحكا واو لي يسن حوالين مسا نقع لي парк дيحكا бош а выясняется он 56 рабов у него было 11 жен у него было
Velește, da, ți-ai zudaiu, bosit levo, velvace. Bude, pisa ce străbogul. Ța освободиться виновен, на госту, ța освободиться, лейш, мил, бамекш, болш, лелуиз. Знаю, гермаршу хая, ца, да, ца яснонцу. Ахуй, ну, поих марыца, да, хал изучить, вам и езада, метя. Ца дел, далела иш, бокален, ценкельчер, дела, багдати бош. Алеос, щенка батай, проверять ешь. Хили счастье бош. هو كرديس هو قران سورة 4 آيات 24 قبل يشدو يادو أبو قبل يشدو تلوشدو опасен от настоящий Буданову. Не создавший себя Будановым, а? Да, иметь просто ахьян, иметь قبل ده تلوش ما بحاول عام دي. Прихуматься бо хаули фармати лючу лекцию и вой хайти ешь проверять. Я что лелон кабата. Дела хилиш моя сербош. Да уж дела иш дома дуэр. Так что мне следующая лекция ладуш. Свистся гулиш ладуш. И насоцами дая задешь. Дела хилиш моя сербош. Сунрицам паймар иш хилиш уж малат. Суха дайтан адат хилиш. Вообще хайр дел هم дуэр бо. حوكال وش ورسو هينسا أحوا هرميش دات والله أخينس أحو خرجنا Аза, сун дейл уйха. Маршо. Дейл уйха сон. Ердега создать. На дейлу ночу ада, ой, создать, да? Всех частицы нас людей создал. Войн мозги, да. И хай, такому на месте, гейтер воду, ердикду, ты можешь отличить. Хочу он, я раскобал, и нахуй я знаю, где дикту босс. Тебе завтра придут по ушам, поедут. Ты становишься тем же Будановым. Для тебя окружающий, он сам цигуй, для тебя это враг получается. Его можно обмануть, его можно убить. Одино Бог донес. А сейчас вы не Бог он то одино. А та яли или я цари, а по их мару яли ши кентига ши кантуал. Дака кей масана, а ты лечен канто смети олсуна. Как это называется, раз там это. Ши кантуал, цету антуна, потом сюнгши шиша ярайтан, юрил мети чуавоч, чуавелчен, гергина, тяхумиоч, гергина, и хазвелла, сюнгari да, ши разводы, там сюнгши кант, виздин да, ши канту маала ширел, шиш хаялин суа. И поймаруя он вешает, и поймаруя хазвелла. حياليتن شيكن تيديون دا شايتن يزود شين حياليتن سو ياليتن أنا إذا приемный контроль. приемный контроль. какая разница? Объявительно نوقع عندي دا سبيوم يبيوم إلى سنير كانت على سكان توشون يريد سأل يوشيني سيم شايرتنيو شيء جمع جينا ويسان اشتا серьезно дати цели хабош да тарсеву альта цанахиос не целый хасеву тилочу шеличи дош самоду сенла когда хабяч не ден еще вора да дубечи дубоху еще жашпол не вообще проблема яци это твои его так это дош самоду сенла да кейту тилецу ливе وجه تعنيس صنع وقال مريت صنع خالص دكتور مصري بوشتات ساعات اي يعني вообще проблема ее чашуса тонлешин саат اي يعني вообще мозг шварт муса это сау бошо метги сонюхи хватна да цахавон зон адок езон бош да мета сонюхи гат латер
that's sun buk dia mi chena don or cha chang pa ki cha wo chali sun ha mer shwa vet ya hadela ti shir mer da sun de ha Да, может, а теме, может, Milton, и тема absolut период, да. وش يا الأهل التيمة صحيح جات انت صبر ده может, минут дождь смотрела انت элил тему absolut период имеется в виду урс оттер и положение отдельно. Может, я сегодня буду занят, да, но я хочу веру быстро до этих насчет того, что Аллах Авлачу ахир из насчет того, что каждый человек решает свою мораль, как ему лучше делать. И что Петрусу обычно. Хорошо. Ты хочешь примкнуть к китайцам или индусам? Нет, суал это говорю, стега Аллах Авлачу что тега частица в каждом человеке Бога есть, и каждый человек сам решает, как ему поступать. Ему холи, как это. Не сам решает. Не сам решает. То, что ты не хочешь, чтобы тебе сделали, не делай людям. Он, например, хайсан тивиан само устуляем целе. И цуна целяем шин устует. Не делай плохого никому, не делай плохого. А жил ведешь ты, вредишь. Сейчас шунюк и белшена, и дик дуй, дечк да, вычуши. Зимой, допустим, дечк лес, безди. И да, вычуши, дик да, арчинец. Зуманюк и арчинец. Вычхлан, ши, агу гуш дочь, личен, юждин дуэль, да, са, ойл глуксон. Юждин дуй лич. Санди, дик да, сагоич, вау, ница, телган, дик дац. دقلي دعجاجي تون تين سان شي ديتشك دوك حو شلون دا عرش دويت مو كان جيت سجيت он даже считал их, что они могут увидеть топор хир цадалитаешь. Такое отношение было у Адючба, Варидеш, Бас и Бусал Дильтикаш Лехиллаш. Иштхелаунис. وين ذا شو سوداء خين ما شاء الله شون Гилк, лук. Мишадо, гилк, мишадо. Где может быть гилк, мишахи, мил, вишерхуль, арбош, халвоцеруэй, паев мариш. Вышли лишь был нахбац. В 1964 году в Саудовской Аравии по настоянию англичан и ООН заставили их закрыть рынок работорговли. История, Йонис. Мечуаж Мегадон, открой Википедию, почитай. В 1964 году только заставили закрыть рынок работорговли. Нахбах кардуй. Шесюч дольш, картинч дольш, дон, ты чукуясан, ажево. И хунах был, представить дня, инспек Хавичо, поех марше 56 у него там рабов, наложниц у него было. Хин саженца насчет тем юч здоровья насчет морали бохома илер принц тагаша выбирать ешта санамын сатемын те дау дырпы духтем что то такое сразу и так хаж Хавичо, хатеми чады тауэ. Давай освободиться, хатема надо тауэ. Он дойш, мадуи, получа, уран, он дойш, и лучше, кобал, где что теперь надо тауэ. нет свой гал это куда тем что дука я хрен это тем юцуе разные тем юцуе а дигги тем затронут я а дигги хатем мечтауэ, уран дойшуэ, давай теперь надо. сутер надо выйти за проблемы адская любой кепар хин сарлане суал это куда туркой махка пример я лош юч да свой ودنا خدع أستا هو خردق ديوتس وتاع تبتر دات وتاع برايلايات تاع مايات رجلي روت ده وخيوش يخيوش ديزل تيري مشلين يقيش تبرخ تيري وأستالخ это децен окейте остючно они скажут что нет борщ тагмен что они забудут нас они скажут нет у нас религии нету мы будем следовать закону государства. А государство позволяет им, потому что
введены, то есть религия отделена от государства. Совершенно отдельно. Амбир, ага, да, ты уже сформировавшийся взрослый человек. Ага, да, ты хайбижу, стараться, да, но цент абаш бочар, да. Хайяла в Конституции 1992 года. Где ты там увидел, что вам что могилу себя? Хабен, Остяхмагин, хардать, свободя, Остяхмагош, И потому что адат, его и закон, закон, Ахдючник уже сформироваться один основа да, Турция, Алючо, Турция, сега по султанов их прочитать дня. Были султаны, у которых были тысячи налогов. Попугаем, бьё приход туш. Хаздабог дючма, да, Турции, Хазибог дюч, да, Стелихал дюч, когда они решили отделиться от религии. То есть они, соответственно, потеряли свои адаты, моссом галдял цели. Хотя у них не было намерений таких. Соборден, галдали боссы, сега хлебешня. Галдали. Галдали. Вообще. Галболос был, султан был, ханьяшья. Ну, султанш, отбитан, султанш, мяшнах бьются, в 20 году, 1920 году, а султан был ханьяк, султанш был, там 600 лет у них там это длилось. Царь что-то, и султан был ханбаю до 1920 года. Для этого гуль дешья себя. У одного было султана, у них тысяча безбородых мальчиков. Одного из султанов, по порядку обоих. И один магин Галаон стали. Магитан Дарцонес. Мича, да, а султане Мича Галаев, тысяча. Цунцун Юхи Боль, Молнаши, Мича Галаев. Это уже отголоски, да, неверия, да. А какие отголоски яйца? Это раньше хилок дует дуть. Сейчас дин чагдал до ханюрик бокси. А бо дин отмечте дама дяхна голубой лыж. Чурен голубой лыж, алки голубой лыж, а дин чодовшен. Дючтек, дуть чурен голубой лыж. Лёха, öyle diyor ki marşal düşük masagi. Nokçı var, Türkçe masal daliyatso. Сокет штампами там что лишь чтобы дють, это бывает, вот такие штампы бывает, украинцы, да. Ну, хабар дють, хилче, бухел бедес хабар, духуа, фомаца бохон. Это бог, религия тоже, да, ислам, да, больше, да, она када хили. Цахили ровно на 180 градусов наоборот. Это только видно, что религия, они дамаяка, да, юго даяка, государство, юго даяка, политики. И Турция почала с этого времени ехает, что экономик доходит. Дуньян дает почал, что герга лулило, доходит почал, что на это юго ют, дугуаг. Дан Эрдоган сделал, что он дуй, из Ататюрку дином дуй, чино цуди на историю Турца. Чином лило свон Эрдоган, он просто живет на наследии Ататюрка, и он датом себя. Хотя дють, реальность, жизнь с одним связью, шумбить, садится нах, бил бог, и он просто не верил. Это докладно, нах-то бил, сам губот, ободится, советчик Эрдоган, гонор, свели барков. Да, что ты келёмый, вообще, хвататься есть, что что за бубу сундацо, турецкий, почалки, саудовский, аравии, эмирачи,
ديني تيل قحبل دلوة شي دا حقيقة و نحت شي دقوا حقيقة سبيس نحبات دا كتار وين دا هما دا كتار دين هما دا دا وين قام دا إنه ديلا تيشتوش شدير تان يوم محتاجوش دا شادق شا هالقوان دق دا قرنيخوش شين دا قطر ورقي الحجر دليخوش как спрос понимаешь его щегон адочно диона щег да жот дига кыра отсхумна иштиона حرمت دي في بوزر دي اشتحدي قام دوي Хажанца свой Турции пример дьявола. حقيدي شي أربوش دي نباخشي كيريا واشن قاعدون بوف بات يهوني توني تومن خل حرب بتار ويك حقو دين تا دين دا تدير تيشا دات يسي احي واشن خزدين وقلت ترديون دات خزدين واشم ليلي نايت هان قاتشوت واشن كدا والليل دويتش دات ليل دويت دولش دات أحدو باخي حاجة سبوخ بلا ديون بقلا حاجة ديون حيبوخ مخر قشتا قي حاجة ستيابتر قشتا دا تحا هاي أسيدي خبر راش تائرن خبر دو ديش تويتنس تعادين دا تانا شيطان من يغلي عقهم يحيوغا يسويغا تعابوخ باتهم قان حيلنا حق صدر ناوتا أوضح نيسان أولتنا تباسكاك تصدر هو شيء Морд Арлани, просто и тем затронутый лушу, а тем хинек бьют штурвой, как раз мораль такая чадровой. Но просто Турция сехон вола, сехон Харла Мурд. А если бахан диалор, бахан да, у тебя свое мнение, в чубах шершей мнение. Сам мнение, у меня динах астр бахан доша, цери, гомосексуализма, страшно ярзан цери, лесбиянство, ЛГБТ. То есть влияние, когда люди отделяются от религии. ЛГБТ и лесбиянство. Это лесбиянство у них было. Османская империя. Духва, ты историю читал? Ты про султанат их не читал? Ты про их гаремы знаешь? Про мальчиков? Знаешь? Из Гуттур Бусал Болчана, царь Изм язычник сунха махается, харцу лилини хамахается сунха. Азбо куда цели. Aldo, Juni, adinchu bakola fola. Yandon, tahai, tahai. Gustura han chaho chauhastra fola. Хасtra ола, дон. Ну ладно, тем адвитовый спорный вопрос. Лучше оставим эту тему. الله هوش ده همش خماوة مثلا هوش لك بوعة في استحق تحط تنجامون ليه شو لا تبوس يا حاضر إيش لا تبوحتين تقدر ليه كان تروى أفق سما ليس كتير تعيقيت مطلوب بيس حديلك تشمع حمون حديلك تشرح هول حبقي شارع إيش توي الله تيش توي هري وريب وشبي تنبغوش بويد بيتي أو باقي جانا يا تقول تيوكو وشاك دولار دات شون هذوك واحد دات خاعين دعول حيكون البق يكتب باش كرور وعون حكر ورسوم سكر ورو وأستيو أستيو لسان عدو خادات حربوش ناقبوش لازم كود البق يقول بقابل نتمتع كرور إيش تعود حين سن هذا واش اشتوال واشو بس اتحولي والله تشاك وحكن دات بنا جدات هم هذا اللي اشتات دد مرو فيش هان تعال له دوك واخر يا والله ارق يا تسون الارق لا خلش تباخي يا ايش دلع وي من شدوخي حتحمط بيشو تعلمنا لا تجزيك دول تعمل لي دول وين
قهبوش بس هو توشو تبصنا يي تما حمدي تابو ابني كروتشي خبا قدا برشي причем тут вообще مو بيتر بوش какой محمدي كان بيون دنيا جابو تشينا بيون دا يسمني داني قبقن تناخي هو بوش خدي ديس вообще الله تعوي وش عامني هم ديشيا تا صورة نيزوست حيدقا تا صورة نيزوست قرآن شو تا انتو عرب محريت Sen učil Hākinson, Seidin Devison, sen učil Devison, so Ēlan Lokhtagvats. ملك صور نيزوست Milbara, ملك Sadevson, مصدقون Sadevson Bas. وعامو ديش خليقة ملك صور مدقر قاديش تيويا كشتا يوندا تتحت عين شيء كذا هالوقر ملك صور مدوا كش عازبه حلق وقر وقي عامنية وفي علي يسمو عامو ديزن دقر قاديزون ملك صور يوندا كذا هالوقر وهاي تسمو علي يقي سال Aldo, vai galdēli hudu hāng, gillag hudar hāng galdēli. Iwan isun tăciu hăsun bog, dat I polnostu amsadar, hajta ajar galdēli. Sun tăciu hăsun bog. تعرف كتاب أربع شديش سورة جيم الضاق سورة عاموش اشتباه قاتشياتهم Hins harlar mord ahdyučnu soqietun das ahdyučlik ладуа суаларты кудер хун тага хорш дол хун, к примеру говоря, мораль бо хун хинс и меча даздендес. شعدازي كل لا رحون خلاص ايه ده مش شعدازي مش شعدازي كل لا شعداز ده وش проблема يعطيها Вайшимен, камел датскин, вайшимен хакетом сакетом цаба, в том плане, как бы защитить наше потомство, нашу нацию богома, камел да цабдон, 100% соизрезмон. Но, хонот ихбар бочар, лахтордитинс, и до сахатер гетио, вот. именно там Диками адяхин дасту. وش شو حاجات وش شو ده سداس سو فلن ده سو وين بريدا سناس بريدا وش شو ده سنين حبايب خان عيران ده سكنتو ده حيوة يغا دلوري أحسنجي يوخ أنانتا حتى مين هو شو ترى يوخ أنانتا خلينا تصدق هلا سخيزة. هاي شوية سنداس سنين من شو كوي ده primero ده ها سكنتو خان عيران حيوة يغا دلوري Hayveshi kantik hayva lurия, also Aldo. Ну, хагона хинс, к примеру, говоря, из-за вы ада тидаш датис. Так, вы цедичи в мама датис, да? Цаа мама датис, да? حدالا بدي عدالي ايش بغل زوجنا وش حوتك هي صدق بغل لو قاشر شو هي هو شيء شو واس وشو تحلي قوسا شو شو любой Ага, морд, ага, изм вопрос, не стало до цаа проблема. Алгоритм гудон, динах эстен, динах вообще динах, вы укладега, вы доз морд, ага, оставь адитан, ладно, дин адита, он хайгилк доз, он хайкам доз, он ходдог, хосагат дешох, я тебя по твоему разговору дай нам вижу. идуй.
أتوا داينا ندوي صار عالخين ويا ودر ديكنا كودو هو نقردات بور ديس نيونزا ديسنا يا سديسن سديس يا حقيقة سديس يا حقيقة تجي شو تبدون هو ايش بدو بيعرفون تبدون هيا تسيل ليش إلياس لا يزيد Срываться, да. كنيجون ليش إلياس بوخ написатель он ويتسع نوخشي بيحكي Леон, بالإنترنت не ليش إلياس هيز بولا خزي ليش إلياس ذكر شو هو ناتشا ليش إلياس بو ليش إلياس كنيجون ليش إلياس سون كنيجون культура, традиции народов Нохчиэл. А Аллах всегда язен дон тоже. Возьми, почитай. Йора двешу и ешер уля дон. Сондо хуиз ЮНЕСКО согласи нюансом книгш. Вот, Не, если почитай, если ешер. ага, и книга Асумсом, Уля, личо дезо. Хуне горду, дайнамис элдат, а негасам худик до хунекш дат. Ногчешь лезешь, да, если тебе не донесли, ты не понял этого. لا كون سيتواسي مو يخايم هوكن لا اشتقيرم كويسنا وين اشتا допустим اشتا دي الله تيجر الله وغوشي اشتاقي ديدور دوي وغوشي احد دوي الله اشتقيرم كويسنا كون نجو تامو ميشا كويسنا هو كويسنا فقير وقتان داجلون كيسبوشنا نقحبوش وقيرم وين يقيمون بابيز أتصل ومو قيرو ديز سقيت مطلوتي نهتي دوانا تشونغا بو قيرم إشت قيرم بو تشونغا أبدا صحون كتان قال هما بو صواتنا حقو يشتو حاجر هما ساعت الله اختي يشتغل شو وبشي بتعبيهم شغلوا أولسن يشتغل دون عدويتي شادول قدم خرداس قيمر اشتم استيقر قلبيرداس ودام ола. Но هنز بوشتل حالة, к примеру говоря, шуда лельш. بوشتل حال مو. أنا شغل داغستانيون شاكل وصح موي داغستانيون يوخا هون جين ولا سيش داغس ماغش كلاي سيغوا سيغا كو ночной клуб бён а бич биш ЛДПР цер именно цер клуб шон ночной Ну, из керст нахбахается, керст почахмы, Нет, керст почалкой. Какой почалкой? Почалкой. Цери, динлилуш, цери баба, вайн мёкте, те динлилуш мумбахтец, магачкаля, динлилуш мумбахтец. Нет, иш лилиш, бати, еш лилиш, будет дагир. Ой, да, в 1964 году в Саудовской Аравии только запретили рынок работорговли официально. А не официально, им союз шонси. Охуеть есть, получается. Тебе говорят. работорговля, то он охуеть чутья. Просто войн цеха и метя. Войн там чин бусобна, моду каст ногчи сан бусобна. Одна чани баба. Чани го чабусоб сагва, одна чао сюли вода, арбо вода. На ногчи сан там чин бусоб сагва на вас. Вообще, какие мулаты точно вылило, что бусок дендуй. Что интересно, 99% и Оран, Сахих, Бухари, самый ешна вацон. 99%. Арбой, кличка, мимо чего. Главное, так что но есть у вас вейсен, она бусок нахал, дыряча. Я его вейда, сахиба, бац, в принципе, вообще нету. Я там уеду арбой, бац, в пустыне лазить, я шелбол, да, я летюш. Шахерия, ну, я юш. Лучше ешь, да, вот от их, если нах будет, лучше я шлелбол, нах будет. Мама твоя мама, укрываешь, шлелбол.
شنو ساسكاش دينا شنو ساعوما دينا دي شرع شوز بيليوش بوش دوغ مدينة بيليوش بوش بوغناخ سارع ساعوم شينا يروين حديوش عشو محمد فايمر سغل يا وين حاجة سورة 4 آيات 23 سورة 4 آيات 23 on توديش مدون كهون يشون هون عنان مجيناتي يشي مجيناتي لازم تيجا أوتسو إلا هون سيد دي النيار مش على يلا الورتيا ده يا فيستم لا يفهم يلا ناخل أوتسو يوم ما يازو دي شلستان يوم مثلا يازو دي شلش يخو آخر خلا представь سورة 4 آيات 24 هذه الله تيجا ودابو تيجا يازن ويدك ساعت أدمش ديرك ساعتير قلنا ده سخين هو تك شيء لوجيك قل سانون كده وشوية مور سانون تلدولانه ويدك أدمش رازني ده примеру говоря أحغا ويتسون هر قديش لين دهون أهليلور دهون هو تعدرج سسلاني قاعد قيش قوم يول تجي غورياتون حماري أشوف примеру أتيوع ألشة صوير دهوج حوج أكتوت تكوي حوجا شوجا ويج يردقتر يحقق الله حوج يبقى خلي أسلح يبقى خلي потому что мы ничего не оставили ей. دابو يش شعر عدنا يكون حتى دينا وكون كان ما تساوي الدوشات عدنا مش ساعة يرمدتسو دابو وحلك حاجة ليش اللي أصل حياتنا فيش يشار Наоборот, свободен, чук, я бусал бусал приветствие мою. Приветствие мою, бусал педла. Оша хетча, холца. ديلي سلامش غلغون كسوبر ديال داتسيغا سا ديال حاجه سوات اتيري وديا سودش ديل مشاوسيغا حاجه السلام عليكم ديل السلام عليكم ديل مشاوسيغا ديل مشاوسيغا دي сайнс мир и благословение Аллаха твоему дому. Я мирный Бог, Дон. Благословение Аллаха, да, себя мечаду. Ассаламу алейкум, Бог. Аллаху Бог. Смотри, там всегда. Там говорит, я мирный Бог, Дух. От Аллаха Бог. От Дели, Рума, да, всегда, я здесь. Анохче масла, худо, приветствие мою, анохче масла. Хайон. Haja iyal salam dolar da. Somalnya nokta masalah приветствие мою, хайон. Dedik kala söyledik kala üredik kala kıymu yerda. Marş vuğilha, marş vuğilha. Ибо куду марш vuğil bo kudu, marş vuğil, marş oil bo kudu. Перевод ясен. Добро пожаловать. Маршонс, с миром приходи, маршонс, с миром. С миром приходи, да, сега. Приходи свободным, дух. Добро пожаловать, да, сега. Желтик Бога, приходи свободным, Бог, дурак. Уходи свободным, оставайся свободным, Дон. Он перевод, видишь, чтоб ты понимал. Сулдес худу. Я мирный Бог, что лел бы арбой, Сома он дарья швасом Бог. Сома он дарья швасом Бог, дуй, я мирный Бог, дуй. Я усталюалан. Бина усталюалан, я мирный Бог, дуй. Иду цернек, дуй, война маш ор Бог, деди швела. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Благословение от Аллаха и помощь от Него туда-сюда, короче. И дополнительно. Ассаламу алейкум, Боже. Со хума даво шваца машер спошу Богу. Машер маршу Богшлер ична шашина шия мa'ando шидуашту. Маршуду машерду. السلام عليكم بوغا صاحبي الصحون تي ماشي شو بوطو
Это мира тебе Бог создал, да, создал, да, умакайдила, типа мира Бог. Машер коекцу. Маршу, цепоек, маршу. Бога. Да, маршу, шо, я приходил к тебе свободно, сотилась, пона, уйха. И сотилась нах душу. Маршу, шушен те. Цебоцу, да, шушен умма дидо, шо, цебоцу. هو دش ما عنده ديزوي جو يقدر لي شوي فهمنا قلد لوي جيند لوي ألدو هو أدلو ورها حقيقة ما ذات مشا دوقا بيز حقيقة لا أقول لا هم لا بات ديكو اشتاع حقيقة الله دير وقال سوائت محمد وقال سوداء تأثر دوال وحاجات تقيلة هو وجه وقال هو خلت يعني في سنة هدامو ذات يقضون ذات ميوخ مارش نقشي شو حمد غيرون حديقتي شري حقيقة مي غربي بون شين مارشو عيوخ واشتغلت تاني نقشي شو يعني مارش تقوى شيء ما شو تقودوا أنا حمار شو يوقول يشتري عندهم ويهم بسب دينا أبوغي الله وداعي تنبوش بويت إمام شيء توني أدنشي بيت تيجاهم شدات هون العادات يسون العادات هون سوى ديتنش جيم تشادين داشتا يشتري ويشتري نسوش عادات هم يحي سي ويقوم هم دويل ويني هم دويل نوكتش غلغاش ليوش حدين هم دويل نيسل تفاندوش حدين كنو إيش نستلوي وين حداش وين يقبويل ويتيو هرش أدم دويل شادال فرنيخ وشلو أدم دات شاسن هرشادق دال فرن دخل دافن كمان مارش كنت إقيد بقويات شيء قال يقيدن بأصحابكم بنا حقو دين دول ديني حقو دين دول غير قوتي حداش بنا أنا تغنى إلا أسعهم عديدة شغتش إلى لا هتلا تعبوشا إقيد باشتو أمشتوي دا وقتن بوشا تقيا مش بيش وتسار باكي تنبوشا قيا مش انتخارتو نشكوش вообще алду модо حيري هندي فحن خدي تول تاسون خد يحيى كيو وال إتي نشي عود خبردي هنشو تحويق يتعني ديجا كيلو لو يحيى ياتي يتعنوي خيشو يحيى كده عود لياقات الاشتات شمرش جون يلا سيخو كيت ويك كي بيتت ويك لا رمبو كي بيتت وي نخيش كي بيتت ويتقي ويتقيش بشتات شير حلف دوشو ويخ نخيتي ديش دوي ويتليرن دول شوي تحت يقيش بوشار تتعامل لور داتو درين تحت يديلا لور الوقت تتعامل لور ياشي داتا لور شو تندر شدا لور شو لاش هملار لارا لور شو يشيف كمان بارم فوش حوالي شو قلت الدنيا حقيقي ويش حول أرقي سول أرقي يا ويش لار دون ذات ألدو دون ذات هو كلش ذات إنت تحل لا تمام إنت تحل دوش ذات Может, хожахинц, к примеру, адючных лет он судать, вот доглашь и хасон дать, это твой выбор. Но, я, к примеру, так Эвин, хуек волцу, судил в тишвац. Вообще, как ты относишься к этому? يو حبوبة لا Ну, он Эвин, сано басуд, ас дел признавать, тишвац, он дел вавац волцу. وأنا شو بريزنت دي الله تديت مو حاسة
سودال شا إثبات تنوتوي شاخذر حوي سوي ميوتوي تباتي Ne, أصلا Da, tun проблемы, Альдо. Цунун проблемы, просто отношения, хацун мует, хацун, как ты относишься к этому человеку. Иди к Адам Дала, нормальный Адам Дала, Ад Молдовщ, нормальные отношения, в отношениях. Да, ну в любом случае حي سي تانيش دينا حراح دوبا تانيش دينا ها سو الله تير تواتر لسه بطبع شيء شوفها primero допустим ну حوات Ne, إيش دات سو إيال وشواتون سو إيال وشواتون سو. أصلا مثلا بو سقيت primero شو إيال شو ديرو تيش نتيش وأحودي تيش تروي لهم دوياتو قيرا ديل تيش مسؤاليش خاش خربوي هونتنا وش مو تيوي زندان ديل تيش وات بوشو سجا ليش عيدنا كروش لا تير لا تير بالنا دون تيش يا بوش وش تيريش شو تيش روي هونتنا Может, хажан хэнс к примеру, подстепер ахцунг харт хавилк дохон. Халило диес чецо сон юш дат али шош молес. وكل اشتمال شو يتيش هدي وين يقع وين يقع وين نقع هو مش ميكش دات وين نقع شي متو شون دايرة وين يقوم إلرد غيرشة نقشي شاهد تحليد وانا قبع إذا الأدم واحد اللي يمارسوا ويقع يترحم ده هدي Co lielo što humš vrilo staš sa hoć. Hens Ну, говорит, да, я to lielo š Может, хажа ах co lielo što huma غلق staš dat. Ах hunsun dual al huma dat ах ему خالص so تقيت. Вой цадют у нас, вой положение цадют, а я говорю, поколение как они будут общаться между собой. خيل دارس دو كم ديو تغيير مش تشلون تمام ديو تغيير في تغيير فرات حياة عبور دو ده بس بعد هو جاي فرات دي وين قاعدين شو عايش وين سان كيش تقوم له وسان تقير سين إذا جوز أنا تعليش تعيش داخل إذا أنا لو حابة تعليش تعيش داخل تقيس просто так герда деш вода деш داخل الشانو تا أحبوش كيف ده تتعرفش عنك وين دوغر دوا سقيت вообще سقيت بوش ده انت بوصل دينو ويلر دش بوغ دو هاي مو دو هاي يعرفوا вообще دون شابش بيدراش قدامه ويلش بوصل دينو لروش Им мертвуш модель, а сокет обычно. Это есть у них, имел да, это но отражение в любом случае мы тоже будем ощущать. Мы есть та самая быдло масса мусульманская, которые быдло, которые бегает хача, пытается там, где он, да, напихать он вот этого какого-то иблиса, шейтана, камнями, еще заплатить за эти камни, еще поехать туда за эти деньги. Эти шейтаны там растут. Когда-то один маленький шейтанчик, а сегодня вот там 3 огромных шейтана. Бетонных, причем бетонных. И нифига там с космоса ничего не прилетело, и еще что-то не прилетело, и съел что-то там, ничего нету такого. Вот быдловский дом, да, вот ну это, да, и ценных шей бы, туристических шей, наполненный, за пропагандой, цены, короче. Да, Болган, и ахитан, вот куда лил, ешь, ну. Это отцеловший нюкя.
разногласия, чем больше дольше, حديلك يشوي حديلك يشوي أعلام أحسنوي هذا حد واحد يشلوس الله مزي حد واحد يشلوس Причем тут вообще это, вообще причем тут это? Нас через эту религию раком поставили. Мы на весь мир опозорились. Мы есть последние террористы. Идет. Мы те люди, которые взяли и убили члена семьи, тех людей, которые нас приняли, приютили и накормили нас и наших детей. А мы тут взяли ихнего члена семьи, взяли и голову ему отрубили. Тех людей, которые нас приняли и приютили. На основании того, что вот какой-то религиозный фанатик. Видите, Аллаху наречил, короче, да, цунтам али хар али бор. Видите, تعودهم شداد. الدنيا نحن ناقل. ويكوي يتعمل أن يوجد أنا أتنابيون ده تو просто شيشون ده أسكال دوت من أقبل أول بوين. ويتعناك يوجد بيوجد بيغاستيات حقرشي. أتى كلا نرماني ساعة يا ميكستيب نحوي. صدقيت ويتان غير شلو. راسك شو عندين شو عيب شداتوي. ويوقفوا ليش تعرفوا غدوها وين. وش شو خل مغيط هل يوزي قناة دوس ليش تحتيه ويقيت الدوس ليه دات. سند سمعنا شو مستقل شلون. شو قدر والله أنا حيبلا. شو جشت متك بيت. ويتان قاس حمدو هو شيء بس قلت هما ذاتهم سر. حقيقة بقيت بونسون نو دقدي نسون شو قيتش الله تيشتي ما تيشتي ما متوقعتم سساخ ليش قيت سو تعال داش قشلق شما دا دقها نوجه هيتشي شايقي هيتشي عندها سزلو كم شدي مليونات اسقحر شو تشق ديحتن دون شدي دق على عيتان سقامي تحتيش دين ده غوشي ديستخلت داش شنو غوشي قاتل ده دقر بيستخلت غوشي أتصل that's that's the way شقين دروشة Дела, может, мнение есть, да, дела, садом, да, это твой выбор, да, мнение есть, алым, да, свой هورتك شي خارجم بو دنيا نشع أسخارجم إيش بينا هوريز واتسون صدهما دات أقو دنيا نشع دوغ إردوش دات سوي داق داق أستور دقوي ويقع درق خلزا ما يهار إشتم لا испытаний هورتك هم داتشا разногласий много تغاسون سالمت عايشين يوزي خاسون تقعامو ديز هذا в любом случае أتشع الله ملو تغوش تبيونا تاني أقواها تغوش بيون تاتا يقمع تغوش عشوية ديلا عوق دام ولا دير وهم لا دوات إيش بيون حوسن والحينوشي شنو إمتك بدأ دون الحقاداتا حوات ألا ولا حق إيش حوسن يحينوشي دون تنبوس كيدا بيت أحجود سن يالشعني ويوقع تعادو دات قيتيا أي أسيدون دير تقمع تقيسي ها إيش تيشي وش تيشي بوش دات غوشي دون تعون كوش يغيتي وتعأتو بات أو مر تعربوش ويتان كوش ولندو كمي تخمان دعوة تانيزا فاتين تبوسو بدين دبوش خطي بوسو بدين يحتاما دات وليوش ويبيل تك دعوة لرا ويهم دو إذا زدالر ويهم دو تعربوي تو بوسو بدين دوش تيوقع تعما دات وهيتي يهم أول تدو إشارك دعداكمن غوشي أي حزدول لا تشيشي هذا مجي هذا مجي ورده مجي
نص مرج حلقة حيس يبوش يخبر شو هذا نص تان صدق بشي كنت زود شو مريح إيشو جون دي ولاش خرج صون سا هو جرد هو قاعد وفش هو دين دوي لو تن مزمع هذا دين لو بتاع فيوتر يخلي كم حد ما يزعل يسوي تمام ديك كروز يعني ديك تعليق بيه بروبلمات هذا ما أحكي ترو هذا أنت الواقع أبسلوت اشتاق أستحقيقات هم ذاتهم هتصعب واتع باش بروبلم يا تدوك ده جنبشو يعني شيء تعقي تنبوش يا حي ديلك يشر تاني حكيتم تاني يسطر ووش يغيل كعوة ووش تاني قرص بوصل دنيا أو بوصل كيوغ تاني وينوكشي غيل كعوة ووش سيدوا تعشوا هو هنديك هون نو هو ولويش كذا اشتقيرا بقحيلا هو ولويش الله اشتو همت الله يوض وان ذات حين تعمد عجوز ودعوات وروح خيد حو كيرم كيرا ولا ولويش وحلا وعليل واش مويس غير شخليل واس بور حو دائم كيرم تعشو ايش تعشو صد هو يقول ميوفا واش لا ولويش مويس ولويش لا شاو جيب ولويش والله تواخ ويشو ولا مرد رجاء تواخ مرد минуты мистер Версус Арвир Усадука Ирватсо. В любом случае, вы Ларенс Халдиш, да, Адела, вы Цанком, Нахда, вы убеждение, что разногласия шхалер, но все равно, да, может, Инцагоина, что хочу, да, что совсем дух адам гинешон, совсем, да, что адам гинешон, может, но ويقع نينبست قرشها каждый день قياش أغلوش حقيقة أرسطو خورت ياخد أرسطو هذا الاتيامات كراتي تنخلص يسخل أرسل ويا любой разногласий ويوش آخر مبقيش ناخدين حلقة دين داخش ديس تاريشات ديش آخر هو غلطين هو دتين أو ستنزل ويالش تاريشين تباش خلا حلقة دين ده هنسا هنسوي تاريشين تهدى كان ديلا وإيش تعدخش دور ديتين вы цатер сагат дештовый оман, да, есть разногласия. Вот ахдал диест отливай, вы уж дихтен. Да цадулу мы та хока соца соч, хока хаш соч. Ишь отсюда эдахчволя дервал. сам себе противоречишь. Вы модер дубов, что бакена хуш дон, ошок кете решать вопрос. Сануман тебя решать могли цари. Ты сам себе против. Вой моды горду, вой моды линзарела. Де горду их решать я. Ай, мабо, бакина, хоушак, ты решать. Сануман тебя решать могли цари. Советский у вас закон, что решать могли цари. Да, ну, суал говорит, Иш де горду, моды горду. Да. أصلا إيش تكست عدد إيشيات الغيرت سو تست عدد إيشيات من ده أشة شعب راديكالنا مش يعني اشتنا خد ظلم دنا قيرم يدئهم سند سعيد جوا ست стороны и с вашей стороны соберс дать дол диск вачек соберс الغيرت سو может قيتيا لا ديك ده صون مرد شو إنتي دول وينك أبوي الاشتحينا ساعتي دم خيل غربوها هرش إيش دال حال بوي بوش هو فيه مرهلات بو خي بوش تبو أكتوبر شوها وجروبي شوها بوش لا إتش دو صون دقو قاشر شوها تبو تاي فيه مرهلش ما تبو يدانش ما تبو الله اللي الله وايتم فيمرو اللي بوشتو خبر شدوي ديشتو وعيازين دول
Subusal na kobo što işbe kivoje kuça veger diyor. Didachi sonra kuşluç da. Ve da Принцип. ve sen düştü tamam sen düştü ve yuka ve kiti düştü. Bunda işbe güç kılır. İşadaki bakça kılır. İşadaki haber kılır. Yaçukumana şahada oturma çallik olsa buğça kılır. Ta buğ batı onu. La bat, su la bat, вы مثلا لا بات نيتو مورتنز جون этот حمني خالص يو بات سمعني يو صون خيتس سمعني يبو хорошо тогда كمليني يتسكت يا وين يقول تغليته хорошо ساعات يرديك أصحى ضغط хорошо هتديك دو تيشا хорошо ستتيشا شوية بيك وقرباتي يا أج وحموش الوقت الأحفظ بيك بقى يا قاعدة يو سبايش دولي مورد حاجانسا والله بقنا دون أسا سو حقيقة بيز او دنيا تشوف واخا بيز انت اتشسفسن حسن قامنش да религия убеждение это реальность нашей жизни وداخ ديشتا وديك ادم زلتا دوردات كورتك شي كورت بق اسن احوالي رياس قين حكورت حينك بق ты не можешь как я мыслить так обыденность алвеса реза خلط عداخ ديش штуку дал вешем да уж это более сдерживающе с обеих сторон и жить дальше. Да, конечно, беспокоиться о будущем поколении тоже, напоминать как-то, но не в том плане, чтобы убиваться. Ауду, напоминать о чем? Напоминать о чем? О чем мы будем напоминать? О том, что у нас... Ну, имеется в виду напоминать о том, что мы умрем в том плане, что мы смертны, что есть Господь, есть Создатель. Нужно размышлять. حيكون الأرواش ديونات ديسي يرتر أرواش تايبن سي مكر أرواش أومن سي إعليغوش ديك فهو بذات بصل دينا ألا حويق جيزني نيكك دا بصل دينا حويق إير دوشتو خم دوكش حويق بود نقشلي شوا Может, пожалуйста, минуту просто. ديسي دوها حي مكر حي يرتر أرواش تايبن سي دوها حي مكر أرواش دوش أومن سي دوها Может, пожалуйста, минуту. مو حاجة يتندوغيق وقاعدة والشوات Может, пожалуйста, минуту. Всех улас. سؤال غير такой договор, так شيء مشلينية. انت примерно هات فиксировано. هو الله تجا هر عليه لوردون أداة صدقني شو. انت примеру Макиавелли богша, отца философ, вот со книги о жене государь. Он построил мышление, то есть на том, что жестокость, этой книгой пользуются многие тираны, пользовались в том числе многие тираны, даже и сейчас пользуются, в том, что хинхетом богом, да, то есть он построил свою мораль. Не то, что он построил, может, он описал все, что они делали. Тут немножко другое. Тони, пожалуйста, ты уточни. Макиавелли, он итальянский философ, он построил именно, восхищались. Он сам царь. Может, он описал методы действия государей. Нет, Тони, Макиавелли, ты изучи. Это Библия для тиранов считается. Изучай. Просто посмотри. Зачем нам его? Строил или он описал? Он дальше, я могу также сказать, ислам халоцева религия ислам. Ислам шабуй кенхиетам, бадек Алла инса. Ислам шабуй кенхиетам, бог нису бог дует шва, адамал дует шва. Да. Это вот это и проблема, Ауду. Исламу кас дохун мусульманин или не мусульманин. Педо, наксани так бусулбати, стага ниц еще
خاصو ليلو يشو استغانتا شون در عين يال دال دو مسلا تود يسام اسلام ترانيه دقواق اتشم نقيت если ты защищаешь ислам называй вещи своими именами да в исламе присутствует тирания как у этого итальянского философа их нет мадизиум Хажла, в исламе нет таганок из-за религию ты не имеешь навязывать. Но есть правила в государстве. Имеешь, Алду, ошибку. Где такое? Обязан, да. А я хотел да и тут. أبدأ ما ديت إشتم أعطي لا دوكم ما ديت سنفي إيه سي وبوش ميتاني بقى دقق يوم سنفي دقق شقاقي أو تعاوش Может, дополнение это его масал дало шунсу сравнение сравнительный анализ نقطة بوهم دويهم كما نقطة حالتين هو نقطة أكسغلهم ترني نقطة أقرأ أدم الكلام خين خيتم كلام إميلي ولا إميل عايز ولا إكي ولا بيوتك واشين إيوان توا نقطة لوج هيلت بيلدوشين أدم اللي نقطة إيديولوجي سنقوة الدنيا أنت تحديكم ذات ليريليجي نقطة ترنية كيدا كان ده تنتجوا نقطة يقدر ديزو أنشا يدخل بوهر نقطة تعبهم ونقع باتكرو باتون потому что религия разделяет любая религия служит чтобы разделять и властвовать над людьми тогда элементарный ум душу ама элементарный ум لا لا أم كلبيز لا أم كعبات تعطنا أتعفيروات Да, и ты лочилась, юша, это аусвашил гылбаларыш. И ты лочилась, бат, ну, Алду. 2,193 что стоят. Если что, цифраж Гога. Там прямо прописано, коммунизм сани, чтобы во всем мире был ислам и до тех пор сражаться. Это предписание Аллаха. И так что хузи не работает. Вот это легкая форма туда-сюда. Сражайтесь, они убивайте прямо на арабском переводите ехали. Ну, хажа тем для обсуждения огромное количество, тем для обсуждения. Дук яхи тем шо единство Аллаха. Я дают чем штук дакин, я не смогу ответить на все эти темы. Я хотел пару тем затронуть и все. Дук яхи тем шиш. Ну, Сократ, арба или что субал таусо. Имеется в виду, что сункенты радол. В принципе, шутся мостхол даться, дикно глушь, к примеру, да, может каждый по-своему воспринимать, да, но шуна, шудёзана, массана, ханха, шуюга, гергалон, шхала, мегма, да, в любом случае. Шунвонок желаться, додаться, баст хабаться, тем, фанамонт особо ли хабаться, тем, трошу, алгетсо, и ненависть порождается, я считаю, ахцун зулмахол, зулмахол, мурткетю, астючину. Сагала мектамет, да, может, я неправильно объяснил, сказал, арва альбишу, что адиквели, маш айшу. Адиквели, да, в любом лучшем случае и в самом благоприятном случае худдар да адуцер. Если бы мусульмане тоже не агрессировали, не резали, то ситуацию мы видим, насколько много вреда нам наносят вот эти фанатики. Ну просто фанатики, они настоящие мусульмане просто. Вы аманнахи, вы просто дадя мело уже сагиса, цеплять. Терроризм полный фарш на сегодняшний день, хайр. Сюда. Это вопросы не к нам. Сначала нужно посмотреть на них.
بقوان تحكي وفوق فوق شادش ترجع Амон را. Ama da milujte, vi tu isto, sjeća, a što je šuco, naos. Да, фанатизм, египетская культура. Сосей мес, понимаем, бусубнах, аминях. У них тоже фанатизм по египетской культуре. Единобожие, когда пришли с Игорем Амон Ра. Да. Sonra من بعد هو الديز دال اشتحوك например del reis del echo boiler ну типа массери бойлер идут ну подтверждать Амин Метан who else this Массери бойлер идут не, есть моменты, где это не подходит, есть моменты, где это не подходит, ну, так, Амин Алди, есть момент хлопчика, так, замешкаться, да, посмотрите, Амин Алди, утвердить, вы, зависит, да? Да, у него list böyle yedik de la. Dal list böyle masum. Амон Ра, да, ну, да, разумно, что все равно корни цигицы. Корни там, Алам лоты, Амин, бати, Амин, эл, регзит, вы, там, билетникал. Kijk doos doen daar bij aan. Ой, мата, амин, ali radi делает. I'm Да, Амин Ликерду подходит туда, получается, как раз. خذ والله هاي بصلنا رجع بعد ترني يستعبوا بنش ترني هذا ترني وهذا بو أول خذنا تعطيته كان عودوا مودو صوشة اسمع تشات وولف وترني شاب كرو نيمي شال твоя молчала бол модель я почему просто вайлкшить душ модель там ترى لقيت كده بالنسبة وين مو ترى ندعها جيم جي أنت ترى والله تو حدث ترى وبقولين تو ملوك مال بقى سام شرع عينه دو تيحتوى وكتير والآري كان تو شرع لي الله سو كيوش يو حكوا على دو جيم ودوش بعدك عليه совесть ты аридет بعدك عليه شو نو مدالو تانينا شنو أكتر يكسبوتون دحر خير جالسون يشتغل أنت ترى دوت عادي نيش دحر بو وبعد دهانه عادول يعني نوتشو دوت تلقي دهانه يعني نوتش ديش بيلينك يقدم بوهم كنا يوم يصير عدوال خلد دهانه عادول هون أولش هون أكتر يسواتوني سايتا خلا خاصون تازن دايما وين نحكي لوكا ورانا مواسون شغل أي بوق داتي إذا غير إذا قيم دو بس بوق قيتم بوي نوكشي إيديولوجي دو ثم نوكشي إيديولوجي خليتوشي إيديولوجي بدوش كلو دوش ما داتي دوتش بس إيديولوجي رازنا بوي плохая хорошая хуйня إنه نوكشلهم دو قيتم دنيا تابو قيتم دنيا تادو يوشوا هم دو إنسان يتعدل خلوه وي قيتم مو خلا عربو قيتم خلوه عربو ميروزين خلوه ثم ده عاد دوين
Иван, и арбо мирелозреным, дукка маяци ван, чуяны, шито, туам белч, цулалов, ахма, бхибаш, букше да таламоз, бабуш да ламоз деш, говорю ама, вокол амир, бисмол амир, что, кегидош, динната, масайга хилок дупе. Юх чуде апи, изал и вахабиз, قاعدة سوتسارس دغدان شلوك سوتسارس ليش عين يرجعوا يحوصوا كيركور ويرجعوا ولرت عم تعبوا تارش بريوتو اسمو تدا شو قيسلو تعجي يرجعوا بوش دوتاس شوي الخير لا تكتاس يو جمجم عامو شو تعو جي باتش شو يزيق خنان يلشو تعو بشي دا شو يزنز دني شو ارت سووش داج يو بقول دقر يشت يشتنا يا Znao se, ta Turci masal daljica, Turci, aj, usobni, nabolj, arhilari, vajhilari, Atatürk, Otsovićek. On elementarno Osmanski imperij, istoriju ne znaju. Osman čuva, malo ceri. Preguglit, deši guglit, Osmanska živopisa, guglit, dost prijazit. Ой, сурч, халоца, ицхенца, се дукшуда, сурч, дац. Кама сутраю ценна, судукда, специфио. Комта нука хилду, турк хилна, буэшей, гаренчо, шей, оргише, Вот тысячами берешь лапцы, представь, не тысячами, сотнями берешь лапцы. Das kant, вис канто, das, вис, даже, хаса, это что? Мусульман, махала еще Тайвата. Ататюрк при чем тут? Мусульмане были такие, хуже Ататюрк. Ахидо шалет лишека, евреи. Тысячи китар сou. И султан давай чултя. So хазин са үч хиллашун. Бисна шот вүсин бой хиллашун са. Берш дует entry. Са висо чая үч хиллаун са. Представь себе. Да. Наследник шеха. Они все дрожали и ждали, пока объявит Милхеру. Объявит ничего, да, все. Да, должен. Turk, dat al busal bubal chance er way day not Darwin dog. Это вы долгий но обужаешь дog. Last هو last я شايدين إلاس يتتعيه تورسيا last لشون تيجي ديليجاسي يا نف ونفت الهاوس وين هو دكت حوشه en tulk lafta taum hoş masa değil boş lafta zabot أكد أستدن أيوبو سنة مشاهدة تابعش كتير ترافين يبوك ودياو دياو قاعد رفيع فيها تركش بوش شيء وباي نقص يود بيو تابعش Вис вот, абанче, вдоль границы Аховшин Калыш. Нох бать границ ларей. Так, Россия сам договор подписывает, шайна цара условия поставили, и тигр добавил. Добавит, нох бать, добавил тигр. Шайна кирбудела, тихиета, два литра будет. Добавил, они так, хаэсэн доос, пустыни где-то. Метки лицан. Сегменты дадал вешу. Бан хауса абяхен сега гет са хидол шума цавел мет ну пустили дали место. Сунде сигар помбеш табан буш. Даса бага дал боле сигур даса лабан ирдане качи фишка бушон. Тарел леталич. Лабан бушон. Са сега принимать яши, са договор цавел принимать яшта. Это все обман оказался. Бадан, Эркисон, нет, Эркисон, что вдоль границы, ушедшая границ ларей. А договор подписывают, я условия поставили, добавил, что говорят. И что не положение, трудях и лет. А говорит, или с ней ума дальше сюда. Ну, точно, халк энчох, алорсу. Ерли, бусуден лично суняхас, никогда, если да, сунцайн. Зангу шан еще отец ламас ирен отвечь там, постоянно ламас делал, удобно же, лишь бы не делать вот этот намаз,
бегал, а потом сделал навигацию. Единственное, что 0.26, лучше бы опыт больше, бусу дали отцарбать. В основном вообще опыт был без умхуцерса. А вот ламус дядя, дядя, не дато все это сразу. Даже да это через ламус без умбос, настолько отвращение, что постоянно газ, почему? А потом, Саш, яри иллюминат я хожу, блогер, и су вообще сначала там гегису. Пармат мусул, везя еще. Я думаю, с этой пандах было аляхас. Они не соблюдают ее, просто, наверное, чисто отторжение. И они крупицы вот того, что у нас осталось от нашего воспитания, от нашего ездила улка, они вот на этом базируются, наверное. Воспитание ХР, исключая вот это религиозное. Конечно, его интернет, телефон, Я сусе укидывать вообще. Телеграм, в последнее время.